Глава 12. На пути к Тихой гавани. Следующие сутки они провели, расслабляясь и приходя в чувство после выпавших на их долю приключений. Благо, обстановка теплохода НВ «Гоголь» была более чем элитарной. В своей прошлой жизни он явно был создан для того, чтобы перевозить на своем борту людей, облеченных деньгами или властью. А скорее и тем, и другим одновременно. Каждая мелочь, каждая деталь на нем буквально кричала о роскоши. Дорогие породы деревьев, из которых были изготовлены настенные панели, мебель, явно сделанная на заказ, мраморная плитка на полах, вычурная драпировка мягкими бархатистыми настенными и напольными коврами, ломящийся от экстремально дорогой выпивки и уникальных деликатесов персональный мини-бар в каждой каюте. Жаль вот только, большая часть этих самых вкусностей, предназначавшихся для избалованных желудков элиты, в земном значении этого слова, а не в том, что под ним подразумевали в улье, уже пришла в негодность. Но кое-что осталось и на их долю. И дикарь, без зазрений совести, предавался пороку чревоугодия, прерываясь лишь на сон и физическую разминку, которую настойчиво требовало обновленное тело. Кричащая роскошь каюты, в которой он обосновался, поначалу буквально резала глаза. Она была обставлена так, словно предназначалась для какого-нибудь арабского шейха, решившего прокатиться по морям и океанам со значительной частью своего гарема. В своей прошлой жизни Егора вполне можно было назвать человеком с достатком, но сейчас окружавшая его обстановка тянула даже не на 5, а на все 10 звезд. В таких условиях отдыхать ему еще не доводилось. Жаль только, что на борту не было электроэнергии. Судя по всему, каждая каюта была по сути умным домом с целым перечнем разнообразной начинки. От собственного джакузи и мини-бассейна до массажного кресла и разнообразной смарт-начинки. Впрочем, сам дикарь по своим взглядам был скорее аскетом и к такого рода излишествам относился абсолютно безразлично. Он бы с удовольствием поселился и в кубрике персонала, но они все находились на нижних палубах, туда было далековато идти. Да и иллюминатор там был, как правило, всего один, поэтому при отсутствии полноценного освещения в этих помещениях почти всегда было темно, как в гробу. Ему оставалось непонятным, как, пусть и не слишком впечатляющий размерами, но все равно явно предназначенный для океанских путешествий лайнер, очутился в речной акватории. Возможно, он был пришвартован в порту, находившемся в устье реки, впадающей в море. Другого объяснения дикарь так и не нашел, как не пытался. Помимо праздного времяпрепровождения и безделья, он занимался и полезными вещами. Подобрал Луню и Бисмарку подходящую одежду, а то один так и разгуливал в заношенной до сальной блеска советской форме, чем вызывал немало удивленных взглядов со стороны Бурана. А австриец и вовсе попал на борт в одном из подним. Не забыл дикарь и себя. Подобрал вместо убогих, растоптанных кирзачей удобные ботинки на высокой шнуровке, что нашлись в одной из кают для команды. Сменил раритетный кожаный бомбер прямиком из 90-х на удобную куртку-спецовку из плотной и легкой ткани серо-зеленого цвета и штаны из того же комплекта. Не горка и не охотничий костюм, но ему вполне сойдет, да и цвет в глаза не бросается. Сейчас он занимался тем, что нагло эксплуатировал Луня. Точнее, сидя за столом в кают-компании, наблюдал, как тот разбирает и чистит его комиссарский маузер. Наконец-то у него появилась свободная минутка, чтобы вникнуть в устройство этого уникального пистолета. Он оказался прав. Маузер С-96, хоть и был исключительно надежной и убойной машинкой, простотой конструкции не отличался, да и разбирать его оказалось тем еще геморроем. Если бы под рукой не оказался человек, разбирающийся в этом агрегате, ломать бы дикарю голову над этой головоломкой целый час. Он где-то читал, что в дореволюционной России стоимость этого пистолета по сравнению с тем же наганом разнилась в несколько раз – и именно по причине своей дороговизны и избыточной сложности механизма этот легендарный пистолет никогда не принимался на штатное вооружение ни в одной армии мира, хотя и обладал более чем вековой историей и проверен практически во всех крупных военных конфликтах XX века.
Он являлся скорее статусным предметом, который часто дарили офицерам и высшему командному составу в знак отличия их выдающихся подвигов и заслуг, как было, к примеру, в Советском Союзе, Испании или кайзеровской Германии. К тому же дикарю пришелся не по вкусу довольно посредственный баланс Маузера. Он был вихлястым, неуклюжим, при стрельбе пистолет нехило подбрасывало вверх. Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсировался избыточно мощным патроном, который, как он вчера имел возможность убедиться, пробивал на вылет даже развитых лотерейщиков. Стандартный армейский боеприпас валил их на месте, что делало его в условиях улья довольно актуальным, несмотря на морально устаревшую и сложную конструкцию. Тщательно удалив весь нагар из ствола, протерев и смазав каждую деталь промасленной ветошью, Лунь собрал пистолет обратно, проверил работу взвода спуска и снарядил пистолет патронами. Дикарь, внимательно наблюдавший за процессом, почувствовал глубокое моральное удовлетворение. Оружие и охота – две главные страсти в его прошлой жизни, которые и теперь находили отклик внутри. Оружие в руках будило в нем, как и в любом другом нормальном мужчине со здоровыми ценностями, то самое сокровенное, природное начало добытчика и защитника. Оно взывало к генетической памяти тех времен, когда пращуры дикаря, завернутые в звериные шкуры, сжимая в руках копья с кремневыми наконечниками и каменные топоры, выходили против самых опасных хищников планеты, ставили на кон свои жизни, погибали или побеждали, чтобы их жены и дети могли есть и жить. Оружие дарит ощущение силы, способной изменить мир, покорить его твоей воле, защитить то, что тебе дорого. Оно дает чувство ответственности за свои поступки, приучает думать, когда именно его стоит применять, а когда нет. Конечно, в современном мире все это уже не актуально. Человечество обеспечивает себя пищей и без охоты, за редким исключением, вроде полудиких племен, живущих на краю цивилизации. Более того, в последние десятилетия стало модно травить тех, кто предается древней страсти охоты, выставляя их чуть ли не маньяками и убийцами. Но те, кто поражен первобытной страстью, кто регулярно уходит в лес, чтобы приобщиться к первородному занятию, за тысячи лет эволюции, выковавшему из слабого и трусливого пожирателя жуков и кореньев последнее, стальное звено цепи питания, замкнувшее на себе экосистему всей планеты, лишь посмеиваются про себя в ответ на эти нападки. Ведь тот, кто никогда не проводил дни и недели в глухом лесу наедине с самим собой, не утолял голод собственноручно добытой и приготовленной пищей, не отключался от ласковой пуповины цивилизации, медленно, но верно превращающей покорителя всей планеты в социально зависимого увольня, никогда не сможет понять охотника. От философских размышлений дикаря отвлек явившийся в кают-компанию Буран. Увидев их, он подошел к стойке бара, где плеснул в стаканы рома и поставил на стойку перед ними. «Игрушки у вас, как я погляжу, раритетные, все как на подбор. Откуда дровишки?» Увидев, как нахмурился в ответ на вопрос дикарь, он отсалютовал стаканом и сделал глоток янтарной жидкости. «Не подумай плохого, просто я столько по улью мотаюсь, а даже половины того, что у вас на руках, не довелось видеть. А тут сразу столько и в одном месте». «Без понятия, откуда это добро взялось. Мы их с трупов сняли. Может, те нашли где-то склад длительной консервации или из музея какого уперли. С мертвых спроса нет». Буран покивал головой, явно не слишком поверив в объяснение дикаря. «Ага-ага, может и так. Ладно, это я просто тешу свое любопытство, не более. Я к чему тебя потревожил-то? Собирайтесь потихоньку. В обед, как солнышко пригреет, будем отчаливать. И без того тут засиделись, пора лыжи вострить». «Нам собраться, только подпоясаться. Через полчаса будем готовы». «Добре, как соберетесь, перекусим и в путь дорожку». Он чокнул о стоящий перед дикарем стакан с алкоголем, одним глотком допил жидкость и оставил их наедине. Малосильный японец тянул загруженную лодку с трудом.
Буран оставил их с Шутом двухместную надувную резинку на весельном ходу на борту теплохода, предпочтя более комфортный способ передвижения. Однако эта лодка едва-едва справлялась с загрузкой, плелись они словно беременные черепахи. Впрочем, ехать далеко не пришлось. Спустя километр лодка вошла в небольшой заливчик и укрылась под развесистой плакучей ивой, которая скрыла ее от лишних взглядов и с воды из берега. После чего их проводник дал команду выгружаться. Дикарь закинул на плечи груженный первоклассными продуктами рюкзак, не смог удержаться и загрузился на полную катушку. И ПТРД по случаю ранения, не водруженное на плечи Бисмарка, дабы не замедлять отряд в пути. Практика показала, что тот и налегке передвигается по лесу не слишком аккуратно, а с загрузкой и вовсе пыхтит, как паровоз, выдавая группу всей округе. «Так, слушайте внимательно. Идти нам не особенно далеко, километров с десяток. Но район сложный. Тут постоянно кто-то трется, и встретить можно кого угодно. Что тварей, что муров, что атомитов, а то и на стронгов можно напороться. А что, стронги такие беспредельщики? Я думал, они только на муров да на внешников охотятся. Вообще да, ты прав, но стронгов не зря дикими называют. Там хватает нервных парней, которые вполне могут сперва садануть с пулемета на звук, а уже потом спросить, кто ты такой. Так что пересекаться с ними я предпочитаю только в пределах стабов. Чем обернется случайная встреча в полях, черт его знает, а проверять не особо хочется. Повторю для новичков. Пока идем, рот держите на замке. Старайтесь не шуметь, сучки не давить, ветки не трогать. Шагать за мной след в след. Тут в округе есть пара неприятных кластеров. Из-за них по округе постоянно шарятся зараженные. Ни к чему лишний раз их провоцировать. Стрелять только в тварей от лотерейщиков и выше, если я не смогу их сработать по-тихому. Он похлопал ладонью по кобуре с АПС, висевшей у него на поясе. Остальных валить холодняком. Если я даю команду замереть, не шевелитесь, не моргаете и даже не дышите, пока не разрешу. Все, двигаем. По совету Бурана у дикаря и его спутников на поясе теперь болтались цельнометаллические пожарные топорики с обрезиненной рукояткой, приватизированные с пожарных щитов в коридорах теплохода. Металлический шип на обухе такого топорика вполне подходил для пробивания черепов зараженных. Хотя против жрача или топтуна этот инструмент уже не играет, пустыша или бегуна озадачить им сможет даже самый захудалый дохляк. А дикарь дохляком не был. Плохо только то, что рука у него занята неуклюжим противотанковым ружьем. Бросать его он отказался наотрез, на что Буран лишь хитро ухмыльнулся. Но дикарь еще не забыл, как этот динозавр ручного стрелкового оружия выручил их прошлой ночью. Ради этого можно и потерпеть небольшие неудобства. По кластерам Буран двигался очень аккуратно, никуда не торопился, тщательно выбирал маршрут, передвигаясь по самым густым и непроглядным участкам, кустам, подлескам, лесополосам, но выбирая их с умом, чтобы двигаться там можно было без лишнего шума и имелась какая-никакая обзорность, которая не позволит мутантам подкрасться к ним незамеченными. Было заметно, что опыта в блужданиях по кластерам у рейдера хватит на троих. Он часто останавливался и, лежа в кустах, изучал местность впереди в бинокль. Пару раз ему что-то не нравилось, группа возвращалась назад по собственным следам, чтобы сделать крюк и обойти подозрительное место. Дикарь и не думал жаловаться, наоборот, он тщательно наблюдал за сторожилом улья и старался подмечать все мелкие детали, мотая их на ус. Взять, к примеру, жидкость для сокрытия запахов. Этот самопальный раствор Буран сварганил за 5 минут из подручных средств, найденных на камбузе теплохода, и заставлял их обрабатывать собственную обувь этой смесью каждые полчаса. Разумная мера предосторожности, учитывая, насколько острым обонянием обладают зараженные. А спустя еще некоторое время до дикаря наконец дошло, почему Шут, вопреки своему несерьезному прозвищу, практически всегда хранил гробовое молчание. Он сперва даже решил, что тот и вовсе не мой, пока не услышал, как пацан спросил что-то у своего напарника, когда они собирались в дорогу, и Шут думал, что рядом больше никого нет. Они переходили небольшую заросшую лещиной и мелким кустарником ручьевину.
Бисмарк в очередной раз зацепился ногой за торчащее корневище и шлепнулся плашмя в неглубокую лужу, наделав при этом немало шума. Более того, он принялся невнятно ругаться себе под нос, потирая ушибленное колено. Буран с каменным лицом приблизился к австрийцу и отвесил ему такую знатную затрещину, что тот не удержался на ногах и отправился на землю повторно. После этого Буран схватил его за шкирку, приподнял над землей и встряхнул, как нашкодившего щенка, приблизил его лицо вплотную к своему и прошипел зловещим голосом. «Слушай сюда, турист, мля. Если я от тебя до самого стаба услышу хоть один единственный звук, дальше пойдешь в одиночку, уяснил?» Гневные слова, уже готовые сорваться с губ возмущенного таким нецивилизованным обращением с собой Бисмарка, застряли у него в горле. Все, что он смог сделать, лишь испуганно кивнуть. Рейдер, сохраняя тоже мрачное выражение на лице, поставил его на землю и в зловещем молчании вернулся на свое место в начале их маленькой колонны. Дикарь даже и не подумал вступаться за австрийца. Тот его самого раздражал своими регулярными чертыханиями и постоянно производимым шумом. То ветку зацепит стволом автомата, то наступит на сухой сучок, то за корневище зацепится. Дикарь еще вчера неоднократно ему давал замечания на этот счет, но до Бисмарка, похоже, все еще не дошло, где именно он очутился. Суровый урок Бурана оказался действенным. Проштрафившийся прикусил язык и передвигаться стал намного тише. Судя по удовлетворенной физиономии Луня, его эта сценка порадовала до глубины души. Хоть он и мирился с присутствием фашиста в отряде, его злость никуда не делась. Он упорно игнорировал австрийца, всем своим видом демонстрируя, что ему даже дышать с ним одним воздухом противно. И дикарь не мог винить его за это. Чувствовалось, что тут в округе действительно хватало зараженных. По сравнению с тем, как расслабленно он передвигался в первый день после пробуждения, еще до встречи с Лунем и Бисмарком, то была просто легкомысленная прогулка. Судя по тому, что рассказал ему Буран об окружавшей их местности, дикарь в начале своего путешествия очнулся в самом тихом и заброшенном медвежьем углу, где в основном находились пустые лесные кластеры или заброшенные еще на земле промышленные объекты, не слишком изобилующие людьми. Поэтому зараженных там было мало, а рейдеры и вовсе туда не совались. Зато здесь бегуны и пустыши регулярно выскакивали из кустов, причем редко поодиночке, чаще парами и тройками. Разбирались с ними с помощью топориков, пробивая затылки и виски металлическими шипами. Зараженные, увидев людей, издавали свое эталонное урчание, на которое временами подтягивались новые ходячие, разгуливавшие неподалеку. Дважды на их группу выходили агрессивно настроенные лотерейщики, но Буран оба раза меткими, практически бесшумными выстрелами из своего Стечкина валил их на прошлогоднюю листву. Трофеи делили по простому принципу: кто убил зараженного, тому и доставались потроха. Проблемами запахло в прямом смысле этого слова через 3 или 4 часа такого неспешного путешествия через кластеры. Буран, Шут и Дикарь залегли в кустах малины. Рейдер в очередной раз разглядывал в оптику раскинувшийся перед ними пейзаж. Сейчас там маячили серые коробки жилых многоэтажных домов. «Ты не говорил, что мы пойдем через городской кластер?» «А я и не собирался. Эй, Шут, что скажешь об этом дерьме?» Паренек впервые при дикаре открыто подал голос. «Налево совсем плохо, туда идти не надо. Либо центром, либо чуть-чуть вправо взять, тогда можно». «Видишь, раз Шут говорит, что налево не стоит идти, значит, идти туда действительно не надо. А я первоначально именно там и планировал проскочить. Но раз расклад поменялся, придется нам сунуться к чертям в гости». «Это еще что значит?» «У Шута чуйка, это все, что тебе нужно знать. Поверь, тебе не захочется проверять, что именно там слева не так. Очень не захочется». Тут самоназванный экстрасенс снова подал голос. «Теперь вперед тоже нельзя. И сюда нельзя. Назад надо». Буран, который в этот момент упаковывал свой миниатюрный навороченный бинокль в чехол,
Замер каменным изваянием, только ноздри на широком лице раздувались, втягивая воздух. «Ничего не чуете?» Дикарь принюхался к запахам леса. «Вроде как уксусом пахнет или кислотой». «Кисляк! Перезагрузка, мать ее, вдышла, с рассинхроном! Давай бегом назад, пока туманом не накрыло!» Они, уже не заботясь о скрытности, со всех ног припустили обратно, подняли с земли своих спутников и двинули по собственным следам, возвращаясь к границе кластера. Кисляк накрыл все вокруг, когда до границы оставалась жалкая 100 метров, и если бы не Буран с его противоестественной способностью ориентироваться, дикарь мог бы поклясться, что пройти эту 100 метров в густом белом молоке в одиночку ему не удалось бы ни за что. Запыхавшаяся группа людей вывалилась из кисляка, едва они пересекли границу, словно этот туман удерживало внутри кластера невидимое силовое поле. Шут и Бисмарк свалились на землю и пытались перевести дух. Дикарь с Лунем тоже дышали, как загнанные лошади, хоть и оставались стоять на ногах. А вот Буран, кажется, даже не вспотел после такой пробежки. Он раздраженно сплюнул себе под ноги. Улей, подери этот проклятый рассинхрон, все планы псу под хвост. Новички, да и сам дикарь зачарованно смотрели на мутную завесу, внутри которой со все уменьшавшейся амплитудой начали мелькать разряды молний. Никто из них еще не видел перезагрузку снаружи кластера, и картина эта впечатляла. Дикарь зацепился за незнакомое слово. Что еще за рассинхрон? Ну, это... Короче, у большинства стандартных кластеров есть четкий период перезагрузки, вплоть до дня. У этого раньше тоже был. А сейчас вот на 3 дня раньше почему-то решил загрузиться. Это и называют рассинхроном. Или, допустим, прилетает кластер, ты на него заходишь, смотришь, а там на всех газетах дата 8 марта, всюду мимозы сладков продаются. А в другой раз придешь, а дата поменялась на 23 февраля, и мимоз нигде не видать, вместо них носки с трусами продают. То есть внутреннее время кластера тоже изменилось. Почему такое происходит? А хрен его знает. Никто тебе ответа не даст. Такое тоже называют рассинхроном. Одним словом, любые временные аномалии, связанные с перезагрузкой кластера, обзывают этим нехорошим словом. Вот и этот кластер нам свинью подкинул. Жирную такую свинью. Потому что через свежий кластер пройти придется. Это, конечно, тоже. Свежий кластер – это почти всегда напряжно. Будущие пустыши часто перед обращением чудят. Можно на полоумную полицию нарваться или на поехавшего полудурка на большегрузе, который вдруг решит переехать именно тебя. А чтобы ты наверняка не заскучал, на свежий кластер набегает табун оголодавших тварей. Короче, масса вариантов для веселой развлекухи. Но конкретно этот кластер B12 – это вотчина кодлы Тритона, полосатых чертей, ну или просто чертей для краткости. И предвосхищая твой закономерный вопрос, отвечу – это главарь банды муров, которые под полосатыми шкуру трут. Они этот кластер каждый раз после перезагрузки доят. Стронги работают по мурам, твари работают по всем. Короче, веселье разлетается кусками во все стороны. Только успевай головой крутить, чтобы не обляпаться. Полосатые? Дуэт кластер? Эх, как же с новичками тяжко. Полосатики – это одна из группировок местных внешников. Ты, надеюсь, слышал, что их там, что собак нерезанных. Они тоже из разных миров в улей лезут. Бывает, даже между собой воюют, но такое редко случается. Иммунных гонять им нравится гораздо больше, чем друг друга. Этих легко узнать, их солдаты носят форму с характерным камуфляжем. Полоски, как шкура у тигра. Потому и прозвище такое у них и их прихвостней. Какие-то латиняне, не то французы, не то бельгийцы. Хрен их разберет. А насчет доят, муры, что под этими внешниками стоят, на этот кластер, где мы сейчас очутились, заявляются сразу после перезагрузки. Гребут всех иммунных новичков, пакуют их в транспорт и везут к себе на фермы под разборку. Если рейдера в городе на горячем прихватит, цацкаться тоже не будут. Им за бывалых иммунных идет повышенный коэффициент награды от полосатых. Неудивительно, ведь наш-то ливер весь насквозь ульем пропитался, не то что у свежаков.
пороха из паранов не нюхавших. Теперь стало понятнее. Вот и прикинь, нам сейчас в это самое кубло придется лезть. А если переждать? Не вариант, это веселуха на несколько дней. Мы за это время так или иначе спалимся, не перед дронами или мурами, так мутанты найдут. Нет, отсюда надо валить в темпе, дорога у нас одна, только вперед. Слева чернота, а перед ней кластер неприятный, сам слышал про него, Шут сказал. Правее центр города, где основной движняк происходит, а за ним река с мостами, которую муры плотно держат. Там у них и мышь не проскользнет. Да и не надо нам на ту сторону, ничего там хорошего нет. Для нас, по крайней мере. Вариант у нас один. По самому краешку кластера прокрасться, пока тут тишь да гладь. В спальные районы не лезть, просочиться через промзону. Там обычно более или менее тихо. Улей даст, проскочим. Ладно, завязываем языками трепать. Перезагрузка вон на спад пошла, кисляк рассасывается. Сейчас уже можно будет двигать. Передышка после дикого забега по кластеру, который вот-вот перезагрузится, подошла к концу. Они снова навьючили на себя рюкзаки и оружие и направились в дымку постепенно редеющего тумана. Буран вполголоса обратился к дикарю. «Если на ментов напоримся, придется валить. Наглухо или как повезет, но валить». «Свежаков? А если они иммунными окажутся?» «Ты сам посуди, дикарь. Вот ты бы на месте рядового мента как отреагировал на группу хмурых бородатых мужиков, с ног до головы увешанных огнестрелом, один из которых вообще больше похож на жертву аборта инопланетянина?» «Ну да, не подумал с этой стороны. Но все же валить их...» «Да, мне тоже такой вариант не по нутру, но если нарвемся, резину не тяни. По ногам, по рукам, но стреляй, иначе завалят уже нас. У свежаков, не говоря уже про будущих пустышей, сам знаешь, мозги конкретно закипают, случиться может все что угодно. Так что рисковать нашими шкурами лишний раз ни к чему, понял? Ты новичок еще, многого не понимаешь, а я уже сталкивался со всяким. Свежаков наглухо валить – дурная примета. Но когда монетка ребром встает, выбор невелик. Так что не тупи и не подставляйся. И своим тоже передай. Они у тебя зеленые совсем, особенно этот, который молоденький, с акцентом. За ним вообще глаз да глаз нужен. Понял, принял. Ну вот и молоток. Все, ушами не хлопай, сейчас уже местные должны нарисоваться. Дикарь немного отстал от него, поравнявшись с Лунем. «Лунь, я понимаю, что вам сейчас все будет в новинку, но ты не расслабляйся и держи ухо востро. Сам слышал, что про этот кластер Буран наплел. На нем у нас могут быть проблемы, большие. Так что смотри вокруг внимательно, считай, что ты снова на войну угодил, а противник тайком захватывает мирный город, в котором люди еще ни сном, ни духом про это. И на стражей порядка особое внимание, с ними могут быть проблемы. И я тебя прошу, за немцем приглядывай. Он у нас владеет важной информацией, ни к чему, чтобы она утекла к противнику». Разведчик сощурил глаза, отчего все его лицо разрезали глубокие морщины. Оно вдруг стало каким-то угловатым и резко очерченным. Он перекинул Светку за спину и взял в руки ППШ. Дикарь в ответ на это лишь удовлетворенно хмыкнул. Его слова достигли цели. Это какой же интересной информацией он владеет? Я говорю про кластер, на котором вы с ним появились. Сам подумай, сколько там сейчас находится разнообразного оружия. У местных оружие, патроны и техника всегда в дефиците, сколько им не дай. На борьбу с зараженными все улетает как в бездонную трубу. А ведь вполне возможно, что когда этот ваш кластер начнет перезагружаться снова и снова, там опять будут войска. Вот и прикинь сам, какой ценностью для местных обладает эта информация. Верно, я об этом не подумал. Зато я подумал, так что имей в виду. Между тем их разношерстный отряд зашел на окраину спального района. Вокруг там и тут, небольшими группами и поодиночке, стояли ничего не понимающие люди, которые с изумлением смотрели на вооруженную до зубов команду. Дикарь старался не смотреть в лица людей, чтобы не привлекать к себе избыточного внимания, которого и так было уж слишком много.
Кто-то терзал отказавшие телефоны, явно пытаясь дозвониться до полиции, чтобы сообщить об их группе куда следует. Группа подростков, восторженно хихикая, издалека снимала их на камеры своих мобильников. Один поддатый мужик на нетвердых ногах подошел в упор и с искренним изумлением завзятого пропойцы икнул и спросил заплетающимся голосом. «А, мужики, вы это... И кто такие и куда?» Буран невежливо оттолкнул его в сторону, отчего синяк потерял равновесие и едва не шлепнулся на пыльный асфальт. «Вали отсюда, мужик, быстро вали!» Дикарь шел по улицам и ощущал себя очень странно. Словно он вернулся домой после долгого отсутствия, и все вокруг ему теперь кажется каким-то незнакомым. Даже не по себе как-то. Вокруг мирная жизнь, люди своими делами занимаются. В голове не укладывается, что еще немного, и они начнут обращаться и друг друга жрать. У меня у самого поначалу так же было. Даже одно время специально под перезагрузку угадывал в свежие кластеры, чтобы хоть краешек мирной жизни понюхать. Заходил во всякие забегаловки, с местными пивко потягивал, болтал с будущими пустышами о том о сём, пока они еще в себе были. Только блажь это все. Нет в улье мирной жизни, ты и без меня это знаешь, видимость одна. Привыкнешь со временем. Жилые многоэтажки остались позади, они уперлись в забор, за которым располагались корпуса школы. Они прошли через проходную, в будке которой сидел усатый пожилой охранник. Тот, увидев их, выпучил от изумления глаза и выскочил из своего аквариума. «А это, мужики, вы кто?» Буран, не сбавляя хода, бросил ему через плечо. «Электрики мы, сам что ли не видишь? А оружие вам зачем?» «На всякий пожарный случай, не мешай работать». Охранник не нашелся, что на это ответить, и схватился за рацию с опаской, глядя в спину уходящему отряду. Видно, учителя, обеспокоенные внезапным отключением электричества и пропажей связи, выпустили детвору с уроков. Малышня, радуясь возможности прогулять уроки, носилась по площадке, радостно визжала и играла в им одним понятные игры. Подростки из старших классов разбились на группки по интересам и с любопытством, свойственным лишь их возрасту, смотрели на них издалека. Дикарь опять поймал себя на мысли, что не может перестать сочувствовать этим детям. Он скосил взгляд на Шута, ведь он не слишком отличался от этих школьников по возрасту. Но тот смотрел сквозь своих сверстников отсутствующим взглядом, словно вовсе их не видел. Зато Буран заметил состояние дикаря. «Жалеешь их? Небось, про себя прикидываешь, как бы их спасти? Дети же, что их в улье ждет? То же, что и всех остальных, зубы и когти зараженных. Да ты сам прикинь, ну ворвешься ты сюда, весь такой героический, с оружием наперевес, погрузишь их в автобусы, ну вывезешь из города, а дальше что? Куда их везти, чем кормить? А главное, что делать, когда они до критической массы тела вырастут? Улей ведь их только до поры до времени щадит. Потом точно так же заразятся, как и все остальные. Вот и представь, какое будущее ты им подаришь. Вот только никого ты никуда не вывезешь. Тебя полосатые или их прихвостни, а то и менты местные еще в городе в капусту расстреляют, вместе с автобусами и пассажирами. Муром дети ни к чему, толку от них никакого. А местные служители закона тебя самого за террориста примут и поступать с тобой будут соответственно. Тяжелый ты человек, Буран, слишком циничный. Эх, дикарь, знал бы ты, чего я натерпелся, когда вон этого лопоухого, он указал подбородком на идущего впереди Шута. Так же пожалел и с кластера вывел. Врагу не пожелаю. Нет для детей в улье места, он им уготовил одну лишь смерть. Но ведь его-то ты спас в конце концов. Спас, да, но больше я такой глупости не совершу. Мы пока с тобой мило беседуем, в улей сотня свежих кластеров загрузилась, а может и 1000, кто ж точно скажет. И на этих кластерах десятки тысяч школ, детских садов, родильных отделений, миллионы и миллионы детских жизней. Не можешь ты никому помочь. Можешь только подставиться и сдохнуть по глупости. И друзей своих под монастырь подвести за компанию, не за хрен собачий.
Дикарю оставалось лишь сокрушенно покачать головой. Что он мог ответить старожилу Улья? Что он понимает всю логичность того, что тот пытается до него донести? Вот только сердцу не прикажешь. Не очерствел он еще настолько, чтобы спокойно смотреть на этих детей и тут же равнодушно отворачиваться от них, спеша по своим рейдерским делам. И от того, что ему сейчас приходилось так поступать, он чувствовал себя последней сволочью. Он скосил взгляд на Бисмарка и Луня. Первый уподобился шуту, закрылся от всего происходящего и делал вид, что его это не касается. А может быть, так оно и было на самом деле. А вот второй явно принял происходящее близко к сердцу. У него тряслись губы под щеткой усов, взгляд метался по игровой площадке, глядя на обреченных детей. Но он прекрасно слышал слова Бурана и с трудом, но сдерживался. Дикарь толкнул его плечом. «Ты его слышал, мужик. Идем». Тот лишь посмотрел на него затуманенным взглядом, судорожно со всхлипом выдохнул и поплелся вслед за остальными, повесив голову. Школа осталась позади. Они вышли на узкую улочку между офисными зданиями. Впереди замаячил широкий проспект, когда проводник обеспокоенно закрутил головой, а после вдруг резко сорвался с места и кинулся к узкому проходу между двумя зданиями. Они поспешили за ним. Спустя несколько секунд по проспекту прошла колонна грузовиков, сопровождаемая пикапом с пулеметом на раме, явно адаптированным под нужды жителей Улья, и бронетранспортером. Следом за колонной, завывая сиреной и ярко сияя проблесковыми маячками, пронеслась машина гайцов, которые в матюгальник требовали немедленно остановиться. В ответ с пикапа громыхнула короткая очередь. Следом раздался визг колес и гулкий удар, сопровождаемый хрипом сминаемого металла. Всего этого они уже не видели, могли лишь догадаться о печальной для служителей закона развязке по доносящимся со стороны удаляющейся колонны звукам. А вот и наши друзья пожаловали, оперативно работают черти. Мы немного не успели выскочить, чтоб им пусто было. Надо в темпе отсюда валить, пока друзья друзей над городом дронов не развесили. Тогда останется только молиться. Давайте, девочки, шевелим булками в темпе вальса, если не хотите, чтобы вас за эти самые булки крепко прихватили муры. Вперед! Проводник рванул с места, преодолевая асфальтовое полотно проспекта за считанные секунды. Завизжали колеса машин, местные принялись гудеть в клаксоны, но они, не обращая на это внимания, скрылись во дворах. Спустя полчаса безумной скачки по жилому кварталу на глазах у изумленных обывателей они встали в небольшом парке, больше напоминающем широкую аллею. Она густо заросла акациями, скрывая их от посторонних взглядов. «Посидите тут пару минут, я на разведку сползаю. Шут, проследи за новичками, чтобы не дергались раньше времени». Сказав это, Буран растворился в кустах. Причем растворился в прямом смысле этого слова. Вон он стоял и вдруг исчез, словно и не было его тут никогда. Похоже, тоже какое-то умение Улья. Вернулся быстро, они даже не успели толком перевести дух, как он вновь возник из пустоты на том же месте, где растворился пару минут назад. «Дело дрянь. Там...» – он махнул рукой в ту сторону, куда они двигались последние полчаса. «Группа муров. Новичков, похоже, собирают. Мимо не пройти, место чистое. Выпасут, без вариантов. Правее, опорный пункт, там БТР стоит из ушка. Это у них, я так понимаю, заградотряд против серьезных тварей. А левее висит дрон, и его заразу никак стороной не обойти. Сунемся, а он нас тут же ракетами закидает. У него их целая кассета на подвеске, я видел. Шут, что у нас сзади? Туда сейчас нельзя. И думаю, что скоро здесь тоже будет нельзя. Мать! И хрена ли делать? Много их там, которые новичков собирают? Человек 8-10. Грузовик, при нем пикап с пулеметом. Мимо никак не пройти? Дохлый номер, там пустырь, увидят хоть как. А если в одном из домов затихариться и переждать, пока они свалят? У них в основной группе наверняка есть сенс, а может и не один.
Ему в набитом пустышами городе работать не слишком комфортно, но они все равно найдут, не сомневайся. Да и на дронах частенько тепловизорные камеры установлены. Спрятаться от них сложно. У зараженных температура тела выше, чем у иммунных. Внешники об этом знают, так что отсидеться не вариант. Может, мы их перестрелять сможем? Ты смотри, Супермен выискался. Если ты не догнал, там пулемет, крупнокалиберный. Начнется замес, нас всех в винегрет покрошат за секунды. И это только этот отряд, а ведь есть и другие. Они моментом подмогу отправят, стоит им первый выстрел услыхать. У муров тут постоянные терки со стронгами, они вечно на стреме. Врасплох застать не выйдет. А если втихую сработать? У нас один глушак на 3,5 инвалидов. Как ты себе это представляешь, терминатор долбаный? Слушай, а как их дроны муров от стронгов отличают? Там и на их технике, и у каждого мура с собой есть радиомаяк. Они их регулярно обновляют, чтобы рейдеры и стронги их системой свой-чужой не пользовались. Лунь, что скажешь? Это больше по твоей части, я тут жалкий дилетант. Поглядеть надо, что там к чему, так сложно скумекать. Да вы в натуре полные психи. Вы в курсе? Нас тут из-за вас положат всех до одного. Дикарю уже надоело слушать его причитания. Буран, слушай, когда ты сказал, чтобы я отвернулся от тех детей у школы, я тебя послушал. А теперь послушай меня ты. Эти уроды в грузовик явно грузят свежих иммунных. Вряд ли им нужны будущие пустыши. У нас сейчас есть шанс прихлопнуть 2 зайцев одним махом. И себе помочь, и новичков выручить. Так скажи мне, какого хрена ты кабенишься, как целка на выпускном? Буран тяжело вздохнул, подавляя эмоции, устало потер переносицу. Ладно, слушай, извини, что сорвался. Ты прав. Все равно делать что-то надо. Ваш вариант хоть и гнилой насквозь, но это хоть какой-то вариант. Пошли, проведу вас поближе, глянем, что там к чему. От меня далеко не отходите и резких движений не делайте. Шут, ждите нас тут. Если не вернемся через 15 минут, действуй дальше по ситуации. У Бурана оказалось умение маскировки. Причем он мог им накрыть еще пару человек, если они находились в непосредственной близости от него, в радиусе метра или чуть меньше. Пришлось им прильнуть к проводнику как к самому дорогому и любимому человеку на свете, чтобы пулеметчик Муров, активно крутивший головой по сторонам, не срисовал их еще на этапе разведки. Пока вышагивали, Буран прошептал ему практически в ухо. «Ты извини, что вспылил. Просто на мне ответственность за Шута. Я его снова потерять не хочу. Вот и завожусь на пустом месте, берега теряю временами. Давай без обид, лады?» Дикарю оставалось лишь кивнуть ему в ответ. Тентованный Урал стоял посередине просторного двора, который с 3 сторон окружали типовые коробки многоэтажек. Чуть в стороне стоял сильно доработанный пикап с мощными противоударными дугами на силовом бампере, сеткой с торчащими повсюду шипами арматурин на корпусе и с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Мечта безумного Макса, одним словом. У грузовика дикарь насчитал 4 боевиков, прикинутых круче всякого спецназа из его прошлой жизни. А оружие Муров выглядело так, словно оно попало им в руки со съемок какого-то футуристического кино про будущее. 2 из них контролировали подступы к автомобилю и охраняли небольшую стайку гражданских, которых довольно грубо паковала в пластиковые наручники и грузила в кузов 2-я двойка Муров. 5-й боец выглядывал из кузова. Он затаскивал ничего не понимающих людей в Урал, словно какие-то мешки с удобрениями. Еще 2 маячили в пикапе, водитель и пулеметчик, судя по активным телодвижениям которого посадили туда не для показухи. Все, как и говорил Буран. «Ну что, убедился?» Рейдер приблизился вплотную и буквально дышал в ухо, словно опасался, что противник их услышит. Ближе к ним не подобраться, а издалека никак не снять одновременно. Кто-то все равно поднимет тревогу или нашумит.
И тогда сюда со всего города явятся их дружки при поддержке боевых дронов. Думаю, уточнять, что после этого случится с нами, не обязательно, верно?» Дикарь посмотрел направо. «Пойдем вон туда, чуток пройдемся». «Что ты там найти планируешь? Я же сказал, туда соваться нельзя. Там передвижной пост и прятаться там особо негде». «А мы далеко и не пойдем. Там чуть дальше кто-то есть. Пошли посмотрим». Глава 13. Чертовски веселое ралли. Они двинулись между забором из металлической сетки рабицы и стеной жилого дома по густо разросшимся кустам, насажденным тут по декоративным соображениям. Подойдя ближе, дикарь понял, что тонкий слух его не подвел. Из кустов за углом дома доносилось мучительное мычание и диалог двух не слишком обремененных интеллектом и рамками морали мужчин. «Нет, ты только зацени эти дойки, а на жопу глянь. Давненько нам такая сочная бикса не попадалась, да еще и иммунная. Вот свезло так свезло. Давай в темпе, у меня уже яйца огнем горят, как не терпится. Пар спустим, потом еще на базе ее погоняем, пока свежая». Голос говорившего буквально сочился нездоровым возбуждением, то и дело срываясь на фальцет. «Свист, не шелести, отвлекаешь». «Так ты в натуре, давай в темпе, а то сейчас бугор в рацию маякнет, а мы тут со спущенными штанами. Мне не улыбается снова облом ловить, как в прошлый раз, ну реально». «Если тебе так не втерпешь, пристроился бы с другой стороны и кайфовал, а то сам как целка ломаешься, ей-богу». «Ага, чтобы эта шалава мне хозяйство оттяпала? Не, спасибо». «Не, ну а чё, прихватишь с собой на хазу и яйцами своими у соленого свой прошлый косяк заровняешь. А то он тебе уже вторую неделю грозит очко отполировать за то, что ты на скачке с пеком балуешься. Глядишь, к следующему выезду новые отрастут. Ха-ха-ха. Эти в холодильник только сунуть не забудь, а то протухнут по дороге. Хотя твои, наверное, от рождения тухлые. Гы-гы-гы». Говоривший заржал смехом потомственного имбецила в третьем поколении. «Зеленый ты еще свист, учить тебя еще и учить. Если так за свой болт переживаешь, зубатку ей выбей и пользуй без забот и хлопот. Бывалые бойцы говорят, что так даже кайфу больше словишь. Ну...» Дикарь осторожно выглянул из кустов и стал свидетелем неприятной картины. Двое уродов в такой же форме, как и те, которых они видели у пикапа и Урала, приковали к сетке забора пластиковым хомутом девушку в разорванном платье и натуральным образом ее насиловали. Обладатель дебильного смеха удерживал ее руками за талию и совершал характерные возвратно-поступательные движения, мелькая бледными волосатыми ягодицами в прорехах листвы. Девушка, лицо которой дикарь прекрасно видел прямо перед собой, заливаясь слезами и размазывая тушь, страдальчески мычала сквозь туго забитый в рот кляп и из последних сил пыталась вырваться из рук насильников. Безуспешно, ее запястья были накрепко зафиксированы белыми пластиковыми стяжками. Второй ублюдок расстегнул ширинку, схватил дергающуюся голову девушки за волосы и издевательски обратился к несчастной жертве. «Что, красотуля, сделаешь дяде Свисту приятно своим сладким ротиком? Или мне придется послушать дядю Фазана и тебе немного зубки поправить? Уж извини, я не дантист, будет немного бобо». Дикарь ощутил, как вспотевшая ладонь непроизвольно сжала рукоятку ножа, как от злости сжались челюсти, скрипнула зубная эмаль. На глаза упала багровая пелена, и он на короткий миг потерял над собой контроль. Все дальнейшее случилось за жалкие доли секунды. Как он потом не старался, так и не смог вспомнить все свои действия последовательно. Вот он стоит за углом, а в следующее мгновение его рука вонзила клинок финки в шею стоявшего к нему спиной Мура по самую рукоять. Брызги крови попали на искаженное гримасой боли и отчаяния лицо несчастной, ее глаза наполнились ужасом пополам с безумной радостью и надеждой. «Что за хрыхшблблб?» Нож Луня не дал второму Муру договорить и перечеркнул его горло от уха до уха. С хлюпающим звуком ренегат отвалился от своей жертвы, упал в кусты и забулькал перерезанной гортанью. В голове царил какой-то туман, он словно со стороны следил за собственными действиями. Управление телом на себя взял кто-то другой, безжалостный и хладнокровный. Ему оставалось только наблюдать.
Положи его на живот, чтобы форму кровью не залил. Она нам еще понадобится». Голос у него сейчас такой, что мороз по коже. Лунь с тревогой посмотрел ему в лицо и как-то слишком поспешно последовал его совету. Дикарь сделал то же самое со своим трупом, кое-как перевернув тело тучного бандита, после чего с трудом выдернул нож из раны. Мур по имени Свист еще хрипел и корчился в агонии, булькая пробитым горлом, но делать ему это осталось недолго. Дикарь посмотрел на нож в своей руке, лезвие которого было заляпано кровью. Он только что хладнокровно зарезал живого человека. И не будущего пустыша, без того обреченного на жалкое существование, а иммунного. Вот только иммунный этот оказался редкостным подонком. Наконец, арктический холод отпустил его тело. Дикарь прислушался к себе и понял, что он не испытывает абсолютно никаких сожалений по этому поводу. Гораздо больше его напугало собственное поведение. Откуда в нем столько жестокости и решительности? Был ли он таким всегда, или это безжалостное нечто появилось внутри него совсем недавно? Сейчас ответов на эти вопросы не было. Он отвел взгляд от живого трупа, после чего снял с себя куртку, накинув ее на плечи девушки, содрогавшейся от рыданий и пережитого. Куртка дикаря прикрыла ее обнаженное тело поверх разорванного платья, в прорехах которого виднелись ссадины и кровоподтеки на белоснежной коже. Эти твари в человеческом обличье позабавились с ней от души. Он с жалостью и состраданием поправил ей волосы, погладил по голове. «Все, родная, все уже закончилось, успокойся, никто тебя больше не тронет». Вряд ли его слова вкупе с жутковатой внешностью и тем, что он буквально минуту назад безжалостно отправил на тот свет ее насильника, хоть маломальски успокоили девушку, но он обязан был попытаться. Не вздумай ее развязать или вынуть кляп. Судя по голосу Бурана, он, если и удивился выходке своих спутников, то виду не подал. У нее истерика, она сейчас тут такой вой поднимет, что муры со всего города сбегутся. Давай завязывай с соплями, время не ждет. Дикарь посмотрел на него с неприязнью, цинизм рейдера его уже порядком достал. Но он вынужден был согласиться, что тот прав, поэтому он вновь последовал его совету. «Мы закончим с этими уродами, я тебя отсюда обязательно заберу, слышишь? Просто пока побудь здесь». Глаза девушки вновь наполнились слезами, она яростно замотала головой и снова замычала, всем своим видом демонстрируя, что она против того, чтобы ее оставили одну. Но дикарь сделал над собой усилие и отвернулся от нее. Сейчас были более важные дела. «Ну что, Рэмбо недоделанные, дальше какой план действий? Остальные скоро хватятся этих двоих, времени мало». Дикарь осмотрел оружие муров. Рядом, прислоненные к стенке дома, стояли два абсолютно одинаковых автомата Штейр-Аук с банками глушителей на стволах, навороченными холосановскими прицелами и прочим обвесом типа подствольных фонарей, ЛЦУ и тактических рукоятей. Явно стандартизованное однотипное оружие. Он проверил кобуры покойников и лишь убедился в своей мысли. Там покоились два брата-близнеца Глока. Что характерно, к пистолетам в специальном кармашке тоже шел штатный сопрессор. Тот, кто укомплектовывал этих ребят, явно позаботился о том, чтобы они могли бесшумно зачищать мутантов в свежем, только что перезагрузившемся кластере. Да и вообще их снаряжение мало походило на прикид опустившихся ренегатов. Они были упакованы по последнему слову науки и техники, ну или близко к этому. Прыжковые тактические костюмы с новейшей подвесной системой, радиостанции, наколенники и налокотники, тактические штурмовые перчатки с кевларовыми и пластиковыми вставками, облегченные бронежилеты. Эта парочка выглядела так, словно они снимались в голливудском блокбастере о военном спецназе, решающем вопросы с террористами по всему миру. Если бы не одно «но». Вся эта снаряга сидела на мурах, как седло на корове. Было заметно, что они не умеют подгонять собственное снаряжение, не говоря уже про то, как им пользоваться. Не угадывался в них профессионализм, как не вглядывайся. Обычные гопники с оружием. «Ну вот, а ты жаловался, что у нас тихих стволов нет. Сейчас вот даже с избытком...» «Чего делать будем, братан? Рожай скорее, часики тикают».
Было заметно, что Буран нервничал все сильнее, даже его речь изменилась. Что очень странно, ведь прежде рейдер демонстрировал железную выдержку. Похоже, что война с людьми ему давалась хуже, чем с зараженными. А вот дикарь, наоборот, успокоился и взял себя под контроль. То чувство, когда он зарезал первого Мура, все еще частично сохранялось у него внутри. Увидев, как Муры насилуют эту девушку, он стал холодным, словно лед, и почувствовал, что готов убивать этих выродков безо всяких сожалений. «Ты можешь подкрасться ближе к пикапу с помощью своей маскировки?» Рейдер задумался. «Если только Муров что-то отвлечет, я не становлюсь невидимкой, если приглядеться меня можно вычислить, особенно в движении». «Значит так, мы с Лунем сейчас переоденемся и пойдем туда, постараемся сыграть под своих. Ты пользуйся моментом и подкрадывайся к пикапу. Нам кровь из носу надо снять стрелка за пулеметом, иначе он нас всех покосит. Бери винтовку и ППШ у Луня, отдашь их Шуту и Бисмарку, пусть постараются нас прикрыть со стороны кустов, если дела пойдут неважно. Но скажи им, чтобы стреляли только в самом крайнем случае. Один глок бери себе, будешь с 2 стволов садить, если что. Лунь, раздевай своего покойника, будем переоблачаться. Мне после этих мразей даже одежду надевать неприятно. Придется потерпеть. Агония Муров уже прекратилась, они принялись раздевать остывающие тела. Повезло, что габариты покойного Свиста были подходящими. Тот был, что называется, кровь с молоком. Будь оба Мура комплекции, как покойный фазан, убитый Лунем, им бы ничего не светило. Тот был весьма низеньким и щуплым. Лунь с трудом напялил на себя его форму. Дикарь помог ему маломальски подогнать сбрую, показал, как пользоваться австрийским автоматом. А то, судя по виду пожилого разведчика, тот даже не сразу понял, с какой стороны браться за это футуристически выглядевшее оружие. Лишь только убедившись, что пожилой солдат окончательно разобрался в устройстве незнакомого оружия, он оставил его в покое. «Лунь, надевай каску, пойдешь впереди. Старайся двигаться так, чтобы они нас толком не видели до последнего. Но от пулеметчика не прячься, пока с грузовиком не сблизимся. Нужно, чтобы он на нас смотрел, а не в ту сторону, откуда Буран к нему будет подходить. Метров на 15-20 сближаемся и валим их. На оружии глушители стоят, звук от выстрелов будет несерьезный, услышать нас не должны. Так что стрелять не стесняйся. Нужно их всех положить, чтобы они тревогу не подняли. Смекаешь? Только постарайся мирных не зацепить. Как только с теми, кто у грузовика разберемся, все внимание сразу на пикап. Если у Бурана дела пойдут паршиво, прикроем его. Нельзя, чтобы пулеметчик шум поднял. Да и старайся целить либо по конечностям, либо в голову, чтоб наверняка. Я не уверен насчет их броников, вдруг их автомат не берет. И еще, по машинам лучше не стрелять, по крайней мере в движки, ходовую и баки. Они нам еще могут понадобиться. Готов? Лунь мрачно посмотрел в ответ на вопрос, воюя с непривычной для него застежкой каски Мура. «Я в этом оружии немного сомневаюсь, а так да, готов». «Не переживай, даже такие олухи вряд ли притащили бы на кластер неисправное оружие. Там все просто, наводишь красную точку на цель и жмешь спуск». Глядя на его сосредоточенное лицо, дикарь порадовался, что рядом с ним очутился опытный, повоевавший солдат. Одно то, как он моментально сориентировался и устранил второго ренегата, прикрыв ему спину, говорило о многом. «Буран, двигай к нашим, объясни им, что к чему. Как будешь на позиции, нажми один раз тангенту рации, будем знать, что ты на низком старте». Он передал старую винтовку и автомат разведчика в руки рейдера. Тот моментально растворился в кустах. Захрипела рация одного из покойников. «Свист, мать твою, где вы там ползаете, петухи недорезанные? Завязывайте друг другу жопы лизать, и бегом метнулись к тачке, бугор уже икру мечет». Дикарь зажал тангенту и коротко бросил в ответ. «Идем». «Я вам, сучарам, устрою райскую жизнь, дайте на базу вернуться. Вы у меня будете толчки языком чистить, дегенераты конченые. Сколько можно с пеком на рывке упарываться?» Дикарь не стал дослушивать матерную тираду командира Муров, ему это было совсем неинтересно. Он наклонился к безудержно рыдающей и мычащей сквозь кляп девушке, прикованной к забору.
«Не волнуйся, мы скоро придем. Постарайся вести себя тише и не привлекать лишнего внимания, ладно?» Она утерла глаза связанными руками и кивнула в ответ. Вот и ладушки, понимание достигнуто. В этот момент едва слышно щелкнула рация. Буран дал отмашку. Гремя тяжелыми ботинками по нагревшемуся асфальту по пути к грузовику Муров, дикарь испытывал легкий мандраж. Но лишь совсем немного. Перед глазами у него все еще стояли ухмыляющиеся мерзкие рожи насильников. Он со злорадством сжал пластиковую рукоять автомата в предвкушении расплаты. Лунь старался идти так, чтобы корпус грузовика не закрывал их от пикапа. Пулеметчик при их появлении, само собой, начал смотреть в их сторону. Но вроде бы вел себя спокойно, на прицел их двойку не брал. Но даже так было жутковато видеть ствол оружия, направленный в их сторону. Остальные ренегаты продолжали вести себя, как ни в чем не бывало. Парочка у грузовика, которая все еще возилась с возмущающимися свежаками, не обратила на их приближение никакого внимания. Дикарь как мог сутулился за спиной разведчика, чтобы не выдать их обманный маневр своей физиономией издалека. Когда они уже достаточно приблизились к автомобилю и пикап скрылся за бортом Урала, из-за него вышел рослый Мур с недовольным выражением на лице. «А, явились, наконец, полудурки! Где вас? Какого?» Договорить не успел. Лунь вскинул штайр и прошил его пах короткой очередью. Мура бросила на колесо Урала, он замычал от нестерпимой боли. Дикарь в этот момент поймал в прицел затылок одного из той парочки, что сейчас по очереди связывали руки последним пленникам. Автомат сплюнул очередью, по каске ренегата словно молотком врезали, плеснуло красным. Убитый завалился на женщину, стоявшую на коленях пред ним, повалил ее на землю, заливая кровью. Та завизжала не своим голосом, словно ее начали резать на части. Дикарь чертыхнулся в полголоса, ведь с этого момента вся их маскировка утратила всякий смысл. Напарник упавшего Мура обернулся на звук, резко вскидывая ствол автомата, и тут же исчез, подобно тому, как это делает Буран. Им только еще одного невидимки не хватало. Больше Мур ничего сделать не успел. Дикарь прицелился в то место, где только что растворился в воздухе силуэт человека и утопил спуск, проведя стволом слева направо. Из воздуха плеснуло впечатляющим фонтаном крови, а следом материализовалось и осело на асфальт тело боевика. Повезло, устранил опасного врага с минимальными потерями. А из кузова грузовика уже выпрыгнула следующая парочка врагов, которые без подсказок открыли огонь на поражение. Слева от дикаря словно белые веревки мелькнули. Щеку обожгло горячим воздухом от пролетевшей в опасной близости от кожи трассирующей пули. Левое ухо резануло болью, дернула ткань рукава. Справа послышался смачный шлепок, идущий рядом с ним Лунь издал утробный звук. Краем глаза дикарь увидел, как кто-то седает на землю. Похоже, напарника зацепило очередью, но выяснять его состояние сейчас не было времени. Если бы не резко возросшие после пробуждения физические параметры и скорость дикаря, ни за что бы он, однорукий калека, не справился бы один против двоих Муров. Но модифицированное тело дало о себе знать. Обострившееся до предела восприятие словно замедлило поток времени. Оно растянулось, стало тягучим, как смола. Квас увидел летящие в его сторону огненные росчерки пуль бандитов. Красная точка коллиматора медленно и вальяжно нащупала центр груди одного из стрелков, и он с чувством дикого злорадства утопил спусковой крючок. Автомат забился в руке, он провел им через обе фигуры, поливая потоком пуль, словно водой из пожарного шланга, под аккомпанемент перестука разогнавшихся кусочков железа, пробивавших металл кузова позади бандитов. Бег времени вернулся в норму. Фигуры в прицеле задергались, как в припадке, а значит, куда-то он попал. Автомат щелкнул, сигнализируя об опустевшем магазине, и дикарь расслабил руку, позволив оружию повиснуть на трехточечном подвесном ремне. Выхватив пистолет, он принялся водить им из стороны в сторону. Но все муры в зоне видимости лежали без движения. Он мельком обернулся назад и увидел, что Лунь тяжело ворочается на асфальте. Крови не видно, может, все не так страшно, как показалось сначала.
Громыхнули тяжелые ботинки на асфальте, водитель грузовика вывалился из кабины и навел на дикаря ствол автомата. Времени на раздумья не осталось. Тот нырнул рыбкой вперед, прикрываясь металлическим бортом Урала. Шлепки пуль по асфальту, где он стоял еще секунду назад, визг рикошетов. Из лежачего положения дикарь увидел ботинки Мура, который явно намеревался добить его новой очередью. Прицелился из пистолета по ногам, но в этот миг бандит странно дернулся и завалился на землю. Он увидел лицо упавшего. Вместо носа и рта у того было кровавое месиво из осколков костей, зубов и развороченных мышц. Похоже, его прикончил выстрел в затылок. И кроме Бурана стрелять с той стороны было некому. Дикарь подхватил один из лежавших на асфальте автоматов и осторожно высунулся из-за борта Урала, взяв на прицел пикап. Но там тоже все было кончено. Тело пулеметчика свисало на одной из арматурин корпуса, водителя не было видно вовсе. Скепсис Бурана относительно всей этой затеи не помешал ему сработать четко, как по часам. Сам он стоял рядом с пикапом и помахал ему рукой, сигнализируя, что все в порядке. Все произошло быстро и практически бесшумно. Лишь шлепки и грохот попаданий пуль по металлу, бетону и телам, невнятные щелчки затворов и шелест глушителей автоматов. Повезло, что оружие этих муров тоже было бесшумным, иначе вся их конспирация пошла бы коту под хвост. И вдвойне повезло, что никто из убитых не успел или не догадался сообщить основной группе о нападении. Неизвестно, какие боги Улья приглядывали за их действиями, но сегодня им сказочно повезло. Он вернулся назад, туда, где лежал раненый командир бригады Муров. Этот гад, несмотря на несколько страшных ран, уже отошел от шока, вынул гранату и готовился выдернуть чеку. Дикарь со всей дури врезал рантом рифленой подошвы ботинка по кисти, сжимавшей взрывоопасный подарок, и выбил ее на асфальт. Мур взвыл, схватившись за изувеченное запястье. Удар рукояткой пистолета в висок отправил его в нокаут. Дикарь вышел на открытое место и помахал рукой, глядя в сторону кустов, где, как ему казалось, укрылись его соратники. Шут и Бисмарк, весь короткий бой, остававшиеся в роли наблюдателей, покинули свое укрытие и трусцой потянулись к грузовику. Дикарь вернулся назад и застал сидящего на земле разведчика, который предпринимал вялые попытки подняться на ноги. Лицо его побагровело, выглядел он слегка помятым, но вполне здоровым. Дикарь протянул ему руку и помог подняться. «Живой?» Словно бревном под дых заработал. Думал, завернусь, аж дыхание отбило. Он с удивлением задрал полу куртки и рассматривал впечатляющую дыру в материале бронежилета, из которой торчал концевик пули. «А ничего у вас, кирасы, справные». «Жить будешь, считай, в рубашке родился. Отделаешься синяком и легким испугом. Повезло, что броник выдержал». Приблизившийся рейдер рассмеялся и со смесью удивления, задора и облегчения хлопнул его по плечу. «Как мы их, а?» Потом с тревогой осмотрел голову Кваза. «Зацепило? Ухо у тебя в крови». Дикарь ощупал пострадавшее ухо и обнаружил, что шальная пуля оторвала ему мочку. Болело адски, но крови было на удивление мало. «Ерунда, легко отделались. Лунь пулю в броник схлопотал, а так вроде ничего». «Ты, конечно, отморозок, но отморозок везучий, бегун, тебя подери. Эти шакалы даже жалом повести не успели, как мы их всех перещелкали». «Спасибо за водителя. Вовремя ты его срезал. Еще бы чуток, и он меня продырявил. Да ты вообще молоток. Главную угрозу устранил и нас поддержал. Пулеметчик этот мог нам крови попить. Ладно, слушай. Там у колеса с той стороны командир этой бригады валяется. Он подраненный, но живой. Я его прикладом приложил. Упакуй его. Есть у меня подозрение, что в стабе кто-нибудь захочет с ним о птичках почирикать». Буран злорадно осклабился и, многозначительно хрустнув суставами пальцев, направился к подранку. Дикарь бросил подобранный с земли автомат подходящему к грузовику Бисмарку. «Бисмарк, Шут, закидывайте трупы в кузов. Нечего ими тут светить раньше времени. Проверьте заодно, как там мирняк. Я схожу, девушку заберу. Надо в темпе отсюда сваливать. Я прям чую, как у нас того и гляди задница дымиться начнет». Он еще раз окинул взглядом место побоища и рысью направился туда, откуда они пришли парой минут раньше.
Выйдя из зоны видимости своих спутников, дикарь скрючился в кустах в рвотных спазмах. Адреналиновый всплеск в крови потихоньку сходил на нет, с опозданием накатило осознание того, что его жизнь могла быть легко и непринужденно оборвана попаданием шальной пули. От одной мысли об этом начинало лихорадить. Перед глазами стояли падающие на асфальт окровавленные тела и сверкающие искры трассеров. Как ни крути, он обычный человек, а не хладнокровный спецназовец-профессионал, порешивший на своем веку не один десяток противников. У него нет боевого опыта, срочная служба в армии не в счет. Кое-как собравшись с навалившейся слабостью, дикарь привел себя в порядок и двинулся дальше. Этот долгий день только начался. Девушка, все так же прикованная к забору, пришла в себя ровно настолько, что начала елозить пластиковой стяжкой по проволочной сетке забора, пытаясь перепилить свои оковы. Увидев, что к ней кто-то приближается, она испуганно задергалась, но, узнав его в лицо, немного расслабилась. «Тихо, красавица, все уже позади. Сейчас я тебя освобожу, не дергайся». Он выдернул тугой ком кляпа, насквозь пропитавшийся слюной несчастной. Эти уроды не придумали ничего умнее, чем затолкать ей в рот ее же собственные трусы. Девушка застонала, у нее явно свело челюсти от длительного напряжения. Дикарь вжикнул финкой по хомуту, освободив ей запястье. Она едва не упала на подкосившихся ногах, но он придержал ее аккуратно за плечо. «Гад, ублюдок, сволочь, тварь, ненавижу!» Довольно хрупкая с виду девушка вдруг превратилась в разъяренную фурию. Она со всей своей невеликой силой пнула полураздетый окровавленный труп фазана в бок голой ногой, но лишь охнула от боли, ушибив пальцы на ней. Гнев внутри нее сошел на нет так же быстро, как и появился. Девушка вдруг осознала, что стоит, едва прикрытая, перед незнакомым здоровенным мужиком, и принялась запахивать его дикаря куртку, пытаясь скрыть собственную наготу. Дикарю лишь оставалось усмехнуться про себя. Учитывая все обстоятельства их знакомства, она с этим чуток припозднилась. Говорить об этом вслух он, конечно же, не стал, чтобы не сыпать соль на ее свежие раны. «Они, я, ты, у Девчушка окончательно потеряла всяческую способность внятно говорить и мыслить и ударилась в тихую истерику. «Ну все, не плачь, все уже закончилось, они получили по заслугам». Зареванная девушка сделала 2 неловких шага ему навстречу и, уткнувшись ему в грудь, завыла еще громче. Дикарь обнял ее здоровой рукой, пригнулся и завел свою культю ей под колени, после чего непринужденно подхватил легкое, как пушинка, тело на руки и понес к машинам. Она лишь испуганно ойкнула, но лишь плотнее прижалась к нему, продолжая безутешно рыдать. «Извини, но нам нельзя тут долго находиться. Нужно срочно уезжать, пока не заявились дружки этих ублюдков». «А их тут много?» Она сквозь слезы смогла уцепиться за клочок важной для нее информации. «Больше, чем нам бы того хотелось». На подходе к Уралу дикарь услышал, как женский визгливый голос на повышенных тонах чего-то требовательно добивается. Он подошел к кузову и увидел, как та женщина, которая во время зачистки муров подняла крик, когда на нее свалился мертвый мур, сейчас истерично наезжает на Луня. «Да кто вы в конце-то концов такие? Что происходит? Я требую объяснений. Я депутат городского собрания, вам это все так просто не сойдет с рук. Почему вы одеты, как эти? Вы вместе с ними? Грязные подонки, убийцы!» Все пленники были на совесть связаны мурами и качественно прикованы все теми же пластиковыми хомутами к металлической трубе, шедшей по бортам грузовой машины. Большинство из пленных свежаков муры даже оснастили тряпочными кляпами, дабы те не отвлекали их своими воплями. Но этой дамочке муры кляп воткнуть не успели. И, судя по текущей ситуации, совершенно зря. Буран, на лице которого явственно читалась печать едва сдерживаемого гнева и нетерпения, подошел к ней в упор, наклонился, приблизив лицо практически в упор, как уже делал сегодня с Бисмарком, и грубо начал орать на истеричную бабу, брызжа слюной прямо ей в лицо. «А ну быстро, дуло залепило! Еще хоть слово вякнешь из своей вонючей дырки, по недоразумению названной ртом. Я тебе в 3 секунды лекарство от болтливости выпишу, уяснила?»
Возмутительница спокойствия скукожилась и замолчала, ошеломленная и напуганная реакцией Бурана. Она явно не привыкла к такому обращению, это выбило ее из колеи. Девушка на руках у дикаря от крика рейдера съежилась и зарыдала еще сильнее, заставив его недовольно поморщиться. «Буран, остынь!» Он вычленил взглядом из десятка новичков наиболее спокойно и адекватно выглядевшую женщину лет 35, опустил свою ношу рядом с ней, после чего освободил скованную пленницу. «Позаботьтесь о ней, пожалуйста, ей нехило досталось». Понятливая женщина обняла трясущуюся от сдерживаемых рыданий девушку и прижала ее к себе. «Так, граждане, вам нужно понять всего одну вещь. Хотите жить, держите рот на замке и не мешайте. Это все, что вам пока нужно знать. Времени на долгие разговоры у нас нет». Тут голос подал молодой побитый парень, один глаз которого полностью заплыл эталонным фиолетовым фингалом. Но зато уцелевший глаз прямо светился злостью и раздражением. Он с опаской поглядывал на все еще кипящего от злости рейдера, но это не заставило его проглотить свои слова. «Ага, эти уроды тоже сначала говорили, что помогают нам. Мне плевать, верите вы мне или нет, просто не мешайте нам. Здесь больше нельзя оставаться ни секунды. Мы и так теряем время. Есть тут кто-то, кто сможет управлять этим грузовиком?» Фингал снова подал голос. «Ну, допустим, рулить я могу. А куда едем-то? Не лучше ли тут остаться?» «Хочешь остаться? Валяй. Скоро сюда явятся дружки этих утырков». Он указал рукой на штабель окровавленных тел, лежавших у переднего борта. «И они будут несказанно рады тебя видеть». «Но у нас же тут семьи, дети. Ты предлагаешь бросить их тут, а самим сбежать?» «Все, кто сейчас находится в городе, заражены страшной болезнью. У вас, тех, кто сидит сейчас здесь, скорее всего, иммунитет. Именно по этому принципу бандиты вас и отобрали. Мне искренне жаль вам это говорить, но ваши близкие уже все равно, что мертвы. Жить им осталось час-два максимум, а то и того меньше. И та же судьба, а то и гораздо страшнее, ждет тех, кто решит остаться здесь. Ну так что, кто-то хочет покинуть машину?» Слева замычала пожилая женщина, еще один молодой парень задергался на привязи. Дикарь вздохнул, понимая, что отпускает людей на верную гибель. Но они вольны выбрать самостоятельно, выжить самим или погибнуть вместе со своими близкими. Он перерезал путы и отошел в сторону, пропуская людей наружу. «Глупость это, они к мурам попадут, и те из них выжмут всю информацию о нас». «Да что там той информации, пусть идут, нет смысла их удерживать». Опытный рейдер лишь покачал головой, но возражать не стал. Больше никто не изъявил желания покинуть спасательный транспорт. Дикарь подошел в упор к парню с фингалом и разрезал стяжки на его запястьях. «Надевай форму одного из этих и садись за руль». «Она же вся в кровище, как ее надевать?» «Ты жить хочешь?» – нерешительный кивок. «Вот и делай, что говорят, а не задавай тупых вопросов. Лунь, сядешь с ним в кабину, если что, прикроешь. Рации помнишь, как пользоваться? Отлично, будем на связи. Если что, я скажу». Он обернулся к злому как черт Бурану, который все никак не мог прийти в себя после вспышки гнева. «Буранище, давай ты с шутом в пикап сядешь, будете показывать нам дорогу. Не возражаешь? А то без вас мы далеко не уедем. Справитесь с пулеметом или мне самому к тебе сесть?» «Я справлюсь. Дядька Буран меня научил». Шут подал голос, немало этим удивив дикаря. Рейдер кивнул в ответ. «Пойдет. Только не отставайте. Поездочка будет жаркая. Рации переключите на 4-й канал и одну оставьте на старом. Будем слушать, что там у муров творится. Малой, давай тоже переоденемся, раз уж у нас сегодня бал-маскарад». Закипела бурная деятельность. Вскоре в кузове остались лишь полураздетые трупы чертей, пленники, Бисмарк и сам дикарь. Машина захрипела коробкой передач и плавно стронулась с места. «Освободите нас!» – это вновь голос подала неугомонная тетка-депутат, осмелевшая после ухода Бурана. «Вы нам сейчас будете только мешать. Сидите смирно, держите рот на замке и дайте нам делать свое дело. И еще молитесь, если во что-то верите. Нам это сейчас точно не помешает». Склочная баба заткнулась, а дикарь порадовался, что они не стали вынимать кляпы никому из тех, у кого они уже были. Сколько еще таких же говорливых было среди них?
Эти сбитые с толку свежаки могут заболтать кого угодно, и это в тот момент, когда каждая секунда на счету. Внезапно ожила рация на плече. «Соленый, что там у вас такое происходит? Почему я не вижу вашу группу на месте сбора? Зато вижу, как вы катитесь совершенно в другую сторону. Тебе давно яйца внешники не резали? Так я могу пристроить твои бубенцы, без вопросов и вне очереди, по знакомству». Спустя пару секунд рация снова забормотала голосом, в котором дикарь с трудом опознал Бурана. «Не кипиши, бугор, соленого жрать чутка порвал. Он под спеком. Говорить может, но ты хрен чего поймешь». Голос на той стороне провода сразу напрягся. «Кто у трубы? Как погоняло?» «Это ж я, Фазан. Ты чё, бугор, не признал меня?» «Завались, баклан. Какого хрена вы, петухи щипаные, едете не в ту степь?» «Да у нас тут двух утырков, топтун в падике прижал. Отмахаться не могут. Ща метнемся за пацанами и пули к вам». «Дебилы, мля, вам же ни хрена доверить нельзя. По жизни с головой в жопе. Чтобы через 15 минут были на площади, или я каждого лично под яйцерезку отправлю. Конец связи». Похоже, блеф Бурана смог выиграть им немного времени. Город еще жил тенью своей прежней мирной жизни. Он еще не прочувствовал той беды, что постепенно запускала в него свои щупальца. Люди, пока лишь ощущавшие легкое недомогание от начавшегося заражения, занимались своими делами. Гуляли, шли на работу, куда-то ехали. Разве что аварий из-за сниженной когнитивной функции у людей и повсеместно неработавших светофоров было значительно больше, чем обычно. И кое-кто стал свидетелем, как неизвестные бойцы с оружием на странно выглядевшей технике раскатывали по городу и хватали ни в чем не повинных горожан. Да еще кое-кто был напуган несколькими случаями жестокой расправы таинственных бойцов над экипажами инспекторов ГАИ, пытавшихся их остановить. Вот и сейчас, пока тяжелый грузовик ехал по асфальтированным дорогам города, дикарь ловил на себе удивленные взгляды водителей и пассажиров автомобилей и автобусов. Он с сожалением подумал о том, какой кошмар ожидает всех этих людей в самое ближайшее время. В его памяти остро отпечатались эти первые часы в только что загрузившемся кластере, когда никто понятия не имеет, что происходит, а улей уже начинает заглатывать новый кусок земли своей жадной урчащей глоткой. К ним под задний бампер пристроилась старенькая пятнашка ДПС. Служители закона были очень близко, буквально на расстоянии пары метров, и смотрели на него в упор. Молоденький инспектор, сидевший за рулем, включил проблесковый маячок и взял с панели тангенту матюгальника. Дикарь приподнял повыше автомат с прозрачным намеком, демонстрируя его гайцам, и отрицательно покачал головой. Второй инспектор, уже немного в годах, правильно истолковав его жест, положил ладонь на руку молодого и остановил его. Спустя десяток секунд их беззвучный, но довольно экспрессивный диалог завершился, машина отключила сигналку и перестроилась, свернув на перекрестке. На плече голосом Бурана зашипела рация. «Все ровно?» «Да, уговорил ребят поменять маршрут. Не знаю, правда, надолго ли». «Ну и хорошо. Ни к чему нам лишние проблемы создавать. Тут их и без нас хватает». «Как там, долго нам еще петлять?» «Да свежаки, как шальные, лезут прямо под колеса. Хрен проедешь. День открытых дверей в дурдоме. Пулемета пугаются, конечно, но все равно, дорога ни к черту, все забито. Сейчас еще 2 своротки и окажемся в промзоне, там проще будет». «Давай, 15 минут почти истекли, скоро нас хватятся». «Их дроны по всей территории висят, так что гости к нам приедут при любых раскладах». И кто бы мог подумать, накаркал. Из подворотни на предельной скорости им наперерез выехала буханка, тюнингованная по последнему слову моды улья. Из люка на крыше высунулся пулеметчик и начал ловить в прицел их машину. От страха дикарю показалось, что он целится прямо в него. Хорошо, что водитель УАЗика как раз в этот момент решил срезать дорогу через межполосное пространство. Пулеметчика в его гнезде начало безбожно швырять из стороны в сторону. В таких жестких условиях ни о каком прицельном огне и речи быть не могло. Трассеры широким конусом летели во все стороны, мелькая тут и там, но несколько из них все же умудрились попасть в кузов грузовика, оставив после себя отверстие в тенте. Кто-то из свежаков удивленно ойкнул.
Дикарь проорал неразборчиво «пулемет» в рацию, тут же принявшись выцеливать приближающуюся машину. «Бисмарк, стреляй, мать твою!» Штайр – машинка точная и убойная. Отдача у австрийской механики плевая, к тому же центр тяжести автомата сдвинут далеко к прикладу, удерживать его легко даже одной рукой. А уж такой лопатой, какая была у дикаря и подавно. Он опер ствол оружия на свою злосчастную культю и, поймав в прицел лобовое стекло буханки, нажал спуск. Автомат заколотился в руках, защелкал затвор, незаглушаемый грохотом выстрелов. Пули ударили в моторный отсек совкового внедорожника, несколько из них угодили в лобовое, покрыв его сеткой белесых трещин. Но машина продолжала нагонять. Автомат сухо клацнул, встав на затворную задержку. Дикарь выругался, остро как никогда ощущая собственную ущербность. В бытовых ситуациях он более или менее привык справляться одной рукой, но сейчас перезарядка превратилась в настоящий фарс, безразмерно растянутый во времени. Нужно перевернуть оружие вверх обоймой, зажать между коленями, выщелкнуть пустой магазин, вынуть новое из-под сумка, вставить его в приемник и оттянуть затвор назад, досылая патрон в казенник. И все это одной рукой. И это в тот момент, когда вокруг свистят пули, любая из которых может оказаться твоей. Возясь с автоматом, он чувствовал себя настоящей черепахой. Подхватил вновь изготовленное к стрельбе оружие, но судьба уже решила все за него. В дело вступил шут, взяв на повороте трассы на прицел машину Муров, когда буханка вынырнула из-за туши грузовика. На пикапе был установлен не ПК, а корт. Крупняк за 3 коротких и чертовски метких очереди превратил лупоглазую машинку в ком искореженного металла, который кувыркнулся, вылетая с проезжей части, врезался в бетонный фонарный столб и тут же чадно вспыхнул. Он уловил лишь самый конец этого наглядного пособия по уничтожению вражеской техники из крупнокалиберного пулемета и вздохнул с облегчением, но, как оказалось, преждевременно. Из подземной развязки выскочил бардак, характерной и узнаваемой формы в виде большого зубила. Легкая бронемашина поднималась из-под земли под серьезным наклоном, и сейчас башенный стрелок не мог вести огонь по ним, но это лишь вопрос нескольких секунд. Дикарь бросил ставший внезапно бесполезным автомат, на перезарядку которого было потрачено столько времени, метнулся назад к сваленным возле трупов вещам и оружию. ПТРД, как назло, лежала на самом ее дне. Выдернув бандуру, он вернулся на свое место. «Бисмарк, бегом сюда!» Тот занимался тем, что бледнее пытался взять на прицел мелькающий в транспортном потоке БРДМ. Дикарь грубо толкнул его плечом, заставил опуститься на колено и примостил тяжелый ствол на его плече. «Держись крепче!» Тот вцепился в бортик и в ствол оружия так, словно от этого зависела его жизнь. Хотя, по сути дела, сейчас так оно и было. Дикарь вновь похвалил себя за предусмотрительность. Бронебойно-зажигательный патрон вновь дожидался своего часа внутри 1,5-метрового ствола. Нужно только снять спусковой крючок с предохранителя и как следует прицелиться. Жаль только, что выстрел у него всего один. Второго шанса не будет. Пулеметчик бардака нашпигует их колымагу свинцом прежде, чем он сможет найти свой рюкзак и вытащить оттуда оставшиеся патроны. Зеленый корпус боевой машины Муров выровнялся, выехав наверх. Стрелок сразу же открыл огонь, даже не завершив толком поворот башни и прицеливание. Дикарь увидел стремительный росчерк трассеров. В мгновение ока, чуть правее их машины, тяжелые пули забарабанили по металлу. На краю поля зрения мелькнула замершая на дороге, размочаленная в хлам, ярко-красная легковушка. Но он ни на секунду не зациклился на этом. Все его внимание было поглощено совмещением точек мушки, целика и открытого правого бронещитка на БРДМ, за которым, казалось, он даже разглядел перекошенное лицо водителя Муров. Справа опасно близко фыркнуло в воздухе, по кузову кабины за его спиной словно ударил железный лом. В ту же секунду что-то угрожающе грохнуло и заскрежетало под днищем кузова. Машину слегка закинуло в сторону, по ее корпусу пошла неслабая вибрация. Но дикарь не потерял концентрации, максимально осторожно выдавил свободный ход спускового крючка
и плавно его дожал. Громыхнуло так, что звон пошел в голове. Отдача свалила на пол и его, и Бисмарка. Уж больно неустойчиво они стояли. Убийственная железка с грохотом упала рядом. Он поднялся на ноги, со страхом вглядываясь во все так же преследующую их бронемашину. Неизвестно, его выстрел просто напугал Муров, или он все же попал в водителя, а может повредил что-то из основных агрегатов боевой машины. В любом случае, результатом выстрела стало то, что бронемашина замерла на месте, уткнувшись острым носом в ограждение дороги. Пулеметчик еще пытался стрелять в их сторону, но безбожно мазал, а через пару секунд и вовсе исчез из виду, скрывшись за серой коробкой здания. Как оказалось, их приключения на этом еще не закончились. На широкий проспект выскочили 3 или 4 экипажа полиции, висевших у подбитого бронеавтомобиля Муров на хвосте. И в этот раз они были настроены гораздо серьезнее. Как видно, Муры смогли их как следует раздразнить, часть экипажей легко переключила свое внимание с Муров на их маленькую колонну. Завывая сиреной и крякалкой, их нагонял серебристо-синий фокус. Полицейский, высунувшийся в окно правой двери, недвусмысленно целился в грузовик из укорота. Дикарь понял, что тянуть со стрельбой больше нельзя. Штайр зашелестел затвором, гильзы посыпались вниз, пули пробили правое колесо и радиатор ментовоза. Поврежденная машинка клюнула носом и отправилась в неуправляемый занос. Не удержавшись, человек с автоматом вылетел на асфальт и покатился по проезжей части, угодив под колеса грузовой «Газели». Что с ним случилось дальше, дикарь уже не видел. Он перенес маркер прицела на следующий полицейский автомобиль, расстреляв его движок под капотом. Поначалу ничего не происходило, но когда он уже решил, что зря тратит патроны, тачка заглохла и застыла на проезжей части. Ехавшие сзади полицейские не захотели разделить судьбу своих коллег, сбавили обороты и немного поотстали от зубастого нарушителя. Водители окружавших их машин, оценив перспективы нахождения рядом с опасным грузовиком, резко начали съезжать на обочины и вообще бросаться в рассыпную, истерично гудя клаксонами. Но вышло это далеко не у всех. Уж больно густым был транспортный поток. Дикарь собрался было сказать пару ласковых Бисмарку, который после выстрела из противотанкового ружья так и не сделал ничего полезного, но увидел, что тот напряженно смотрит куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, он ощутил, как у него от ужаса встали дыбом волосы на голове. Нажав кнопку вызова на рации, он заорал не своим голосом, в надежде, что его услышат водитель грузовика и Буран. «Дрон справа! Отворачивай!» Плоский блин геликоптера завис в воздухе на высоте 10-го этажа, и прямо сейчас с его подвески одна за другой сорвались 2 огненные стрелы. Первая ракета пронеслась правее и разнесла в щепки рекламный баннер, висевший над проезжей частью. Полыхнуло огнем, звякнул металл, но на этом все. Следующий подарок с небес попал в допотопную копейку с подслеповатым пенсионером за рулем, который ехал по соседней полосе прямо позади них. Ракета превратила машину в огненный шар, в глазах потемнело от близкого взрыва. Дикаря швырнула на пол взрывной волной. Завизжала женщина, сквозь звон в ушах он услышал, как на немецком ругается Бисмарк. В глазах двоилось, а в голове стоял непрерывный гул, сквозь который едва-едва пробивались звуки криков людей поблизости. Взрывной волной в кузов закинуло горящее колесо от копейки, дым от чадящей резины ел глаза. Борясь со слабостью и пряча лицо от жара, дикарь поднял колесо и перекинул его через борт, благо тактические перчатки защитили руки от огня. Тент с левой стороны занялся пламенем, сквозь все увеличивающиеся дырки в нем мелькало голубое небо. Дикарь поднял болтавшийся на ремне автомат и постарался прицелиться в диск дрона. Линза прицела треснула от удара, видимость была паршивой, но он все равно начал поливать хищный силуэт очередью на весь остаток магазина в надежде зацепить ненавистный дрон. Через секунду с подвески летающего механизма сорвалась 3-я ракета. Их грузовик резко вильнул вправо, уходя от попадания. Водитель явно заметил новую угрозу
и старался вытащить их задницу из-под огня. Нурс снова промахнулся, угодив в обочину дороги, в этот раз лишь безобидно расшвыряв куски асфальта и грунта в стороны. Кашляя от выедающего глаза дыма, дикарь снова мучительно медленно принялся менять магазин, краем глаза увидев, как Бисмарк, до крови закусив губу, целится в преследующий их геликоптер из своего МП-40. То, что случилось потом, иначе как чудом не назвать. Австриец торжествующе завопил, потрясая своим оружием. И было отчего. От диска дрона в разные стороны полетели куски обшивки, он потерял управление, нырнул за одну из многоэтажек и пропал из виду. Машина снова вильнула в сторону, съезжая с проезжей части, пропетляла между железными ангарами и встала как вкопанная. Дикарь вывалился из кузова и бросился к двери водителя. «Огнетушитель давай, бегом!» Парень с фингалом засуетился, пытаясь вытащить красный корпус огнетушителя из крепежа. Дикарь вырвал баллон из его рук, сунул его под мышку, сорвал предохранительную чеку и принялся заливать пеной уже всерьез загоревшийся брезент тента. К нему присоединился Шут, притащивший огнетушитель из пикапа, и вдвоем они кое-как справились с разгорающимся пламенем. Он отшвырнул использованный баллон и заглянул в кузов. Люди внутри выглядели ошарашенными, испуганными, кто-то надышался дыма и надсадно кашлял, у пары человек были видны кровь и ожоги, но ими уже занимались спасенная им девушка и Бисмарк. Дикарь осмотрел машину. Кое-где в корпусе зияли дыры от попаданий пуль, веер осколков от близкого взрыва ракеты знатно прошелся по левому борту, оставив на нем впечатляющие следы. Повезло, что на подвеске дрона ракеты несерьезного размера. Большие подарки этот скромный летательный аппарат просто не поднимет. Похоже, они больше предназначались для отстрела зараженных, чем уничтожения вражеской техники. Помимо всего прочего, заднее левое колесо лопнуло после попадания из пулемета. Резину покрышки изживало и сдернуло с колодки. Благо у Урала колес с запасом. Потеря одного из них хоть и сказалась на ходовых качествах машины, но полностью ее не обездвижила. Подошел Буран. Он где-то успел словить пулю в левую руку и теперь зажимал рваную рану. Очевидно, дикарь, слишком занятый собственными приключениями, пропустил что-то интересное мимо себя. Он похлопал себя по карманам и выдернул медпакет, передав его рейдеру. Вынул финку, разрезал окровавленный рукав и помог Бурану забинтовать руку. «Чего встали? Дальше не поедем?» «Там твари в город лезут, ни к чему нам их дразнить. Мы едва успели убраться с их пути. Сейчас у Муров появится куча других забот. Переждем тут немного и двинемся дальше. Вы как, все живы?» Вроде кому-то из свежаков досталось от осколков, но я еще толком не смотрел. Уши заложило, звенит так, что слезы из глаз. У тебя слева перепонка лопнула, кровь течет. То-то я гляжу, с этой стороны ни хрена не слышно. Невезучее оно, второй раз за сегодня прилетело. Такими темпами, боюсь, его и вовсе может оторвать. Вы сами-то как? Да патруль прицепился, как клещ, чуть всю машину из Ксюхи не изрешетил, зацепил вот немного. Буран взял в руки трофейную флягу с живчиком, крепко к ней приложился и протянул дикарю. Он не стал отказываться и сделал несколько хороших глотков. После такой нервной встряски это совсем не будет лишним. Внезапно ожила рация Муров, заскрежетав голосом, который они уже слышали ранее. «Кто там на моей территории беспредельничает? Обзовись! Башмак, Кавказ, Хвост? Кому на жопе ровно не сидится?» «Ну, привет, барсук. Гляжу, ты еще не подох. Как там тебе у Муров живется? Не скучно?» Абонент на другом конце провода ненадолго замолк, после чего заговорил уже совсем другим тоном. Не хамовато-быдловатым, а противным, притворно-дружелюбным. «Ба, да неужто это сам Буран к нам в гости пожаловал собственной персоной? А я слышу говорок знакомый. Что, решил снова в Стронге перекраситься? Надоело по кластерам пустышей гонять?» «Да не льсти себе, я просто мимо проходил. А тут вижу, твои отморозки безобразничают, вот и наказал их, чтобы не забывали свое место». «Зря ты к ним полез, Буран. Ой, зря.
У чертей к тебе еще по прошлым временам вопросы остались, а ты уже новые проблемы нагнетаешь. Сидел бы себе в своей дыре и дальше, и не рыпался. Зачем приключений себе на задницу искать? Я с тобой специально встреч не искал, по старой памяти, но с сегодняшнего... Все, баста. На себя теперь пеняй, за моих бойцов перед Тритоном придется ответить. А как он спрашивает, ты сам должен быть в курсе. Ты, видать, запамятовал, что это у меня к вашей кодле вопросы есть. К тебе, барсук, вопросы. И я с тебя за них рано или поздно спрошу, будь уверен. За Ржавого, за Фараона, а особенно за Аврору. Не забыл еще эти имена, барсук, а? Человек на том конце провода недобро усмехнулся. «Берегись, Буран, и за парнишкой своим теперь как следует приглядывай. Сам знаешь, Улей – место опасное. Сегодня ты жив-здоров и с хабаром, а завтра тебя уже бегуны на кластере схарчили». Буран, скривившись как от лимона, переключил канал и убрал рацию. Он стоял некоторое время, слепо глядя в пространство, после чего, увидев вопросительный взгляд дикаря, недобро усмехнулся. «Старые конфликты всплыли. Ладно, давай по машинам и погнали. Тут метров 300 осталось до границы кластера. Раз уж прорвались такие, торчать тут больше смысла нет». Глава 14. Куда показывает флюгер? Машины заехали на территорию крупного кирпичного завода. Перезагрузка тут случилась уже давно. Костяки перед воротами выбелило солнцем и дождями, так что вряд ли тут сейчас были зараженные. Им просто нечего здесь делать до следующей перезагрузки. Высокие заборы скрыли людей и машины от посторонних глаз. Дикарь было заикнулся насчет того, что неплохо бы ехать напрямик в поселение, раз уж расстояние до него осталось плевое. На что Буран резонно заметил, что въезжать на труповозке в нормальный стаб станет только клинический идиот. Да и нечего мутантов приманивать к стабу, ведь машина насквозь пропиталась запахом крови. К тому же после перестрелки многим требовалась медицинская помощь. Серьезных ран было немного, но от осколков после близкого взрыва ракеты и от ожогов, последовавшего за ним пожара, пострадали многие. Кое-кто наглотался дыма. Дикарь сам себя чувствовал далеко не блестяще после приключений на кластере чертей. Он оглох на левое ухо, голова была ватная, болели многочисленные ссадины и ушибы. Сейчас он помогал Бурану выгружать из кузова трупы бандитов. Рейдер отвязал от кузова всех свежаков и выгнал их на улицу, отправив на осмотр. Теперь они вдвоем очищали карманы мертвых муров от материальных ценностей, после чего скидывали трупы на асфальт. Шут с Бисмарком оттаскивали тела в яму в печи для обжига кирпичей. Какой-нибудь крутой зараженный рано или поздно найдет тела, но по крайней мере на них не откормится никто из низкосортных бегунов. Лунь пристроился на чердаке завода и приглядывал за окрестностями, а спасенную дикарем девушку и парня с фингалом, который вел грузовик, припахали оказывать первую помощь тем, кто в ней нуждался. Дикарь, не заморачиваясь с разделением ценностей с очередного тела, отстегнул подвесную систему целиком, вместе с магазинами, клапанами под гранаты, футляром под глок и магазинами к нему, ножнами и прочим. Отложил ее в сторону, охлопал карманы в поисках спаранов и прочих трофеев зараженных и медпакетов. Вообще, дикарь уже обратил внимание, что внешники не жалели средств на своих союзников. Как видно, те неплохо облегчали им задачу по сбору биоматериала. По словам Бурана, черти на особом счету у полосатых, поскольку давно и плотно на них работают. Но, как правило, внешники гораздо прозаичнее и пренебрежительнее относятся к своим шестеркам, не особо экономя на расходном материале, который летит в улей сплошным потоком. Все дело в Тритоне, понимаешь? У него фишка такая, он любит к себе сильных иммунных переманивать. Никто точно не знает, как он это делает, говорят, что у него дар на промывку мозгов. Но в его команде уже полным-полно стронгов и рейдеров, в прошлом незамеченных в нехороших делах или в сочувствии к делу внешников и муров. Многие из-за этого с чертями не хотят связываться. Кому охота в мура перекраситься?
Эти бакланы вроде не выглядели сильными. Дикарь кивнул на очередной труп, который они выгружали из кузова. Один только смог удивить, тоже в невидимость успел спрятаться, вроде того, как это делаешь ты. Но я его все равно срезал. Эти, как ты говоришь, бакланы, жалкие ущербы, обычная шелупонь, которых набрали не пойми откуда и куда. У Тритона есть отряды вроде спецназа, как на подбор, состоящие из таких суровых ребят, с которыми ни один стаб не захочет иметь проблем. У некоторых по десятку и более серьезных умений. Это настоящие терминаторы. Лидер чертей ментат, ты от него свое умение не спрячешь, все узнает. Сам подумай, какой поток иммунных проходит через руки муров. Тритон их фильтрует и самых перспективных забирает себе. Договоренность у него такая с полосатыми. Черти под себя уже несколько мелких стабов подмяли. Если бы у нас под боком не было зоны, они бы все местные стабы давно отсюда выдавили и доили кластеры безо всяких проблем. Что еще за зона? Есть тут у нас неподалеку кластер, на который стабильно грузится атомная электростанция. Про полярные зори слыхал? Городок такой на Кольском полуострове. Вот кусок этого города вместе с тамошней АЭС к нам сюда и прилетает. Сам понимаешь, перезагрузка, всякие непонятки со светом и отключением оборудования. Персонал начинает понемногу с ума сходить, а потом и вовсе обращается. Короче, иногда проносит, а иногда нет. Если сотрудники не успевают задействовать аварийный протокол, активная зона реактора рано или поздно перегревается и разносит защиту энергоблоков к чертям собачьим. Свой собственный Чернобыль, одним словом, только с расписанием. Ну и сам понимаешь, окрестности того кластера все напрочь загажены радиацией. Вот эти кластеры мы и зовем зоной. Обстановка там настолько хреновая, что надо быть полностью отмороженным, чтобы туда соваться. Стандарты-то еще куда ни шло, они очищаются с каждой перезагрузкой. А вот если ты на стаб в тех краях сунешься, вмиг по ночам начнешь светиться красивым зеленым светом, а потом и вовсе обнаружишь, что тебе третья рука по ночам мешает спать, а вторая голова и вовсе задумала что-то недоброе. Радиация на иммунных действует очень неприятно. Она как бы частично отключает иммунитет, при этом сильно стимулирует рост паразита. Если иммунный всерьез облучится, умереть он может и не умрет, зато станет чем-то средним между зараженным и иммунным. Внешне нехорошо изменится, причем так, что ты его ни за что ни с мутантом, ни с квазом не перепутаешь. И у них с мозгами что-то происходит. Они прилично теряют в умственных способностях и становятся очень агрессивными по отношению к нормальным иммунным, да и вообще ко всем вокруг. Но до уровня интеллекта зараженных не падают, вполне себе могут и техникой управлять, и оружием пользоваться. Мы их называем атомитами. У них вечная война со всеми подряд. И с нами, и с зараженными, и с мурами, и с внешниками. Неприятные ребята. У них на грязных территориях крупная община. Они постоянно набирают с окрестных кластеров облученных новичков, за счет чего имеют регулярный приток свежей крови. Мрут они, конечно, как мухи, тупые ведь как пробки. Да и лучевая болезнь их рано или поздно в могилу сводит. Но меньше атомитов в окрестностях от этого не становится. Скорее наоборот. Периодически устраивают регулярные вылазки на чистые кластеры, прессуют окрестные стабы. Словно нам своих проблем с чертями не хватает. Долго без радиации атомиты обходиться не могут, но головную боль доставляют такую, что мама не горюй. Рейдеры в сторону зоны особо не суются, сам понимаешь почему. Хотя есть несколько команд наглухо отбитых трейсеров, которые охотятся исключительно на зараженных с грязных территорий. Но они, само собой, специализируются по мутантам, а не по атомитам. Тамошние зараженные тоже серьезно отличаются от обычных мутантов, как и потроха из них. Для них даже особое название придумали – рад-спараны, рад-горох. А уж если ты рад-жемчугом разжился, считай, поймал удачу за хвост. Добыча из облученных мутантов идет по курсу 1:5, если с обычными спаранами и горохом сравнивать. То бишь выходит, что рад-спаран стоит столько же, сколько обычная горошина. И не просто так,
а потому что они в несколько раз эффективнее. К примеру, из рацпаранов делают уникальные стимы и лайтспек, который может полумертвый кусок мяса, стоящий одной ногой в могиле, поставить в строй. Причем так поставить, что он в одиночку даст прикурить элитнику. Арат горошина не только постепенно развивает твой дар, но и на короткое время может его подстегнуть, усилить, дать новое свойство. Жаль, только часто их принимать нельзя. Можно легко стать квазом. Выгодная тема, одним словом, но сопряженная с нехилым риском для жизни. Мутанты из грязных территорий очень неприятные. Гораздо хуже обычных тварей. Не приведи улей тебе когда-нибудь столкнуться с рад-элитой. Выживших после такого не бывает почти никогда. А те, кому повезло уцелеть, не слишком любят об этом трепаться. Выводы делай сам. Дикарь кивнул, обдумывая сказанное Бураном. Ну так вот, возвращаясь к нашим баранам, вернее, к чертям. Мурам с атомитами перемирие никогда не светит, хоть и живут они по соседству. Те давят на кодлу Тритона не на шутку. Если бы они друг с другом не цапались, в округе бы давно от внешников и муров жития не стало. Ведь у тех по воде прямой коридор от самой внешки есть. А так еще куда ни шло, дышать можно. Получается, что враги всех нормальных иммунных самостоятельно, так сказать, и обоюдно контролируют собственную численность. Было бы просто прекрасно, если бы они только между собой воевали и в нашу сторону не лезли. Но это, к несчастью, недостижимая мечта. А чего тогда банда этого Тритона в другое место не подвинется? Атомиты-то, как я понял, к своим грязным кластерам привязаны. Далеко уйти от них не могут, но муры-то. Им, насколько я понимаю, без разницы, где урожай свой собирать. Так-то оно так, только ты не понял одну важную вещь. Черти в улье существуют не сами по себе. Они у внешников на коротком поводке. Полосатым нужно, чтобы черти сидели именно тут и контролировали регион, даже если им приходится выбрасывать часть ресурсов на войну с атомитами. Полосатым на это плевать. А Тритон с этой темы соскочить не сможет, как бы ни старался. Он, конечно, набрал силы в последнее время, но Мур – это билет в один конец. Стоит ему остаться без поддержки внешников, местные стабы возьмутся за него всерьез, и от его банды не останется и мокрого места. Сам ведь видишь, как даже самые последние позорные быки Тритона упакованы. Космодесант, мать их в душу. А не станет подпитки от хозяев, где брать технику, патроны и оружие. Голыми задами, что ли, воевать прикажешь? Стабы-то между собой торгуют. У одних оружие есть, другим патроны с перезагрузкой прилетают. Где-то развитые ксеры сидят и снаряды штампуют. Кому-то на поляну техника военная грузится. Так и выживают. А с мурами кто будет торговать? Нет, не станет внешников, и муры загнутся, причем быстро. И Тритон это не хуже нас с тобой понимает. Вот и не рыпается. Что сказали, то и делает. Как тут у вас все непросто устроено. А ты думал, в сказку, что ли, попал? Не знаю, откуда ты там вылупился, но эти места та еще мясорубка. Слушай, Буран, а что будет с нашими свежими? В каком смысле? Ну они же ни сном, ни духом про то, где очутились и что с ними будет. Да и я, если честно, тоже. А, вот ты о чем. Как в стаб приедем, проверят на иммунитет, потом с ними ментат переговорит. Окрестят, дадут на первое время жилье, предложат какую-нибудь работу. Во флюгере вечный недостаток рабочих рук. Приток новичков слабенький. Заслуга чертей и атомитов, чтоб им пусто было. Нам, кстати, за них еще и награда полагается, если что. Руководство стабов поощряет спасение иммунных свежаков. Есть команды, которые только этим и промышляют. Не все рейдеры горят желанием воевать с мурами и атомитами или охотиться на мутантов. И большая награда? В последний раз, когда я там был, давали по 5 спаранов за нос. У нас тут 9 человек в кузове. Считай, почти полтинник виноградин заработали. И это не считая остальных ништяков. Они выкинули из машины последний труп, и Буран отправился к пожарному щиту.
Прихватил с него ведро, зачерпнул воды из бочки под дождевым стоком на проходной, залез в кузов и окатил днище кузова машины, смывая загустевшую кровь. «Ну ладно, поболтали и хватит. Пора нам двигать, и без того задержались. По трофеям порешаем, как в стаб вернемся. Не будем сейчас время терять. Созывай свежаков, а то я, если ко мне опять сунется эта визгливая тетка, за себя не отвечаю. И да, сними ты уже шеврон чертей с формы, а то местные могут не оценить таких шуток. И без того эмблемы эти на технике муровской намалеваны. Не хватало еще, чтобы нас на подъезде к стабу встретили из крупняка». Рейдер с треском оторвал шеврон-липучку в виде красной четырехлучевой звезды собственной формы и швырнул его на асфальт, после чего хлопнул по спине шута и направился к пикапу. Дикарь дал сигнал Луню и остальным, чтобы грузились по машинам. Притормозил за локоть проходившего мимо фингала, ухмыльнувшись про себя, что, похоже, парень окрестился сам собой. «Друг, будем к селению подъезжать, сильно не гони. Ни к чему нервировать местных». Тот лишь кивнул в ответ и полез в кабину. А дикарь услышал, как сзади него кто-то нерешительно покашлял. Он обернулся и увидел за своей спиной спасенную им девушку, имя которой он так и не удосужился узнать. За прошедший час она успокоилась и привела себя в порядок, насколько это вообще возможно в условиях стандартного кластера. Дикарь осмотрел прежде опухшее от слез, а теперь весьма миловидное лицо и не мог про себя не признать, что девушка даже с синяками на лице, растрепанными волосами и расплывшейся тушью, кутаясь в его бесформенную куртку, накинутую на голое тело, остается невероятно привлекательной. Неудивительно, что муры позарились на нее. Девушка сильно смутилась под его взглядом, но быстро смогла взять себя в руки. «Привет». Привет. Нам долго еще ехать?» «Нет, Буран говорит, что скоро будем на месте. А в чем дело?» «Там Лариса умерла». Видя непонимание на лице дикаря, она уточнила. «Та женщина, которой ты меня отдал перед тем, как мы уехали. В нее пуля попала в городе. Я пыталась кровь остановить, но у нее, кажется, внутреннее кровоизлияние произошло. Денису, парню, который ехал с нами в кузове, повредило осколком ногу. Мы ему поставили жгут, но это временно. Долго его так держать нельзя, может начаться гангрена». «Ты медик?» «Нет, что ты, просто проходила курсы по оказанию первой помощи. Что-то вспомнила, что-то мне твой друг подсказал, который иностранец с акцентом». «Ясно. Не переживай, скоро мы будем в безопасном месте, там ему помогут. А насчет Ларисы сейчас решим. Надо ее похоронить. Незачем ей ехать с нами в стаб». Было заметно, что она в замешательстве, но опасается задавать лишние вопросы. Не забыла еще реакцию Бурана на ту истеричку. «Как тебя зовут-то, краса девичья?» «Лина. Алина». «А я, дикарь. Очень приятно». Девушка неожиданно прыснула смехом. «Это же кличка какая-то, а не имя». «Имя Алиночка, самое настоящее имя. Ладно, залезай в машину, нужно ехать». Он проводил ее взглядом, пока она шла к кузову грузовика, залезла в него с помощью поданной Бисмарком руки, стыдливо одергивая низ его куртки. Сделал себе зарубку в памяти, что нужно проследить, чтобы в стабе ей выдали все самое необходимое, а то заметно, что она со своей скромностью будет молча терпеть неудобства. Такой уж склад характера. Но нужно признать, что стержень у девушки присутствует. Любая другая после того, через что ей пришлось пройти, ушла бы в себя или закатывала истерики. А это ничего, держится, даже другим старается помочь. Насчет остальных свежаков тоже надо будет уточнить. Как-никак, они их спасли. Так что часть ответственности за их судьбы лежит и на их плечах. Как минимум, за самое ближайшее будущее этих судеб. Лару, ту женщину, которая успокаивала Лину в кузове, похоронили на следующем стандартном кластере. Без красивых фраз и почестей. Он вместе с Лунем ножами срезали несколько пластов дерна и прикрыли ее в получившейся лунке. Сняли каски, постояли минутку молча над свежей могилой вместо эпитафии. Буран сказал, что так и принято хоронить покойников в улье.
Нет смысла копать глубокие могилы. Тела исчезнут вместе со следующей перезагрузкой. А дикарь сделал себе еще одну зарубку в памяти насчет очередного обычая Стикса. В этот раз он поменялся местами с Лунем, отправив его в кузов, а сам сел в кабине. Хотел сам посмотреть на приближающийся стаб, да и если на въезде возникнут какие-то проблемы, лучше ему быть в курсе. Стаб оказался странным. Это оказался мыс, далеко выдающийся в водную гладь, на берегу той самой реки, которую они пересекли чуть ниже по течению. Раньше тут, похоже, располагался серьезный речной порт. Торчащие конструкции портовых кранов, ангары и огромные штабеля грузовых контейнеров виднелись издалека. Единственный въезд на территорию порта был перегорожен стеной из все тех же ржавых контейнеров. Виднелась хорошо укрепленная огневая точка с блокпостом. Поначалу он удивился, вспомнив слова Бурана о том, что небом безраздельно владеют дроны внешников. Ведь если так, то этот стаб для них просто лакомая добыча. Но потом разглядел торчащие за укреплениями стволы зушек и гнезда с зенитными пулеметами. Дронам тут явно ничего не обломится, кроме очереди в корпус на дальних подступах. Охрана увидела их издалека и засуетилась. Из капонира выехала БМП и наставила на них ствол боевого модуля. Видно, разглядели в бинокль эмблемы на бортах, или им о гостях маякнул один из секретов у дороги. Они наверняка там были. После всего, что он услышал и увидел сегодня, сомнений в этом даже не возникало. Это элементарный здравый смысл. Их маленькая колонна на минимальной скорости проехала змейку перед блокпостом под прицелом множества стволов. Потом они остановились перед солидными воротами. Голос, искаженный металлическими хрипами мегафона, дал команду. «Руки держать на виду, оружие не доставать. При первых признаках агрессии стреляем без предупреждения». Потом, сквозь открытое окно грузовика, он услышал звуки непонятной возни, и кто-то густым баритоном выдал непечатную фразу. «Салабон, захлопнись, не видишь, что ли, кто к нам в гости пожаловал?» «Но инструкции...» «Я, твоя инструкция, исчезни с радара». Над мешками с песком поднялась усатая голова в каске. «Буран, сколько лет, сколько зим! Ты ли это? Или я вижу загадочный обман зрения?» «Здорово, Грек. Как же туха? Опять караул вне очереди с зеленью топчешь?» «Ты ж меня знаешь. Для меня главная стабильность. Какими судьбами в наш райский уголок?» «Да вот, мимо проезжал. Дай, думаю, заеду, проведаю, как ты тут деградируешь потихоньку. Ворота-то откроешь, или мне и дальше через забор глотку драть?» Грек махнул рукой своим людям, створ ворот поехал в сторону, открывая въезд в отстойник. «Ладно, дружище, ты порядок знаешь. Заезжайте в карман. И своим в грузовике передай, чтобы не дергались. Не хочу у вас в руках видеть ни одного ствола». Пикап медленно заехал на бетонированный пятак кармана, следом фингал загнал внутрь потрепанный грузовик. Было заметно, что парень сильно нервничает под дулами множества автоматов и пулеметов. Дикарь ободряюще хлопнул его по плечу. «Конечная, вылезаем». Он отстегнул от ремня штайр, положил его на сиденье, вышел наружу и направился к заднему борту. «Все, уважаемые, приехали, на выход». Свежаки загалдели, потянулись гурьбой на выход. Было видно, что они испытывают огромное облегчение после всех выпавших сегодня на их долю невзгод. А ведь для этих людей первое знакомство с ульем окончилось быстро и почти безболезненно. Дикарь помог спуститься подраненному в ногу парню, подал руку Лине, подхватил и аккуратно опустил ее на землю, чем заслужил благодарный взгляд. Но тут же отвернулся от нее, притормозив Луня и Бисмарка на выходе из кузова. «Ну вот и все, прибыли. Оружие оставьте в кузове, ничего с собой не берите. Местные нам зла не желают, но провоцировать их все равно не надо. Далеко от меня не уходите, решим все вопросы, потом глянем, что тут и куда». Оба поспешно разоружились. После приключений в городском кластере
Они больше напоминали ходячие оружейные пирамиды. Свое старое оружие никто из них не бросил, а к нему добавились автоматы и пистолеты муров. Дикарь направился к Бурану, который стоял рядом с усатым мужиком у стены. Они разговаривали как хорошие приятели, это было заметно. «Ты чего это, за старое, что ли, решил взяться, балбес безголовый? Не ты ли зарекся со стронгами дружбу водить?» «Да ничего такого, брось ты. Черти пропускать не хотели, вот и пришлось вежливо попросить. Да и жалко такой аппарат бросать». Буран похлопал Митсу ладонью по капоту. «Вот и взял, не глядя. К тому же они там со свежаками неласково обращались. Пришлось им про законы Улья немного напомнить». «Ага, напоминание с летальным исходом, как обычно, да? Где ты с чертями-то схлестнулся? Сомневаюсь, что они сами тебе этот грузовик с пикапом подарили». «Да мы на Б-12 под перезагрузку угодили, а черти на нем, по своему обычаю, устроили сбор свежатины, обложили со всех сторон. Вот и пришлось прорываться. Ну и, как видишь, выбрались еще и с прибытком». «Значит, есть еще порох в пороховницах?» «Да нет, ты шо, я так сзади отсиделся. Всю работу вон парни сделали». Улыбающийся Буран указал рукой на дикаря и его спутников. Грек цепким взглядом осмотрел их маленькую группу, одобрительно хмыкнув, увидев, что дикарь и лунь обрядились в форму муров. «Маскировка, значит, как в старые добрые времена? А парни эти откуда нарисовались? Тоже с Б-12? Лица незнакомые, в нашем стабе я вас точно раньше не видел». «Эти ребятки к нам из-за речки пожаловали. Я с Шутом на Гоголе отсиживался. Утром вышел до ветру. Смотрю, лодка с той стороны на всех парах подъезжает. Холодина, солнце только-только из-за горизонта выкатилось, а эти, как на параде, подруливают». «Серьезно? Бесстрашные, что ли?» «Не, просто новички, не в курсах за дронов были, вот и сунулись». «Везучие. Если бы вас, блин, засек, расстрелял бы как в тире. Меня Греком звать». Он протянул им широкую волосатую ручищу. «В нашем стабе меня каждая собака знает, и некоторые даже за его пределами». Он совершенно по-мальчишески толкнул Бурана в бок, вызвав у того широкую улыбку. Дикарь поймал себя на мысли, что впервые видит, как Буран так искренне и открыто улыбается. «Дикарь, а это Лунь и Бисмарк», – он представил своих спутников. «О, вы гляньте только, кто тут у нас?» Грек сгробастал подошедшего к ним Шута и взъерошил ему волосы на голове своей пятерней. «Да это же сам товарищ Шут к нам на огонек пожаловал. Гляжу, ты цветешь и пахнешь, крестничек». «Пусти, дядька Грек, раздавишь же». Молчаливый парень забавно смутился от грубоватых, но искренних объятий, однако было заметно, что ему приятно. «Ты вон какой уже вымахал, сам скоро меня раздавишь». Он отпустил парнишку и продолжил уже более серьезным тоном. «Ладно, мужики, шутки шутками, но дело есть дело. За крестом я уже отправил, сейчас он подскочит. Мы вас проведем через фильтр первыми. Палаш наверняка захочет пообщаться с вами лично на предмет этих вот машин. Ни к чему его заставлять ждать, он человек занятой. Сразу говорю для новеньких, оружие оставляйте в машинах, с собой ничего серьезнее пистолетов не брать. И очень не советую эти пистолеты вынимать из кобуры, пока вы на территории стаба. С ножами такая же история, за поножовщину у нас серьезно наказывают». «Оружие прямо в машинах можно оставить или как?» Для дикаря это казалось странным, что одна из главных ценностей улья может лежать без присмотра хозяев. «Если хочешь, можно в хранилище за спараны сдать под замок. Но у нас не воруют, ибо чревато. Машины на спецпарковке под охраной пока постоят, ничего никуда не денется. Если захотите что-то надфилю на переделку или продажу унести, разряжайте и убирайте в рюкзак. Не забудьте только на выходе в журнале записаться, за кем машина будет числиться. Первые 3 дня стоянки бесплатно, потом по спарану за тачку в сутки». «А что за фильтр?» «Вот теперь верю, что новичок, а то сразу и не скажешь. Больно уж у тебя морда лица суровая. Мы кого попало в стаб не пускаем. Все проходят обязательную проверку нашим ментатам. К
тому же вы новички, с вас положено снимать ментатметку. Поболтаете чутка с нашим детектором лжи, и если к вам никаких вопросов не будет, пойдете дальше. Слушай, Грек, а что с остальными новичками будет? Да ничего особого, тоже через фильтр пропустят, подтвердят иммунитет. Они же, насколько я понял, сегодня только в улей попали. Крест снимет с них ментат-метку, администратор организует временное жилье. Если кто-то из них захочет в стабе обосноваться, центр занятости даст им направление на трудоустройство. У вас и центр занятости есть? А как ты думал? Тут знаешь, сколько народу крутится? И всех ведь надо одеть, обуть, поселить, накормить, защитить, с паранами обеспечить. А ведь есть еще целая толпа рейдеров, как местных, так и залетных. Им тоже помогать нужно. Работы всегда хватает. Тем более вы, вон, бабенок привезли, а женщины у нас всегда на особом положении. Кстати, на этот счет, Грек, можно личную просьбу? Ну, валяй. Там девочка есть одна, темненькая, в серой спецовке, видишь? Он указал подбородком настоящую среди новичков Лину. Ну, вижу. А ты глаз на нее, что ли, положил? Так тут я тебе не помощник, у нас стаб свободный. Да не в этом дело. Ей вроде как от Муров сегодня досталось, считая девчонку голиком у этих уродов отбили. Проследить бы, чтобы ей там белье, одежду какую-то выделили. Ну и по женской части, мало ли. Ей, думаю, помощь не помешает, сам понимаешь. А я тебя потом со своей стороны поблагодарю. Так бы сразу и сказал, а то наводишь мне тень на плетень. Дине скажу, она все сделает. А тебе-то что за дело до нее? Я ее вроде как из плена выдернул. Неохота, чтобы она в неприятности снова угодила. Не вопрос, дорогой, раз такое дело, похлопочу. И из параны свои убери, не надо меня обижать. У нас тут нормальный стаб, и люди тоже нормальные, с пониманием. Хочешь отблагодарить, заходи вечером к Дине в бар. Угостишь меня и Бурана рюмкой вкусного чая. Ладно, вон как раз и крест подъехал, вам к нему. В боковой стене, огороженного со всех сторон тамбура отстойника, открылась небольшая дверь, в нее первым шагнул Буран с шутом. Не прошло и пары минут, как дверь открылась вновь, и Грек махнул дикарю приглашающим жестом. Он вошел через дверь и очутился в тесном помещении, похожем на внутренности все того же грузового контейнера из железа. С его стороны посередине стоял одинокий стул, явно предназначавшийся для вошедшего. С противоположного конца помещения примостился небольшой столик с настольной лампой. За столом сидел худощавый, бритый наголо человек и что-то записывал в тетради. За его спиной в тени молчаливо стояли два бойца с автоматами на изготовку. Ребята явно готовы к неожиданным проблемам. «Садись». Голос глубокий, проникновенный, слышны командирские нотки. Сразу становится ясно, кто тут хозяин положения. Дикарь сел и откинулся на спинку. «Имя? Дикарь. Кто крестил? Рейдер Холод. Зачем вы прибыли в наш стаб? Отдохнуть, помыться, отоспаться, пообщаться со знахарем, возможно, что-то купить или продать. И еще хочу поболтать с местными рейдерами, я ищу кое-какую информацию. Ты или твои приятели замышляете что-то против стаба? Нет, до сегодняшнего утра я про него даже не знал. Ты или твои приятели хотите нанести вред кому-то из руководства этого стаба? Замышляете диверсию, провокацию или саботаж? Ничего такого. Есть ли у тебя или у кого-то из вас связь с мурами, атомитами, сектантами? Нет, нет и еще раз нет. Разве что можно считать связью, что я сегодня порешил 3 или 4 муров по пути сюда. Да вы и сами об этом можете догадаться по нашим машинам и этой форме. Атомитов и сектантов живьем видеть мне еще не доводилось. Я и мои спутники и новички в Улье. Как давно ты попал в Улей? А вот тут дикарь замешкался. Настал тот момент, когда сказать неправду или уйти от ответа не получится. Я не знаю. Очень интересно. Крест и впрямь впервые позволил себе проявить намек на заинтересованность. И как так вышло, что ты этого не знаешь? Я не помню. Не помнишь? Да, через сутки после того, как я попал в Улей, провал в памяти.
Пришел в себя 3 суток назад на заброшенном стабе с той стороны реки. И уже вот в таком виде. Он продемонстрировал свою культю и обвел себя ею. Ментат встал из-за стола и приблизился к нему в упор, положил руки на виски и впился взглядом ему в глаза. «Не дергайся, больно не будет, обещаю». Больно, может, и не было, но зато было противное чувство, словно ему бурят черепную коробку изнутри. Очень любопытно. Впрочем, это уже не моя вотчина, это скорее монаха заинтересует. Что-то не так? Нет, все в порядке, претензий со стороны стаба к тебе нет. Метку с тебя я снял, данные сейчас занесу. Есть что-то, о чем я должен знать перед входом на территорию? Применение любого оружия на территории поселения без уважительных на то причин карается смертью, отрубанием руки или штрафом, в зависимости от тяжести, последствий преступления и количества пострадавших. Если будет доказано, что оружие было применено в целях самообороны, наказание не применяется. Кроме того, запрещается несанкционированное проникновение на любую охраняемую территорию. Под запретом также любые наркотики и спек. Ты новичок, вряд ли в курсе, поэтому предупреждаю. Осторожнее с Ширевом, у нас это не одобряется. Любые разборки либо за воротами стаба, либо на арене. Если попадешь под вызов на дуэль, убедись, что среди свидетелей есть представитель власти стаба, который сможет подтвердить правдивость твоих слов. Простой совет – не создавай никому проблем, и сам тогда никаких проблем не заработаешь. На этом все. Для новичков стаб бесплатно предоставляет общежитие на 3 суток. Это вариант для самых свежих. Не похоже, что ты сюда порожняком явился, поэтому рекомендую остановиться у Дикса в Чайке или у Дины. Это местные владельцы гостиниц и по совместительству мест культурного и не очень отдыха. Не промахнешься. Если у тебя есть какая-то важная информация, которая может заинтересовать руководство, или, к примеру, наводка на четкий хабар, стаб может ее у тебя купить. Но об этом тебе нужно будет говорить с Палашом, а не со мной. Мы вроде как привезли одного из бугров чертей. Мне уже вкратце пояснили на этот счет, будем работать. Этого ушлепка я прекрасно знаю. Лично с ним разговаривал, когда он только-только в Улье очутился. Если Соленый расколется и выдаст нам что-то интересное по чертям, стаб тебя отблагодарит. Информация по мурам или атомитам нам всегда интересна. Буран сказал, что это ты спас жизнь свежаков. После того, как я опрошу каждого из прибывших и сниму метки, получишь поощрение за их спасение. Либо сегодня вечером, либо завтра подходи в здание администрации, секретарь с тобой рассчитается. На этом все, можешь идти. Один из охранников открыл дверь за спиной ментата и пропустил его наружу. Там стоял Буран, что-то толкующий Шуту. «Дуй к Дине, забей для нас номера, попроси, чтобы организовала баньку со всем сервисом. Потом можешь развлекаться. Если задержишься где, предупреди по рации. Все, вали, малой». Шут, как у него водится, молча кивнул в ответ и потопал в сторону центра поселения. «Ну что, герой дня без галстука, отбоярился от местного внутрика. Слишком быстро тебя крест отпустил, даже подозрительно. Любит он над душой постоять. Ладно, пошли до Палаша прогуляемся. Грек с ним уже связался, передал, что высокое начальство желает потолковать о птичках. Нам вон даже транспорт предоставили в знак почета и уважения». «А что насчет моих парней? Неохота их тут бросать, надо хотя бы сказаться как и чего». «Не переживай, отправят их вместе с остальными в общежитие. Там потом с ними и встретишься. Никуда не денутся. Залезай». Рейдер указал рукой на забавный трехколесный мотоцикл с небольшим кузовом сзади, слегка походивший на рикшу, только без крыши. За рулем сидел один из молодых парней-охранников, которых он видел при въезде на стене. Водитель белозубо улыбнулся и топнул кикстартер этого смешного уродца. Движок затарахтел на холостых оборотах. Буран, не дожидаясь его, угнездился на низкой лавочке, поставив рюкзак у своих ног. Дикарю ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Пока ехали по стабу, он разглядывал первое мирное поселение Улья на своем пути. Впечатления были странными.
Большая часть жилых помещений была построена из вездесущих грузовых контейнеров. Их складывали и собирали как конструктор. Небольшие жилые помещения из одного контейнера с парой окон, прорезанных в металле, из двух парных, соединенных в уплощенный параллелепипед, из 4 контейнеров в 2 этажа. У одного из ангаров он увидел целую башню, конструкцию из 8 попарно состыкованных бортами железных ящиков в 4 этажа, которые явно сообщались между собой внутри. Видимо, когда-то огромная территория порта была буквально напичкана этими контейнерами, а теперь их использовали повсеместно для постройки стен и фортификационных укреплений, жилья, офисных и складских помещений, обшивали вагонкой и фанерой, красили, составляли между собой самыми причудливыми образами. Другой сегмент архитектуры – дома из сэндвич-панелей. Нарядных, ярких домиков из этого материала было немного. Все они располагались ближе к центру стаба. Как видно, такого рода жилье стали строить здесь совсем недавно. Пока ехали, он ловил на себе странные взгляды рейдера. «Чего?» «Да вот смотрю на тебя. Как оно, чувствовать себя героем-спасителем?» «Да нет ничего такого». «Мне-то хотя бы не ври, я тебя насквозь вижу. Думаешь, я забыл, что ты мне сказал там на Б-12 после той школы? Нет, не забыл. А вот ты, похоже, ничего для себя из этого не вынес. О чем ты? Думаешь, ты этих людей спас? А разве нет? С одной стороны, да, верно. А с другой стороны, ты им просто оказал медвежью услугу. С чего бы это? Ну, смотри сам. По неофициальной статистике, 9 из 10 свежих иммунных погибают в первую неделю в Улье. Как ты думаешь, почему? Потому что тут всегда и всюду полная задница происходит. Поэтому тоже, но я не об этом спрашивал. Первыми всегда погибают слабые, безвольные. Вторыми глупые, неспособные мыслить нестандартно, кто живет стереотипами. Похоже, что я чутко ошибся насчет тебя, и ты как раз из второй категории. Выживают лишь те, кто сможет быстро осмыслить и принять новые правила игры. Это естественный отбор в действии, друг мой. Эволюция, которую на Земле мы для себя сами отключили. Но в Улье человек больше не вершина эволюции. Он питательный субстрат для зараженных. И чтобы человек выжил здесь, нужно, чтобы он это прочувствовал на собственной шкуре, цепляясь за жизнь зубами, ногтями, вырывая свой единственный шанс. Я такой, и малой у меня такой. И ты можешь стать, если будешь чаще головой работать. Задатки у тебя есть. А эти люди, он мотнул головой назад в сторону блокпоста, они просто биомасса, корм. Да, ты их спас, с одной стороны это хорошо. Они смогут принести какую-то пользу стабу. К тому же мы их вытащили попутно, а не целенаправленно. Но запомни одну вещь. Как только что-то случится, а в Улье рано или поздно всегда что-то случается, все они обречены. Мало того, они потянут за собой других, потому что у балласта такая задача – тянуть на дно. Сказанное Бураном стало для дикаря откровением, как ушат ледяной воды на голову. Под таким углом он еще не смотрел на то, что происходит в Улье. Но как же главная заповедь, мол, помогай новичкам? Ты внимательно слушал? Новичкам не значит всем подряд. Новичок – это тот, кто смог сделать первые шаги в Улье самостоятельно, доказал свое право на вторую жизнь, понял? А такие, как та тетка, они обречены изначально. Не способны критически мыслить в стрессовых ситуациях. Цепляются за груз своего жизненного опыта. Опыта из прошлой жизни, который тут не работает или работает из рук вон плохо. Я не говорю, что ты должен игнорировать всех вокруг, когда ходишь по стандартам. Просто не забывай головой пользоваться почаще, она у тебя для этих целей и приделана. Большинству из тех, кто оказывается тут, помочь невозможно, поскольку они сами не хотят себе помочь. Улей – это огромное сито, и он нас просеивает раз за разом, снова и снова, отбирая самых-самых. Как ты думаешь, почему он это делает? Не знаешь? Верно, и мало кто знает, но он это делает. И кто ты такой, чтобы ему в этом мешать? Дикарь крепко задумался. А ведь и верно.
Тот же холод не сразу спас его шкуру, а только убедившись, что тот до самого конца цепляется за любую возможность выжить. Но переиначить себя в один миг все равно было слишком сложно. Непосильная задача. «Я тебя понимаю, сам через это прошел. Лезешь грудью на амбразуру, спасаешь всех подряд, жизнью рискуешь ради тех, кто сдается и поднимает лапки кверху при первой же возможности. Все это мораль и сострадание из прошлой жизни. Нам ее вдалбливали на протяжении поколений. Как же, подставь другую щеку, терпи, сдерживай животные позывы, бла-бла-бла. Только в улье это дерьмо больше не работает. И пара лишних дырок в собственной шкуре этот бред из головы вытряхивают на раз. С волками жить, по-волчьи выть. Слышал такое? Хочешь сказать, что мы должны были их бросить на растерзание муром? Не переиначивай мои слова, ситуации бывают разными. Я сам муров ненавижу, в их фермах нет ничего хорошего. Да и сами они вместе со своими внешниками, те еще мрази. Но раз Улей допускает их присутствие, значит, зачем-то они ему нужны, верно? Ты о нем прямо как о живом говоришь. А ты еще этого не понял? Дальнейший путь прошел в молчании. Дикарь переваривал отповедь Бурана, рейдер тоже думал о своем. Слова Бурана сделали удивительную вещь. Вместо того, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что спас незнакомых ему людей, вроде как сделал доброе дело, дикарь почувствовал себя редкостным идиотом. Из-за того, что подставился сам, а заодно подставил под удар тех, кто был с ним рядом, и только сказочная удача смогла скомпенсировать его глупость. Как ни тяжело с этим соглашаться, но похоже, что рейдер прав хотя бы отчасти. А дикарь – просто восторженный дурак, примеряющий на себя доспехи Дон Кихота. Вспомнились слова Холода насчет яркой, но короткой жизни. Выходит, дикарь и впрямь вознамерился прожить свою жизнь в улье именно так. От тяжелых мыслей его отвлекло кое-что интересное. Из-за коробки склада медленно выплыла туша корабля поистине гигантских размеров. Огромный ржавый контейнеровоз стоял пришвартованный у причала. Вся его палуба была заставлена разноцветными контейнерами столь плотно и высоко, что дикарь сперва не мог даже примерно прикинуть, сколько там рядов, не говоря уже об их общем количестве. Он напоминал какой-то гигантский кубик Рубика, забытый тут неизвестно кем. Мотоколяска притормозила у подножия башенного крана. Буран поблагодарил водителя, после чего направился к очередному контейнеру, расположенному прямо у шасси погрузочного крана, по которому вверх вздымалась ручная лестница. Дикарь догнал его уже на входе. Внутри контейнера царила душная атмосфера. За столом сидел мужчина неопределенных лет с круглыми очками на носу и заполнял ровным почерком журнал. На столе перед ним угнездилась очередная настольная лампа, ронявшая на столешницу теплый, уютный свет и допотопный стационарный телефон с дисковым циферблатом. За его спиной потрескивала горящими дровами печь-буржуйка. Довольно странно, учитывая, что на улице, если и не царила невыносимая жара, то было довольно тепло. «Мы к Палашу. Проходите, Грек звонил насчет вас». «Доцент, не против, если мы у тебя рюкзаки скинем? Неохота с ними на самую верхотуру лезть». «Забрать только потом не забудь, а то знаю я вас, лоботрясов. Вон, в угол к вешалке кидайте». Буран сбросил свой рюкзак и вопросительно уставился на своего спутника. «Не тяни, скидывай ношу. Чего ты вылупился? Замаешься с ней ползти наверх». «А мы наверх полезем?» Буран вместо ответа просто закатил глаза. Дикарю ничего не оставалось, как последовать совету рейдера и выйти следом за ним наружу. «Слушай, а чего этот мужик с печкой там сидит? На улице же вроде тепло». У доцента есть проблемный дар. Он вроде живого холодильника, постоянно все вокруг себя охлаждает. Если бы не печка, он бы этот контейнер за час в рефрижератор превратил. Завязывай трепаться, полезли наверх. Они стали подниматься на башенный кран. Дикарь не боялся высоты.
но карабкаться по таким лестницам ему не приходилось уже очень давно. Только сейчас он оценил предусмотрительность спутника. Продираться через узкие коридоры защитных дуг с рюкзаком на спине было бы то еще морокой. На высоте 20 метров они взошли на площадку поворотного механизма крана и переместились на стрелу. Кран был повернут таким образом, что опущенная стрела как раз касалась своим концом площадки корабельной надстройки гигантского корабля, по ней, как по мосту, можно было перейти на контейнеровоз над водой. Наверху дул довольно приличный ветер, и ему приходилось держаться за поручни. Ржавая железная конструкция поскрипывала и покачивалась на ветру. Зато отсюда открывался отличный вид на широкий водный простор и излучину реки, где расположился стаб. Корабль, как оказалось, не был пришвартован к пирсу. Он стоял на некотором удалении от него на якорях. Попасть на его борт можно было либо тем путем, которым шли сейчас они, либо на другом судне или лодке. Но из-за высоких бортов подняться на него с воды будет сложной задачей. Особенно если те, кто находится на контейнеровозе, будут против этого. Получилась эдакая идеально защищенная плавучая крепость, оборонять которую может несколько человек с автоматами. Даже серьезные твари вряд ли смогут легко сюда проникнуть, особенно учитывая тот факт, что на крыше надстройки он разглядел несколько пулеметных гнезд и расчет зенитной пушки. Тот, кто это придумал, обладал хорошей фантазией и смекалкой. А еще теперь стало понятно, откуда у стаба такое название. На облупленном борту судна еще вполне можно было разобрать поблекшую надпись «Веттервейн» и внизу «Панама», порт приписки. Похоже, когда-то этот гигант зашел в один из отечественных речных портов, где угодил под загрузку в улей. Интересно, как давно этот стаб стал стабом? Судя по внешнему виду корабля, он стоит тут лет 10 или чуть больше. «Слушай, Буран, а это точно стаб? Ты о чем?» Все стабы, которые я видел раньше, выглядели настолько древними, словно их забросили еще во времена царизма. Тут же все относительно свежее. Конечно, потрепанное временем, но не слишком. А, ты об этом. Не волнуйся, здесь был человек, который умеет определять период перезагрузки кластера с точностью до месяца. Ты прав, это не совсем стаб, скорее затяжной кластер. Но следующая перезагрузка у него случится через 40 с чем-то лет, так что можешь считать его стабильным. Вряд ли ты или я столько протянем в улье. Да и это поселение, скорее всего, тоже. Когда они, наконец, перешли на другую сторону, дикарь испытал облегчение. Впервые он почувствовал головокружение от высоты. Они очутились на капитанском мостике. Это место выглядело обжитым, было подключено электричество, обустроен кое-какой быт. Их встретил низкорослый бородатый мужчина с наметившейся небольшой залысиной на лбу. Ничем особо не примечательный, если не брать в расчет живые внимательные глаза на подвижном лице. Эти глаза полностью его преображали. Они ни секунды не были неподвижными, постоянно что-то осматривали, ощупывали, пытались заглянуть внутрь, понять истинную суть вещей. Похоже, ему встретился тот самый обладатель недюжинной фантазии и смекалки. Человек сел за монументальный письменный стол, стоящий у стены, и жестом предложил им присоединиться к нему. «Ну, здравствуй, Буран. Давненько не виделись. Где пропадал, рассказывай». «Здорово, Палаш. Ну ты ж меня знаешь, я еще то перекати поле, не могу долго сидеть на одном месте. Мотался в 3 стенок по кое-каким своим делам, потом в сестры подался. Я и сейчас не планировал во флюгер заходить, только вот шуту бегун ногу порвал. А потом еще новичков встретил, решил проводить их в ближайший нормальный стаб». Глава стаба тонко улыбнулся, приняв похвалу. «Ну, спасибо на добром слове. Заодно малого своего чутка подлатаю и покажу монаху. Я ему красненькую скормил месяц назад. А у мелкого умение зависло ни вперед, ни назад. В 3 стенки знахаря не застал. Арарат на профилактику трясучки ушел. В сестрах птица мне тоже ничего толкового не сказала.
Молодая она еще пока, зеленая, опыта мало. А монах – голова, может он чего полезного присоветует. Одним словом, звезды сошлись. Дело правильное, а что у тебя там за история с чертями случилась? Да мы в Б-12 встряли под перезагрузку с рассинхроном. Погоди, запишу, пока помню. Сегодня, говоришь? Палаш встал и подошел к большому стенду, на котором был приколот ватман, разрисованный схематической картой с умопомрачительным количеством всевозможных пометок. Палаш поводил пальцем по многоугольникам, составлявшим мозаику схемы, нашел нужный номер и сделал поправку карандашом. Потом он вернулся в свое кресло и жестом предложил продолжить. «Ну вот, я хотел, значит, проскочить городской кластер, пока там тихо, а вместо этого встряли по самое не балуйся. Черти обложили со всех сторон со своим сбором новичков, дроны вокруг повесили, не просочиться никак. Вот дикарь предложил у них транспорт одолжить. Добром они, конечно, отдавать не захотели, так что пришлось уговорить». «И что, много уговорил?» «Да где-то с десяток сразу. Они свежаков как раз паковали. Ну, парни их и сработали. А я так, помог чутка сбоку. Заодно соленого к тебе на постой привезли в качестве презента». Палаш уже более заинтересованно посмотрел на дикаря. «Что, прямо десяток уболтали и без шума ушли? Насколько я знаю, черти Б-12 плотно под контролем держат. Особенно сразу после перезагрузки. Там так просто не проскочишь». Совсем без шума не получилось. Подстрелили им еще одну буханку с пулеметом и бардак. Да с местными полицаями чутка закуситься пришлось. Потом еще от дрона пару подарков прилетело. Но в целом нормально, всего одну свежую наглухо пулей зацепило. Да второму ногу продырявило. Сами по мелочам отделались. Уже на выезде барсук по рации интересовался, кто это такой борзый по его территории катается. Пришлось ему пару ласковых сказать в ответ. «Погоди, барсук же с тобой раньше...» «Со мной, со мной. Но когда то было-то? Было да сплыло». «Извини, Буран, не хотел прошлое ворошить». «Я ж говорю, забудь. Было и прошло». «Насчет соленого. Крест мне уже звонил. Если он из него что-то полезное выбьет, стаб в долгу не останется, ты же знаешь». «По этому поводу, Палаш, вот к дикарю обращайся. Его добыча. И компенсация за новичков тоже его. Я, признаюсь, смолодушничал, хотел свежаков чертям оставить, а он настоял. Ну и со своими бойцами всю основную работу сделал. Даром, что зеленые еще совсем, Муров четко сработали. Мне им только чуток помочь пришлось». «Прибедняешься, Буран?» Дикарь не горел желанием приписывать себе все заслуги за сегодняшний бой. «Если бы ты пулеметчика не снял, мы там все кровью умылись. Считай, что я так реабилитировался перед свежаками. Ты лучше расскажи, что интересного за речкой видел». У дикаря возник небольшой когнитивный диссонанс, насколько разительно то, что сейчас вещал Буран, отличалось от сказанного им пару минут назад, пока они ехали по территории стаба. Но, как видно, своими сокровенными мыслями он решил поделиться исключительно с ним, на Палаша это не распространялось. «А что я там видел?» «Тебе лучше знать». Буран хитро ухмыльнулся, а дикарь понял, что тот давным-давно просчитал его как школьника. Он подумал и решил, что, пожалуй, настал удачный момент для раскрытия некоторых его козырей. Мне тут Крест шепнул, что если я стабу дам наводку на четкий хабар, стаб меня с этого может приятно подогреть. Я все правильно понял?» Палаш сразу сбросил маску расслабленности. Теперь перед ним сидел крайне заинтересованный и внимательно слушающий человек. «Смотря что за наводка. Надеюсь, ты сам понимаешь, что за красивые глаза никто платить не станет. Все зависит от твоей информации. Если она действительно стоящая, в накладе не останешься, не волнуйся». Дикарь подумал немного и решил, что вряд ли есть смысл делать большой секрет из появления Бисмарка и Луня в Улье. Тем более, если они могут поиметь с этого определенную выгоду. Он расстегнул кобуру Маузера и потянул пистолет наружу. Но не успел сделать это и наполовину, как услышал четкий металлический щелчок и увидел, что в нос ему смотрит дуло пистолета, зажатого в руке Палаша. И рука эта ни капли не дрожала. Он даже не успел заметить, когда именно в ней материализовался пистолет. «Не дури, парень, шутки плохо кончатся». Палаш смотрел на него холодным взглядом прищуренных глаз.
Он чертыхнулся про себя на собственную глупость, но жалеть об этом было поздно. Необходимо разруливать ситуацию. И не думал. Он осторожно двумя пальцами вытянул за рукоятку свой маузер и положил его на стол перед главой флюгера. Тот немного расслабился и также незаметно убрал пистолет. Что это? Это Маузер С-96, 1932 года выпуска. И зачем ты мне его показываешь? Я этот пистолет снял с еще теплого НКВДшника. Тот уже начал обращаться и хотел меня из него пристрелить. Пришлось помешать. Хочешь сказать? Хочу сказать, что стал свидетелем, как в Улей загрузился кластер, на котором рота немцев устроила войнушку с ротой советских солдат. Натуральную такую войнушку, с танками, пулеметами, минометами и прочими средствами усиления. И считаю, что вы с этого места можете нехило подогреться оружием, патронами и техникой. Палаш взял в руки лучшего друга комиссара и покрутил его со всех сторон, прицикивая языком, после чего вернул его дикарю обратно. «Ай да дикарь, ай да сукин сын. Я-то думал, вы и впрямь склады какие-то с консервационным оружием нашли, а тут все намного интереснее оказывается. То-то я думаю, что с этими двоими не так. Ты что, реального немца и нашего из прошлого с собой попер?» Буран хохотал как безумный. Дикарь вообще не предполагал, что тот способен на такой безудержный смех. «Да погоди ты ржать. Дикарь, можешь описать, что конкретно там было?» «Ну, если чисто визуально оценивать, сотни-полторы или две винтовок, наших Мосинок и немецких карабинов, сколько-то МП-40 и наших ППШ, но этого добра меньше, они, я так понял, из 41-го года, тогда у Красной Армии с автоматическим оружием было не очень. Несколько СВТ точно видел, одну даже с собой прихватили. 2 ПТРД, но одно я забрал, оно сейчас в машине лежит». «Ты что, на себе припер ПТРД?» «Ну да, бросать что ли его?» «Хм. Ладно, дальше давай». Один Максим и 2 или 3 Дегтяря, несколько пушек сорокопяток, но немцы их минами закидали, так что не берусь судить, в каком они состоянии. Снаряды к ним точно должны были остаться. Мужики стреляли до последнего. Ну, пистолеты, гранаты там, патроны, тут не могу сказать точно. Насколько я понял, наши успели крепко повоевать перед Ульем. Но, думаю, какой-то запас у них был. Винтовочные трехлинейные патроны вполне идут для РПК, так что вам должно быть выгодно. Теперь по немцам. У тех видел минимум 2 МГ-34. Один ручной, один в Ганамаге. Ну и бортовые пулеметы на танках, но там смотреть надо. Ганамаг – это гусенично-колесный бронетранспортер? Говоришь, там и танки есть? Он самый, на гусянках. У немцев сначала было 6 танков, но 4 выведены из строя. 2 из них сгорели, у одного боеукладка рванула. 2 должны быть на ходу. Быть может, их больше. Это только те, которые я видел лично. Пара минометов. Лунь говорил, что это 55-миллиметровки. Я не в курсе, не уверен наверняка. У расчетов с минами проблем точно не было. Швыряли огурцы очень бодро. Это все, что могу по немцам сказать. Я у них в окопах не был. Звучит очень заманчиво. Даже если поделить все, что ты тут рассказал надвое, все равно приличный куш выходит. Вы сильно губы не раскатываете, я еще главное не упомянул. Мы когда оттуда сваливали, заявилась серьезная стая. Элитник при кусаче и 3 топтунах, с десяток жрачей, ну и по мелочи кое-чего. Солдаты кого-то из них могли пострелять, но вряд ли всех сразу. Сами знаете, что с людьми перезагрузка делает. Они уже обращаться начали, причем очень резко. Там и одной элиты хватило бы, чтобы с ним разобраться. Вот это, конечно, не слишком радостная новость. Эта стая нам может всю малину обгадить. Есть у них дурная привычка оружие и технику курочить. Палаш задумался на секунду. А где именно этот кластер находится, можешь описать? Я могу дать примерные ориентиры. Там была железная дорога, узкоколейка, с металлической будкой-ночлежкой. От нее я шел строго на юг через лес около 5 часов. Примерно километров 15-20 или около того. Вышел на вырубку, где вся эта катавасия творилась. Потом снова двинул на юг. Ориентировался на огромную металлическую башню,
Не то радиовышку, не то мачту сотовой связи. Ее почти все время от места боя было видно. Потом справа остался городской кластер, но мы к нему не подходили. Вышли к реке, где стоял одинокий домик с метеопостом. По реке вниз по течению спустились где-то пару часов, где нашли тот теплоход «Гоголь». Но это уже Буран в курсе, он там был. Палаш записывал все, что говорил дикарь, к себе в блокнот. После этого подошел к карте-схеме и, наморщив лоб, стал выискивать по ней точки привязки к местности. Тут голос подал задумавшийся было рейдер. «Я, похоже, знаю тот кластер, о котором он говорит». Палаш резко обернулся назад и заинтересованно присмотрелся к нему. «Выкладывай». Буран устало потер виски. «Есть выпить что-нибудь?» Начальник штаба вернулся к себе за стол, открыл ящик и выудил наружу графин с прозрачной жидкостью и 3 стаканами. Плеснул в них на 2 пальца алкоголя и передал каждому в руки. «Чача, виноградная водка, натурпродукт. Угощайтесь, только не спрашивайте, откуда такое чудо взялось. Все равно не скажу». Рейдер хорошенько отхлебнул из стакана. Дело было 1.5 года назад, еще до стронгов, команды Ржавого и появления Шута. Меня тогда лотерейщик крепко порвал на одном кластере. Я его тоже отоварил как следует, но тут стая бегунов на выстрел избежалась. Пришлось налегке уходить. Я 2 суток по лесу шел, ослабел совсем. Живчик кончился, еда тоже. Сейчас вспоминаю все как в тумане. А там, как назло, что не кластер, то один сплошной лес, и больше ни хрена нет. Даже самой вшивой деревеньки не встретил. В результате вышел к той самой вышке, про которую дикарь толкует. Ну, я о чем? Я в том лесу видел кластер один, очень любопытный. Даже остановился рядом с ним на отдых. Час почти сидел, наблюдал. Думал, разживусь там чем-нибудь съедобным. Этот кластер мерцающий, под постоянной перезагрузкой. Он каждые 10 минут моргал, туман не успевал рассасываться. Я поначалу не понял, думал просто перезагрузка длинная. А потом смекнул, только молнии на нет сходят, туман чуточку редеет, и оп, снова здорово. В итоге плюнул и ушел оттуда, жрать уж очень хотелось, не выдержал больше там сидеть. Думается мне, что это как раз наш кластер и есть. Он и тогда чудил, а тут вообще из прошлого кусок выдернул. Я с таким раньше никогда не сталкивался. Да и мерцающий кластер – большая редкость. Я только этот за все время в Улье и видел. Буран поднялся и подошел к карте. Некоторое время водил по ней пальцем, разбираясь в надписях и пометках. Вот он, похоже, С-24. Уверен? 80%. Но даже если это не он, то один из соседних. Ориентир четкий, промазать сложно. Проводником пойдешь? Думаю, можно обсудить, но точно смогу сказать только после того, как Шута к монаху отведу. Добро. Палаш задумался и на некоторое время задумался о чем-то своем. После этого он поднял трубку телефона, набрал 3-значный номер. «Как там, закончил? Сколько в итоге?» «Угу, принял. Спасибо за работу». Он положил трубку, одним махом допил чачу и наклонился под столешницей. Внушительно щелкнул механический замок. Палаш завозился, зашуршал пакетами. Потом выложил перед дикарем сетчатый мешочек, битком набитый спаранами, и рядом положил еще одну единственную виноградину. «Это вам поощрение от стаба за новичков. 51 спаран. По 5 штук за мужчину, по 7 за женщину. 9 человек, 3 дамы, 6 мужиков. Все ровно как в аптеке, можешь пересчитать». Дикарь развязал мешочек, но не для пересчета. Вряд ли человек такого масштаба стал бы пытаться обмануть его на несколько жалких спаранов. Нет, он отсчитал 20 спаранов и положил их на стол перед Бураном. Тот отрицательно помотал головой. «Я же сказал, за новичков вся мзда твоя, я не возьму. Поделись лучше со своими стрелками, им-то точно лишним не будет». Дикарь понял, что уговорить рейдера не выйдет. По непонятным причинам тот уперся и стоял на своем. Он не стал больше спорить и сгреб спараны в один из карманов. «Палаш, а что со свежими будет? Зачем вы вообще за них поощрение даете?» «Ты, дикарь, насчет свежаков сильно не трусись. Они еще подъемные от стаба получат, если решат тут задержаться. Так что у них все будет в шоколаде.
У нас нехватка кадров. Атомиты и черти нам крепко кислород перекрывают. Вот и стараемся хоть как-то людской приток увеличить. А почему за женщин награда выше? Потому что их выживает меньше? Разумеется, нынешние дамы крайне редко способны позаботиться о себе сами в условиях улья. Вот и жрут их еще на ранних стадиях. Выживают только если их группе приткнутся. Вот как у вас вышло. Или рейдер какой пожалеет. Но рейдеры предпочитают с бабами не связываться. У них после перезагрузки с адекватностью полный швах. Истерики и все такое, сам понимаешь. А если у нее еще и дети окажутся, там вообще туши свет. Материнский инстинкт – штука такая, с ним не поспоришь. Они ради своих деток, оставшихся на свежем кластере, готовы прыгнуть и черту в пасть. Настоящий магнит для всяческих проблем. Да и для рейдеров этот момент сильно по нервам бьет, не всякий такое спокойно переносит. Детей же не потащишь в стаб, это настоящая мина замедленного действия. Ребенок пока маленький, не заражается, а вот потом шансы такие же, как и у всех. Не слишком большие, как ты понимаешь. И что, бросить его на кластере, а мамку увезти в стаб? Тут легче легкого самому с резьбы слететь. Оттого и серьезный гендерный перекос среди иммунных. Хотя есть тут у нас одна команда, промышляет чисто иммунными женщинами. Накачивает их седативными и везет как полежки до самого стаба, чтобы без шума и пыли. Они уже в стабе в себя приходят, когда поезд, что называется, уже ушел. Но тоже накладки случаются. В Улье на одиночной машине ездить можно, только недалеко и недолго. Да и в колонне можно порой встрять, что называется, по самые помидоры. Ладно, давай уже с нашими вопросами закончим. Палаш выложил на стол круглый пластиковый тубус, в какие обычно помещают растворимый витамин С или тому подобные околофармацевтические средства. Тут 10 горошин. Я сам немного ментат, вижу, что ты не врешь. Так что начнем с этого. Если твоя информация подтвердится и мои люди найдут на этом кластере хоть что-то, я утрою эту сумму. Плюс по возвращении группы получишь 3% от приблизительной рыночной стоимости всего добытого. Устроит такой расклад? Дикарь удивился деловой хватке Палаша. С одной стороны, он не дал ему слишком много. С другой, если его люди добудут оружие и технику, дикарь может с этого неплохо подогреться. Вполне, это даже больше, чем я рассчитывал. Ты просто пока еще зеленый, не понимаешь настоящей стоимости оружия, особенно техники в Улье. Даже такой старой и морально устаревшей. Но ты прав, я прикинул палец к носу, твою информацию нужно перепроверять, а это вложение, оторванный отдел люди и потраченное время, плюс серьезное расстояние. К тому же кластер этот находится за речкой, а это дополнительные трудности логистики. Может, он снова перешел в режим мерцания, и я людей в холостую отправлю к черту на рога. Даже начни ты торговаться, на большее меня раскрутить у тебя бы не вышло. Теперь по технике, которую вы угнали у чертей. Решили, что с ней будете делать?» Дикарь переглянулся с рейдером. «Мне она вроде как не нужна. Ты что скажешь, Буран?» «Можно и стабу на откуп отдать. Машинки приметные, нарываться на лишние проблемы с мурами неохота». «Тогда я дам команду техникам и надфилю, чтобы они прикинули общую стоимость этого барахла, и позже с вами рассчитаемся». «Слушай, Палаш, а вас не пугает, что муры у вас прямо под боком свои дела проворачивают?» «Ничего хорошего в этом нет, это само собой, но они уже не один раз об наш стаб свои зубы обломали, поэтому пока что особо не суются в нашу сторону. Да и своих проблем у них хватает и без нас. К тому же они флюгер вроде как от атомитов прикрывают. Не специально, конечно, но когда те в нашу сторону лезут, первым делом на чертей натыкаются. К тому же муров постоянно прессуют группировки стронгов. Тут у них и хлебный кусок, и внешники, и муры, все в одном месте. Но ты прав, мы тут живем как на пороховой бочке. Муры много силы набрали за последнее время. Рано или поздно они из-за нас примутся. Уж больно у флюгера удобное местоположение. Рейдерам, опять же, все сложнее в округе промышлять, а для стаба это не слишком полезно. Но мы в этом направлении тоже работаем, на месте не сидим.
Тогда еще такой вопрос. Не подскажете, как мне добраться до Озерска? До него километров 150 на запад. Между нашими стабами регулярно курсируют караваны. Но я информацией владею только в общих чертах. Тебе лучше с рейдерами переговорить. Кто на подхвате у барыг, часто в ту сторону мотается. Они тебе точно выдадут все расклады. Наведайся на досуге в бар, к Дине или в Чайку, к Диксу. Там такой публики хватает. Понял, спасибо. Ладно, уважаемая, думаю, на этом можно закругляться. Дикарь, приятно было познакомиться и иметь с тобой дело. Как только что-то станет ясно по твоему вопросу, я дам знать. Ты же не собираешься сразу от нас уходить? Ну, несколько дней могу позволить себе подождать, но и сидеть тут бесконечно мне не улыбается. Тогда считай 3-4 дня. Я прямо сейчас дам команду собирать группу на выезд. Буран, жду твоего ответа после похода к знахарю. Тогда и по сумме найма обговорим. Руководитель флюгера пожал на прощание руки и вежливо попрощался с ними. Глава 15. Суровые игрушки. Когда они спустились с крана и забрали свои рюкзаки в кондейке, Квас поинтересовался у рейдера о том, куда тот направляется. «Мне надо получить в гостинице номер, привести себя маломальски в порядок, пожрать по-человечески, ну и шута к знахарю сводить. А что, есть предложение?» «Я вообще-то по трофеям Смуров спросить хотел. Предлагаю решить все сразу, чтобы потом голова не болела. Тем более, если ты уйдешь в рейд с людьми палаша. Не люблю откладывать на потом». «Ну, лады, почему бы и нет. Давай тогда сразу к Натфилю. Ему палаш по-любому уже позвонил и плешь проел насчет нашего пикапа и Урала. Зайдем к нему, он нам одним махом все прикинет». Натфиль оказался молодым и тощим, но на удивление жилистым парнем лет так 20. Склокоченная кудрявая голова, мятая клетчатая рубашка, под которой виднеется затертая футболка с принтом AC/DC, затасканные джинсы. Одним словом, внешне он совершенно не производил впечатления прожженного барыги. Он скорее походил на компьютерного задрота, который ничего тяжелее мышки в своей жизни не поднимал. Единственное, что выбивалось из общего образа, это рукоятка пистолета, торчащая из кобуры, которую Натфиль носил на американский манер, под мышкой. И что характерно, носил свое оружие парень так, словно никакого пистолета при нем вообще не было. То есть он с ним сроднился и полностью привык к его весу. Они поймали его у его оружейного магазинчика с забавным названием «Дешево и сердито». Тот как раз закрывал его на ключ. Выяснилось, что палаш действительно отправил его посмотреть на пулемет на пикапе чертей, чтобы прикинуть его примерную стоимость. Ну а сам пикап и Урал оценит механик, работавший на стаб. Натфиль с легкостью согласился подбросить их до парковки стаба, где сейчас находились машины, приватизированные у Муров. По пути торговец оружием заехал в мехцех, чтобы забрать тамошнего бригадира над мазутами, который и должен был прикинуть стоимость техники. Пока мордатый бригадир, недовольно морща лоснящееся лицо, ходил кругами вокруг Митсу Л-200, который послужил основой для оснащенного пулеметом пикапа, на Урал он даже символического взгляда не бросил, а Натфиль копался во внутренностях корда, рейдер при помощи дикаря сортировал добычу с Муров. А разнообразного добра с них тут хватало. 8 братьев-близнецов Штейр-Аук, собранных словно под копирку с идентичным обвесом. ПБС, навороченный прицел переменной кратности, ЛЦУ и подствольный фонарь. Одному автомату не повезло, ему досталось при близком взрыве ракеты. Дикарь выронил автомат, угробив прицел, а заодно и пластиковый корпус оружия заработал солидную трещину. Не умеют европейцы делать так, как наши оружейники, грести им как веслом, потом нырнуть по горло в болото, а после вытрясти песок и грязь из магазина и продолжить стрелять. Красиво, удобно, практично, да. А вот насчет безотказности и надежности вопросы остаются. В любом случае, дикарь отложил 3 Штайра, которые выглядели посвежее, докинул к ним по 5 полных магазинов и тоже отложил в сторону. Для себя и своих спутников. Неизвестно, захотят они поменять свое старое оружие на более современное или нет,
Пусть потом решают эту дилемму самостоятельно. Пока, наверное, голова у них занята совсем другими вещами. По тому же принципу, порывшись в общей куче, дикарь выбрал 3 наименее потасканных глока с глушителями и добавил к ним по 3 обоймы. ПП-ФН-90, который был в руках у Соленого, никого не заинтересовал. Его отложили на продажу к уже отсортированному оружию. У каждого осталось по одной рации на руках, включая Бисмарка и Луня. Из оставшихся 4 рейдер и дикарь забрали по одной в запас. Тут как раз закончили со своими подсчетами спецы от стаба. Первым начал говорить мазутный бригадир. «За Урал даже не спрашивайте. В нем ничего, кроме наваренной решетки, особого нет. Такой на любом стандарте найти можно. Я его беру по себестоимости сварочных работ плюс оплата транзита. Это 2 горошины за все. И то только для того, чтобы лишними часами своих парней не грузить. И без того сейчас работы по самые гланды». «Утюг, еврейская твоя душонка. Мне что, сходить к тебе в цеха и спросить сварщиков, почем они за час работы получают?» Глазки бригадира забегали, а его рожа из просто красной стала и вовсе помидорного цвета. «Ладно, черт с тобой, Буран. 3 горошины за этот хлам. Но это край, больше не дам. Там и там тент под замену и колесо бортировать. Теперь по пикапу. Тут все поинтереснее выглядит. Рама и подвеска усилены, тачку лифтовали, мозги перепрошиты. Сделано сварное пулеметное гнездо с креплениями. Защита наварена от мертвяков спереди и по бокам. Есть баллоны с горючим газом для отпугивания особо настойчивых зараженных. Выглядит красиво, но есть одно «но». Вы, водилы косорукие, умудрились где-то пробоину в радиатор заработать. Он теперь течет, как гулящая девка в базарный день. Под замену. Плюс на кожухе коробки передач есть скол от пули. Там теперь масло подтекает. Это тоже надо менять. День работы не меньше. Буран насупился и посмотрел на него таким взглядом, что тот даже съежился и покраснел еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда еще-то? «Утюг, я ведь тебе по ночам сниться начну, если ты мне так по ушам продолжишь ездить. Кого ты лечить пытаешься? Какой радиатор? Какой кожух?» «Но ведь правда, есть пробоины. Пойдем покажу». Голос обильно потевшего бригадира дал петуха, однако тот не отступил от своего. «Я ведь знаю, что твои ребята все это дерьмо за час исправят, а ты меня на целый день грузишь, скалку тебе в душу. Говори, скотина красномордая, сколько?» 5. Нахмуренные брови рейдера сошлись на переносице, не предвещая для мазута ничего хорошего. Поэтому утюг поспешно внес корректировку. 6 горошин. Не могу больше. С меня тур из-за тебя 3 шкуры спустит. Это уже не мои сексуальные проблемы, утюг. Итого 9 горошин за обе машины. Все, свободен. Вали к своим мазутам и больше мне сегодня на глаза не попадайся. Бедный мужик в припрыжку ускакал, шепотом бормоча проклятия, стараясь при этом, чтобы рейдер его ненароком не услышал. Надфиль покатывался со смеху, наблюдая за этой картиной, а когда утюг скрылся за поворотом, утер выступившие слезы и поинтересовался. «За что ты так с ним, а?» «Да я с этой жабой уже не в первый раз за оплату шкуру тру. Ему только чуть волю дай, он тут же тебя норовит обсчитать, словно каждый дырявый спаран прямиком из своего кармана вынимает. Прикинь? Давить таких заднеприводных надо, безо всякой жалости. Поверь моему слову». «Ладно, бог с ним. Давай по пулемету и прочему вашему добру прикинем. Я поглядел, автоматика в порядке, износа почти нет, но ствол убитый в хлам, только под замену». Глаза Бурана налились кровью. «Надфиль, дышло тебе в рот, и ты туда же. Ты мне сейчас лапшу начнешь на уши вешать, чтоб на бедном рейдере пару спаранов сэкономить. Не дави на больное, Буран. Раз я тебе говорю, что ствол под замену, значит под замену. Муры его не берегли совсем, там от нарезов одно название осталось. Хочешь, я тебе его могу за половину стоимости продать?» Дикарь, наблюдая это бесплатное представление, начал откровенно ржать. Да что там, даже пара охранников у выезда с парковки давились смехом, трясясь как припадочные. Рейдер картинно закатил глаза.
Вы только посмотрите на этого бессовестного и жадного молодого чемодана. Он мне же продает ствол пулемета, который сам еще у меня не купил. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. И эти люди вечером за рюмочкой чая в местном питейном заведении будут клятвенно уверять меня в чистой и непогрешимой дружбе и братской любви. Тут не выдержал даже сам Натфель, заржал так, что воробьи испуганно взметнулись в ближайшие березы. Когда смех наконец отпустил его, он вновь утер выступившие слезы и сделал финальный подсчет. Он вынул небольшой карманный калькулятор, пощелкал клавишами, прикидывая финальные цифры. «Значит так, новый корт стоит 10 горошин. За ваш я дам 7. Плюс неполная лента на 23 стандартных патрона. 4 штайра с 3 запасными магазинами и обвесом. 1 с убитым прицелом и корпусом. ФН-90 с одной обоймой. 3 глока с глушителями и 2 обоймами каждый. 2 рации, 9 ножей, 120 патронов к винтовке и 90 люгеровских маслят к пистолетам. Ничего не забыл? Совесть ты свою забыл, при рождении, прямо в мамке. Да тьфу на тебя, не сбивай со счета. Итого, вместе с тем, что вам положено за тачки, выходит 37 горошин. Могу пересчитать в спаранах, если хотите. Курс какой сейчас по флюгеру? 1 к 5, как обычно. Ты же знаешь, что пока караван не прибудет, с курсом никаких подвижек не ожидается. Да кто вас, Скупердяев, знает? Меня тут почти 3 месяца не было. Может, вы опять чего перемудрили? Дикарь, тебе как, с паранами или горохом сподручнее? Давай горохом. Горохом так горохом. Поехали назад, я с вами со своей кассы рассчитаюсь, у меня со стабом взаимозачет. Они перекинули рюкзаки и отобранные для себя стволы в багажник машины Натфеля и поехали к нему в магазин. Там он рассчитался с ними, выдав на руки тугой мешочек с горохом. Дикарь докинул туда 3 горошины и 17 паранов, которые они сняли с трупов муров. После этого разделил все на 5 частей для каждого из участников утреннего предприятия по экспроприации добра муров посредством смертоубийства последних. Итого, каждому упало на руки по 8,5 горошин. Буран, забрав долю шута и свою собственную, попрощался и ушел, взяв с дикаря обещание заселиться в гостиницу к Дине и присоединиться к нему в бане, которая, по его словам, вскоре будет готова. А сам дикарь остался в дешево и сердито, поскольку хотел задать еще несколько вопросов по профилю его владельцу. Как только рейдер ушел, Натфель вкратчиво приблизился к Квазу, почти в упор глядя жадными глазами на ручку Маузера, и вежливо попросил разрешения посмотреть на него. Дикарь, усмехнувшись про себя, вынул пистолет из кобуры и передал его в руки парня. Он безо всяких сомнений поставил диагноз Натфелю. Перед ним стоял точно такой же фанатик культа оружия, как и он сам. Рыбак рыбака, как говорится в старой пословице, видит издалека. «Божечки, у меня сейчас будет эстетический оргазм!» Торговец даже закатил глаза от удовольствия. «Где же ты, друг, умудрился Брумгильду оторвать? А, впрочем, не отвечай, неважно». «Как ты его назвал?» «Ну, Брумгильда. Англичане Маузер прозвали Брумхендл за вот эту самую рукоять, ручка от метлы, если дословно. А наши потом переиначили в Брумгильду, приклеилась намертво». «Впервые слышу. Бывает». Натфель некоторое время крутил и вертел пистолет в руках, с восторгом рассматривая каждую деталь. А дикарь про себя подумал, что хорошо, что тут нет Бисмарка с его парабеллумом, иначе Натфель точно все вокруг залил бы своей слюной. Пока владелец магазина предавался своим порокам, дикарь осмотрелся вокруг. Казалось, в магазине Натфеля можно было найти решительно любой известный человечеству ствол. От тяжелого пулемета до револьвера Кольта. На стенах и стеллажах висела масса разнообразного оружия. Охотничьи карабины, дробовики, пистолеты-пулеметы, снайперские, полуавтоматические, болтовые и рычажные винтовки, целый стенд с разными модификациями калашей и их китайскими и европейскими репликами,
Всевозможные пистолеты самых разнообразных эпох, от суперсовременных образцов до кольтов 1911 и наганов позапрошлого века. Отдельно стоял стенд с разнообразно и изобретательно кастомизированными пушками. Некоторые из них изменились до такой степени, что признать в них прототип практически не представлялось возможным. Тут же можно было себе подобрать разнообразное снаряжение, бронежилеты, каски, термобелье, обувь, разгрузочные и подвесные системы. Это был не магазин, а настоящий музей. «Слушай, Натфель, подскажи мне, есть у тебя какой-нибудь легкий ствол по типу кедра или кипариса, чтоб ПМовской девяткой можно было садить? Или, может, ПП-2000 в загашнике лежит, и желательно с ПБСом в комплекте?» «На кой черт они тебе сдались?» Торговец отвлекся от любования маузером и с искренним изумлением посмотрел на него. Дикарь со вздохом продемонстрировал ему свою искалеченную руку. «Я, конечно, могу из калаша по пустышам с бегунами пострелять, но хочется чего-то полегче и подешевле. В рукопашку не всегда охота лезть, когда понимаешь, что у тебя всего одна рука. Мне уже культю пару раз жевали, больше подставляться неохота». «Я не в этом смысле. На кой ляд тебе сдались эти пистолеты-пулеметы, если у тебя есть вот это?» Он потряс в воздухе маузером. Дикарь тяжело вздохнул. После позавчерашней ночи, закончившейся вторжением мутантов в одинокий домик, он совсем не разделял этого энтузиазма в отношении своего пистолета. Он молча вынул из кармана обойму для маузера и продемонстрировал ее Натфилю. «А, вот ты о чем. Так давай я тебе ее переделаю, будешь нормальный магазин заряжать, а не это убожество». «А ты и такое можешь?» «Эх, темнота ты деревенская. Думаешь, меня, палаш, просто так, за здорово живешь, отправил ваш пулемет оценивать?» «Нет почти ничего, чего я не могу сделать с оружием. По крайней мере, с нашим нормальным оружием. Про нолдовские пушки можешь не шутить. Там даже мне ловить нечего. Покрасить только если. Слушай, у меня сейчас по заказам полный голяк, аж руки чешутся. Давай я тебе расскажу, что я могу сделать с твоей пушкой, а ты решишь, надо оно тебе или нет. Что скажешь?» «Ну, валяй, послушать мне несложно». «Для начала расточу чуток казну, чтобы твой маузер мог спокойно кушать ТТшный боеприпас. У нашего патрона закраина чуточку потолще, чем у немецкого стандарта. Из-за этого без росточки гильзы будут заедать после выстрела. Заодно еще чуть-чуть доработаю отражатель, чтобы гильзы не жевало. Так что мы этот головняк устраним. Потом переделаю тебе обойму под съемный магазин, чтобы ты больше никогда с этим чудом инженерной мысли, он потряс маузеровской обоймой в воздухе, не сталкивался. Того, кто это придумал, надо на муравейник голым задом сажать. Это ж форменное издевательство. Мало того, что сам процесс – одна сплошная засада, так еще и патроны в магазине вечно перекашивает и заедает. У меня, кстати, где-то есть от итальянского «Спектра» несколько нестандартных магазинов на 30 патронов. Они встанут сюда как родные. Все равно пыляться без дела. Потом поставим тебе цевьё с планками, раздвижной рамочный приклад вместо этого наследства каменного века, коллиматор, ПБС и ЛЦУ, и будет у тебя конфетка, а не ствол. Как увидишь, от счастья разрыдаешься. Зуб даю». «Это все, конечно, здорово, вот только во что мне это встанет?» Дай-ка подумать. Ну, со всеми материалами, думаю, 1,5 горошины». «Ё-моё, ты золотом его инкрустировать, что ли, собрался? У тебя вон бизон за 4 спарана валяется». «Я ж тебе уже объяснял, какие тут преимущества. Неоспоримые. Во как. К тому же это хендмейд, братец, ручная работа. Такое ты больше нигде не найдешь, только у Натфиля. Я тебе клянусь, если ты моей работой останешься недоволен, я у тебя его сам за те же 1,5 горошины выкуплю. И ты учти, это я тебе с огромной скидкой посчитал, практически по себестоимости материалов». «Это за что мне такое счастье привалило?» «Да мне тут синичка на хвосте принесла, что ты со стабом поделился важной и нужной инфой. А такое у нас принято поощрять. Для закрепления результата, так сказать. Ну так что, по рукам?» «Да уж, умеешь ты воздух продавать.
Причем так, что у меня чувство, будто я еще и в долг беру. Черт с тобой, по рукам. Самому даже интересно стало, что ты там собрался наколдовать. Только давай сразу договоримся, чтобы прицел безо всей этой новомодной херни, типа встроенных дальномеров, подсветки оптики, батареек и прочего. Мне бы понадежнее и попроще. Обычный акоговский Red Dot и нормально. Не вопрос. По времени сколько на переделку уйдет? Натфиль почесал бровь кончиком патрона. «Да, думаю, до завтра управлюсь. Надо по расходникам прикинуть. В любом случае, послезавтра крайний срок». «Ладно, тогда последний вопрос. Что скажешь по поводу тех штайров?» «Ты про муровскую технику?» «Ну, машинка хорошая, модульная компоновка, хороший баланс, механика надежная, как швейцарские часы. В том виде, в каком вы его с чертей сняли, можно брать не глядя и пользоваться. Автоматы довольно свежие, автоматика и стволы в хорошем состоянии. Почистил и вперед. Вот только... Слушай, ты случаем не планируешь к Стронгам податься? Зачем мне это делать? Тогда для тебя у этого автомата есть 3 серьезных минуса. Первый. Он чертовски сильно боится грязи. Это тебе не калаш, которым ты можешь землю копать, потом нырнуть в бетономешалку, а после спокойно отстрелять несколько магазинов без каких-либо проблем. Европейцы любят делать так, чтобы выглядело красиво, чтобы детали были плотно подогнаны, зазоров хождения частей механизма относительно друг друга не было, поэтому автоматика забивается плевком. Второй минус. Он довольно хрупкий. Корпус можно проломить в 2 счета. Но ты и сам уже обратил на это внимание. Один из ваших автоматов серьезно покоцан. Корпус, конечно, легко заменить, вот только где ты к нему запчасти на кластере найдешь? То есть пока ты его возишь в машине и сдуваешь пылинки, Штайр машинка безотказная, очень точная и надежная. Но все это до первой грязи. Если рассматривать его с точки зрения трейсера, действующего в составе сильной группы с хорошими колесами, тогда вопросов нет, хороший выбор. Обычному рейдеру я его не советую, мороки много. Сам смотри, подходит он тебе или нет. А что там насчет третьего минуса? Он не слишком очевидный на первый взгляд, и на второй тоже. Я именно поэтому и спросил, не планируешь ли ты примкнуть к Стронгам. Хочешь сказать, что патроны к нему я смогу найти только у муров? Бинго! Он вынул патрон из полки под прилавком и поставил латунный цилиндрик перед дикарем. Тот уже понял, что Натфиль любит наглядность, хотя для его дела это даже в плюс. Это натовский стандарт, на кластерах такого не найдешь. Ну или это будет охотничий вариант из какого-нибудь магазина, что тоже не слишком хорошо, сам понимаешь. Основной, если не единственный поставщик этого патрона в нашем регионе – внешники. И как ты уже догадался, добровольно они его поставляют только своим подручным. Для стронгов это не проблема, у них всегда есть шанс разжиться натовской пятеркой под свое оружие. А вот для парня, который старается от муров держаться подальше, это станет серьезной проблемой. Нигде, кроме как в магазине типа моего, он его больше не найдет. Патрон неплохой, хорошая проникающая способность, но европейцы его создавали против людей в соответствии с Женевской конвенцией, как у них водится. В смысле, для тварей он не слишком подходит. Прошивает их насквозь, останавливающие действия не очень. Для бронированных целей типа Кусача и Рубера это даже плюс, но их придется засыпать этим горохом, чтобы убить. А дожидаться этого они вряд ли станут, как ты можешь догадаться и сам. Да чего там говорить, это аналог нашего 5,45 на 39, который Ксюха кушает. Кстати, если думаешь попробовать наш аналог засунуть в свой штайр, то сразу говорю, даже не мечтай. Там есть расхождение по длине гильзы и диаметру пули. А встрец на такое безобразие плохо реагирует. Выходит, зря я тебе трофейные патроны с муров продал. Придется обратно выкупать. Я вообще-то предвидел этот вариант и специально не стал ничего тебе говорить на этот счет. И почем у тебя этот патрончик? 1 к 4, если стандартный патрон. Бронебойка будет 1 к 3. Погоди, ты же у нас его принимал 1 к 5. Само собой. А как ты думаешь, я профит делаю? Принял подешевле, продал подороже. Первая заповедь любого успешного барыги. Вот ты жук.
С самого начала хотел на мне руки погреть? Но, я вообще-то имел в виду, что сразу понял, что ты в итоге решишь махнуть Штайр на что-то под отечественный боеприпас. Так что можешь голову не ломать. Я уже за тебя все по полочкам разложил. Скидывай его и не парься, потом мне спасибо скажешь. Это не отменяет того факта, что ты тот еще жук. Приму за похвалу. Дикарь ненадолго задумался. В принципе, в словах Натфиля было рациональное зерно. Лучше скинуть проблемный ствол сразу, чем помучиться и в итоге все равно его поменять. Однако он решил сделать это только с тем автоматом, который отложил для себя. Луню и Бисмарку придется решить этот вопрос самостоятельно. Ну, допустим. И что ты мне можешь предложить из годного бюджета? Давай прикинем палец к носу. Есть Сайга, несколько Мосбергов и Бинелли, но, думаю, тебя дробовики не заинтересуют. Правильно думаешь. Я уже понял, что шуметь в улье можно, только недолго. Так что давай нарезные варианты и с глушителем, или возможностью его установки. Принял. Если из калашоидов смотреть. Натфиль задумался, блуждая взглядом по стеллажам с оружием. Могу предложить вепрь под трехлинейный патрон. Этот агрегат пилили на основе РПК. Там под крышку глянь, и сразу все станет понятно. Хороший вариант, но без фулл авто, ибо гражданская модель. Можно довести до ума, там несложно. Ну и нарядить не хуже твоего бельгийца. Для меня такая бандура тяжеловата, а вот тебе будет в самый раз. Ты вон какую ряжку себе наел. К тому же это, наверное, самый оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Есть несколько импортных аналогов, но я бы все же посоветовал остановиться на вепре. Он хоть и более дубовый, чем европейские аналоги, но гарантированно надежнее и к загрязнению спокойно относится. Не ошибешься, короче. Если смотрим военные образцы, думаю, вариант под 5.45 отметаем сразу, по тем же причинам, что и Штайр. Для мелких целей у тебя маузер есть. А значит, нам нужен ствол под промежуточный патрон. Тут только два варианта. Либо мы берем один из АК сотой серии, либо классическое весло, и уже его доводим до ума фанатским тюнингом. Сразу скажу, сотых калашей у меня сейчас нет. Бывают они нечасто, в основном тоже жирок с внешников, только уже которые братья-славяне. У нас тут таких поблизости нет. Сотые изредка приезжают издалека. Иногда сотки попадаются на кластерах, если какая-то модная спецура загремит в улей, но такое бывает редко. Рейдеры с ними связываться не любят. Уж очень эти ребята злые, добром свои игрушки отдавать не желают. Выходит, остается только вепрь, либо АКМ? Это бюджетные варианты. Могу модные подороже прикинуть, если хочешь. Валяй, раз пошла такая пьянка, доставай баян и балалайку. Натфиль завис, барабаня пальцами по стеклу, обдумывая что-то свое. Эх, ладно, так и быть, вскрою свою кубышку. Но только ради тебя, цени. Он ушел в подсобное помещение, загремел ключами и вернулся спустя пару минут, неся в руках нечто, выглядевшее невероятно знакомо. Это что, вал? Лучше, друг мой, намного лучше. Это вихрь в одной из самых последних модификаций. Вот, полюбуйся, гибрид винтореза и вала. Только сразу с модульной компоновкой, съемным глушителем, штатными планками Пикатини и штурмовой рукоятью. И, как приятный бонус, магазин на 30 патронов, а не 20, как у прообразов. Он открутил съемную трубу глушителя, сложил скелетный приклад на бок и передал автомат в руки дикарю. Тот даже удивился, насколько скромными габаритами мог похвастаться этот автомат в таком виде. При желании его можно было бы без проблем носить под одеждой, как какой-нибудь УЗИ или Скорпион. Классно, правда? И главное, мужик, главное, тут, как и на винторезе или вале, идет патрон 9-миллиметровка со снайперскими или бронебойными вариантами. Да звуковой, чтоб ты понимал. Проще говоря, с глушителем этот красавчик стреляет не громче, чем щелкает его затворная рама и звенят падающие гильзы. То есть очень тихо. Если у тебя руки растут не из ягодиц, а из плеч, как положено,
Даже Кусач и Рубер будут не слишком рады встрече с тобой, когда у тебя в руках этот малыш. Да чего там говорить, пошли, сам все посмотришь». Торговец возбудился не на шутку. Он откинул резиновый коврик с пола за прилавком, под которым оказался люк. Надфиль откинул крышку, забрал у дикаря автомат и, прихватив из прилавка пачку патронов, начал спуск вниз. «Лезь уже, чего застыл?» Дикарь вздохнул в ответ на очередное чудачество торговца и спустился по приставной лестнице следом за ним, очутившись в небольшом помещении под магазином. Надфиль клацнул выключателем, вспыхнули фонари-светодиодники, заурчала вытяжка, перед ними предстало не слишком широкое, продолговатое помещение. Приглядевшись, дикарь понял, что под дешево и сердито похоронен очередной грузовой контейнер, который владелец магазина оборудовал под крохотный тир. На дальней стенке был установлен пулеуловитель и ростовая мишень. «А ничего у тебя сервис, вон какой бункер себе отрыл. А ты думал, Надфиль марку держит. Я сначала вообще планировал 3 контейнера в ряд состыковать, чтобы можно было метров на 40 пристреливаться. Но Палаш сказал, что я и так в край охренел, и что из-за моих прихотей он не даст перекопать половину стаба. Короче, пришлось обойтись тем, что ты видишь. Ладно, держи, пробуй. 10 патронов, бонус от фирмы». Дикарь примерился к автомату, щелкнул переводчиком огня и навелся на мишень. Вихрь был фантастически легким, практически невесомым. Щелчки выстрелов звучали тише, чем из пневматического пистолета. Надфиль не соврал. Затворная рама, откатываясь назад, стучала едва ли не громче. Он понял, что торговец купил его с потрохами. Он просто не готов был расстаться с тем, что только что попало ему в руки. Чтобы ты понимал, на таком расстоянии бронебойки из вихря мой пулеуловитель пробивают насквозь. Я специально проверял. А там деревянная доска 50-ка и 10 мм стали. Такие дела. Они поднялись обратно наверх. Надфиль выключил свет, закрыл люк и вернул коврик на место. И теперь о потайном, ну или не очень потайном тире напоминал лишь острый запах сгоревшего пороха, идущий от ствола вихря. «Ну давай, змей-искуситель, огорчай меня, сколько хочешь за свой товар. Тебе какой вариант? А давай все, дальше будем посмотреть. Твой Штайр, я так понимаю, идет в зачет цены? Угу, на кой ляд мне 2 автомата? Кто ж тебя знает, Рэмбо комнатного? Может, ты решил обвязаться этими автоматами со всех сторон и ходить как оружейный шкаф? Ага, очень смешно. Считай сам Штайр со всем обвесом и 3 полных магазина со стандартными патронами. Значит так, если мы берем вепрь с допилом под авто, установкой глушителя и планок под навороты, выйдет горошина. Остальной обвес я перекидаю со Штайра, там стоит неплохой холосан, ну и ЛЦУ с фонарем тоже подойдут. За вычетом твоего автомата и БК я добавлю 150 патронов к вепрю, чтобы сравнять счет. Если считаем весло, там расклад почти такой же, только БК слегка накину, 200 пулек. Но я так понимаю по твоему взору горящему, что тебе вихрь приглянулся. Сразу предупреждаю, дешевле, чем за 5 горошин, я его не отдам. Штука уникальная, достался он мне по случаю. И если честно, вообще планировал его для себя придержать. Вот только жалко такого зверя на стенку вешать. А на выезд я не часто мотаюсь, разве что на профилактику трясучки. Так что почти за большое одолжение и честь, мой дорогой клиент. То есть ты своего вихря оценил в 2,5 раза дороже, чем Штайр? Совесть-то у тебя есть? Не-не-не, друг мой ситный, даже не начинай. Я его сам купил за 4 горошины, отдам за 5 и не с параном меньше. Кровопийца. Ладно, считай уже. Ну вот, другое дело. С обвесами та же история, все перекину со Штайра. С учетом автомата и патронов выходит твоя доплата в 1 горошину. Учти, что магазинов на 30 патронов только 3 штуки, больше нет, хоть режь. Могу предложить валовские на 20-ку, они подходят. Будешь брать? И патронов сколько и каких? А почем магазины и патроны?
Магазины по спарану, бронебойные СП-6 1 к 4, стандарт СП-5 1 к 5. Тоже не самые дешевые патроны, я смотрю. Наоборот, во флюгере и других окрестных стабах очень дешевые патроны, потому как есть серьезный приток. Барыги специально караваны сюда гоняют, закупаются БК и гонят на запад для перепродажи. А из 9-миллиметровых дешевле только гражданские охотничьи. Да и найти их не проблема. И на кластерах бывают, и у торговцев всегда есть, в отличие от натовских. Дикарь задумался. Его, казалось бы, заметно раздувшийся после всех сегодняшних бонусов бюджет теперь уже не выглядел таким внушительным. Давай 150 бронебойных и 60 стандартных, плюс еще 3 валовских магазина в довесок. Итого с тебя 7 горошин и 2 спарана сверху. Не забывай, что еще 1,5 горошины я с тебя стрясу после переделки твоей Брумгильды. Ну и быка к ней тоже учти. Слушай, Натфиль, а ты у меня ПТРД случаем не хочешь выкупить? Это которая однозарядная? В хорошем состоянии? Не хуже, чем Маузер. К нему есть десяток бронебойно-зажигательных патронов в подсумке. Штука редкая, в каком-то смысле даже уникальная. Если к нему прикрутить хороший прицел и магазин, может получиться нехилый слонобой. А такие вещи у трейсеров всегда пользуются спросом. Сколько хочешь за него? Ну, я вижу, у тебя вон барет висит за 5 горошин. Ты губежки-то не раскатывай. Барет – самозарядка с мощным прицелом. К тому же пушка новая, а твоя БУ. На моей БУ еще муха толком не сидела, и калибр у нее помощнее будет. К тому же, по сравнению с баретом, ее хрен сломаешь и убьешь. Скорее сам угробишься. Опять же, патронами от наших крупнокалиберных пулеметов можно стрелять. Одни плюсы. А на барет наверняка быка хрен купишь. Ладно, уел, но 5 горошин все равно много. Это же розница, а не закуп. Дам 3 штуки, не больше. И это вместе с патронами. Мне твою дуру еще всерьез допиливать придется. У нас тут куча полудурков, которым красоту подавай. Если я барет по той же цене повешу, что и ПТРД, он у меня год висеть будет. По рукам. Оно в грузовике осталось лежать. Придется тебе за ним съездить. Куда катится мир? Мне еще и придется самому за ним идти. Ну вот, не зря тащил на себе эту железку. Немного скостило ему затраты на обновки. Подумав, дикарь добавил к своим покупкам новый камуфляжный костюм из плотной ткани, понравившийся ему интересным дизайном и множеством грамотно расположенных карманов, туристический коврик, пару фланелевых рубашек, толстовку худи и несколько комплектов нижнего белья и носков. Благо этим всем можно было разжиться прямо на месте. Теперь ему не терпелось помыться и переодеться в чистое, скинув, наконец, с себя опостылевшую, окровавленную муровскую форму. Он попрощался с ушлым торговцем, который легко и непринужденно опустошил его бюджет. Однако дикарь все равно чувствовал себя довольным, как слон. Новенький автомат, лежащий в рюкзаке, грел душу. Глава 16. Приятные и не очень знакомства. Гостиница-бар, о которой он сегодня слышал уже неоднократно, называлась лаконично «Удины». Это было типовое для флюгера здание. На бетонном фундаменте 5 длинных грузовых контейнеров были выставлены в ряд и сварены между собой в единое целое. Еще 5 таких же контейнеров стояли в аналогичный ряд поперек уже на них, образуя второй этаж, а сверху угнездился третий ряд. Снаружи все это было обшито сэндвич-панелями и выглядело как аккуратный дом на 3 этажа. Над дверью красовалась вывеска со смазливой бабенкой в весьма фривольном прикиде, державшей в руке коктейльный стакан с зонтиком. Намек более чем прозрачный. Толкнув стеклянную дверь, дикарь оказался внутри. Лишние стены составных частей были вырезаны автогеном, а внутреннее пространство контейнеров частично объединено в общий зал, частично перекрытия оставлены, образуя своеобразные чиллаут-кабинки, где можно было уединиться своей компанией, отгородившись от остального зала тяжелой вельветовой занавесью, возникне у клиентов такое желание.
Стены и пол обшиты мореным дубом, создавая антураж эдакого салуна из фильмов про ковбоев. С двух сторон у боковых стен наверх уходили узенькие лесенки, по которым можно было попасть на второй и третий этаж. Там, скорее всего, находились жилые комнаты для гостей. По центру зала стоял небольшой подиум, который, похоже, был несущий всей этой сборной конструкции, а заодно, судя по двум отполированным и сияющим пилонам, миниатюрной сценой для танцовщиц. У дальней стены за стойкой из толстого дерева сноровисто протирал стаканы для выпивки довольно любопытный персонаж. Тот самый случай, когда видишь отлично выглядевшую женщину, которой сложно дать ее возраст, либо молодую девушку, на долю которой жизнь щедро отсыпала жизненного опыта, заставив созреть слишком рано, из-за чего не сразу понятно, сколько ей лет. Вот именно такая дама и стояла перед ним. Фигуристая шатенка в легкомысленной клетчатой рубашке с коротким рукавом, завязанной на животе узлом, и джинсовых шортиках, с интересом посмотрела на посетителя, не отрываясь от своего занятия. Оценила его цепким взглядом, и дикарь моментально понял, что весь ее легкомысленный образ всего лишь ширма, за которой прячется опытная и знающая цену себе и окружающему миру женщина. Ухоженное открытое лицо с приятными чертами, лишь немного тяжеловатые скулы и слегка массивное на его вкус телосложение, словно она когда-то давно увлекалась тяжелой атлетикой или проводит слишком много времени в спортзале, чуть-чуть портили общее впечатление. «Привет, красавчик!» Голос у нее оказался под стать, чудо какой бархатистый, грудной, как у многих барышень с впечатляющими формами. «Тебе чего, выпить, закусить, отоспаться? Или, может, к девочкам?» Она игриво подмигнула, но он ни на мгновение не обманулся. Это ее привычный рабочий образ. Она уже начала его обрабатывать, чтобы клиент расслабился с самого порога. «Это юмор такой или как?» «Не будь таким букой, просто ваш брат обычно выглядит страшнее задницы дикобраза. А тебя, если отмыть и переодеть, можно и на ночь вместо грелки взять. Только ты на мой счет не слишком обольщайся, у меня уже своя грелка есть». «Да, в общем, не слишком-то и хотелось». «Вот как? Я могу и мальчика тебе найти, если сильно постараться». «На мальчика или девочку согласен, если только это будет профессиональный массажист. А так я не по этой части, извини. Да и девчонок своих мне пока рекламировать не надо. Мне бы комнату снять на несколько дней. Ну и там перекусить, помыться, всякое такое». «Не вопрос, 2 спара на сутки, комната плюс душ». А с трехразовым питанием и баней выйдет 3 спарана. Выпивка и девочки по отдельному прайсу. Если захочешь забронировать столик с друзьями на вечер, говори заранее, тут бывает людно, даром что сейчас не сезон». «В каком смысле не сезон? Ты новенький из сегодняшних, что ли? Вроде с виду бывалый, прикинутый. Про зону не слышал?» «Только краем уха». «Кластер со станцией со дня на день перезагрузится, потом начнется черная неделя». Видя непонимание на лице посетителя, она вздохнула. «Кластер этот с АЭС грузится из промерзшей тундры. Вечная мерзлота там, понимаешь? Воздух, как из морозильника, даже летом. Прогретый воздух окружающих кластеров сталкивается с холодным из зоны и начинает активно перемешиваться. Получается то ли циклон, то ли антициклон, пес его знает. Я тебе не девочка с прогнозом погоды из телевизора. За тонкости пояснить не смогу. В общем, после перезагрузки в зоне и ее окрестностях начинается настоящая буря со смерчами, ветром и ливнями, торнадо натуральный. И этот атмосферный пылесос засасывает с соседних мертвых кластеров радиоактивную пыль, которая там с прошлых перезагрузок накопилась. Эта пыль потом вместе с дождем выпадает на окрестности. Мы его называем «черный дождь». Он, скотина, вообще для здоровья не полезный. Рейдеры про это дело в курсе, и когда приближается сезон дождей, сваливают либо в трехстенок, либо к сестрам, либо еще куда. Вот вы как раз в такое время и угодили. Тут еще минимум неделю после перезагрузки зоны будет тишь да благодать. Что, прямо радиоактивный дождь во флюгере идет? Нет, что ты, отсюда до зоны прилично. До нас эта гадость не дотягивается. Мы же не психи так близко к проблемам селиться.
Да и кому охота присоединиться к атомитам? Просто когда идут дожди, атомиты резко активизируются, для них это самое горячее время. Новичков по соседним кластерам собирают, мелкие стабы прессуют, с чертями грызутся, да и вообще ползают везде, где их не просят. К нам давно уже не суются, во флюгере им ничего не обломится, но на окрестных стандартах рейдерам становится не очень-то уютно, вот они и кочуют туда, где спокойнее. К тому же черный дождь перекрывает главную торговую трассу, пока все не уляжется, караваны ни в нашу сторону, ни от нас не идут. Вот поэтому мы тут и сидим, скучаем, пока все не уляжется. Очень интересно. Да уж интереснее некуда. Ты номер-то будешь снимать, болтун, или как? Может, выпить хочешь для начала, для ясности мыслей? Попозже. Давай на 3 дня с содержанием. Как тебя записать? Дикарь. О, так ты тот самый новичок, про которого Буран трепался. Взгляд барменша из прохладно-вежливого сразу стал заинтересованным и чуточку потеплел. Что, много трепался? Дикарь слегка усмехнулся этой перемене. Да уж побольше твоего. Шутка ли, самого Соленого живым в стаб привести? Он теперь один из бугров Тритона, как я слышала. Был им, вернее, до сегодняшнего дня. А я ведь этого придурка помню, когда он к нам в стаб еще зеленым новичком пришел. Лез ко мне со своими ручищами волосатыми, как дурной, пока я ему яйца всмятку не сварила. Перед всем баром. Вот смеху-то. После этого свалил отсюда. А уже потом до нас дошло, что он к мурам пристроился, сволочь. Тут из дальнего затемненного угла рявкнул зычный заплетающийся голос. «Динка, повтори-ка, а то у меня заканчивается». «Фикус, может, баиньки? Ты же уже в слюне, а время еще только обед. Чего вечером-то делать будешь?» «Разберусь как-нибудь без твоих советов. Неси уже сюда свою огненную воду, не нервируй честных клиентов». Владелица бара, а это оказалась никто иная, как она, покачала сокрушенно головой, но поставила на поднос нехитрую снеть и бутылку водки, после чего, покачивая бедрами, унесла его за столик обладателя пьяного голоса, которого дикарю не было видно. Зато было замечательно слышно, как сперва раздался смачный шлепок, сопровождавшийся возмущенным женским возгласом и скабрезным мужским гоготом. Затем последовал звук сочнейшей оплеухи, резко этот гогот оборвавший. Дина вальяжно продефилировала назад, неся в руках пустой поднос и посуду. «Фикус, ты ведь меня знаешь. Будешь руки распускать, я даже грека звать не стану. Сама тебе их переломаю. А заодно и челюсть, чтоб фигнёй не страдал. И будешь вместо водки манку через трубочку сосать». Обладатель сиплого баритона снова подал голос из своего угла. «Ничего ты, Динка, не понимаешь в тонкой мужской душе, жаждущей женской любви и ласки». «Я тебе эту любовь и ласку могу оптом предоставить за 2 спарана в час. Или на ночь за горошину, если запала хватит. Не хочу я к девкам твоим, надоели уже. Мне, может, ты нравишься». «Если грек узнает про твои влажные мечты, он тебе быстро организует сеанс шоковой ректальной терапии без наркоза, так и знай». После этой угрозы невидимый от стойки посетитель заткнулся и вновь принялся травить собственную печень. Дикарь, ставший невольным свидетелем забавной сценки, вежливо поинтересовался у хозяйки питейного заведения. «Проблемы?» «Да я тебя умоляю, какие тут проблемы? Сейчас еще бутылку высосет и отрубится. Я Горбу скажу, чтобы он его в подсобку унес, он там проспится, а вечером опять тут как штык сидеть будет. У нас тут с развлечениями так себе, вот каждый и выкручивается, как умеет. С тебя 9 спаранов за 3 дня». После того, как он расплатился, Дина выдала ему ключ с биркой-номером. «Уборка раз в сутки в обед. Постарайся вещи не портить, а то заставлю оплатить. Если хочешь ополоснуться, в дальней комнате общий душ. Вещи грязные свои складывай в корзину, их постирают и погладят». «Что насчет бани?» «Через пару часов будет готово. Можешь Бурану компанию составить, если ждать не хочешь. Он все равно вдвоем с Шутом пойдет, думаю, не будет возражать». «Пожевать тут у вас можно чего-то? А то у меня с утра маковой росинки во рту не было, кишки слиплись». «Через 10 минут спускайся в зал. Сейчас на кухню дам знать, чтобы разогрели».
Поднялся на второй этаж по узкой лестнице, в проход которой с его нынешними габаритами он вошел с трудом. Здесь стенки между отдельными контейнерами сохранились, лишь был прорезан общий узкий коридор с рядом входных дверей в каждый отдельный номер, делавший все это похожим на купейный вагон. Все вокруг обшито вагонкой, на полу ковролин. Одним словом, выглядело довольно прилично. Он нашел нужную дверь и отпер замок выданным Диной ключом. Каждый длинный контейнер был изнутри разделен перегородкой на две равные части. В его распоряжении оказалась комната 2,5 метра на 6, обставленная в спартанском стиле. Полуторная кровать, платяной и оружейные шкафы, кресло и журнальный столик с лампой под абажуром, в углу бельевая корзина под грязную одежду и люстра на потолке, что светилось мягким теплым светом. На стене плазма, торчавшей сбоку USB-картой. Наверняка на ней подборка фильмов на все случаи жизни, чтобы развлечь заскучавших клиентов. Несмотря на скромные размеры номера и не слишком богатое убранство, внутри было довольно уютно. Похоже, что на каждом этаже по 10 таких же номеров, если учитывать общее количество контейнеров, из которых состояло все это здание. Если точнее 9, ведь одну комнату занимала душевая, если верить словам Дины. Значит, всего тут должно быть 18 комнат. Не так уж и мало, учитывая размеры стаба. Похоже, владелица этого места не соврала. Во флюгере и правда частенько бывает наплыв гостей. А ведь он еще не видел второй гостиницы, про которую заикался грек, и общежития стаба. Сбросив с плеч рюкзак, он принялся со стервенением сдирать с себя опостылевшую форму муров. Снятая с мертвеца, заляпанная кровью и провонявшая потом и дымом, она причиняла жуткий дискомфорт. Вытащив из пакета только что купленный у надфиля костюм, он облачился в свежее и сразу почувствовал себя значительно лучше. Грязное муровское тряпье завернул в освободившийся пакет и затолкал в мусорное ведро. Стирать эти тряпки ни к чему, он их никогда больше не наденет. Правда, нательное пока пришлось оставить как есть. Не дело надевать чистое, пока не отмоешься как следует перед этим. Но тут уж ничего не поделаешь, придется немного потерпеть. Повесив на пояс портупею с кобурой, в которой покоился трофейный глок, он запер дверь и спустился обратно в зал. Здесь особо ничего не изменилось. Дина все так же протирала свои сияющие стаканы, разве что на одной из стен заработала плазменная панель, на которой еще совсем молодой герой Джеки Чана забавно отмахивался от целой толпы наседавших на него противников. Какой-то из ранних фильмов, который дикарь не признал с первого раза. «Садись, сейчас все принесут. Пиво есть светлое, и к ним фисташки или что-то похожее». Дина без вопросов наполнила высокий стакан янтарной жидкостью, поставив его на кругляш подставки перед его носом. Рядом примостила блюдце с солеными орешками. Не успел дикарь сделать и пары глотков, как огромный сутулый амбал с лысой башкой и слегка оплывшими чертами лица принес ему тарелку со скворчащей свиной лопаткой и испускавшим пар овощным рагу. Запах от еды шел такой, что рот моментально наполнился слюной. «Спасибо, Горб». Квас прогудел что-то неразборчивое в ответ и не спеша ушел обратно в подсобку. Дикарь проводил его взглядом. Как-никак впервые увидел другого Кваза со стороны. «Симпатичные у тебя официанты работают. Я надеюсь, девочки, которых ты тут так активно рекламируешь, чуточку более симпатичны или такие же красотки?» «Смотри, при Горбе такого не ляпни. У него с чувством юмора беда. Нет его от слова совсем, не оценит. Все девочки просто отсыпаются после ночи. Вот он и работает на 2 фронта. Обычно я кого-то оставляю, но сейчас клиентов мало, так что дала им немного отдохнуть. И да, у меня есть одна девушка-квас на большого любителя. Тут ты угадал. А остальные вполне себе ничего. Но тут дело вкуса, сам ведь понимаешь. Хотя, к слову говоря, Жанна редко по вечерам скучает в одиночестве. У нее, так сказать, своя клиентская база. Да и новички частенько соглашаются. За новизной, может, гонятся, черт их знает. И недовольными от нее редко кто уходит.
Ага, такой попробуй скажи, что недоволен. Она тебя мигом в бантик завяжет. Дина искренне рассмеялась бархатистым смехом. Ну это да, тут есть твои риски. Больше не утруждая себя разговорами, дикарь накинулся на еду, запихивая в рот огромные, обжигающие куски сочного мяса и гарнира, в несколько глотков осушил стакан с пивом. «Аппетит у тебя в порядке, мой горб, пожалуй, поменьше твоего наворачивает». Дина без слов наполнила опустевший стакан. «Да я как в улей попал, постоянно ем, как не в себя. Сколько ни дай, все смолочу. Раньше такого за собой не замечал». «Ну, неудивительно, ты ведь квазом стал. К тому же вон руки одной нет, а на ее регенерацию силы нужны». «Нужны-то нужны, только вот я вообще не вижу в ней никаких изменений». Дикарь с огорчением уставился на свою культю, которая ни на йоту не изменилась за прошедшие дни. Может, он, конечно, слишком многого хочет, а процесс восстановления конечностей занимает больше времени. «Монаху покажись, пусть посмотрит. Точнее, знахаря тебе никто ничего не скажет». «А как этого вашего монаха найти?» «Он ближе к кораблю живет, почти у самых кранов. Спроси у любого прохожего, тебе подскажут». «Хороший знахарь». «Один из лучших, что мне доводилось встречать. Он сторожил, уже давно в Улье. Вот только, думаю, недолго ему здесь жить осталось». «Это еще почему?» «У всех знахарей есть одна общая черта. Рано или поздно они уходят куда-то, и никто не знает куда. Говорят, их сам Улей к себе зовет. Не знаю уж, насколько это соответствует правде. Потом, говорят, возвращаются иногда, но уже совсем не такими, как раньше. Но это все только на уровне слухов. От самих знахарей ты на этот счет ни слова не добьешься. У них там вроде собственной секты или культа, в хорошем смысле этого слова. Они периодические собрания устраивают, ну, типа как симпозиумы у всяких ученых-дядек, как на Земле водилось. Съезжаются со всех стабов региона, обмениваются опытом. «А почему ты решила, что ваш монах скоро с концами свалит?» «Он недавно взял себе ученицу, а это верный признак, что замену себе готовит. Не принято у них оставлять крупные поселения без присмотра. Может, Палаш больше знает, вот только разве он кому-то скажет?» «Значит, нужно обязательно к нему заглянуть, пока он отсюда не исчез». «Вряд ли это прямо в ближайшее время случится. Обучение у знахарей процесс не быстрый. Ласка только недавно у нас появилась, так что можешь по этому поводу не переживать». «Ну и хорошо, а то я еще планировал до бани в общежитие ваше местное наведаться, проведать. Как, кстати, до туда добраться, не подскажешь?» «А вот у нас проводник есть, покажет тебе дорогу». Дина посмотрела куда-то ему за спину. Дикарь обернулся и встретился взглядом с неслышно подошедшей к нему сзади Линой. За прошедшую пару часов с момента расставания Алина стала выглядеть значительно лучше. Слегка влажные волосы намекали на то, что она уже приняла душ, к тому же ее гардероб приятно расширился. Сейчас на ней была просторная вязаная кофта кремового цвета с высокими манжетами на рукавах и обтягивающие джинсы с завышенной талией, выгодно подчеркивающие фигуру, благо подчеркивать было что. Она смыла свой расплывшийся старый макияж, лишь немного замаскировала синяки на лице и подкрасила глаза. Дикарь снова не смог не отметить, насколько эта девушка привлекательна внешне. «Привет, дикарь». «Привет. Выглядишь хорошо. Как дела?» «Спасибо, все нормально. Мне вот Дина помогла, спасибо ей. А то, когда нас сюда привезли, я даже не знала, что делать». «Очень рад это слышать. Как ты себя чувствуешь?» «Немного поташнивает и голова болит, а так терпимо. И еще кушать немного хочется». Дикарь отстегнул с пояса фляжку с живчиком и протянул ее девушке. «Вот, хлебни, тебе это поможет». Тут в разговор вмешалась Дина. «Вот же, мужлан, убери ты уже свою сивуху. У тебя там наверняка градусов 30, если не больше. Я запах спирта даже отсюда чувствую». Она поставила на салфетку стаканчик, налила в него из стального термоса жидкость лимонного цвета и пододвинула его к девушке. «Пей, он прав, тебе сейчас это очень нужно. Мой живчик хотя бы не такой противный. Как вспомню, как меня впервые этой гадостью напоили, так вздрогну».
Лина принюхалась и картинно сморщила нос, но все же набралась смелости, залпом опрокинула стакан внутрь себя и замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Вот и умница. Теперь сходи на кухню, там тебе покушать сообразят». Когда девушка исчезла в дверном проеме, Дина задумчиво посмотрела на потягивающего пива дикаря. «Выходит, это ты за нее грека попросил?» «Выходит, я. Спасибо, что согласилась помочь. Надеюсь, ты не стала ей предлагать поработать у тебя?» Он обвел рукой помещение. «Ну, тут, с остальными девочками». «Совсем-то за дуру меня не держи, я же не слепая. И за помощь не благодари. Такой, как она, грех не помочь. Хорошая девочка, сразу видно. Я так понимаю, это Муры ее так обработали?» «Она ничего не рассказала?» «Да я и не расспрашивала, так все понятно. Пленный бугор Муров, 2 их тачки, практически голая избитая девчонка. Не надо быть гением, чтобы сложить 2 и 2. Да уж, у грека язык без костей, как я погляжу. Я его просто хорошо знаю, пару раз обмолвился, все на свои места встало. Профдеформация у меня такая, ага. Ты себе даже представить не можешь, сколько всякой разной информации слышат мои уши ежедневно. Страшнее красивой женщины только красивая и умная женщина. Ах ты, подлиза. Считай, что я тоже умею слушать. Я заметила. А по поводу Лины, жаль, что ей так досталось. Несправедливо это. А ты всем встречным свежакам так помогаешь или только симпатичным девушкам? Или только конкретно это понравилось?» Дикарь смущенно потер нос. «Понравилось, но дело не только в этом. Понимаешь, Дина, я, когда сюда попал, в такой конкретной заднице очутился, что словами и не расскажешь. 10 раз сдохнуть должен был, но каким-то чудом выживал. Только везение не длится бесконечно. Кончилось и мое. Меня крепко прижала серьезная тварь. Я уже начал прощаться с жизнью, как появился мой крестный и меня спас. Вытащил с того света, можно сказать. Он для меня сделал кое-что. После этого я изменился, но зато выжил. Мог бы пройти мимо, но заступился за бестолкового свежака, который несся с безумными глазами через кластер, забитый тварями. Спас его, помог выжить. Он мне тогда сказал одну вещь, что, мол, Улей поддерживает тех, кто помогает новичкам, а тех, кто на них плюет или того хуже вредит, наказывает. Типа такие люди долго тут не живут. Каждый раз, когда вижу свежих иммунных, которые понятия не имеют, где очутились и что их ждет, я вспоминаю себя самого в первые часы после загрузки. Вот только мне Буран сегодня сказал кое-чего, и я все думаю, это я дурак или он слишком умный? И что же он тебе сказал? Ну, если обобщить, то имелось в виду, что нет смысла спасать всех свежаков подряд. Якобы большинство из них непригодно для жизни в Улье. Мол, вытаскивать стоит только тех, кто для своего спасения сам прикладывает силы, а из-за остальных только подставляться да жизнью рисковать. Он отчасти прав. Многие, когда понимают, куда угодили, просто не могут с этим справиться. Знаешь, из-за чего чаще всего умирают новички? Ну, те, кто протянул в Улье больше недели. Суицид. Накручивают себя и от безысходности сводят счеты с жизнью. Я не слишком давно в Улье, хотя по меркам среднестатистического срок выходит приличный. Но у меня работа такая, что тут всегда отирается куча разного народу, ну и наслушаться приходится всякого. Так что слова Бурана о том, что большинство свежаков не приспособлены к улью, правда. Вот только он не прав в том, что всех под одну гребенку гребет. Часто бывает, что поначалу человек ничем себя не проявляет, а потом окажется, что он в местных реалиях как рыба в воде. Не нужно далеко ходить за примером. Наш Натфиль такой. На него поначалу все рукой махнули, мол, что с убогого взять, задрот есть задрот. А сейчас все, что в стабе связано с оружием, держится на нем, понимаешь? Я хочу сказать, что не всегда можно понять заранее, кто перед тобой. Кому-то бывает важно дать шанс, потому что дуболомы, которые с первых часов начинают месить зараженных ножкой от табуретки, конечно, нужны и важны, но чего-то серьезного тут чаще добиваются люди, которые дружат с головой. А что касается Бурана,
Он в Улье давно, и приключалось с ним всякое, нехорошее. Разочаровался он в людях, проще говоря. Он ведь раньше Стронгом был, причем убежденным. Муров и Внешников ненавидел каждой клеточкой своего тела. У Бурана своя история есть, в которой он лишился своей старой команды и едва не потерял шута. Рассказывать ее я тебе не буду, захочет, сам поделится. Учту, Дина. Я знаю, что мы едва знакомы, и ты мне вроде как ничем не обязана. Но у меня есть просьба. Присмотри за этой девочкой, пожалуйста. Ты человек бывалый, это сразу видно. Если что, сможешь ей помочь уберечься от проблем. Ну, судя по словам Бурана и Грека, ты кое-какую помощь стабу оказал. Так что отказываться я не буду. Да я и так бы за ней присмотрела, иначе местные мужики ее с потрохами сожрут. В Улье с женщинами постоянный напряг, а рейдеры бывают разные. А что насчет тебя самого? Не хочешь за ней присмотреть, раз уж понравилось? У меня есть одно дело, надолго я тут не задержусь. А, не сидячее место, ясно все с тобой. Тут с подносом вернулась Лина. Она уселась на стойку рядом с дикарем, с аппетитом вдохнула ароматы пищи и жадно накинулась на еду. «Шикарная готовка, кстати, Дина. Пальчики оближешь. Даже на земле так не ел». «Правда? Очень вкусно!» Лина наворачивала еду так, что только ложка стучала о тарелку. «У Горба талант, не отнять. Передам ему ваши благодарности». «Я-то думал, он у тебя тут за вышибалу». «Да я и сама кого хочешь могу вышибить, даже не сомневайся. Хотя да, иногда приходится и его о помощи просить». Дальше сидели в тишине. Дикарь растягивал второй бокал пива и краем глаза смотрел фильм с любимым актером. Лина уткнулась в тарелку и полностью сосредоточилась на ней. Ну а владелица бара вернулась к своим стаканам. «Опа! Какая у нас тут краля прячется! А я и не заметил! Слышь, красота, составь одинокому мужику компанию. Помоги развеять скуку!» Дикарь обернулся и увидел того самого обладателя зычного пропитого голоса. Здоровый мужик со взъерошенной смоляной шевелюрой выглядел неважно. Недельная щетина, белки глаз покраснели до предела, руки слегка подрагивают. Фикус, или как там его звала Дина, явно упал на стакан не вчера и не позавчера. Тут пахло минимум недельным запоем, причем пахло в прямом смысле. Ядреное амбре его перегара вполне способно убивать насекомых и контузить людей с расстояния в несколько метров. И прямо сейчас он решил, что пить в одиночку ему наскучило. «Динка, я тут подумал над твоим предложением и решил согласиться. Думаю, эта мадемуазель вполне может помочь мне скрасить остаток дня». «Остынь, приятель, она тут не работает». Дина резко посуровила и оставила в покое свои стаканы. Фикус наклонился к Лине, заставив ее скривиться от сивушного запаха. «Да? А если хорошенько подумать? Фикус ведь может и расщедриться, накинуть сверху десяток спаранов. Что скажешь, красотка?» Дикарю надоел этот цирк на выезде. «Мужик, тебе же русским языком сказали. Отвали». Фикус резко выпрямился и сделал шаг в упор к дикарю, уткнувшись в него тяжелым, осоловевшим взглядом. Его неслабо штормило, но этот тип завелся не на шутку и так просто сдаваться явно не собирался. «Я вижу, что деваха молчит, как воды в рот набрала, и так соображаю, что она обдумывает мое заманчивое предложение. А вот ты кто такой? Телохранитель, что ли? Так встань в очередь, за мной будешь». «Давай вали уже отсюда, или со слухом проблемы?» «А иначе что?» «А иначе я тебе помогу». Тут снова вмешалась Дина, зловещий голос, который не предвещал ничего хорошего. «Фикус, последнее предупреждение тебе. Ты и так уже заработал 2 красных карточки за эту неделю. Это будет крайний, до конца месяца можешь сюда даже не заглядывать». Пьяный глумливо загоготал. «Да мне похер, я сказал, что эта баба сейчас пойдет со мной. Значит, она пойдет». «Ну смотри, сам напросился». Она ленивым движением вынула тазер, направила его на нарывавшегося мужика и спустила курок.
Фикус затрясся, как припадочный, и свалился на пол, пуская слюни. Дина невозмутимо нажала маленький металлический звонок, из подсобки на звук вышел Горб. «Горбуш, хороший мой, убери это отсюда, пожалуйста. И да, у Фикуса третий страйк, имей в виду. Мало ли, вдруг он сам забудет об этом». «Не вопрос». Квас схватился своей уродливой ручищей за щиколотку и не спеша выволок бесчувственное двухметровое тело на улицу. Дина сокрушенно покачала головой. «Ведь нормальный же мужик, пока трезвый. С головой и руки не из задницы растут. А как нажрется, мудак мудаком. Бабу бы ему, чтобы держала в ежовых рукавицах. Так где ж ее взять? Линочка, покажешь дикарю, где тут у нас находится общежитие? А то, боюсь, он сам может не найти дорогу». Девушка, так и не проронившая ни слова за все время, пока пьяный упырь пытался ее домогаться, лишь отложила вилку и кивнула в ответ. «А вечером тогда жду тебя у себя, как договаривались». Девушка снова кивнула в ответ и направилась вслед за дикарем на выход. «Ты как, в порядке?» Она в очередной раз кивнула, но сейчас не ограничилась молчанием. «Ко мне еще там, дома, часто мужики приставали, так что я привычная. Спасибо тебе, ты меня сегодня в который раз выручаешь». «Брось, я сейчас почти ничего не сделал». «Ты вступился за меня опять. А для меня это кое-что значит. Кстати, тебе куртку твою вернуть, как постираю?» «Не, можешь себе оставить. Ну или выкинь ее, если хочешь». «Хорошо. Скажи, дикарь, а правда, что мы больше не на земле? Нам тот лысый дядька, который странные вопросы задавал, рассказал про это место. Но я что-то не слишком верю в это. Все, конечно, такое странное и жутковатое, но другой мир. Как-то не верится». «Правда. Я сам поначалу тоже не поверил. Потом уже навидался всякого, пришлось поверить. Это очень нехорошее место, опасное. Ты просто ничего тут еще толком не видела, и дай бог не увидишь». «Да с меня и сегодняшнего хватило. Знаю, ты, наверное, думаешь, что я слабачка и не могу за себя постоять. Но это не так. Я сильная. Просто те бандиты... У них было оружие, и я очень испугалась. И еще очень плохо было, ничего не соображала и ничего не смогла сделать». Лина судорожно вздохнула, явно вернувшись к событиям сегодняшнего дня. Дикарь постарался ее отвлечь. «А хочешь, научу тебя стрелять из пистолета, чтобы ты могла за себя постоять, если что?» Девушка посмотрела на него с улыбкой. «Хочу. А правда научишь?» «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» Очередная улыбка. «Конечно, научу. Прямо завтра и начнем. А что там тебе Дина говорила насчет вечера?» «Она меня попросила ей помочь с баром. Не только сегодня, а вообще. Я, когда была студенткой, подрабатывала по ночам барменом, так что немного в этом соображаю. Просто мне надо чем-то себя занять, понимаешь?» Дикарь понимал, а еще испытал чувство признательности к Дине за ее заботу. Они разговорились и болтали всю дорогу, пока не дошли до общежития стаба. Здание, к которому его привела Лина, в своей прошлой жизни явно было чем-то казенным, вроде склада. Сейчас его на скорую руку разделили на две половины, поставили множество железных кроватей, заправленных накрахмаленным постельным бельем, организовали душ и кухню в пристройке. Словом, место, куда можно временно подселить ничего не понимающих свеженьких. Вот только ни о каком уюте или личном пространстве тут и речи не было. Казарма есть казарма. Новички были растеряны, кто-то закрылся в себе, кто-то злился, одна женщина безутешно плакала. Депутатша опять что-то вещала на повышенных тонах. Услышав ее зубодробительный голос, дикарь потерял всякое желание общаться с этими людьми. Они больше не его головная боль, пусть ими теперь занимается стаб. Возможно, Дина права. Возможно, им просто нужно время, чтобы прийти в себя. Он поначалу планировал подкинуть им немного спаранов из бонуса от стаба за спасение новичков. Передумал уже в последний момент. И сейчас лишь утвердился в мысли, что поступил правильно, не сделав этого. Все равно эти люди не оценили бы его широкого жеста. Да что там говорить. Никто из них, кроме Лины, не удосужился даже элементарно поблагодарить его или Бисмарка с Лунем за свое спасение.
Ему стало мерзко от того, насколько точно сбылся прогноз бывалого рейдера. Они совершенно зря рисковали своей шкурой ради этих людей. Он оставил свежих новичков за спиной и подошел к Луню и Бисмарку. На удивление, эта парочка старалась держаться вместе, несмотря на взаимную неприязнь друг к другу. «Ну что, мужики, вот мы и в стабе. Как я и обещал, мы добрались до безопасного места. Дальше вы будете сами по себе. Но перед этим у меня для вас ваша доля трофеев». Он отсчитал каждому по 14 горошин, набежавших за технику и оружие муров, за информацию по кластеру из 41-го года, ну и за тех зараженных, которых они накрошили, пока двигались в сторону стаба. Также он вручил им по штайру, отобранному из оружия ренегатов, к каждому из которых приложил по 3 снаряженных патронами обоймы, по трофейному глоку с глушителем при 3 обоймах и по рации. Эти стволы вы можете оставить себе или продать и пользоваться своим старым оружием. Решайте сами. За него вы сможете выручить еще 3-4 горошины. С этими деньгами вы вполне можете безбедно прожить в стабе пару месяцев. Заодно разберетесь, что тут к чему, приткнетесь к чему-то своему. Голос подал немного обескураженный Бисмарк. То есть все, на этом будем говорить прощай? Именно так. Ты будешь уходить отсюда? Да, через несколько дней. Тут голос подал Лунь, хранивший до этого момента молчание. Для него, кстати, новость о расставании не оказалась сюрпризом. Он все время находился неподалеку от дикаря и сделал соответствующие выводы. «И куда направишься?» «Мне необходимо найти другой стаб под названием Озерск. Осталось только выяснить, как туда попасть». Лунь почесал седую шевелюру, обдумывая какую-то важную мысль. «Не возражаешь, если я пойду с тобой?» «Зачем тебе это? Тут не по нраву. Ты же еще в стабе ничего толком не видел». «Да нет, тут вроде неплохо. Только я слышал, как Буран про Озерск рассказывал, что там социализм, и товарищ Сталин всем управляет. Думаю, может, там мне сподручнее будет. Да и вообще охота еще посмотреть, что вокруг творится. Не разобрался я еще толком, в какую сторону голову держать». «Смотри сам, я не возражаю, если ты со мной пойдешь. Только сам понимаешь, дорога наверняка будет не сахар. Погибнуть в пути, как 2 пальца об асфальт». «Да тут везде такая ерундистика, куда ни плюнь». «Хорошо, тогда будем считать вопрос закрытым. Что насчет тебя, Бисмарк?» «Я, наверное, буду тут оставаться. Осмотреться надо. Может, пойму, куда дальше стоит искать дорогу. Например, к моим землякам. Или не стоит. Буду думать». Он смущенно почесал нос. «Дикарь, слушай меня немного. Я хотел говорить спасибо много раз. Ты не должен был меня тогда спасать. Ведь я вам враг, но спасал. Имя дал, рассказал, что вокруг есть. Я это долго помнить буду. А чтобы ты не забыл, подарок тебе буду дарить. Как у вас говорят, на долгую память. Держи». Он расстегнул свой пояс, снял с него кобуру со своим парабеллумом внутри и протянул ему. Дикарь немного опешил от такого поворота, он нисколько не догадывался о сентиментальности австрийца. Особенно учитывая то, что был с ним довольно суров все эти дни и не давал ему поблажек. Однако у Бисмарка хватило мозгов оценить труды, которые приложил дикарь, чтобы тот смог выжить. И он нашел способ выразить свою признательность. «А сам как же?» Австриец потряс в воздухе глоком. «У меня теперь тебе благодаря есть другой пистолет, справлюсь. Или куплю что-то еще, не надо переживать». «Ну что же, раз так, отказываться не буду. Береги себя, Бисмарк, не позволяй мутантам сожрать твою австрийскую задницу». Они крепко пожали друг другу руки, после чего дикарь засобирался на выход. День был в самом разгаре, а успеть нужно было еще довольно много. В дверях его нагнал Лунь. На молчаливый вопрос он ответил, что делать ему в этой ночлежке нечего, и поинтересовался, где остановился сам дикарь. Пришлось сделать очередной крюк и передать его с рук на руки Дине. Только после этого он смог наконец отправиться на поиски логова монаха. Глава 17. Волк в овечьей шкуре.
Дина не обманула. Скромный двухэтажный домик знахаря, построенный явно уже в Улье, находился практически рядом с административным центром стаба. Дикарь постучал в дверь, услышал, как женский мелодичный голос ответил «Войдите» и повернул ручку. В холле, обставленном под приемную, его встретила миниатюрная женщина лет 30, похожая на фарфоровую куклу. Такая хрупкая, что, кажется, потрогаешь ее и сломается на части. Она копалась в бумагах, разбирая настоящий завал на письменном столе, и не сразу обратила на вошедшего человека внимание. «Секундочку, присаживайтесь на диван, пожалуйста». Дикарь присел на затертую тахту и постарался расслабиться. Похоже, самого монаха он не застал на месте, общаться придется с его ученицей. Как там Дина говорила ее зовут, Ласка, что ли? Это прозвище и впрямь подходило ей как нельзя лучше. Она больше походила на игрушку, чем на живого человека. Женщина наконец-то закончила копаться с бумагами и обратила на него внимание. «Здравствуйте, меня зовут Ласка. Чем я могу вам помочь?» Она внимательно изучала его лицо, по непонятным причинам немного нахмурившись. «Мне Дина сказала, что я здесь могу найти монаха. Мне бы проконсультироваться по умению, и вот насчет этого». Он продемонстрировал ей свою культю. «Учитель сейчас занят, но на этот счет вам смогу помочь и я. Давайте посмотрим». Женщина обошла его со спины и положила руки на голову, а уже через секунду она испуганно охнула и отпрянула прочь. Дикарь обернулся, пытаясь понять, что с ней случилось, и краем глаза увидел, как дамочка на максимальной скорости семенит обратно к столу. Ее странное поведение немного напрягло, и он насторожился. Но сделал это слишком поздно, неадекватная мадам схватила со столешницы затертый ПМ и трясущимися руками направила ствол ему прямо в лицо. «Что ты такое?» Ее голос срывался, демонстрируя, что та находится на грани впадения в панику. «Спокойно, дамочка, спокойно. Не нужно нервничать. Я просто человек, который пришел получить ответы на вопросы». «Ты не человек! Что ты такое?» Левее скрипнула половица, а в поле зрения дикаря словно большая черная птица мелькнула. В следующую секунду рядом с психованной женщиной очутился невысокий мужчина в просторном черном одеянии. Он плавным, почти ласковым движением положил ладонь на пистолет, опустил ствол в пол и осторожно вынул его из судорожно сжатой женской ладошки. «И что тут за шум?» Глаза ненормальной того и гляди вылезут из орбит. Она смотрела на дикаря с таким ужасом, словно он олицетворял собой все зло этого мира. «Монах, ты просто посмотри на него! Это же мутант! Мертвяк!» Знахарь, а это, несомненно, был он, критическим взглядом окинул посетителя. «Я вижу перед собой не слишком сильно изменившегося кваза, и он вроде бы не рычит, не скалится, не грозится обгрызть твое миловидное личико. Потому я спрошу снова, что тут происходит?» Несчастную начала колотить серьезная дрожь. «Внутри, внутри!» «Так, ладно, давай-ка ты, милая, сходишь в Диксу и возьмешь для меня и нашего гостя немного его замечательного пива. А я посмотрю, в чем тут дело». «Но я...» «Хорошо, учитель, извините». Лицо Ласки налилось пунцовой краснотой, и она шмыгнула к выходу. Знахарь хмурым взглядом проводил ее до двери и крикнул вслед. «И креветок не забудь!» Монаха не зря прозвали именно так. Его одеяние подозрительно походило на рясу священнослужителя. Разве что креста на пузе не хватало для полного антуража. Знахарь, между тем, с раздражением потер пальцами переносицу. Умна, талантлива, все схватывает на лету, казалось бы, чего еще надо? Но, клянусь ульем, в такие моменты я искренне хочу, чтобы вместо нее мне в ученики подвернулся какой-нибудь тугодум в штанах. Извини, приятель, бабы, что с них взять? Выдержки никакой, вечно все делают на эмоциях. Что тут у вас вообще случилось? Да я и сам ничего толком не успел понять, только сел на диван, она мне голову пощупала и схватилась за ствол. Вот и все, потом ты уже объявился. «Ну, давай глянем, что там с тобой не так». Он повторил движение Ласки, обошел его со спины и положил ладони на голову.
Дикарь ощутил легкое покалывание в висках и заранее напрягся, готовясь к очередной неадекватной реакции. Но в этот раз обошлось. Знахарь потратил несколько минут, прощупывая голову пациента, после чего отошел к столешнице, оперся на нее и задумчиво уставился на дикаря, глядя прямо сквозь него. Пауза затягивалась. «Любопытно, очень любопытно. Теперь понятно, откуда такая странная реакция моей ученицы. И теперь я, как никогда, жажду подробностей. Что же такого интригующего ты нашел в моей голове?» «Ну, начнем с того, что я, как уже говорил ранее, вижу перед собой слегка изменившегося кваза. Но вот внутри него, как оказалось, сидит матерый зараженный между оранжевой и пурпурной шкалами классификации. Проще говоря, нечто среднее между развитым топтуном и начинающим кусачом. Не хочешь меня просветить, как так получилось?» «Откуда вы такое узнали?» «Да мне и знать ничего не нужно. Я это вижу четко, как в самый яркий погожий день. Давай уж, выкладывай, что с тобой не так. Абсолютно все без утайки». Дикарь тяжело вздохнул, откашлялся и приступил к долгому и подробному рассказу о своих нелегких похождениях, стараясь не упустить никаких деталей. Монах переместился в глубокое кресло и лишь сверкал оттуда своими глубоко посаженными глазами, изредка задавая уточняющие вопросы. К тому моменту, как он закончил, в дом вернулась ученица монаха и, опасливо поглядывая на дикаря, поставила на стол 2 пластиковые литровки безо всяких этикеток с насыщенной янтарной жидкостью и контейнер, внутри которого редком угнездились очищенные бело-розовые тушки креветок. После чего благоразумно удалилась на 2-й этаж, за что дикарь ей был безмерно благодарен. Монах встал с места, достал из серванта 2 массивные пивные кружки, осмотрел их критическим взглядом, выискивая пятна грязи и пыль. Не обнаружив ничего подозрительного, он наполнил их душистым напитком и обратился к дикарю. «Вот, угощайся, в качестве компенсации за недопонимание. Итак, если опустить все не шибко важные детали, ты говоришь, что загрузился в пекле, где тебя нашел Силур, что-то с тобой сделал, после чего ты пришел в себя уже в таком виде неподалеку от этих мест». Дикарь раздумывал над тем, стоит ли ему отклонить жест доброй воли со стороны знахаря, поскольку он уже и так выдал литр пива, протирая штаны у Дины в баре, шлифанув им стаканчик чачи-палаша. Но запах, шедший от пенящихся запотевших кружек, шел такой соблазнительный, что он решил дать себе небольшую поблажку и, подцепив несколько вареных креветок, приступил к дегустации. О чем нисколько не пожалел. Пиво было восхитительным на вкус. Похоже, сегодняшний день так и подталкивал его как следует расслабиться, отпустить вожжи. Именно это я и хочу сказать. И он не что-то со мной сделал, а словно окунул меня в кипящую лаву. Я от боли вырубился. И потом, после пробуждения, тебе начали сниться сны о том, как ты убиваешь людей в теле зараженного? Верно. Монах отхлебнул из кружки и навернул по комнате широкий круг, шурша складками своего одеяния. «Чтобы ты понял, насколько уникальное стечение обстоятельств приключилось с тобой, я в Улье уже больше 5 лет и ни разу не встречался с Силуром. А ведь я знахарь, постоянно в этой каше варюсь. Он очень скрытный и уже достаточно давно практически не контактирует с другими людьми. По слухам, его уже больше года никто и нигде не видел. А тут ты приходишь ко мне и заявляешь, что не только видел его, но и получил от него иммунитет в подарок. Мало того, он даже назвал тебе несколько своих прежних имен. Вроде того, только не в подарок, у меня с ним сделка. Полагаю, не стоит спрашивать, в чем она заключается. Верно полагаешь? Ладно, давай начнем по порядку. Иммунитета у тебя нет. Да, не хлопай глазами, хоть внешне ты и не слишком отличаешься от людей, любой знахарь видит, что ты зараженный, по каким-то непонятным причинам сохранивший разум. Вернее, ты гибрид физиологии и энергетической структуры иммунного и развитого зараженного.
Я не особо понимаю, что с тобой сделал Силур, но думаю, что это нечто вроде ментальной блокады. Он вручную ограничил некоторые функции паразита в твоем теле, причем сделал это в виде бомбы с таймером, с временной задержкой. Зачем? Ты сказал, что он дал тебе съесть 2 жемчужины, после чего ты отрубился. Именно так. И еще ты сказал, что там, где вы встретились, осталась лежать туша развитого зараженного, элиты. И это верно. Одним словом, он дал тебе те жемчужины, чтобы твое тело единовременно получило ураганную накачку энергии Стикса. Из-за этого ты должен был очень быстро, практически моментально измениться, перепрыгнув сразу несколько ступеней классификации мутантов. И мясо с туши элитника тебе послужило прекрасным субстратом для этой цели. Хочешь сказать, что он спланировал убийство элитника, чтобы я мог его сожрать, когда обращусь? Плоть развитых зараженных от Рубера и выше буквально сочится энергией улья, и зараженные об этом знают. Если один элитник найдет свежую тушу другого элитника, поверь, он не упустит шанса его съесть. Споровики и горошники в этом смысле для него бесполезны, но с красной шкалой классификации все абсолютно иначе. Правда, это касается только мяса. Начинку споровых мешков они никогда не трогают. Для них поглощение споровых тел гораздо опаснее, чем для иммунных. Что ж они друг друга не уничтожают, раз это так выгодно? Жрали бы друг друга тогда и людей не трогали. Элита умна, по-своему, не так, как человек, без абстрактного мышления. Но у них хватает интеллекта, поверь мне на слово. Она прекрасно понимает, что стычка с другим элитником чревата серьезными травмами. В то же время пожирание людей дает практически такой же эффект с минимальными рисками для их жизни. Поэтому элитники стараются не приближаться друг к другу лишний раз. Ладно, допустим. Но зачем Холоду было превращать меня в мутанта, чтобы потом я вновь стал человеком, почти нормальным? А сам как думаешь? От этих мест до границы пекла пролегает огромное расстояние. Ты вправду считаешь, что свежий новичок в одиночку, без навыков, оружия и поддержки, без способностей улья, с минимумом знаний о нем, смог бы самостоятельно его преодолеть? Да тебя бы 100 раз схарчили и переварили. Силур предоставил тебе единственный шанс на выживание, понимаешь? Хорошо, а что насчет этой блокады? Как она вообще работает? Я и сам толком не понимаю как. Только вижу, что она подавляет появление спорового мешка и споровых тел внутри тебя. Каким-то образом пробудила дремлющий разум, не давая паразиту вновь взять его под контроль, и откатила твое измененное тело до исходного физиологического состояния. Ну, почти до исходного, за мелкими огрехами. И то вполне возможно, что в течение ближайшего времени у тебя исчезнут и те мелкие признаки квазизаражения, что еще присутствуют. Вот, полюбуйся. Он задрал рукав, небольшим перочинным ножиком подцепил грязно-желтую, ссохшуюся чешую с руки дикаря, прихватил ее пальцами и рывком оторвал от тела, не обращая внимания на шипение своего пациента. Там, где сидела чешуйка, проглянула нормальная розоватая кожа, слегка кровоточащая, как на месте ссадины. Знахарь ухватил его за голову и оттянул веко, посветив в глаз карманным фонариком. «Видишь, эта шкура с тебя постепенно слазит. Глаза, похоже, тоже скоро станут выглядеть нормально или почти нормально. Будешь просто мускулистым двухметровым мужиком со слегка крупноватыми клыками и массивной челюстью. Но это только снаружи. Внутри твоя физиология почти ничего общего с иммунными не имеет, так и знай. Функция иммунитета в твоем теле выполняет то, что в тебе заложил Силур». Монах отошел к стене и принялся греметь посудой в одном из его отделений. Куда запропастился? Ага, вот. 100 лет им уже не пользовался. Он вынул футляр с самым обычным термометром и подошел поближе. Бесцеремонно сунул его в рот дикаря, подождал пару минут и посмотрел на результат. «Ну вот, полюбуйся, у тебя даже температура тела на 1,5 градуса выше, чем у людей с иммунитетом.
Готов поспорить, ты ешь как проклятый. Точно. После пробуждения аппетит вырос раза в 2, если не в 3. Это потому, что у зараженных серьезно разогнан метаболизм, и им для нормального функционирования требуется масса энергии. А как у тебя с живчиком обстоят дела? Где-то литр в сутки, но это в дороге. Когда бездельничаю, пол-литра, не больше. Немного больше, чем у большинства иммунных, но тут дело, скорее всего, в твоей массе тела. А почему я тогда вообще должен пить живчик? Зараженные ведь его не употребляют и как-то обходятся. А сам не можешь догадаться? У тебя нет спорового мешка. Как, ты думаешь, должен поддерживаться споровый баланс в твоем теле? И правда. Ладно, с этим понятно. А что насчет моих умений? Есть что-то полезное? Вот тут, мой зубастый, вечно голодный друг, я тебе ничем помочь не смогу. Я же специалист по умениям иммунных, а не зараженных. Хотя ходят слухи, что у элиты есть способности к маскировке, защите и бесшумности. Но это все лишь на уровне домыслов. Сама она, как несложно догадаться, не горит желанием делиться этой информацией. Дикарь сразу спал с лица, он рассчитывал хоть на что-то полезное в подарок от Улья. Что, совсем никаких вариантов? Может, хоть что-то посоветуешь? Монах задумался, вращая свой ножичек между пальцев. «Вообще-то у меня есть пара идей. Можем проверить, если хочешь». «Само собой. Если это повысит мои шансы на выживание, я всеми 3 конечностями за». «Ну, тогда закрой глаза». Дикарь, совершенно не ожидая никакого подвоха, закрыл глаза и расслабился. И тут же за это поплатился. Правую руку обожгла нестерпимая боль. Он распахнул глаза и увидел, что монах пришпилил своим ножом его руку к деревянному подлокотнику дивана, пробив лезвием плоть между большим и указательным пальцем. «Ах ты садист несчастный, ты чего творишь, псих недоразвитый?» Дикарь взвыл и принялся баюкать поврежденную руку на груди после того, как знахарь абсолютно спокойно и совершенно равнодушно выдернул лезвие из раны. «Тихо, не скули». «Да как не скулить? Ты мне ладонь продырявил, придурок больной». «Я говорю, прекращай ныть, рана пустяковая. Лучше сконцентрируйся и попробуй представить, как твоя ранка быстро заживает». «Что?» «Что слышал? Давай уже, голову включай, хватит тупить». Дикарь сквозь выступающие слезы попытался представить, что его рука выглядит так же, как до ранения, чувствуя себя при этом круглым дураком. Сначала ничего не происходило, разве что поврежденная плоть горела огнем. Но спустя 5 минут жар вокруг раны начал спадать, боль отступила. Он с удивлением уставился на окровавленную руку. Монах послюнявил палец и оттер потеки крови с кожи. Под ней обнаружился багровый рубец, свежей раны как не бывало. «Это как так?» Удивлению дикаря не было предела. Что и требовалось доказать. Форсированная регенерация, как и у большинства мутантов. Награда за твой зверский аппетит. Хочешь сказать, что я могу за пару минут залечить любую рану на себе? Ну, не любую и не за пару минут, но да, даже по сравнению с иммунными твой реген значительно завышен. Думаю, при серьезных ранениях ты имеешь все шансы выжить там, где другие неизбежно умрут. А ведь иммунных и так непросто убить. Выживаемость у нас будь здоров. Почему тогда это? Он приподнял вверх исковерканную конечность. Все еще не отросло. Думаю, это как-то связано с обратной трансформацией. Она застопорила многие базовые функции твоего тела. Возможно, тебе требуется осознанное ментальное усилие, чтобы запустить процесс репликации конечности. Дикарь прикрыл глаза, намереваясь проверить его теорию на практике. Монах, увидев, что он собирается делать, постучал костяшкой указательного пальца ему по лбу, привлекая его внимание. «Эй, дружок, не спеши». «А что не так?» «Ты снова забыл, что у тебя кое-чего не хватает по сравнению с обычными мутантами». Монах постучал скрюченным пальцем по его затылку. «Зараженные, когда применяют форсированную регенерацию, поглощают накопленные споровые тела.
У тебя этого добра в запасе не имеется, поэтому ты, если попытаешься сейчас бесконтрольно отрастить руку, просто выжмешь досуха свой организм и рискуешь умереть на месте от фатального истощения. И как же быть? Надоело бегать с одной рукой. Сложного ничего нет. Раз у тебя нет своих споровых тел, просто воспользуйся чужими. Перед запуском регена серьезных повреждений просто закинься гороховым раствором и плотно покушай. Остальное твое тело сделает самостоятельно. Только учти, что новые раны в таком состоянии могут очень серьезно тебя покалечить. Гораздо хуже, чем если бы тебя просто ранили, а потом ранили снова. Организм мобилизует все ресурсы и тратит их на восстановление конкретного участка. В других местах он себя защитить не сможет. Ты можешь запросто истечь кровью или умереть от болевого шока. Ну так как, есть у тебя горошина? Дикарь порылся во внутреннем кармане и выудил тубу с горошинами, доставшимися от палаша, выщелкнул из нее одну и продемонстрировал ее знахарю. «Ого, кучеряво живешь, новичок. Погоди, принесу тебе уксуса». Монах вернулся через минутку со стопкой и бутылкой бытовой уксусной эссенции. Забрав горошину, он залил ее кислотой, вызвав бурную реакцию внутри. «Давай, пока у нас горошек настаивается, разберемся с остальным». «А есть что-то еще?» «Ты мне скажи, мне-то откуда знать?» Дикарь задумался, а ведь и вправду есть еще кое-что. Я несколько раз чувствовал, когда ко мне подкрадывались зараженные. Такое неприятное чувство, словно песок на зубах скрипит. Монах снова погрузился в свои мысли, с электрическим треском потирая трехдневную щетину на щеке. Тебе доводилось видеть примеры коллективного поведения у мутантов? В смысле, когда они сбиваются в стаи? Ну да, видал. Даже у самых низших зараженных есть зачатки социального поведения. Они подают своим урчанием сигналы другим мутантам, хотя это и лишает их части кормовой базы. Однако инстинкт им подсказывает, что пока они слабы, справиться толпой со своей жертвой гораздо проще. Порой споровики сбиваются в орды, но тут виноваты скорее кластеры с большим периодом перезагрузки, вызывающим оскудение кормовой базы мутантов. Голод и стадный инстинкт гонят их на поиски пропитания. Я сейчас говорю о другом явлении. Чем сильнее развивается зараженный, тем большим индивидуалистом он становится. Не терпит он конкуренции, проще говоря. Однако иногда случается, что элитник, крутой рубер или кусач формирует вокруг себя стаю. Причем в ней никогда не бывает зараженных слабее спидера. Пустышей и слабых бегунов такой лидер скорее просто сожрет или убьет. Они будут замедлять стаю, и хозяин это прекрасно понимает. Он целенаправленно отбирает себе быстрых и сильных подручных, чтобы те работали на него, как гончие псы. В результате все в выгоде. Споровики питаются с барского стола, выполняя всю грязную работу. Хозяин стаи разбирается даже с самыми опасными целями и при этом тратит минимум энергии, сконцентрировавшись на собственном развитии. В таких стаях урчание уже практически не играет никакой роли. Главарь управляет своими псами совершенно иначе. Хочешь сказать, что у крутых зараженных есть способность дистанционно управлять своими подчиненными? Это не секрет. Люди уже давно обратили на это внимание. Уж очень четко и грамотно, а главное быстро, действуют такие сбитые стаи. Моментально реагируют на угрозу и отступают, если видят, что цель им не по зубам. Представь себе локальную сетку, где элитник– это сервер, а все прочие подключенные к нему персоналки. То есть я могу управлять тварями, так что ли? Я хочу сказать, что ты способен чувствовать мутантов, и это явно неспроста. Этим все и ограничится, или ты все же способен как-то с ними взаимодействовать, пока непонятно. И найти ответ на этот вопрос тебе предстоит самостоятельно. Я ничем тебе не могу помочь. Ты же по сути измененный зараженный. Вот и подключай голову, раз уж она у тебя функционирует, как ей положено от природы. Дикарь задумался, переваривая полученную информацию. Тут его снова отвлек голос монаха.
«Стреляю на счет 3. Раз!» Дикарь с ужасом увидел, что мутный знахарь взял в руку пистолет и неторопливо целится ему в грудь. Он не на шутку струхнул. Лицо у знахаря было спокойное и сосредоточенное. Он явно вознамерился привести свою угрозу в действие. «Ты что творишь? Опусти ствол, твою мать!» 2. «Стой, мудила, давай поговорим!» 3. Внутри все похолодело, словно в замедленной съемке дикарь увидел, как палец монаха на спусковом крючке выбрал свободный ход, и тот сорвался с боевого взвода. Старичок ПМ брыкнулся, откатив раму затвора назад, выкинул стреляную гильзу. Облачко пороховых газов оранжевым бутоном вспухло на конце ствола, глаз уловил стремительный росчерк летящего к нему смертоносного кусочка металла. Тело от первобытного страха свело судорогой. Дикарь скрючился на диване, пытаясь защитить тело от летящей смерти. В голове словно лопнула туго натянутая струна. Все звуки внезапно исчезли, а в следующий миг пуля столкнулась с его грудью, но не пронзила ее насквозь, а шлепнулась бессильно, расплющившись в смешной блинчик, а невидимую преграду в каком-то жалком сантиметре от его тела, прямо напротив сердца. Дикарь издал неописуемый звук. Монах, ухмыляясь, мерзейший из своих ухмылок, что-то сказал, растягивая тонкие губы. Но звука не было, словно его отключили, причем как-то ненормально. Ладно, левое ухо было повреждено взрывом, и барабанная перепонка еще не восстановилась, но с правым-то ухом у него все было в порядке. Дыхание слышалось странно, словно он был в скафандре. Звук не рассеивался по помещению. Знахарь, все так же загадочно улыбаясь, приблизился к нему, что-то беззвучно сказал и постучал крепким ногтем по лбу дикаря. Ну, вернее, хотел постучать, но вместо этого его палец наткнулся на невидимую преграду в сантиметре от кожи. В голове помутилось, мир на секунду мигнул, звуки вновь ворвались в уши. «Ты совсем больной? Угробить меня хочешь, псих ненормальный?» Он развалился на диване и тяжело дышал, виски покалывало болью. «Да будет тебе, разнылся, как первоклашка на 1 сентября. Ничего бы с тобой не стало, я же вижу, у тебя бронежилет под курткой торчит. Ну, максимум заработал бы синяк. Зато теперь мы наверняка знаем, на что ты способен». Дикарь немного расслабился, он и правду позабыл, что под курткой у него надет броник скрытого ношения, снятый с одного из муров. «И что это было?» «Кое-что, что уже больше похоже на нормальную способность. Скажи, тебе доводилось видеть, как по элитнику стреляют из пулемета или чего-то крупнокалиберного?» Дикарь, все еще тяжело дыша, снял с пояса флягу с живчиком и сделал 2 мощных глотка, пытаясь перевести дух. Услышав вопрос знахаря, он вспомнил суперэлитника на развязке МКАДа в Москве, от которого пули Корда отскакивали, как семечки подсолнуха. Доводилось. Развитые зараженные могут генерировать особое кинетическое поле, которое защищает их от попаданий пули снарядов. Сама по себе их природная броня не защищает от попаданий крупняка. Дело лишь в этом особом защитном поле. Как ты видишь сам, нечто похожее есть и у тебя. Что-то вроде силового кокона. Пока слабенького, но уже сейчас он держит пулю из пистолета. Возможно, со временем оно может развиться в некий вариант временной неуязвимости. Довольно полезное умение. Считай, что тебе крупно повезло. Впрочем, учитывая, что ты в первые сутки после загрузки смолотил 2 жемчужины разом, ничего удивительного. В Улье такие вещи никогда не проходят даром. И как мне этим управлять? Умением-то. Привяжи его на какую-то мелкую моторику. Пошевелить мизинцем, наморщить нос или что-то в таком духе. Постепенно насобачишься и сможешь активировать свой навык лишь усилием воли. Будут вопросы, заходи, я всегда рад. А да, чуть не забыл самое важное. Насколько я успел понять, блокада Силура не будет защищать тебя вечно, учти. Есть подозрение, что она ослабнет со временем. Блять, и сколько у меня времени? Да откуда ж мне знать? Я смотрю тебе в голову и вижу там микроскопический адронный коллайдер,
а ты у меня спрашиваешь, как он работает. Если будешь ко мне заходить время от времени, я смогу составить динамику и сделать какие-то прогнозы. А так только пальцем в небо тыкать. Месяц, полгода, год. Ну вообще зашибись. Настроение дикаря резко поползло вниз. Выходит, холод мне всучил бракованный подарок? Судя по тому, что он тебя предупредил о возможной побочке, он и сам не был до конца уверен, как именно сработает его способность. А тебе и вовсе грех жаловаться. Если бы не он, ты бы уже давно по кластерам бегал и весело урчал. Хотя в пекле тебя бы схорчили быстро, да и конец истории. Ладно, пусть так. А что мне делать, когда или если блокада ослабеет? Молиться, чтобы этого не произошло. Но если случится, вариантов целых два. Снова найти Силура или другого легендарного, либо скушать белую жемчужину. Я уже не в первый раз слышу про эту белую жемчужину. Откуда она берется вообще? Об этом вообще-то не принято говорить. За такое многие слишком нервные и суеверные рейдеры вполне могут выпустить тебе кишки. Впрочем, мы сейчас на стабе, так что можно. Есть в улье твари. Особые твари. Незараженные. Другие. Намного хуже. В сравнении с ними любой суперэлитник всего лишь смешной котенок. Иммунные называют их скребберами, и они совершенно точно не зараженные. Явно не от людей или земных животных произошли. Что-то совершенно неописуемое, инопланетное. Бытует мнение, что они жили в этом месте еще до кластеров и перезагрузок, до улья, до того, как тут появились люди. И похоже, что они и есть первоисточник паразита, с которым нам всем приходится уживаться. Они – изначальные хозяева симбионта. С зараженными, помимо самого паразита, их объединяет лишь наличие спорового мешка. Да и там не все так просто. Нет там никаких спаранов или гороха, только первокласснейший белый янтарь. Не такой, как в элите или горошниках, совсем не похожий на вареную вермишель. Тугой, зернистый, из него делают первоклассные стимы и лучший лайт-спек, который может чуть ли не мертвого поднять на ноги. Но это так, лирика, обросшая ворохом слухов. Кроме янтаря, внутри у него всегда есть жемчуг. Как ты догадался, исключительно белого цвета. Он идеальный, совершенный, по понятиям улья, гарантированно даст тебе сильно развитый с самого начала дар, без риска стать квазизараженным. Подстегивает регенерацию на некоторое время после приема, возвращает кваза в нормальное тело. Говорят, что если скормить белку свежаку без иммунитета, тот станет иммунным. Серьезно? Ну, если верить слухам. Это что-то вроде местного святого Грааля. Этакий МакГаффин Стикса. Так что это твой шанс гарантированно решить все твои проблемы. Блокада не нужна, если есть иммунитет, верно? Я так понимаю, что шансов снова встретить Холода или другого легендарного знахаря у меня побольше, чем найти эту самую белую жемчужину. Верно мыслишь. Скребберы очень странные твари. Совсем не такие, как зараженные. Люди им далеко не всегда интересны. Слышал кучу историй про то, как перепуганный рейдер напоролся на самого, а тот просто прошел мимо и оставил бедолагу сушить штаны. А другие, наоборот, уничтожают вокруг все живое, и зараженных, и людей. Они все разные, двух одинаковых не встретишь, и ведут себя по-разному. Но в одном люди сходятся всегда. Скреббер – нереально сильная тварь. Проще обратно на землю вернуться, чем его убить. Хотя я тут слышал, что на Среднем Западе недавно убили одного. Якобы тамошнему ксеру кровь из носу белка понадобилась. Вроде как отправили серьезный отряд спецов с техникой и оружием, и даже танком. А обратно вернулся всего один боец, но с целой пачкой жемчужин. Говорят, тамошний бугор ему на радостях отвалил одну, а он ее скормил девочке без иммунитета. Вранье, конечно. В Улье любят такие истории приукрашивать. Но то, что скреббер был, и они его завалили, это точно.
3 стенок, судя по слухам, бартером одну из тех жемчужин выменил. Неясно на что именно, но что-то явно очень ценное. Да, если эта тварюга раскатала в блин целый отряд с бронетехникой, куда там жалкому новичку вроде меня? Ладно, а что насчет другого жемчуга, красного или черного? Даже думать забудь, тебе нельзя принимать ничего серьезнее гороха. Почему? Помнишь, что я тебе говорил, что зараженные никогда не едят содержимое споровых мешков? Для тебя это может оказаться последней каплей. Жемчуг дает серьезную встряску для организма, очень серьезную. У иммунных недели уходят на восстановление после его приема. В твоем случае это может нарушить целостность ментальной блокады. И я снова стану зараженным? И ты снова станешь зараженным, верно. Так что запомни, для тебя жемчуг просто денежная единица улья. Ни в коем случае не вздумай его употреблять. Но холод же скормил мне целых 2 штуки. Вот когда снова найдешь легендарного знахаря, тогда и спросишь, как он это сделал. Впрочем, дело твое, можешь и рискнуть. Я тебя предупредил, что может случиться. Дальше сам думай. Ладно, с тебя 10 спаранов за консультацию. Пей свою настойку, помогу тебе напоследок с рукой и вали уже отсюда. И так с тобой целый час проконетелился. Другие дела не ждут. Глава 18. Не чуждо ничто человеческое. Из дома знахаря дикарь вышел в смешанных чувствах. Слишком много разнообразных новостей, приятных и не очень, свалилось на голову. Слишком много эмоций и впечатлений. И весь этот бурлящий коктейль приправил алкоголь в крови. И сейчас на него навалилось дикое желание уединиться со своими мыслями, привести их в порядок, посидеть и расслабиться в конце концов. Он бездумно прошелся по улице, ведущей в сторону реки, не обращая внимания на взгляды проходящих мимо людей. На самом краю пирса стоял некогда забытый здесь ржавый железный ящик непонятного предназначения. Дикарь сел, прислонившись к нему спиной, и позволил себе уйти в себя, подставив отросший ежик волос порывом свежего ветра, накатывавшего волнами с водного простора. Он прикрыл глаза и попытался отключиться от целого вагона тревог и страхов, просто вслушиваясь в плеск волн о бетонные опоры пристани и жалобные крики чаек. Спустя какое-то время напряжение ушло, и он смог более или менее рационально осмыслить свой разговор со знахарем. Для начала пугаться и рвать волосы на разных частях тела пока было рановато. Монах и сам признал, что слабо понимает то, что с дикарем сделал холод. Так что никаких гарантий того, что он вскоре может снова лишиться рассудка и примкнуть к армии мутантов, не было. Хотя кое-что из сказанного стоило намотать на ус. К примеру, момент с жемчужинами. Вспоминая свой единственный, к тому же весьма короткий и печальный опыт знакомства с жемчугом, дикарь был склонен согласиться с мнением монаха. В теперешнем его состоянии принимать высшие споровые тела дикарю противопоказано, а значит, в ближайшее время получить новые умения улья таким способом у него не выйдет. Если ему не изменяет память, распечатка холода гласила, что иммунные постепенно получают новые умения и без приема жемчуга, но этот процесс занимает годы. Логично предположить, что в его случае ситуация будет похожей, так что новых способностей в ближайшее время ему не видать, и работать придется с тем, что он уже имеет. А вот тут пока все довольно неоднозначно и требует глубокого и тщательного анализа. Взять, к примеру, форсированную регенерацию. Прямо сейчас, после небольших мысленных усилий дикаря и шаманства со стороны знахаря, его культя чесалась и горела огнем так, словно ее щедро натерли жгучим перцем. Если верить словам монаха, на полное восстановление кисти потребуется всего пара дней. Звучит не слишком правдоподобно, но после трюка с раной на руке он уже не был так уверен. Способность быстро залечить свои раны выглядит очень многообещающе, особенно в улье, где эти самые раны тебе приходится получать практически постоянно.
Свежая рана, полученная на стандартном кластере, даже, казалось бы, самая пустяковая, будет кровоточить и приманивать тварей. Полностью спрятать запах крови практически нереально. Как ты ни бинтуйся, он будет просачиваться наружу. Но у него такая возможность есть. С другой стороны, тут имеются и свои риски. Залечивая серьезное ранение в короткий промежуток времени, он подрывает силы своего организма. Так что с этой способностью нужно обращаться очень аккуратно, чтобы не навредить самому себе. Такой себе обоюдоострый меч. К тому же эта способность имеет неприятный довесок в виде резко возросшего аппетита. Ускоренный метаболизм пожирает питательные вещества с ураганной скоростью, и это когда-нибудь станет проблемой на стандартных кластерах, где с продуктами не всегда и не везде все обстоит гладко. Что касается его мутантского коммуникатора, тут все выглядит намного туманнее. Не зря монах коснулся этой темы вскользь и довольно скомканно, и глупцу понятно, что он просто не знает, что тут еще сказать. Так что у дикаря впереди непаханное поле для экспериментов с этой своей способностью. Пока что он даже примерно не знает, чего от нее можно ожидать. Да, он ощущает близкое присутствие тварей, что уже само по себе неплохо, и это однозначно будет полезным в дальнейшем. Но вот идея, что он может управлять зараженными, как это делает элита и развитые горошники, не кажется ему слишком правдоподобной. Дикарь просто не ощущает в себе хотя бы зачатков чего-то подобного. Даже сами ощущения от близкого присутствия мутантов подсознание ассоциировало с чем-то дико неприятным. Скрипом песка на зубах, ссадинами на коже, ледяного касания. Тревожные и внушающие страх признаки. А подсознание, оно ведь само по себе довольно умное, старается тебя уберечь от чего-то опасного, вот и предупреждает подспудно. Соответственно, эта способность наверняка несет в себе какую-то угрозу его психике. Нужно быть с ней крайне осторожным. А вот его последний навык выглядит намного интереснее. Насколько он успел понять, это защитное поле непонятного происхождения окружало его непроницаемым коконом. Причем коконом невидимым его можно было разве что потрогать, но для этого необходимо было приблизиться к дикарю в упор на расстояние вытянутой руки. То есть он вполне способен защитить себя от попадания пули или удара когтистой лапы, причем сделать это так, что нападавший до последнего будет пребывать в неведении. Пока не совсем понятно, как долго он может поддерживать это состояние, но по ощущениям в доме монаха он был внутри кокона 5 или 6 секунд, а это уже довольно неплохой результат. И ведь это была его первая попытка. Возможно, с практикой он научится находиться в этом силовом коконе, или что там это такое, и дольше. Правда, тут тоже не обошлось без минусов. Защита не мешала ему смотреть по сторонам, но полностью экранировала все звуки. То есть на время применения своей способности он становится глухим. И еще не совсем понятно, как его щит будет реагировать на движение. Сможет ли он передвигаться, находясь в состоянии защиты? Элита так делать однозначно может, но это не означает, что правило распространяется и на него. И насколько она прочная, пока тоже совершенно не ясно. Пулю от ПМа, по его ощущениям, кокон сдержал легко, безо всякой нагрузки. Возможно, он сможет защитить и от чего-то более смертоносного. В общем, тут тоже требовалось попрактиковаться. Дикаря так и подмывало попробовать активировать защиту снова, но он усилием воли себя одернул. Сейчас все силы его организма уходили на отращивание руки. Не стоило усложнять свое и без того непростое положение дополнительной нагрузкой. Можно сказать, дикарь не слишком расстроился с данными ему на руки ульем картами. Пусть он и не сможет усиливаться с помощью жемчуга, зато имеет неплохие долгосрочные перспективы для развития уже имеющихся у него способностей. Не такой уж плохой обмен, учитывая тот факт, как часто, судя по информации из буклета, иммунным достаются бросовые или не слишком полезные навыки. А у него их целых 3. И все с вероятным потенциалом.
Да, со своими нюансами, но он определенно сможет из них извлечь определенную пользу. Можно сказать, что ему в этом крупно повезло. Впрочем, учитывая целую гору разнообразных неприятностей, свалившихся ему на голову с того самого момента, как его самолет рухнул на землю в пригороде Москвы, можно считать это своего рода компенсацией за все его страдания. Солнце медленно опускалось к горизонту. Дикарь решил, что на сегодня с него достаточно рефлексии. Судя по его внутренним ощущениям, 2 часа, отпущенные Диной на подготовку бани, уже истекли, так что ему пора отправляться назад. Тело чесалось и зудело, просто до безумия хотелось отмыться от грязи, многодневного пота и слезавшей с него шкуры. Он поднялся с места, еще раз окинул водную гладь взглядом и направился в сторону гостиницы. Внутри бара было многолюдно. Прежде свободные столы сейчас оккупировали рейдеры, вернувшиеся в стаб, работники флюгера, что решили пропустить по стаканчику после смены, да и просто зеваки и завсегдатаи. Разношерстная публика генерировала шум, который он уловил еще на подходах к заведению. Внутри, не сказать, чтобы все было битком, но зал наполнился уже как минимум наполовину. Играла негромкая расслабляющая музыка, пока все было в рамках приличий, но судя по количеству выпивки, которую бойко разносила парочка появившихся в зале симпатичных официанток, так не будет продолжаться вечно. А ведь Дина говорила, что сейчас не сезон. Даже представить страшно, что тут происходит, когда наступает сезон. Дикарь подошел к стойке, за которой его владелица без суеты, но довольно споро готовила заказы по алкоголю. «Дина, извини, что отвлекаю, но что там по бане, уже готово?» «Да, Буран с Шутом уже минут 10 как ушли. Она на заднем дворе, не промахнешься. Если тебе нужны банные принадлежности, полотенца там и все такое, можешь взять в душевой комнате на своем этаже. Потом тоже в корзину для белья не забудь бросить». Дикарь молча кивнул и предоставил девушку своим делам. На втором этаже в душевой отыскалась целая полка с банными полотенцами и упаковками с новым нижним бельем, батарея разнообразных шампуней, гелей, мыла и прочих гигиенических средств, а также несколько пар резиновых сланцев. Очень предусмотрительно со стороны Дины. Надо отметить, что она очень серьезно и обстоятельно подошла к вопросу обеспечения своих жильцов. Теперь хотя бы не придется топать в тяжелых берцах после парилки. Дикарь зашел в номер, сбросил с себя все грязное белье, которое тут же отправилось в корзину. Нацепив лишь легкую ветровку и просторные спортивные штаны, в шлепанцах на босу ногу он снова спустился в зал. Любопытно, что практически никто не обратил внимания на его внешний вид. Похоже, это было тут привычным явлением. Лишь Дина, увидев его, махнула рукой в сторону черного входа. Баня, как и большинство зданий в этом стабе, была типовой. 2 состыкованных бортами грузовых контейнера. Внутри они сообщались между собой посредством дверей и были разделены на 4 равных части. Дикарь попал в раздевалку, бывшую по совместительству и комнатой отдыха. Сейчас тут никого не было, лишь висела одежда рейдера и шута. Он скинул с себя все лишнее и зашел в следующее отделение, где находилось отделение для помывки. Дикарь застал здесь шута, который со стервенением наяривал себя мочалкой. Облепленный хлопьями пены с забавно торчавшими из нее ушами, тот даже не заметил его прихода, всей душой отдавшись процессу мытья. В следующей комнате располагалась сауна, потолок и стены здесь, как и в других помещениях, были обиты вагонкой, источавшей душистый запах смолистой древесины. На одной из скамеек, подстелив себе полотенце, расслабленно примостился раскрасневшийся Буран. Увидев вошедшего дикаря, он приветственно махнул ему ладонью. «Присоединяйся, прогреешь косточки перед парилкой». Он последовал совету, подстелил полотенце и примостился на лавке, украдкой посматривая в сторону рейдера. Надо отметить, что когда тот был в одежде, в глаза не бросалось, насколько правильно и симметрично был сложен этот человек. Крепко сбитый, поджарый и без капли жира на мышцах пресса.
Похоже, кочевая жизнь рейдера с успехом заменила ему регулярные походы в спортзал. В глаза бросались отметины на теле от лямок и элементов каркаса рюкзака. Потертости от регулярной носки тяжести не исчезали даже под влиянием улучшенной регенерации иммунного. «Да уж, браток, видок у тебя, конечно, еще тот. Ты как проказой переболел, честное слово». Дикарь окинул себя критическим взглядом. Несмотря на впечатляющую мускулатуру, появившуюся у него после пробуждения, он и впрямь сейчас больше походил на вареную картофелину. Пожелтевшие струпья отмирающего эпидермиса делали его похожим на линяющую змею. Впрочем, с прошлого раза, когда он устроил себе экспресс-помывку в том универмаге, выглядеть он стал значительно лучше. Потихоньку проходит. Надо тебе пропариться как следует, а после отодрать всю эту гадость мочалкой. И будешь как новенький, помяни мое слово. Я помню, рейдер один умудрился опрокинуть на себя бутыль с концентрированной азотной кислотой. Орал как резаный, весь пожелтел, шкура с него полезла клочьями, вот прямо как с тебя. Выглядел так, что казалось пристрелить проще, чтоб не мучился. Так ничего, уже через 2 недели словно только из мамки вылез, розовый и довольный. Лежать не мог только первое время после ожога. Жаловался, мол, больно. Приучился стоя спать, как слон. Прикинь, умора. Ладно, мужик, ты тут пока отмокай, а я в парилку. Чувствую, после тебя туда уже будет не зайти. Буран хлопнул дверью, выпустив целое облако пара и обжигающего воздуха, и растворился внутри. Спустя минуту оттуда послышались весомые шлепки веником и довольное кряхтение. Жар постепенно прогревал дикаря, приятным потоком проникая внутрь. Вот только культя начала активно соднить и чесаться. Повышенная температура явно пришлась ей не по вкусу. Он уселся так, чтобы поврежденная кисть находилась пониже, там температура была более или менее приемлемой. Когда парилка освободилась, дикарь взялся за дело всерьез, раз за разом закидывая ковши горячей воды в железную бочку с камнями, в итоге за 3 захода превратив 2 березовых веника в уже ни на что негодные связки из мочаленных прутиков. Кто бы ни был истопником у Дины, дело свое он знал. Банька была подготовлена на совесть. Отопревшая во влажном и горячем воздухе отмирающая кожа полезла с него лоскутами. Когда он выбрался из парилки и принялся драить себя суровым мочалом, словно стараясь содрать с себя даже воспоминания о том, что с ним творилось до пробуждения, с него в прямом смысле этого слова начала слезать шкура, неприятного вида ошметки усеяли пол в помывочной. Окатываясь водой, смывая с себя мыло и грязь, дикарь чувствовал, как саднит раскрасневшаяся кожа. И в то же время он ощущал невероятную чистоту, словно родился заново. Вот только от перегрева немного штормило и кружилась голова. Похоже, ему с его гипертермией нужно быть осторожнее в бане, а то недолго и в обморок упасть. В предбаннике было прохладно и хорошо. Бухнувшись на лавку, дикарь вытянул ноги и тихо млел от удовольствия. «Вы только гляньте на него, как заново родился!» «Что, сбросил старую кожу, Ка?» «Сбросил-то сбросил, но загадил Дине всю баню своей шкурой. Придется завтра в уборщики записаться, похоже, а то некрасиво как-то выходит». «Ой, да брось, тут хватает всяких шалопаев, готовых за пару спаранов толчки чистить, не то что баню прибрать. Для Дины такое дело в порядке вещей, рейдеры после выездов на кластеры и не так еще чудят». «А в чем удовольствие за пару спаранов промышлять такой грязной работой? Неужто в стабе поинтереснее занятия не найдется? Ну или уж на крайний случай по свежим кластерам пройтись, с голыми руками точно не останешься?» «Эх, дикарь, не понимаешь ты, как мало нынче людей, которые умеют своими руками делать что-то полезное. И сколько всякой шантропы в улей попадает с перезагрузками. На городском кластере найти толкового свежака не легче, чем девственницу в публичном доме. Эта публика, как только краешком хлебнет экстрима улья, после готовы делать что угодно, лишь бы только не соваться больше на стандарты. Страшно им там, понимаешь, до сырых штанов.
Вот и цепляется за любую возможность сидеть до упора в стабе, пока трясучка не накроет. Стаб содержит этих прихлебателей, потому что кому-то нужно выполнять грязную работу. Теперь понимаешь, почему я сказал, что всех подряд новичков спасать глупая затея? Улей весь этот сброд самостоятельно вычищает, зубами и когтями зараженных, сразу после перезагрузки. Не всегда, конечно, частенько гибнут и толковые люди, по нелепым стечениям обстоятельств или по незнанию. Но тут уж ничего не попишешь, лес рубят, щепки летят. «Ладно, малой», – Буран потрепал по сырой голове раскрасневшегося шута, молчаливо потягивавшего апельсиновый сок из стакана. «Дуй в номер, отдыхай, а перед сном не забудь потренироваться. Помнишь, что тебе монах сказал? Вот и шуруй к себе, завтра нам ранний подъем». «Так ты решил все же взять меня с собой?» Меланхоличное выражение, которое, казалось, навечно приросло к физиономии шута, неожиданно сменилось удивленной и довольной улыбкой. Такую метаморфозу дикарь увидел впервые. Малой крайне редко проявлял свои эмоции, чаще смотрел на мир с отсутствующим выражением на лице. А тут улыбка от уха до уха. «С собой, с собой. Как я тебя одного тут оставлю? Все, дуй уже отсюда, оболтус». Парень махом допил свой сок, собрал банные причиндалы и вышел наружу, забавно шлепая китайскими сланцами. «Значит, завтра на выезд?» «Ну да, к монаху мы сегодня наведались, ногу шуту подлатали. Информацию, какую нужно, я получил. Во флюгере нам пока делать нечего, так что я решил принять предложение от палаша и смотаться на проверку твоей информации. К тому же нам после сегодняшнего происшествия с мурами в округе лучше пока не отсвечивать. Барсук тот еще урод, но урод злопамятный. Ни к чему черта дразнить. Каламбур, ага». «А что там насчет умения шута? Что-то прояснилось?» «Да монах просто подтвердил мои опасения. Ничего нового. Зависло у малого умение после приема жемчужины. У молодежи такое частенько бывает. Организм перестраивается, психика ломается. Встряска нужна, чтобы сработала активация. А где я ему ее в стабе найду? Так что придется и дальше с собой таскать, чтобы шкурой рисковал. Авось и решится проблема сама собой». «Во флюгер-то после рейда еще вернетесь или как?» «Вообще-то планирую, но посмотрим, как пойдет. Мне из оружия и снаряжения кое-чего надо прикупить, а у Натфеля сейчас ничего подходящего нет. Да и у меня посредством жим-жим. Вот как за поездку с палаша бонус выдавлю, можно будет и подумать. Да и Натфель обещал через пару дней по моим запросам что-нибудь пробить». «Значит, еще увидимся?» «Не факт, дикарь, не факт. В Улье такие вещи загадывать не принято. Тебя ведь тут, я так понял, ничего, кроме оплаты за свою информацию не держит?» «Да вроде нет. Натфель мне обещал к завтрашнему дню заказ доделать, и в принципе-то все». «Да, кстати, ты часика через два, как в чувство придешь, спускайся в бар. Я тебя познакомлю с парой ребят, которые могут полезной инфой поделиться по твоему вопросу». «Это по какому же, интересно? А насчет твоего драгоценного Озерска? Ты же к нему дорогу ищешь, или я чего не так понял?» «Ну, вроде того». «Вот и переговоришь с ребятами, которые частенько гоняют в ту сторону. Может, услышишь чего полезного». «Хорошо, Буран, спасибо за наводку. Давай, приходи в себя и подтягивайся». Рейдер приговорил остатки содержимого своего стаканчика и потянулся на выход. Переведя дух, дикарь принялся собираться вслед за ним. За тот час, пока он отводил душу в бане, народу в зале стало еще больше. Подойдя к стойке, за которой помимо Дины теперь находилась еще и Лина, с интересом уставившаяся на его распаренную тушку. «Ой, вы только гляньте, кто тут теперь розовенький и симпатичный. Другой человек, сразу видно. С легким паром». Дина явно была настроена на благодушный лад, но он подошел к стойке не для того, чтобы зубоскалить. «Дин, из твоих жильцов кто-то еще в баню собирается?» «Да вроде напарник твой спрашивал, Лунь или как там его, а чего?» «Может, у тебя есть кого туда отправить, чтобы прибраться, а то после меня там такой хаос остался, что даже неудобно. Я заплачу».
Ой, да брось, сейчас Горбу скажу, чтобы соплю отправил. Этот лодырь один фиг уже полдня бездельничает, пусть отрабатывает. Спасибо, мне бы попить еще чего с собой. Дина без лишних разговоров сунула ему упаковку с яблочным соком. Кивнув с благодарностью и бросив на прощание взгляд на уверенно смешивающую в шейкере несколько типов алкоголя Лину, он отправился в свой номер. Похоже, девушка не шутила насчет своего опыта на этом поприще и впрямь знает, что делает. Выдув полпачки сока, дикарь валялся с полчаса, приходя в себя после парилки. Тело задышало, он почувствовал себя так замечательно, как ему не было, наверное, с самого первого момента в улье. Отдохнув, он принялся собираться на дружеские посиделки. Мудрить особо не стал, надел берцы, камуфляжные штаны и флисовую худи, на пояс повесил ремень с глоком и ножом. Брать с собой на посиделки с алкоголем оружие, конечно, дурной тон, но в этом мире правила другие, и все, или почти все, кого он видел сидевшими в баре, были вооружены. Реалии улья, что тут скажешь. Знакомьтесь, мужики, это Дикарь и Лунь. Новички пока еще, но перспективные. А это Налим, Топор и Вандал. Думаю, вы, ребята, найдете общий язык. Топор, по лицу которого легко можно было понять, за что он получил свое прозвище, его и впрямь словно из куска бревна высекли, настолько грубым и угловатым оно было, многозначительно хмыкнул. «Это вы с ним, что ли, сегодня увели с Б-12 у барсука новичков вместе с техникой?» «Угу». «Отчаянные вы, ребята». Это уже голос подал Вандал, молодой и самоуверенный парень, который с самого начала их знакомства сверлил дикаря насмешливым взглядом. «Да уж не отчаяние вашего». «А чем вы занимаетесь?» Это уже дикарю стало интересно, с кем же Буран решил его познакомить. «Трейсеры мы, зараженных гоняем, проще говоря». «Ага, только ты забыл сказать, что не просто зараженных, а рад мутантов». Рейдер отхлебнул из кружки с пивом, которую перед ним только что поставила бойкая официантка, задорно стрелявшая взглядом по рядам их компании, пока принимала заказы и расставляла еду и напитки по их столику. «Выходит, вы, ребята, наведываетесь в зону?» «Ага, когда барыг на запад не конвоируем, в основном там и отираемся. В тамошних стабах потроха с рад зараженных отрывают с руками. Вот мы и чередуем одно с другим». Топор заказал себе безразмерный кровавый бифштекс и сейчас уверенно его поглощал. «На запад это куда конкретно? К Озерску, например, ходите?» «Он ближайший из крупных стабов Среднего Запада, так что к нему в первую очередь. Потом к башне или на остров. Куда барыгам надо, туда и едем». «И как туда добираться? С проблемами или нормально?» «Да по-разному бывает. Обстановка сложная, бывает, что атомитам по зубам приходится давать. Иной раз муры пытаются палки в колеса сунуть. Только у барыг система налажена. Конвой штука кусачая, с ней связываться себе дороже. К тому же, даже если оборону сломаешь, толку от этого никакого. Получишь вместо хорошего навара десяток раскуроченных консервных банок». «В каком смысле?» «Барыги всегда минируют свой транспорт. Политика у них такая. Если дело швах, они просто уничтожают груз. По принципу ни себе, ни людям, чтобы не создавать прецедентов. Так что желающие хоть и бывают, но не часто. Кому охота просто так рисковать? Но без приключений ни один заход не обойдется, тут можешь не переживать. В Улье спокойных дорог не бывает». «Не стрёмно вам при таких раскладах с ними кататься?» «Не страшнее, чем на рад зараженных охотиться, я так думаю». Это снова Буран свои 5 копеек вставил. «Отбитые они, я же говорю, нормальные в такие расклады вписываться не станут. Однако уже сколько времени их знаю, а живы до сих пор». «Это потому, что мы всегда действуем с головой, иначе тут никак. Ну или совсем недолго». «А когда следующий рейс до Озерска?» «Вот как только, так сразу. Мы, думаешь, просто так в стабе сидим и водку пьем? Как только зона перезагрузится, в ту сторону хода нет.
Если только ты не спешишь присоединиться к атомитам, конечно». «Значит, вы теперь просто дожидаетесь, когда вся эта белиберда на нет сойдет? И до того момента из стаба ни ногой?» «Вообще-то мы ждем тут кое-кого. И от того, как скоро он здесь заявится, зависит, встретим ли мы черные дожди во флюгере или уйдем на рывок на запад. То есть у вас, возможно, будет еще одна ходка до того, как тут все встанет на прикол?» «Не исключено». Топор наколол на вилку очередной кусок непрожаренного бекона. «Ты, я так понимаю, страстно желаешь упасть нам на хвост?» «Ну, мне не то чтобы горит, но и торчать неделю в стабе тоже особого смысла не вижу. Если будет вариант с вами стартануть, я отказываться не буду. Вы как, не против того, чтобы мы с Лунем к вам присоединились?» Трейсеры переглянулись между собой, после чего топор, явно бывший их лидером, пожал плечами. «Рекомендация Бурана говорит сама за себя. Раз он ручается за тебя и твоего человека, мы не возражаем. Толковые бойцы никогда лишними не бывают. Только учти, что забег по коридору– это тебе не воскресная прогулка. А если нам придется отправляться перед самой перезагрузкой зоны, это еще и дополнительная сложность. Этот заказ немного мутный, я не люблю в спешке рейды устраивать. Но за заказчика нас хороший человек попросил, отказать которому нельзя. Поэтому я советую подготовиться заранее и сидеть на низком старте. Если наш наниматель успеет, уезжать будем быстро, дожидаться никого не станем. Что-то конкретное нужно прикупить? Или в чем заключается подготовка? Зайдите к Натфилю, он в курсе всех раскладов, прорекламирует что, зачем и почему. Да и вообще, давай на сегодня с делами завяжем. Мы с мужиками только с рейда, охота расслабиться. Дальше дикарь сидел молча, поглощая свой ужин и растягивая последний на сегодня бокал пива. Он изредка переговаривался со скучающим Лунем, в полуха слушал треп активно налегающих на алкоголь трейсеров и Бурана, которые принялись вспоминать какие-то совместные приключения и общих знакомых, и посматривал по сторонам. Бар к тому моменту заполнился до отказа. Официантки носились, едва справляясь с заказами. На подиуме появились две полураздетых танцовщицы, которые добавили градусов в и без того разгоряченный алкоголем зал. Особенно в этом преуспевали рейдеры. Нахватавшиеся на стандартах дикого стресса, взвинченные мужики разной степени суровости глушили его двумя проверенными временем способами – алкоголем и доступными женщинами. Жрицы любви отрабатывали на полную катушку. Обворожительно улыбаясь, порхали между столами, развлекая клиентов. То и дело очередная парочка поднималась по лестницам на верхний третий этаж, который как раз-таки был выделен под апартаменты местного квартала красных фонарей. Периодически то одна, то другая дама полусвета пыталась привлечь внимание дикаря, но тот после тяжелого дня не горел желанием составить им компанию, и его быстро оставили в покое. Со своего места он наблюдал за барной стойкой, где Лину, кстати, довольно неплохо справлявшуюся со своими обязанностями бармена, осаждали сразу два бойких на язык рейдера. Парни явно нацелились на сеанс бесплатной любви, пытаясь добиться ее расположения. Но девушка стойко держала оборону, отшучивалась, вежливо отклоняя двусмысленные намеки, при этом держалась в рамках и не позволяла угаснуть интересу к себе, накачивая парней алкоголем. Видно, не врала насчет своего опыта. Довольное лицо Дины, незаметно наблюдавшей за своей стажеркой, служило лучшим тому подтверждением. Однако эта картина окончательно свела на нет все желание дикаря развлекаться. Он приговорил свою порцию и решил, что на сегодня с него хватит. Попрощавшись с трейсерами и пожелав удачного рейда Бурану, он поднялся в свою комнату и завалился в чистую постель. После бани и сытного ужина он почувствовал себя выжатым досуха. А может, дело в его активно регенерирующей руке. Обрывок все так же пульсировал и горел огнем. Хотелось надеяться, что продлится это недолго. Под невнятно доносившиеся звуки музыки из бара дикарь погрузился в темноту. На этот раз без жутких снов. Спасибо тому, кто за это отвечает.
Проснулся дикарь от негромкого стука в дверь. Сна как не бывало, но похоже, что спал он всего ничего. Как был в одних трусах, открыл дверь, разве что положил перед этим на столик глок, с расчетом, чтобы до него можно было легко дотянуться. Но предосторожности оказались излишни. За дверью стояла Лина, нервно сцепившая пальцы в замок. «Что-то случилось?» Девушка окинула его взглядом своих карих с зеленым глаз и мотнула головой, взметнув хвост волнистых каштановых волос. Можно войти? Ты не занят?» Он отошел в сторону, впуская ее внутрь, затворил за ней дверь. «Я хочу остаться сегодня здесь, если только ты не против, конечно». В свете ночника он увидел, как сверкают глаза девушки, как вздымается грудь, она глубоко и часто дышала. В это мгновение она была прекрасна, заставив собой залюбоваться. Однако дикарь не был полностью уверен, что должен воспользоваться ее состоянием после того, что с ней случилось сегодня. «Уверена?» «Если только я не кажусь тебе грязной, а я кажусь тебе уродливым и страшным?» Девушка неожиданно хихикнула, слегка нервно, но с облегчением. 1-0 в твою пользу. Что же, похоже, девушка решила, что клин клином вышибают. Дикарь оставил все сомнения позади. Он притянул ее за тонкую талию, с силой прижал к себе, ощутив, как она задрожала в ответ, и впился в приоткрытый рот жадным поцелуем. Кровь ударила в голову. Она лежала на его груди, укрывшись тонкой простыней. Дикарь усмехнулся про себя. У Лины оказался на редкость дикий темперамент. Похоже, что они перебудили всех своих соседей. Впрочем, вряд ли это кого-то удивило. В заведении у Дины такое в порядке вещей. «Ты такой горячий?» «Да неужели?» Дикарь с намеком усмехнулся. «Дурак, я не в том смысле». Она немного смутилась. «Ну, в этом тоже, но сейчас я другое имела в виду. Ты и правда словно печка. Тебя зимой можно вместо грелки брать в постель». Звучит как предложение. Вот только тут никогда не бывает зимы. Девушка подняла голову с его груди и посмотрела на него уже совсем другим взглядом. Серьезным, с затаенным страхом. «Все никак к этому не привыкну, в голове не укладывается». «Поначалу у всех так. Тяжело к такому привыкнуть». «Ну, если вдруг забуду, посмотрю тебе в глаза и сразу вспомню». «Ага, то есть я все же кажусь тебе страшным, да?» «Глупый. Ты большой и сильный, и совсем не страшный». «Еще лучше. Большой и глупый». Он притворно надулся, заставив девушку рассмеяться. «Ты на зверя похож, вот». «Какого еще зверя?» «Ну, из сказки «Красавица и чудовище». Мне она в детстве очень нравилась. Он ее тоже оберегал, прямо как ты». «Ну, раз я чудовище, тогда почему бы мне не откусить от тебя кусочек?» Дикарь навалился на нее сверху и ласково прикусил кожу на тонкой девичьей шее. Девушка взвизгнула и, задыхаясь от смеха, заколотила кулачками ему по спине. Он отодвинулся, посмотрев на нее в упор. «Мне очень хорошо с тобой». Лина посмотрела на него долгим взглядом. «Мне тоже, только ты не говори ничего больше, ладно?» «Почему?» Она снова стала серьезной, уперлась ему ладошками в грудь, заставив откинуться на кровать. Тяжело вздохнула, снова легла ему на грудь. «Я знаю, ты скоро уйдешь». «Лина». «Нет, послушай меня, хорошо?» Девушка замолкла на мгновение, словно собираясь с мыслями. «У меня парень был там, дома, давно. Он всерьез увлекался альпинизмом. Нам едва по 20 было, когда он взошел на Эльбрус, поставил новый рекорд по скоростному восхождению. Его заметили, одна компания, занимавшаяся продажей всех этих штук для альпинистов, предложила контракт. Что-то вроде вирусной рекламы, чтобы он сделал то же самое с остальными 6 вершинами мира в их экипировке. Альпинизм ведь не дешевое удовольствие. Леша 2 года деньги откладывал на свой первый подъем. А тут такой шанс. За 1,5 года все вершины мира. Можно сказать, ухватил мечту за хвост. Она замолкла, водя пальцем по груди дикаря, задумалась о чем-то своем.
Потом посмотрела на него. Просто, знаешь, у него такой взгляд был, когда он решил согласиться на это предложение и начал готовиться к подъему. Я его уговаривала не спешить, переживала. Уж очень график плотный, мало времени на подготовку. Потом поняла, что когда человек так на тебя смотрит, его невозможно переубедить. Я из поддержки превратилась в помеху. Что с ним случилось? Он смог? Нет, попал в буран при спуске с Эвереста. Проводники потом нашли их, Лешу и его напарника. Они в метели отстали от группы. Сказали, у них закончились баллоны с кислородом. Гипоксия, переохлаждение. Ты знал, что мертвых альпинистов не снимают с большой высоты? Воздух разреженный, вертолеты не могут там летать, а на руках их оттуда просто не вынести, слишком тяжело. Его тело до сих пор на той горе, мы даже похоронить его не смогли нормально. Зарыли пустой гроб, чисто символически. Дикарь не ошибся, эта девочка и впрямь чертовски сильная. Честно говоря, он даже не уверен, знает ли еще людей с таким же твердым характером. Мне жаль. Да все в порядке, это было давно. Ты на него похож, кстати. Не внешне или характером, тут вообще ничего общего. Я хотела сказать, что то, как он смотрел тогда на меня перед подъемом, вот то, чем вы похожи. Вас нельзя остановить, привязать к себе. Поэтому я даже и не буду пытаться. А ты не говори ничего, о чем можешь пожалеть, хорошо? Но я могла бы пойти с тобой, если ты этого хочешь». Дикарь замолчал, пытаясь сформулировать собственные мысли. «Я не могу тебя взять с собой. Этот мир, тут слишком опасно. Ты просто погибнешь, и я не смогу тебя сберечь. А я этого не хочу». Девушка вздохнула в ответ так, словно ожидала такого ответа и легко согласилась с ним. «Давай тогда больше не будем об этом, довольна и того, что есть сейчас». Она притихла, думая о чем-то своем. «Переживаю за родителей, не могу перестать о них думать. Они в порядке, и их дочь рядом». «Да, это безумная теория насчет копирования. Тоже как-то не укладывается в голове. У всех так, когда слышишь впервые, кажется диким бредом. Ничего, со временем пройдет. Помнишь, как я рассмеялась, когда ты сказал, как тебя зовут? Теперь мне это уже не кажется таким забавным. Это правда, что все попавшие сюда меняют имена? Да, тут так принято. Из-за копирования как раз, по принципу, раз ты другой человек, старое имя носить нельзя, плохая примета. Что тут все прямо такие суеверные? Скепсис Лины был разве что неосязаемым. Представь себе, да, тут целая гора всевозможных суеверий, и многие из местных к ним относятся чертовски категорично. Новичка без имени никто даже не воспринимает всерьез, называют таких просто свежак и все. Словно он еще не полноценный человек, понимаешь? Тогда мне, наверное, тоже надо что-то придумать новое. Почему ты до сих пор меня не окрестил? Крестят только мужчин. Женщины сами могут выбрать себе имена. Тут им небольшая поблажка. А если я хочу, чтобы это сделал ты? Уверена? Это же ты меня спас как-никак. И только благодаря тебе я все еще жива. Я видела, как тот мужик, Буран, на меня смотрел, когда вы отбили меня у тех уродов. Смотрел, как на пустое место. Ему было все равно, выживу я или умру. А тебе нет. Не суди его строго. Буран здесь уже давно, всякого навидался. Вот и огрубел внутри. Сам по себе он неплохой человек. Шута везде с собой таскает. Нянчится с ним, как с собственным сыном. А ты, значит, еще не успела скотиниться? Лина задумчиво посмотрела ему в глаза. Слово-то какое выбрала. Дикарь даже поморщился. Ну, вообще-то можно и так сказать. Не зачерствел еще, наверное, вот и не смог спокойно смотреть на то, что те ублюдки с тобой делали. Вот теперь и отвечай за свои поступки. Девушка едва заметно улыбнулась и снова легла на грудь дикарю, подперев подбородок кулачком. Ну, тогда, он задумался на мгновение. Как насчет Европы? К тому же можно сокращать до Евы для удобства. Девушка произнесла свое новое имя, словно пробуя его на вкус.
Девушка, которую украл сам Зевс, превратившись в быка, и первородная женщина. Неплохо. А ты умеешь выбирать имена. Тогда у меня не остается другого выхода. Нужно как следует тебя поблагодарить». Она игриво улыбнулась и провела пальчиком ему по груди. Выглядит одновременно забавно и страшновато. Лина, вернее теперь уже Европа, осторожно коснулась маленькой, словно детской кисти, которая смотрелась на казавшейся от этого еще огромнее культе дикаря довольно смешно и нелепо. Нежные, словно сделанные из розоватого желе пальцы пока ему не подчинялись, но то, что зачаток восстанавливающейся руки появился всего за ночь, действительно пугало. Такими темпами через пару дней кисть достигнет нормального размера. Правда, не очень понятно, как быстро она сможет полноценно функционировать. Восстанавливающаяся плоть – это одно, а вот нервные окончания, которые свяжут отросшую кисть синапсами с центральной нервной системой – это совсем другое. И что-то ему подсказывает, что это займет намного больше времени, чем просто отращивание куска мяса взамен утраченной плоти. После такого трудно не поверить в то, что мы больше не на земле. Да уж, я и сам немного в шоке. Дикарь поморщился, снова попробовав пошевелить миниатюрными пальчиками, но, похоже, его отрастающая рука к такому пока не готова. «Ладно, давай вставать и пойдем завтракать. У меня, благодаря тебе и этой забавной ручке, разыгрался зверский аппетит». Они спустились в зал, где хитро поглядывавшая на них Дина, которая, однако, сумела удержать свой язык за зубами, пусть и ценой немалых усилий, сообразила им вкусный и сытный завтрак. Они перекусили, беззаботно болтая о пустяках и дурачась. Дикарь почувствовал, наконец, как все накопленное нервное напряжение покинуло его после такой интенсивной стрессотерапии. И только сейчас до него дошло, в состоянии какого сильнейшего напряжения он находился все это время. Но после вчерашнего вечера и особенно ночи, туго сжатая внутри него пружина полностью расслабилась. Сейчас он мог себе позволить хотя бы один день спокойной и беззаботной жизни рядом с красивой, неравнодушной к нему девушкой. Дикарь отдавал себе отчет, что это эффект подвесного моста толкнул Еву к нему в объятия. Она просто нуждалась в сильном плече, ласке и тепле, была уязвима, а он вовремя оказался рядом с ней. Однако это не слишком его заботило. Оба понимали, что все это ненадолго, и пользовались этой возможностью. «Ну что, какие планы на сегодня?» Ева, даже уплетая овощной салат за обе щеки, сохранявшая женственность и грацию, пожала плечами. «До вечера я свободна, потом опять буду помогать Дине в баре. Еще она мне вчера сказала, что нужно сходить в администрацию, получить подъемные от стаба и сообщить, что я нашла для себя работу». «Вот и отлично, значит, отправишься со мной». «Куда это, интересно знать?» «А ты уже успела забыть, о чем мы вчера с тобой договорились? Будем сегодня учиться стрелять». «Так ты правду говорил?» «А с чего мне тебе врать?» «Ну, я подумала, ты типа просто выпендривался. Парни часто так делают, чтобы произвести впечатление». «Девушка, вы меня явно недооцениваете». «Ладно, признаю свою неправоту. Но это круто. Всегда мечтала научиться стрелять». «Так чего не научилась?» «Ну, знаешь, меня воспитывали совсем не так. Мама в ежовых рукавицах держала. Ее бы хватил удар, узная она, что я занимаюсь чем-то подобным. Если бы я только заикнулась, то сразу бы получила целую лекцию на тему, что должна и чего не должна приличная девушка». «Серьезно? Так ты у нас комнатный цветочек?» «Да если бы. Только не смейся, ладно? Я 7 лет занималась балетом». «То-то я ночью твоей гибкости удивлялся, а вон она, где собака зарыта. И как же это идет вразрез с моими словами о том, что ты комнатный цветочек?» «Ты сейчас говоришь о том, о чем и понятия не имеешь». Девушка нахмурилась, беззаботные слова дикаря ее задели за живое. «Знал бы ты, как мы на тренировках пахали, словно ломовые лошади. Суставы потом болят сутками.
Ноги вечно в синяках, ушибах и мозолях. Ты, наверное, не обратил внимания, но у меня до сих пор суставы пальцев ног смотреть страшно. Раздуты и деформированы от страшных нагрузок. А ведь уже сколько лет прошло. Никогда бы не подумал, а со стороны балет выглядит таким воздушным и изящным. Ага, только вот достается эта красота и грация кошмарным трудом. А чего тогда бросила? В смысле? Ну, ты сказала, занималась в прошедшем времени. Вот ты о чем. У меня в переходном возрасте начала меняться фигура. Ну, понимаешь, поймав задумчивый взгляд дикаря, скользнувший по ее довольно приятным и впечатляющим формам, «Эй, хватит так бессовестно пялиться. В общем, для балета моя конституция тела оказалась неподходящей. Причем это стало заметно лишь после 14, а я тогда уже 5 лет убила на балет. А там ведь нужно быть худенькой, как тростиночка, иначе ты просто не сможешь исполнять пируэты и па. Да и партнера будет не найти. Я пыталась на диетах сидеть, морила себя голодом, чтобы поддерживать нужную кондицию тела. Кончилось плохо, стала падать в голодные обмороки. Пришлось бросить. Жалеешь? Ну, 7 лет жизни как-никак. Поначалу убивалась, конечно, а потом как-то успокоилась понемногу. В конце концов, балет многое мне дал, научил не сдаваться и преодолевать себя. Да и где бы я еще отработала такую грациозность и плавность движений? С самооценкой у вас, девушка, все в порядке, как я посмотрю. Ну, а ты думал? Решив не откладывать дела в долгий ящик, он потащил ее в дешево и сердито. Магазин Натфиля, несмотря на довольно ранний час, оказался открыт. Правда, сам хозяин вышел на звук дверного колокольчика не сразу. А когда вышел, нехило так смутился, увидев, что дикарь явился в компании. Торговые навыки и глубокие познания в оружейной тематике не изменили того факта, что Натфиль просто молодой парень, почти пацан, который, судя по всему, не слишком избалован женским вниманием, что в прошлой своей жизни, что в этой. Здрасте. Привет. Это Натфиль, он тут местный оружейник и торговец оружием по совместительству. Натфиль, это Европа, она теперь у Дины за баром по вечерам работает. Очень приятно. Девушка кивнула, явно растерявшись от обилия огнестрельных игрушек, решила осмотреться в этом храме смертоубийственных орудий, чем подарила им немного времени. «Ты за Брумгильдой пришел?» Натфиль говорил с ним, а глазами косил на фигуру девушки, явно еще не вполне справившись с фактом ее появления в его магазине. «А что, уже готово?» «Обижаешь. Всю ночь над ней просидел, под утро только закончил». «Так тащи свой шедевр, чего тянешь?» Оружейник хитро ухмыльнулся и на секунду исчез в подсобке, вернувшись с небольшим свертком в руках. То, что он выложил на прилавок из этого свертка, заставило челюсть дикаря со стуком упасть на пол. Узнать Маузер в том, что предстало его глазам, можно было разве что по рукоятке с гравировкой. Во всем остальном он изменился практически до неузнаваемости. Ствол пистолета спрятался в длинном вентилируемом цевье из матового металла, лишился своей фирменной мушки, зато обзавелся резьбой на конце ствола, на которую был прикручен баллон глушителя. В торце прессованного цевья спрятался корпус фонаря. Снизу в специальной ложе покоилась откидная штурмовая рукоять. От цевья на корпус оружия легли две вороненые накладки, в толще которых угнездились направляющие раздвижного скелетного приклада с обтянутым резиной затыльником, сильно смахивающим на таковой у немецкого МП-5. Вместо массивного целика на оружии сверху покоилась планка Пикатини, на которую Натфиль прикрепил бушнелловский коллиматор постоянной кратности с интегрированным в него ЛЦУ. Но и на этом изменения не закончились. Натфиль переделал Маузеру обойму, в которой угнездился странноватого вида магазин. Его горловина в средней и нижней части расширялась, становясь похожей по форме на бутылку, если смотреть в профиль. Резюмируя, его допотопные часы с кукушкой, которыми по сути являлся Маузер, превратились в футуристического вида максимально функциональный и технологичный пистолет-пулемет очень и очень скромных габаритов. Оружейник знал свое дело.
Старичок Маузер изменился до неузнаваемости. Даже удивительно, как он умудрился проделать такую огромную работу всего за один день. Дикарь взял оружие в руку и принялся его оглядывать в поисках каких-то шероховатостей или недоделок. Но придраться и вправду было не к чему. Прицел, как ты и просил, простой и надежный, со встроенным целеуказателем, просветленная цейсовская оптика и подсветка реддота. Никаких батареек, подзарядка от фотоэлемента, хватает на пару часов работы. Прицел, неубиваемый, даже какое-то время держит черноту, пусть и недолго. Магазин нестандартный, на 30 патронов. Правда, их у меня всего 4 штуки, уж извиняй. Что поделать, не формат. Как теперь со сборкой-разборкой быть? Да ничего особо и не поменялось. Скрутил глушитель, отсоединил приклад, отжал вот эти два стопора, он указал на два фиксатора, отсоединил цевьё, дальше все как обычно. Я тебе чуток допилил УСМ и отражатель, будут теперь работать как швейцарские часы. Про патроны не забывай, только наши, которые под ТТшник и ППШ. Я расточил казну ствола. Немецкий стандарт лучше не использовать, намучаешься. Да, еще учти, что патроны у тебя не сапсоники, так что звук от выстрела, даже с глушителем, получается не слабый, имей это в виду. Можно стрелять дозвуковыми патронами, но такого калибра они встречаются очень редко. У меня, по крайней мере, таких сейчас нет. И, как небольшой бонус, я уж совсем расстарался, поставил его ночью на оксидирование, так что с ржавчиной теперь проблем не будет. Ну ты даешь, конечно. Если бы не знал наверняка, что это мой маузер, хрен бы его узнал. Оценил, значит? А как тут не оценить? Я думал, получится намного хуже. Ладно, слушай, еще к тебе будет просьба. Сможешь этому малышу присобачить глушитель? Дикарь выложил на прилавок подарок Бисмарка. Надфиль посмотрел на него долгим, красноречивым взглядом. «Мужик, я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Как так? Все раритетные пушки тебе. Симпатичные девчонки?» Он скосил глаза на Европу, всерьез прилипшую к витринам со смертоносными игрушками. «Тоже тебе? Признавайся, каким богам улья молишься? Я тоже так хочу». «Да, считай, просто повезло. Так что, сделаешь?» «Тут работы на полчаса. Спилить мушку, пройтись плашкой, резьбу нарезать. Могу на хомут для новой мушки приделать кронштейн для ЛЦУ и фонаря, если хочешь». Надфиль взял немца в руки и восхищенно щелкнул языком. «Как же он все-таки в руке сидит, а? Ни у одного пистолета такого не встречал». «Сколько обойдется?» «2 спарана, говорю же, тут работа плевая». «Тогда такой еще вопрос. Мне тут один из трейсеров посоветовал у тебя спросить шмотки для похода в зону. Просветишь, что за набор и чего стоит?» «Да там ничего такого. Спецкостюм для работы в зараженных областях, ручной дозиметр, противогаз с фильтром, плюс баллончик с чистящим раствором для дезинфекции. От сильного ионизирующего излучения костюм не спасет, но не позволит надышаться фонящей пылью и нацеплять ее на одежду. А ведь все основные проблемы с облучением как раз от нее и идут. Вдохнешь такую, а она тебя изнутри начнет тяжелыми частицами бомбить. Прямую дозу от жесткого излучения можно заработать только в непосредственной близости от источника. Все остальные проблемы от радиоактивной пыли. Сейчас покажу, погоди. Он принес небольшой сверток, в котором лежали противогаз с широким обзорным стеклом, несерьезный на вид комбез с капюшоном защитного цвета, вроде тех, что используют маляры для защиты одежды от попаданий краски, и небольшую коробочку дозиметра, который угнездился в специальном пластиковом чехле с 2 ремнями на липучках. Дозиметр на батарейках, поэтому на черноту с ним не суйся, сразу откажет. Цветовая и звуковая индикация, звук можно вырубить, чтобы зараженных не дразнить. Встроенный счетчик Гейгера. Увидишь, что шкала в оранжевую зону полезла, сваливай оттуда на всех парах, иначе присоединишься к атомитам. Противогаз и костюм одноразовые, после рейда в зону его только в утиль. Потом не забудь дезинфекцию сделать, помыться и одежду постирать.
А лучше вообще сменить, чтобы риск снизить до предела. И хороший совет. В зоне на стабы даже не думай соваться. Облучишься вмиг, там фон просто запредельный. Слышал уже, а откуда такое хозяйство? Да рейдеры откуда-то из-под сестер таскают. Говорят, там грузится часть РХБЗ. Причем оборудование продвинутое, а не всякое старье. Вот мы у них и закупаем, из-за близости зоны спрос всегда стабильный. Почем дровишки? Одна горошина, полный комплект. Давай тогда плюсуй 2 комплекта и еще 100 люгеровских маслят. Ты за парабеллум прямо сейчас можешь взяться? Ну, если вы подождете, могу и сейчас. Тогда еще просьба будет. Не возражаешь, если мы у тебя чутка в подвале постреляем? Да на здоровье. Брумгильду хочешь опробовать? И это тоже, но еще хочу немного Еву попрактиковать в стрельбе, пока из стаба не уехал. Сваливаешь скоро? Думаю, да. День-два максимум. Дикарь расплатился за все свои покупки, после чего позвал Европу, которая уже успела немного заскучать, пока ждала, когда они наговорятся с Натфилем. Они спустились вниз, дикарь нашарил клавишу выключателя, зажглись лампы дневного света, загудела вытяжка для пороховых газов. «Ого, да тут целый бункер, что это?» «Мини-тир Натфиля, сейчас будем практиковаться». Он заставил Еву сделать несколько простых упражнений, чтобы понять, какой глаз у нее ведущий. Повезло, что им оказался правый, ведь девушка была правшой. Для людей, у которых отличались ведущая рука и глаз, процесс стрельбы навскидку многократно усложнялся. Дикарь отстегнул кобуру с глоком, заставил девушку повесить ее себе на пояс и подогнать так, чтобы она располагалась удобно и не мешала при ходьбе. «Смотри, самое главное для тебя сейчас – это научиться правильно доставать пистолет и прицеливаться». «Я думала, мы стрелять будем». «Будем, но потом. Для новичка вроде тебя самое основное на первом этапе – это отточить движение вынимания и прицеливания оружия, чтобы ты могла это проделать даже в темноте и с закрытыми глазами, на полном автомате, не прилагая никаких мысленных усилий. Проще говоря, наработать рефлекс. Когда научишься этому, считай, половина дела сделана». Он показал ей движение, которым пистолет должен выниматься из кобуры. Рабочую руку слегка согни и не напрягай, но и расслабленной не держи. Левая рука поддерживает рукоять пистолета снизу. Указательный палец должен ложиться на спусковую скобу, как только пистолет вышел на прицельную линию. Нет, не вздумай его класть на спусковой крючок. Это ты делаешь только непосредственно перед выстрелом. Случайные выстрелы нам ни к чему. Левый глаз не прищуривай, ты так себе только сужаешь поле зрения. Смотришь на цель, вынимаешь пистолет так, чтобы он сразу располагался на линии прицеливания. Стволом не размахивай, помни, что он может выстрелить и ранить кого-то из окружающих тебя людей. Теперь повтори. «Как-то ты все не так показываешь, как в фильмах». «Потому что фильмы снимают дилетанты, которые жлобятся оплатить консультацию профессионала. Отсюда куча клише и стереотипов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Ну, знаешь, все эти крутые парни, которые размахивают пушками, словно новогодними хлопушками, чтобы круто выглядеть на общих планах и все такое. А ты, выходит, профессионал? Скорее, любитель с крепкой базой. Практикуйся с разряженным пистолетом каждый день, без стрельбы. Можешь прямо дома это делать. Вынула палец на скобу, сняла с предохранителя, навела на цель, поставила на предохранитель, убрала в кобуру. И так по кругу. Хотя бы по 2-3 сотни повторов каждый день. Через месяц будешь делать это так же естественно, как дышишь». Девушка тяжело вздохнула в ответ. «На деле все не так уж и просто». Легко только кошки родятся, а тут, как и в любом другом деле, требуется упорство и настойчивость. Плюс регулярная практика. Проследив, что девушка выполняет движение правильно, он заставил ее сделать 50 повторов, чтобы закрепить результат, а сам занялся обновкой. Маузер показал себя выше всяких похвал. Натфиль знал свое дело. Вместо неуклюжего, брыкающегося пистолета из бородатого прошлого, теперь у него в руках был легкий, компактный
и поворотистый пистолет-пулемет. Звук, даже с учетом нового глушителя, из него и правда был громче, чем из того же вихря, но все равно это должно сильно сократить дистанцию, на которой звук несерьезного хлопка выстрела сможет засечь зараженный. После он дал Еве расстрелять несколько обоим по мишени, чем вызвал у нее массу восторгов. Причем про себя отметил, что девушка схватывает все буквально на лету. «Слушай, это так круто! Никогда бы не подумала, что это так здорово!» «Рад, что тебе нравится. Этот малыш теперь твой. Можно с Надфилем договориться, будешь сюда на регулярной основе заходить и практиковаться. Патроны, правда, тебе придется покупать самой, но это уже потом. Я оставлю небольшой запас перед уходом». Европа посмотрела на него с недоумением. «Что значит, этот малыш теперь твой?» «Ровно то, что ты слышишь. Я тебе его дарю». «Зачем?» «Чтобы ты могла себя защитить. Разве ты не для этого захотела научиться стрелять?» Девушка серьезно посмотрела ему в глаза, после чего крепко обняла и поцеловала в щеку, едва слышно прошептав «спасибо». «Когда вернемся, покажу, как его разбирать и чистить. Старайся после каждых стрельб его приводить в порядок. Оружие не любит халатного к себе отношения, может подвести в самый неподходящий момент». После возвращения в гостиницу дикарь показал Еве принципы сборки-разборки пистолета и как за ним необходимо ухаживать, а заодно взял с нее обещание регулярно тренироваться. После этого девушка ушла, чтобы закончить свои дела в администрации. Дикарь пообещал ей вечером спуститься в бар. Оказывается, Дина позволила ей занять одну из комнат на 3-м этаже. Конечно, сомнительное решение, учитывая, что там творится по ночам, но это лучше, чем та ночлежка, куда Стаб поселил остальных новичков. Сам же дикарь решил попрактиковаться в своих приобретенных в Улье навыках. Для начала он попробовал мысленно ускорить процесс регенерации руки. Правда, каких-либо изменений не ощутил и не увидел. Конечность еще с утра перестала гореть огнем, только лишь жутко чесалась в том месте, где раньше находился рубец. Маленькая зачаточная ладошка вообще никак о себе не давала знать. По-видимому, в ней и впрямь еще не полностью сформировались нервные окончания. Дикарь решил поэкспериментировать со своим щитом. Активировать его оказалось несложно, просто вызвав в голове те же ощущения, которые он испытал, когда монах выстрелил в него из пистолета. Сложнее оказалось понять, как его выключить. После нескольких попыток он дошел до понимания, как это делать, не дожидаясь полного слива запаса внутренней энергии. Поначалу щит выжигал содержимое его внутреннего резерва и только после этого благополучно отключался. Вот только ощущения после опустошения внутренней батарейки оказались очень на любителя. Дикарь чувствовал себя выжатым как лимон, приходилось ждать около часа, прежде чем он более или менее возвращался в норму. К тому же с каждой последующей активацией время жизни щита было все короче. Если сначала он пробыл под куполом около 5 секунд, то уже с 3-й попытки щит отвалился уже спустя пару секунд. И в последний раз откат был особенно суровым. Похоже, ему требуется несколько больше времени на полное восстановление внутренних запасов. Еще выяснилось, что щит – это по сути кокон, тонкой пленкой покрывающий его тело и те предметы, которые касались его тела. Одежда, оружие и снаряжение. Крупные объекты, которые дикарь пытался затащить под купол, как, например, кровать, защита игнорировала. Кажется, что у нее был определенный лимит площади или объема непонятной материи, из которой она состояла, бесконечно увеличиваться она не могла. Защита полностью изолировала его от внешнего мира, уподобляясь скафандру. Внутри был некоторый запас воздуха, но дикарь подозревал, что если он пробудет под щитом слишком долго, например, если сможет серьезно увеличить запасы внутренних сил, он может элементарно начать задыхаться внутри. Многого он понять не успел, кончились резервы.
Но даже этого было уже более чем достаточно для размышлений. Похоже, его щит защищал его абсолютно от всех видов урона, пока был активен. Он не пропускал вообще ничего, кроме световых волн, даже воздух, но, к счастью, не мешал передвижению дикаря, пока был активен. Пока не ясно, насколько он прочен, но, вспоминая свои ощущения в момент соприкосновения поля щита и пистолетной пули, было понятно, что он вообще ничего не ощутил в тот момент. Защита поглотила абсолютно всю кинетическую энергию пули. Конечно, не факт, что она сможет продержаться точно так же под очередью из крупнокалиберного пулемета. Но одно ясно. Пока кокон активен, его неизвестная энергия препятствует любым повреждениям тела дикаря. Похоже, он обзавелся двумя защитными способностями одновременно. И разогнанная регенерация, и щит. Больше информации о своих способностях дикарь сможет выудить только, так сказать, в процессе эксплуатации. Остаток дня он посвятил изучению информации о Улье. Как оказалось, на флешке, торчащей в мониторе на стене его номера, помимо целой коллекции фильмов и клипов, нашелся топорно смонтированный фильм, который закадровым голосом вещал самую важную для новичков информацию. Многое из этого дикарь уже слышал от Холода и Бурана, но часто мелькало и что-то незнакомое. В любом случае, информация – это самый важный ресурс. Так было всегда и везде. Глава 19. Радиация. Сон снова был прерван бесцеремонным стуком в дверь. Прямо дежавю какое-то. Правда, на этот раз стук был настойчивым и громким, да и Ева спала у дикаря под боком. Вчерашний вечер, прошедший за посиделками в баре на пару с Лунем, закончился ожидаемо. В смысле, они с Европой снова уединились в его номере. И вот сейчас, не успевший толком начаться сон, вновь отодвинулся на неопределенное время. Осторожно вынув руку из-под головы девушки, он встал. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. Она все равно проснулась. Этот грохот и мертвого поднимет. «Да иду, не барабань». За дверью стоял недовольный вандал. Причем трейсер уже был упакован в сбрую, явно готовый на выход. «Собирайся в темпе и напарника своего тряхни. Через полчаса отчаливаем». Не утруждая себя лишними разговорами, он повернулся и забухал берцами по металлическим ступеням, спустившись в зал бара. Дикарь секунду смотрел ему вслед, после чего, как был, в трусах и шлепках, дошел до двери номера разведчика. Тот выглянул на стук почти сразу, словно и не спал вовсе, разве что всклокоченная голова указывала на то, что это не так. «Уходим, Лунь, полчаса на сборы». Седая голова кивнула и исчезла в дверном проеме. Дикарь вернулся к себе, принявшись сгружать в рюкзак свои манатки, стараясь ничего не забыть. Ева, прикрывшись простыней, наблюдала за его сборами. Упаковавшись в бронежилет скрытого ношения, новенький костюм и РПС, доставшуюся ему от Муров, дикарь распихал по подсумкам заблаговременно набитые магазины, вынул из шкафа оружие. Окинув взглядом номер и убедившись, что ничего не забыто, он присел на кровать рядом со сжавшейся под простыней Евой, нервно кусавшей губы. «Думала, ты хотя бы еще пару дней тут побудешь». «Я и сам не рассчитывал так рано отсюда уходить, но приходится, иначе застряну тут надолго. Прости». «Мы оба знали, что это произойдет, так что не извиняйся», – девушка склонила голову ему на плечо. «Береги себя, хорошо?» «Ты тоже. Не забывай тренироваться с пистолетом, ладно? Может, мы еще встретимся?» «Может быть». Дикарь дотронулся губами до лба девушки, накинул рюкзак на плечи и вышел из номера, стараясь идти твердой походкой и не оглядываться. Как бы он себя ни настраивал на этот момент, понимая его неизбежность, остаться полностью равнодушным у него не вышло. Ева запала ему в душу, и уходить было тяжело. Вандал дожидался их перед входом в заведение Дины. В полном молчании троица дошагала до парковки на выезде из стаба. Тут находились Топор, Налим и еще один человек, лица которого в предрассветных сумерках дикарь так толком не разглядел. «Загружайтесь».
Лидер трейсеров махнул рукой в сторону стоявшей рядом буханки. Самой обычной, даже без традиционных наваренных на корпус решеток. «Далеко мы на этой колымаге не уедем». «Далеко и не надо. По зоне особо не покатаешься, там больше на своих двоих». Тут голос подал персонаж, с которым дикарь еще не был знаком. И голос этот ему не понравился. Прямо сочился желчью. «Топор, ты что, зеленых на охрану подрядил, что ли? Совсем уже? Или забыл, куда мы направляемся? Подставить нас всех хочешь? За что я вам плачу? За это, что ли?» «Сухарь, ты глаза разуй, посмотри хотя бы на их снарягу. Тут не все ветераны упакованы так, как эта парочка. К тому же за этих парней поручился хороший человек. Короче, волноваться на их счет тебе ни к чему. Сам, главное, не подставляйся». «Ладно, хрен с ним. Уговор есть уговор. Доставите меня куда надо, получите свой горох. Вот и не нагнетай обстановку». Разговор на этом заглох. Человек, который, как понял дикарь из разговора, нанял отряд трейсеров на охрану и сопровождение, нахохлился и отодвинулся в угол машины. Остальные рейдеры занялись проверкой оружия. Буханка тем временем заехала в карман блокпоста. Увидев в свете фар человека у ворот, дикарь попросил притормозить на минутку. «Здорово, Грек. В ночную сегодня?» Знакомый охранник крепко сжал протянутую ему в приветствии ладонь. «Как видишь, на салак все не сбросишь. Начальник караула должен тут сидеть. А вы чего, уже сваливаете? Да еще перед самой перезагрузкой зоны? Так уж карты легли. Ладно, тогда удачи вам. Не помешает, я так кумекаю». «Ага, Грек, можешь мне оказать еще одну небольшую услугу? Мне, возможно, должен капнуть от стаба небольшой бонус за инфу. Пусть Палаш его Европе отдаст». «Это девка, за которую ты у меня перед Диной просил? Та, которую она взяла к себе в бар? Она самая». «Не вопрос, передам. Бывай, дикарь, легких дорог». «Да и тебе не хворать». Покинув пределы стаба, машина погасила все огни. Налим, сидевший за рулем, накинул маску ноктовизора, дальше они двигались в темноте. Вернее, в постепенно редеющем сумраке. На востоке уже начала сереть полоска неба, предвестница грядущего рассвета. Из-за отсутствия любой информации, поступавшей извне машины, дикарь решил сконцентрироваться на себе. А заняться тут было чем. За прошедшую ночь его рука окончательно регенерировала до нормального размера. Вот только она все еще ощущалась неживым протезом. Он не мог ею шевелить, да и тактильные ощущения отсутствовали. Дикарь закрыл глаза и постарался сосредоточиться на ней, как уже делал у монаха, когда запустил процесс репликации. Под рокот движка, рывки и покачивания корпуса машины ему удалось отключиться от реальности. Кисть словно начали грызть изнутри тысячи мелких прожорливых насекомых. Хотелось чесать ее, раздирая кожу до мяса. Спустя полчаса таких мучений дикарь наконец смог слегка дернуть указательным пальцем. После этого процесс наконец пошел. Мышцы, отросшие кисти, пусть и неохотно, но начали ему подчиняться. Появилась чувствительность, в результате он смог кое-как сжать кулак. Очнулся он от хлопка двери машины и тут же понял, что та больше никуда не едет. «Приехали, выгружаемся». Снаружи заметно посветлело. Вот-вот и появится краешек восходящего светила. Бойцы вокруг машины упаковывались в химзу и противогазы. Дикарь последовал их примеру, вынув защитный комплект из рюкзака. Он с недоумением осмотрелся в сером сумраке. «Это же вроде стандарт. Машина ваша не исчезнет со следующей перезагрузкой?» Ответил топор, который как раз выгружал из кузова свой печенек. «Да и хрен с ней, а на стаб ее загонять себе дороже. Уже через неделю так фонить начнет, что сам не захочешь в нее садиться». «Ладно, повторяю для всех, а особенно для новеньких. С этого момента противогазы и антирад-костюмы не снимаем, пока я не дам команду. Следите за дозиметром. У нас маршрут проверенный, но в зоне постоянно появляются новые фонящие пятна. Соваться в них не стоит. Стараемся не шуметь, стреляем только с тихих стволов. Твари тут такие, что лучше с ними лишний раз не связываться. К тому же они наверняка полезут на перезагрузку. Поглядывайте по сторонам.
Вокруг спорные территории, тут можно напороться и на муров, и на атомитов, и еще черт знает на кого. Сухарь, держись в центре. Дикарь, Лунь, вы рядом с ним. И пушками нам в спины не тычьте. Рации поставьте на 7-й канал. Все, проверяем снарягу и оружие и выдвигаемся. Опыт пеших переходов по кластерам у трейсеров имелся, это было заметно. Они очень походили в этом на Бурана. Тоже передвигались осторожно, старались не светиться на открытых пространствах. Если что-то не устраивало Налима, который вел группу, они сдавали назад или в стороны, искали обходные пути. В основном это происходило из-за радиоактивных пятен, встречавшихся на их пути. Такие участки попадались пока нечасто, да и фанило на них в пределах желтого сектора дозиметра. Но топор даже в таких мелочах предпочитал не рисковать. Поэтому их группа петляла по местности словно зайцы. Первые проблемы их настигли спустя час. Группа пересекала небольшую лиственную рощу. Деревца вокруг стояли довольно чахлые, видимость была хорошей, так что никто не ожидал того, что произойдет. Дикарь в самый последний момент почувствовал, как внутри неприятно царапнуло. Еще не понимая, откуда последует нападение, он вскинул маузер, переводя его в автоматический режим. Кусок серого мрака, почти полностью сливавшийся с тенью, мелькнул перед глазами, сиганув прямо в центр группы из кроны дерева. Откидываясь назад, дикарь утопил спусковой крючок. Пистолет-пулемет закашлял очередью, нападающий противно взвизгнул, перелетев через свою несостоявшуюся жертву. Скрюченная дистрофичная лапа с устрашающими когтями мелькнула в воздухе перед самым стеклом противогаза. Дикарь, уже завалившись на землю, услышал, как сзади него что-то столкнулось с этим непонятным когтистым существом, послышалось шипение и неразборчивый мат. Он подскочил как ужаленный, но все уже было кончено. Напавшая на них тварь, отдаленно напоминающая лысую обезьяну-переростка, неподвижно лежала на земле, разбросав в стороны непомерно длинные конечности с еще более непомерными когтями на них, и лишь беззвучно разевала огромную пасть, усаженную целым чистоколом игольчатых зубов. Даже на вид тварь выглядела чертовски опасной. «Это еще что за гомункул?» Топор вынул клюв, металлическую кирку с заостренным шипом, и с хрустом опустил его на череп недобитка, проломив ему висок. «Обыкновенный рад-спидер, они любят такие засады устраивать». «А чего он такой заморенный и страхолюдный?» «Спроси у него сам, они в зоне из-за радиации во что только не мутируют. Еще насмотришься. Потроши его и сваливаем отсюда, пока новых мутов не набежало». Топор отошел к негромко матерящемуся вандалу. Падающая тварь уже на излете цапнула его своими когтищами, оставив на память небольшую рану на руке. Лидер трейсеров залил ее каким-то составом из небольшого аэрозольного баллончика. Состав вспенился, а на месте раны появилась небольшая нашлепка из биогеля. Залатав дыру в химзе с помощью клейкой ленты, топор помог подняться вандалу с земли. Дикарь сделал себе зарубку в памяти на будущее. Такой баллончик совсем не будет лишним в походах по кластерам. В затылке паукообразной обезьяны обнаружились две виноградины. Они заметно отличались от всех виденных дикарем ранее. Более крупные, с оранжевыми радиальными прожилками. Похоже, это те самые рацпараны, про которые ему уже довелось слышать. «Ловко ты его срезал, прямо в шею угодил. Они, падлы, тихорятся так, что даже сенсы их не чуют. Налим вон даже ухом не повел, до последнего его не видел. А ведь уродец засел прямо над нашей головой. Мог бы нам крови попортить, если бы не ты. Ты увидел его, что ли, как-то?» Чуйка сработала, просто повезло. После этого зараженных в округе заметно прибавилось. Похоже, они приближались к городским кластерам. Хорошо, что больше не попадались такие же спайдермены. Лишь обычные бегуны, разве что выглядели отвратно. На серой коже там и тут мелькали нагноения, струпья и язвы. Лучевая болезнь не щадила мутантов. С выскакивающими из кустов зараженными разбирались без лишнего шума. Клювами или бесшумными выстрелами из тихорей. Зараженные улья вообще не блистали миловидной внешностью, но местные твари переплюнули в этом всех остальных. От одного взгляда на них мороз пробирал до нутра.
Один раз их заставил поволноваться серьезно искореженный облучением жрач, больше походивший на какую-нибудь фантастическую тварь из голливудского блокбастера. Уродливый мутант почуял их заранее и затаился в зарослях можжевельника, бросившись на отряд в самый последний момент. Проблему решил пулемет топора, практически в упор разворотивший голову мутанту короткой очередью. Вот только банка прибора бесшумной беспламенной стрельбы гасила звуки выстрелов лишь частично. Следом за ними из окружающего перелеска раздалось хоровое урчание. Бегуны и пустыши, коих в окружающем лесу оказалось до неприличия много, радостно бросились на звуки стрельбы. Отряду пришлось срочно ускориться, чтобы сбросить хвост. Они полчаса уносили ноги, отстреливая самых прытких зараженных уже из бесшумного оружия, после чего залегли в очередном перелеске на вершине каменистого холма, с которого открывался хороший вид на холмистую низину, поросшую чахлым, пожелтевшим лесом. С их холма в долину тянулась полоска шоссе, которая упиралась в небольшой городишко, расположившийся на берегу реки. Дальше за лесом виднелись озера и открытая вода, на берегу которой на фоне сопок маячила огромная серая коробка здания АЭС и красно-белая труба при ней. Сейчас пейзаж был мертвым. Лишь на шоссе кое-где мелькали заброшенные раскуроченные машины, но по повисшей в воздухе характерной дымке можно было понять, что расклад вот-вот поменяется. Топор сверился с показаниями дозиметра и сдернул маску противогаза, с удовольствием оттерев вспотевший лоб. Дикарь последовал его примеру. Непривычная к наморднику кожа лица зудела и чесалась от пота. «Так, мужики, маски можно снимать. Перезагрузка вот-вот начнется. В кластере после нее будет чисто до первого дождя. Как только кисляк спадет, рвем когти, у нас будет не больше часа. Потом тут такое начнется, что скучать станет некогда». «Куда именно нам надо попасть?» «Сперва дойдем до небольшого дачного поселка». Он указал на ряд домишек, проглядывавших в зарослях деревьев левее трассы. «Разживемся колесами и будем прорываться через пригород на север в сторону станции. Там по пути есть пост МЧС. На этом посту берем катер-амфибию и сматываемся отсюда с ветерком. В крайнем случае можно будет там разжиться лодкой. В любом случае найдем на чем уехать, уже не раз проверено. Сам городок небольшой, открытый, спрятаться там особо негде, так что действовать придется быстро и нагло. В центр нам лезть ни к чему, проскочим по окраине. Постарайтесь не отставать, ждать никого не будем, не хватало еще угодить под радиоактивный дождик». «А если совсем в город не соваться?» У дикаря остались не самые приятные впечатления от последней прогулки по свежезагрузившемуся городскому кластеру. Тут везде пересеченная местность, нормальная автомобильная трасса только в городе. Пешком получится долго, а задержки грозят большими проблемами, можешь поверить мне на слово. Так что лучше проскочить на рывок, пока в городе тихо, ни атомитов, ни мутантов не набежало. Почему уходим именно водным путем? Так быстрее, а нам нельзя терять ни минуты, а то накроет. Да и не придется хватать лишние рентгены по кластерам. Пешком облучишься до фиолетовых соплей. Налим, что по округе скажешь? Мутантов поблизости дофига. Справа одна сплошная засветка. Слева почище, но тоже хватает. Но ты ведь сам знаешь, как зона перезагрузится, оттуда холодом понесет, а твари его не любят, тормознут ненадолго. Это если с погодой никакой подлянки не случится. Ладно, брифинг окончен. Заныкайтесь пока по кустам, чтобы твари не приманивать. И ждем конец перезагрузки. Дикарь залег в еловом стланнике с расчетом, чтобы был виден весь процесс загрузки свежего кластера. Отсюда открывался шикарный вид, он решил не упускать прекрасную возможность полюбоваться самым загадочным явлением улья. Заодно разрабатывал кисть, сжимая и разжимая кулак, изгибая пальцы по очереди. За прошедший час чувствительность и подвижность руки значительно улучшилась. И хотя до нормального состояния ей было очень далеко, а мелкую моторику придется развивать еще долго, он хотя бы сможет держать оружие двумя руками. Тем временем пейзаж все сильнее затягивало молочной дымкой.
Мерзкий запах кисляка донесло ветерком и до их убежища. Вскоре внутри кластера уже нельзя было ничего рассмотреть из-за вставшего сплошной стеной тумана. Из созерцательного состояния дикаря вырвал звук хрустнувшей ветки. Затаив дыхание, он осторожно выглянул из-за валуна, за которым укрывался. Лучше бы не выглядывал. Метров на 70 левее и чуть ниже по склону на каменистой площадке из ниоткуда нарисовался очередной ужас улья. Это нечто в своей прошлой ипостаси явно было обычным лесным мишкой. Клочья бурой шерсти до сих пор не везде сошли с облезлой шкуры. Но Стикс знатно над ним поработал. Плечевой пояс непропорционально увеличился и теперь бугрился гипертрофированными узловатыми мышцами. Передние конечности обзавелись дополнительным суставом, а стопа подогнулась внутрь, позволив длинным когтям завернуться назад. Растущий хребет и ребра выпирали из-под мерзкой серой кожи. Челюсти с неровными рядами зубов раздулись настолько, что мясо не везде успело покрыть активно растущие кости. На загривке, там, где должен находиться споровый мешок, угнездился серо-желтый горб, лоснящийся от сочившегося из него гноя. Все это дикарь отметил про себя за какую-то секунду. Мутант шумно вдыхал воздух, ворочая тяжелой башкой из стороны в сторону. Похоже, это один из преследователей, прицепившихся к ним после очереди из пулемета. Повезло, что он вышел из-под леска чуть в стороне. Появись он прямо за их спинами, сюрприз вышел бы неприятный. Краем глаза дикарь увидел, как правее зашевелился в кустах топор, прилаживаясь к своему пулемету. Дикарь понял, что еще немного, и к ним опять со всех сторон рванут привлеченные звуком стрельбы мутанты. Он аккуратно, чтобы не привлечь внимание зараженного, помахал трейсеру рукой, показав на свой вихрь. Топор согласно кивнул, знаками ответив, что подстрахует его. Дикарь осторожно, чтобы не клацнул механизм, снял автомат с предохранителя и навел маркер прицела прямо на омерзительный загривок мутанта. Тот, видно, что-то почуял, активнее закрутил головой по сторонам. Стало ясно, что еще немного, и он обнаружит кого-нибудь из прячущихся людей. Расстояние несерьезное, неподвижная мишень, условия как в тире. Вдох, выдох, чтобы успокоить бешеный стук сердца. Палец выбирает холостой ход спуска. Автомат плюнул очередью, которая выбила клочья шерсти и белесую жижу из этого отвратительного горба на спине мутанта. Дикарь не отпускал спусковой крючок, вколачивая пулю за пулей в загривок зараженного. Уж больно впечатлился его грозным видом и габаритами. Тот, словив порцию свинца, удивленно всхрапнул, начал было поворачиваться, но на полпути передумал и завалился вперед, засучив задними лапами. Дикарь кинул взгляд вправо, увидев, как топор опустил свое оружие и показал ему большой палец. Квас подполз к нему поближе. «Второй раз за сегодня уже нам тылы прикрываешь. Не зря тебя Буран нахваливал. Что за урод такой? Кусач?» «Да не, лотерейщик простой. Может, начинающий топтун. Сам гляди, брони почти нету. Ноги только-только начали меняться». «А хрена ли он такой здоровый тогда?» «Да с медведями всегда так. Стартовая масса больше. Удачно, что он на нас вышел. Из такого зверька может самый гадостный рат-элитник вылупиться. Месяц-другой, и он бы тут всей округе дал прикурить». «А что за ерунда у него на загривке?» «Да черт его знает. У местных тварей из-за облучения вечно всякое дерьмо наружу лезет. Особенно на начальных стадиях, пока реген еще не разогнан. Потроши его в темпе, кисляк сходить начал, пора выдвигаться». И они двинули. Правда, перед этим дикарю пришлось перебороть собственную брезгливость и второпях лупцевать топориком отвратный нарост на спине медведя-мутанта, разбрызгивая буро-желтую гнойную жижу в попытках добраться до мешка. Кстати, рядом с мертвым зараженным его счетчик Гейгера взбунтовался, раздражая назойливым треском. Похоже, Мишка умудрился где-то хватануть нехилую дозу, и только регенерация зараженного спасала его от печального конца. Да и то, судя по колоссальному гнойнику на загривке, полностью справиться с последствиями облучения даже ей не удалось.
Зато в мешке медведя-лотерейщика нашлось 3 виноградины и 1 рад-горошина. Последняя тоже разительно отличалась от обычного сахарка. И крупнее, и вместо однотонного желтого цвета имеются насыщенные оранжевые вкрапления. Закинув добычу в карман, дикарь бросился вслед группе. Туман поредел, теперь можно было двигаться вперед. На границе кластера он догнал группу, а заодно ощутил то, о чем рейдеры говорили ранее. В лицо дохнул не по-летнему холодный ветер. После привычных 20 градусов едва-едва плюсовая температура ощущалась очень некомфортно. Трейсеры припустили вперед. Дикарю пришлось приложить усилия, чтобы не отставать от них в густом лесу, а заодно не переломать на каменистых кручах и в переплетениях корней собственные ноги. Даже тренированному и побитому войной луню приходилось несладко, а сухарь тот и вовсе взмок и тяжело дышал. Но никто не жаловался. Напряжение, передавшееся им от топора и его соратников, стимулировало лучше любых слов. Похоже, холодный воздух столько что перезагрузившегося кластера и впрямь отпугнул зараженных. С того момента, как они перешли через границу, им навстречу не попался ни один мутант. Однако топор все равно шел через лес, не рискуя выходить на трассу, пролегавшую чуть правее. Спустя 15 минут они вышли к крайним дачам того поселка, который дикарь рассмотрел с вершины сопки. Обостренный слух и обоняние кваза вычленяли крики детей, разговоры взрослых, бренчание расстроенной вдрызг гитары, запах дыма и даже шашлыка, от которого у него рот сразу наполнился слюной. В общем, нормальная палитра звуков и запахов заурядного дачного поселка в выходной день. Поправка, нормальной она была на земле. Здесь же выглядела приглашением местных любителей человеченки к столу. И они не преминут им воспользоваться. Лидер трейсеров выглянул из кустов, оглядывая окрестности. Никто из местных жителей пока не заметил их группу. Оседлые мутанты тоже не спешили к трапезе. «Ладно, ребятки, теперь собрались. Стволы держите наготове, но местных старайтесь сильно не пугать. Нам пройти по третьей линии метров 500, там должна стоять шишига. Если все ровно, берем ключи и айда в город. Аккуратно проезжаем по краешку, полицаев местных стволами не нервируем. Если будут проблемы и придется разделиться, ищите транспорт и езжайте по улицам Партизан Заполярья и Энергетиков до развязки. Потом по трассе на север, пока справа не покажется залив. Там сворачивайте и ищите базу МЧС. Ее хорошо видно, не ошибетесь. На все про все ровно час, ставьте таймеры. Дольше тут сидеть нельзя, иначе попадем под осадки. Все, поехали. Топор легко перемахнул через 1,5-метровый забор, словно на нем не было безразмерного рюкзака, а в руках он держал не тяжелый пулемет, а невесомый зонтик. Остальные трейсеры последовали его примеру. В первом же дворе напоролись на группу молодых парней и девчонок. Те явно выехали на отдых с банькой, из трубы которой валил дым. Рядом расположился мангал, мясо на котором распространяло те самые божественные ароматы, что он уловил еще из кустов. Молодежь, увидев, как через дачный участок марширует группа увешанных оружием хмурых мужиков в камуфляже, впала в ступор. Дикарь, не удержавшись от соблазна, раздвинул молодых людей и подцепил один из шампуров. Его непомерный аппетит урчанием в животе недвусмысленно намекнул, что отсутствие завтрака – это очень плохая идея. Тут отмер один из парней. Высокий и плечистый, с прилизанными в замысловатую прическу волосами, он явно был тут неформальным лидером и среагировал первым. Мужик, чё за дела?» Дикарь с упоением вдохнул запах, от которого рот моментально наполнился слюной и сорвал кусок скворчащего мяса с пики. Мясо обжигало, но его восхитительный вкус с лихвой окупил неудобства. Он принялся жевать, попутно окинув взглядом стайку молодых девчонок, среди которых даже была парочка довольно симпатичных. «Спасибо, очень вкусно! Пока!» Дикарь помахал рукой и направился вслед за трейсерами. Растерявшийся парень, однако, собрался с мыслями и окликнул его в спину. «Вы кто такие?»
Дикарь проглотил вкуснятину и бросил ему через плечо. «Садитесь по тачкам и валите на юг, и быстро, через час тут все вокруг умрут нехорошей смертью». Паренек еще что-то спросил вслед, но он его уже не слушал. Не то чтобы дикарь всерьез верил, что эта компания прислушается к его совету, но вдруг... Так они хотя бы будут знать, куда им двигаться. Кроме того, он поймал себя на мысли, что в этот раз смотрит на окружающих его свежаков как-то отстраненно. Не сказать, что ему стало совсем наплевать, что с ними будет, но в прошлый раз он реагировал значительно острее. Догнав группу, нарвался на неодобрительный взгляд топора. А вот вандал со всей своей непосредственностью ухватил с шампура самый смачный кусок шашлыка и отправил его в рот. «Ты смотри, уже ништяков затрофеил. Наш человек». Шишига стояла там, где и предполагал топор. Пока тот кошмарил владельца, выбивая из него ключи от грузовика, дикарь немного осмотрелся вокруг. И кое-что его всерьез напрягло. В атмосфере кластера творилось нечто необъяснимое. В небе еще совсем недавно абсолютно чистом сейчас формировалась циклопическая воронка из низких рваных кучевых облаков. Никогда прежде ему еще не доводилось видеть ничего подобного. Неведомая сила закручивала атмосферу спиралью, формируя нечто вроде огромного торнадо прямо над перезагрузившимся кластером. Похоже, он видит то самое явление, о котором рассказывала ему Дина. Теплый воздух окружающих кластеров столкнулся с холодными массами воздуха кластера из Заполярья. Они пришли в активное движение, перемешиваясь между собой. И это именно то, чего так опасались трейсеры. А испугаться было от чего, ведь зрелище и впрямь внушало, и оно довольно быстро набирало обороты. Такими темпами тут скоро поднимется серьезная буря с неприятным довеском в виде радиоактивной пыли, собранной с окрестных мертвых кластеров и стабов. Это заметили даже придавленные откатом свежаки. Местные перестали интересоваться мутной группой вооруженных людей и теперь, задрав головы вверх, смотрели в небо. Грузовик выехал из дачного поселка и на максимально допустимой скорости направился в сторону полярных зорь. На этот раз за баранкой сидел вандал, его манера езды кардинально отличалась от того, как вел буханку Налим. Он нагло подрезал малолитражки, выезжал навстречку и сбрасывал обороты только тогда, когда вынужден был затормозить. В какой-то момент он нехило зацепил крыло проезжавшего мимо Брабуса железным швеллером бампера 66-го. Водитель гелика, бывший, судя по машине, одним из местных воротил, явно словил дикий разрыв шаблона от того, что замызганная ржавая шишига безо всяких стеснений снесла ему фонарь вместе с куском крыла. Он развернулся и принялся догонять грузовичок, настойчиво сигналя клаксоном. Сухопарый, бритый наголо мужик, сидевший за рулем пострадавшего авто, поравнялся с ними, опустил стекло пассажира и принялся истерично перекрикивать гул двигателей, выкатив водянистые глаза от возмущения. «Вы чё, суки, совсем берега попутали? Да я вас, гниды, в асфальт!» Что именно он планировал сделать, осталось недосказанным, потому что топор демонстративно приподнял пулемет, оттянул затвор своего печенега назад и навел мушку на лобовое стекло иномарки. Водила повторно поймал разрыв шаблона, проследив мутным взглядом, как патрон, выщелкнутый затвором, пролетел между машинами и исчез под колесами. Он резко передумал продолжать беседу и вывернул руль, чудом избежав столкновения с большегрузом на встречной полосе. «Вандал, давай в городе поаккуратнее, а не как всегда». Лидер трейсеров постучал по крыше, привлекая внимание водителя. «Стволами постарайтесь не отсвечивать, нехрен ментов дразнить. В городе сейчас тишь да гладь, местные пока еще не успели переполошиться». Дикарь тактично промолчал о том, что буквально пару дней назад, точно в таком же, только перезагрузившемся кластере, они нарвались на несколько настырных патрулей стражей порядка. Правда, тогда свою лепту внесли черти, переполошив служителей закона своими действиями. Атмосферное явление, между тем, продолжало набирать обороты, все увеличиваясь в размерах и на глазах наливаясь свинцовым цветом. И, судя по тревожным взглядам, бросаемым на небо трейсерами, их отряду это не сулило ничего хорошего.
Вандал и впрямь сбросил скорость на въезде в город, даже перестал нарушать правила. Они поехали налево, между многоэтажками спального района и лесополосой, оставив справа футбольное поле. Правда, их группа в полосатых купальниках, вернее в химзе и с противогазами на груди, даже без учета оружия выглядела, мягко говоря, подозрительно. Они присели за бортами открытого кузова грузовика, но это не могло их скрыть от всех любопытных взглядов. Дикарь оценивал их шансы проехать в таком виде через город без проблем, как весьма призрачные. Но пока что обходилось. Водители, крепко придавленные откатом, хоть и бросали в их сторону настороженные взгляды, гораздо больше волновались по поводу пропавшей связи и происходившего на небосводе. Ну, хотя бы с электричеством тут был порядок. Светофоры работали почти везде. Как-никак в кластере была своя АЭС. Однако кое-где электричество все же отключилось. Похоже, не выдержали перегрузки некоторые из подстанций после отключения внешних потребителей, которые остались на Земле. Некоторое время они спокойно двигались в не слишком интенсивном транспортном потоке. Городок и впрямь оказался небольшим. Московским пробкам тут было взяться неоткуда, не та плотность населения. Да и вообще абсолютно все здесь было не таким, как в столице. Даже застройка была нарочито свободной. Огромные пространства между домами резали глаз. А на той площади, которая была отведена под двухполосное шоссе, можно было свободно разместить пару футбольных полей. Дикарю, привыкшему к московской тесноте, где каждый клочок земли стоил баснословных денег, а застройка была настолько компактной, насколько позволял здравый смысл, все это казалось по-настоящему диким. Даже полицейские тут были какие-то вялые и апатичные, на их шишигу никто толком не обращал внимания. Будь на их месте столичные ушлые коллеги, так просто грузовичок с мутноватой компанией на борту по городу бы точно не проехал. Вот что значит жить в холодном климате. Спокойную езду отравляла разве что активно набирающая чернильную черноту атмосферная аномалия над их головами. Но все резко изменилось, когда они сделали резкий поворот, свернув с улицы Партизан Заполярья на энергетиков. Тревогу забил Налим, схватившись за оружие. Дикарь проследил за его взглядом и смог лишь в сердцах выругаться. Слева мелькали коробки гаражей, за которыми тянулся натуральный дикий лес. И вот из этой лесополосы в их сторону гигантскими прыжками двигался элитник. Да какой! Такую тварь еще поискать. Зверюга, смахивающая на огромного панголина, которому по ошибке вместо милой и забавной мордочки прилепили хлеборезку гигантозавра. Весь в антрацитно-черной угловатой чешуе бронесекций, которая делала его похожим на еловую шишку, с мощными когтистыми передними лапами, он одним своим видом внушал желание очутиться как можно дальше отсюда. Дикарь сравнил его с тем суперэлитником, что ему посчастливилось подорвать на эстакаде МКАДа, и понял, что этот зверек пугает его сильнее. Значительно сильнее. А когда мутант, походя, прямо на бегу снес своим гибким, похожим на шипастый хлыст хвостом бетонный столб, он понял, что его интуитивный страх вполне обоснован. К счастью, кошмарная тварь гналась не за ними. Супер протаранил головой пассажирский автобус, сбросив его с трассы. Затем одним движением словно сорвал крышку с банки чипсов, избавил его от крыши и запустил когтистую лапу внутрь. Дикарь с расстояния в пару сотен метров услышал полный безысходности вой пассажиров, воочию узревших собственную смерть. «Вандал, гони, мать твою, так!» Даже не особо выразительное лицо топора смогло передать полную гамму чувств лидера трейсера. «Откуда ж ты такой вылез-то, а? Никогда такого не было, и вот опять!» Он сжал цевьё пулемета побелевшими пальцами и со страхом смотрел на силуэт мутанта, пировавшего на остове Икаруса. Битый ульем трейсер натуральным образом испугался, и дикарь его полностью понимал и поддерживал. Водитель выжимал из машины все возможное, уже не заботясь о нарушении правил дорожного движения или привлечении внимания к их группе. То, что осталось за их спинами, заботило гораздо сильнее.
Машина выехала на кольцевую развязку, в центре которой стояла высокая черно-белая стелла. «Почти на месте!» Топор с нарастающей тревогой поглядывал то им за спины, где остался кошмарный монстр, то на наливающееся свинцом небо. Дикарь ощутил сильный, пробирающий до костей даже сквозь химзу ветер, задувавший в кластере. Над землей поднялись клубы пыли, закручиваясь в вихревые воронки. Справа мелькнуло зеркало открытой воды, и Шишига свернула с трассы в сторону залива, принявшись петлять между складами и ангарами. Момент, когда из бокового прохода вынырнул УАЗик с пулеметом на раме, дикарь пропустил. Если бы не мат топора, он вообще мог бы его не заметить. Но из-за возгласа трейсера он повернул голову в сторону и успел увидеть, как пулеметчик в каком-то балахоне, сидевший в угловатой башенке на крыше козла, уже довернул ствол ПКМ в их сторону и вот-вот нажмет на спуск. Все, что он успел сделать, напрячь скулы, молясь про себя, чтобы его защита выдержала. Время снова слегка замедлилось, как в тот раз с бандитами, позволяя отмечать про себя даже самые мелкие детали. В следующий миг на конце ствола пулемета вспух огненный бутон, и в их сторону полетели стремительные трассеры пуль. Странно, но в этот раз звуки не исчезли. Он слышал, как, захлебываясь, ракочет вражеский пулемет, как за его спиной шипят от боли и матерятся раненые, как со звоном плющится о силовой кокон вражеские пули. Похоже, своим инстинктивным страхом дикарь переместил всю мощь своей способности вперед, оголив защиту сзади. Это усилило броню и помогло ей справиться с нагрузкой, которую, кстати, в этот раз он ощутил очень отчетливо. Многочисленные попадания винтовочных пуль быстро пожирали ресурсы его щита. Похоже, у его силового кокона есть пределы поглощения. Однако свою задачу он выполнил и не дал нашпиговать его тушку свинцом. Все это дикарь отметил про себя уже в движении, заваливаясь в сторону под прикрытие борта кузова и отключая способность. Эфемерное укрытие. Ведь он отчетливо видел, что пули прошивали доски бортов как картон. Вражеский стрелок, увидев, что он падает вниз, похоже, решил, что попал в цель, и развернул ствол в сторону, стараясь зацепить тех, кто стоял за спиной дикаря. Скинув толстый ствол вихря, дикарь потянул спусковой крючок. Короткая очередь из автомата прошила бортик самопальной защиты пулеметной башенки. Пули высекли из мягкого металла снопы искр, отбросив мешковатую фигуру за пулеметом назад. Из спины стрелка выбило красный фонтанчик. Не соврал надфиль, бронебойный боеприпас из вихря дырявит не толстое железо на вылет. А заодно и того, кто за ним укрывается. Следующая очередь прошлась через бликующие стекла внедорожника, покрывая их паутиной трещин. Лобовое стекло заляпало красным изнутри, в салоне кто-то упал вниз. Дикарь решил не мелочиться и добавил еще очередь в расчете на то, чтобы зацепило даже тех, кто решил укрыться на полу. За спиной раздались булькающие звуки. Похоже, кому-то из их группы крепко досталось. Но сейчас на это у него нет времени. Прыжок на землю, ствол вперед. Нет, похоже, контроль уже не нужен. В салоне козла неподвижно лежат окровавленные фигуры в каких-то плащах и тряпках. Очередь дикаря прошлась по салону железной метлой, прикончив каждого, кто был внутри с гарантией. Он задрал стволом автомата полу балахона водителя. Похоже, это те самые атомиты. Тело в коросте и гнойниках, под синюшной кожей набухли желваки и опухоли. Лицо под маской респиратора обезображено. На заднем сиденье тощие вещевые мешки, убогое оружие, ржавый карабин с замотанной грязными бинтами ложей, да парочка ружейных обрезов. Дикарь залез наверх и сдернул с вертлюга пулемет, единственную маломальски ценную вещь в этом бедламе. Оружие вроде бы не пострадало, да и выглядит относительно ухоженным. Разве что одна из его пуль отколола кусок от деревянного приклада. Одного взгляда на Шишигу хватило, чтобы понять, дальше она не поедет. Вражеский стрелок изрешетил кабину вместе с водителем, а заодно прошелся и по моторному отсеку. Топор стащил окровавленное тело с водительского места, но там не нужно иметь 7 пядей во лбу и медицинское образование, чтобы понять, что вандалу врачебная помощь уже не потребуется.
Молодой рейдер словил около десятка пуль и не подавал признаков жизни. Дикарь положил пулемет на землю и заглянул в кузов. Так или иначе, пострадали все, кто там был. Ну, за исключением его самого и топора, который каким-то образом умудрился уйти с линии огня. Но Налиму и Луню крупно повезло. Между ними и пулеметом находился дикарь и его спасительный щит. Если бы не это, их наверняка бы изрешетило тем десятком пуль, которые остановила защита кваза. Луню слегка продырявило левую руку и посекло щепой от кузова лицо, но в остальном он был в порядке. Налим тоже легко отделался. Одна из пуль прошла по касательной над его плечом и вырвала кусочек кожи и мяса над ключицей. Второе попадание слегка оцарапало бедро. А вот Сухарь схлопотал всерьез, у него была на вылет прострелена грудь. Он отключился от болевого шока и сейчас пускал кровавые пузыри изо рта. Налим хлопотал над ним, перематывая рану, но, насколько мог понять дикарь, зеленкой тут тоже не обойтись. Будь они во внешних мирах, жить Сухарю оставалось бы полчаса от силы. Ранение легких очень опасная штука. Впрочем, в Улье у раненого еще были шансы. Доза спека и регенерация иммунного вполне могут его вытащить из этой передряги, при условии, что он протянет достаточно долго для этого. «Сучьи атомиты, ведь почти выскочили! Вандал, мать твою, что же ты, а?» Топор скрипнул зубами и тяжело вздохнул. «Там вашему нанимателю серьезно прилетело». Лидер отряда посмотрел на него отсутствующим взглядом. Но потом топор сделал усилие над собой. Он вынул из кармана шприц, заполненный желтоватым раствором, подошел к Сухарю и сделал ему инъекцию. «Ладно, надо в темпе уносить отсюда ноги. Сейчас друзья этих ублюдков сбегутся на шум, как стая бешеных собак. Налим, Лунь, хватайте Сухаря. Как хотите, но тащите его, тут осталось-то всего ничего. Я и дикарь прикроем отход. Вперед!» Разведчик и сенс-трейсеров, шипя и ругаясь от боли, подхватили бесчувственное тело Сухаря, кулем повисшее у них на руках, и поковыляли в сторону залива. И очень вовремя. Сквозь завывание ветра послышалось гудение множества моторов. Дикарь залег за зубастым колесом грузовика, притянув к себе трофейный ПКМ. Лежать пришлось рядом с трупом вандала, вокруг которого расплывалась красная лужа. Но других подходящих укрытий рядом не было. Топор последовал его примеру и устроился под прикрытием УАЗа. Из-за поворота выскочила пассажирская «Газель», переделанная под нужды улья. Нестандартные увеличенные колеса, защитный кожух из арматуры, пулемет на крыше. Топор открыл огонь раньше него, метко всаживая пули в желтый корпус автомобиля. «Газель» вильнула в сторону и врезалась в бетонный забор. Кто-то попытался открыть дверь изнутри, но дикарь и топор не дали ему это сделать. Очереди ПКМ и печенега превратили машину в мешанину из дырявого металла и мясного фарша. Кому-то все же удалось ускользнуть. Мешковатая фигура выскочила через заднюю дверь и растворилась в придорожных кустах. Дикарь скосил глаза в сторону своего напарника. Тот сжал челюсти и поливал измочаленный автомобиль скупыми очередями, словно отыгрываясь за смерть своего товарища. Банка глушителя от интенсивной стрельбы раскалилась до красна. Удивительно, как он вообще что-то видит из-за марева над ней. В следующую секунду что-то стремительно мелькнуло на краю поля зрения, затем по голове ударило молотком, а глаза засветило огромной вспышкой. В голове гудел рой рассерженных пчел, уши заложило словно ватой. Спустя несколько секунд, кое-как придя в чувство, дикарь перевел взгляд в сторону нападавших. И тут же стал свидетелем того, как очередная фигура в лохмотьях выглядывает из-за угла и наводит трубу РПГ на машину, за которой он прячется. Понимая, что счет идет на секунды, он припал к прицелу и нажал на спуск. Из-за последствий близкого взрыва и спешки он, конечно же, промазал, но стрельба сделала свое дело. Пули попали в кирпичную стенку рядом с гранатометчиком, того посекло шрапнелью, из-за чего он дернулся в самый последний момент и сбил прицел. Морковка с шипением пролетела над крышей шишиги и унеслась куда-то в сторону реки. Сам стрелок выронил пустой тубус и спрятался за углом здания. Вокруг развороченного уазика растеклась огненная лужа.
Тело топора по пояс лежало в огне, не подавая признаков жизни. Раскуроченный печенек откинуло в сторону. Похоже, близкий взрыв моментально убил лидера трейсеров. Сплюнув в сердцах, дикарь подхватил пулемет и, спотыкаясь от контузии, припустил следом за ушедшими вперед спутниками. Оставаться тут больше нельзя, еще немного и его окружат и закидают гранатами. Ну или добавят еще разок из РПГ или мухи. Неудобный для переноски калаш легался в руках, мешая бежать, но бросать его было еще рано. В ленте еще остались патроны, а преследователи за спиной никуда не делись. Глупо надеяться, что атомиты отступят после уничтожения двух своих машин. Рано или поздно они их нагонят. Для полного счастья с неба посыпались первые крупные капли дождя, оставлявшие на асфальте маслянистые черные кляксы. Зловещее атмосферное явление продолжало набирать мощь и приблизилось к своему апогею. Бетонированный спуск завершился огороженной площадкой, забитой разнообразной техникой с символикой МЧС. Сбоку мелькнуло небольшое здание, выкрашенное в радикальный серый цвет. Но дикарь прошел мимо, делать там ему совершенно нечего. Дальше длинный деревянный пирс. Дно залива рядом с берегом пологое. Похоже, что во время прилива и отлива урез воды сильно смещается. Вернее, раньше смещалось, теперь этот водоем, бывший ранее морским заливом, стал частью внутренней акватории Улья. На конце пирса плавучий понтон с небольшой будкой на нем. Вот туда он и направился, ведь тут была пришвартована к пирсу цель их стремительного заезда по зоне. Обтекаемый серебристый корпус амфибии, больше похожий на кокпит самолета, покачивался на набегающих волнах. А здоровенный движок, рулевые плоскости на корме да двойной огромный винт позади чудного катера только усиливали сходство с летательным аппаратом. «Долго вы еще тут возиться будете?» Налим, гоняя рукоятку топливной помпы, перекачивал горючее из бочки в бак. «Баки сухие, далеко так не уедем, надо хоть немного залить. Где топор?» «Спекся топор, все, гранатометом пригрело. Давай в темпе, к нам сейчас целая орава злющих атомитов пожалует в гости». «Суки, суки, суки, твари поганые, я же вас руками рвать буду!» «Налим, мать твою, соберись! Валить надо отсюда, быстро валить! Заводи колымагу, а то все тут поляжем! Лунь, помогай ему, да шевелитесь вы, олухи сонные!» Дикарь взгромоздился на крышу будки, где хранилось топливо и инструменты. На крыше лежала перевернутая вверх дном дюралюминиевая лодка, вот за ней он и примостился со своим пулеметом. Хотя, если подумать, устраивать огневую точку над запасами горючего – не самая мудрая идея. Впрочем, фигуры атомитов, появившиеся в пределах прямой видимости, не оставили ему времени на раздумья. Первые три сгорбленные фигуры в лохмотьях, сунувшиеся в ворота базы, легли с первой очереди. Остальные оказались сообразительнее, рассредоточились по кустам за забором базы и принялись планомерно давить его огнем. Приходилось пригибаться за корпусом лодки. Вот только плохо, что ее тонкие борта были слабой защитой от пуль, а больше тут прятаться было негде. Поэтому все, что оставалось дикарю, огрызаться очередями из пулемета. Злой ледяной ветер рвал полы химзы, крупные капли усилившегося дождя барабанили по крыше и одежде, шипели, попадая на раскаленный ствол пулемета. До него наконец дошло, почему трейсеры так боялись этих осадков. Теперь черные разводы стекали по его химзащите, и давно молчавший счетчик Гейгера под усилившимся дождем принялся из-за этого истошно трещать. Было от чего испугаться. Вот только у дикаря сейчас были более актуальные проблемы. Осмелевший гранатометчик высунулся из-за бетонного забора, взяв причал на прицел, и тут же за это поплатился. Квас не зевал и всадил ему 2 пули прямо в грудь. Атомит завалился назад, росчерк гранаты ушел в небеса, а заодно выхлоп снаряда, ударивший в землю, поджарил пятки еще парочки врагов, вызвав в их рядах нездоровую суматоху. Неизвестно, был ли это тот же самый урод с РПГ, который убил топора, или другой, но дикарь предпочел считать, что он наказал убийцу трейсера.
Ему повезло, что наступать атомиты могли лишь с одной стороны, обходы его позиции с флангов ему не грозили. К тому же подходы хорошо просматривались. Другой вопрос, что его скоро просто-напросто задавит огнем так, что голову не поднимешь. Дальше выкурить их тройку отсюда – это просто вопрос времени. И он истово надеялся убраться отсюда подальше, прежде чем это произойдет. Повторять судьбу топора и вандала не хотелось. Похоже, атомитов радиоактивный дождик не пугал, наоборот, они словно с цепи сорвались. Как он ни старался экономить патроны, стреляя короткими очередями и одиночными, лента в трофейном пулемете закончилась. Тот печально клацнул, выкинув последнюю гильзу. Отшвырнув ставшую бесполезной железку, дикарь перехватил в руки вихрь. Хорошая оптика сразу сказалась на результативности. Он меньше чем за минуту ранил или убил 4 врагов. Правда, это больше заслуга психологического эффекта, ведь автомат стрелял бесшумно. Атакующие решили, что раз грохот пулемета затих, то можно идти в атаку. Вот таких, самых наглых, он и отправлял в страну вечной охоты. Автомат посылал пули в цель быстро, точно, а главное – убойно. Спасибо надфилю за качественную пристрелку. Снизу хлопнул раз и другой карабин «Луня», атомиты потеряли еще 2 или 3 бойцов, прежде чем до них дошло, что дело принимает скверный оборот, и залегли. И вот тут настала пора ретироваться уже дикарю. Противник притащил пулемет и начал засыпать его позицию длинными очередями. Застучала по дюралюминию лодки, парочка пуль просвистела над самой головой, взъерошив волосы. Ему обожгло огнем плечо, и он, недолго думая, спрыгнул вниз и укрылся за дизель-генератором, стоявшим под навесом. Рядом пристроился Лунь, который постреливал в сторону врагов из своего новенького вепря, похоже, того самого, который рекламировал дикарю торговец оружием. А атомиты обнаглели вконец. На воде вокруг причала вспухали фонтанчики, от сарайчика летели щепки. Потом на пирсе в опасной близости бабахнул вок, оставив после себя звон в ушах. Левую ногу дернуло, заставив его зашипеть от боли. Дикарь скрючился рядом с топливной бочкой и с тоской подумал, что вот сейчас шальная пуля или осколок прилетит в движок амфибии или в эту самую бочку с бензином, что стояла рядом с ним, или очередной гранатометчик засадит выстрел в эту сыроюшку, и их одиссея на этом трагично закончится. Удивительно, что их противник еще не додумался до этого. Похоже, у них и впрямь все не очень хорошо с сообразительностью. В любом случае, еще несколько минут, и их просто задавят огнем. «Налим, долго там еще? Нас сейчас тут прикончат, если ты и дальше будешь возиться». «Уже почти все». За спиной басовито чихнул несколько раз и зарычал на низкой ноте мощный авиационный движок, от раскрутившегося винта их с Лунем обдало водяной пылью. «Залазьте быстрее, отчаливаем!» В голосе Сенца промелькнули панические нотки. Квас без всяких церемоний схватил за шиворот увлекшегося стрельбой Луня и просто-напросто швырнул его в открытый люк, запрыгивая следом за ним. Но тут же высунулся наружу, пытаясь разглядеть противника сквозь косые струи разошедшегося черного ливня. Атомиты почему-то внезапно прекратили стрелять в сторону амфибии, медленно отчаливающей от пирса. Казалось бы, идеальный момент, чтобы расправиться с врагом. Но вместо этого они стреляли куда-то совсем в другую сторону. А потом дикарю удалось увидеть, куда именно. Через забор базы МЧС перемахнул размытый силуэт Панголина, того самого суперэлитника, которого они уже видели на трассе в городе. Охотник пришел на шум перестрелки. Все, насчет атомитов можно больше не переживать. У них появились более насущные проблемы. Налим потянул регулятор акселератора подрагивающими руками, заставляя амфибию встать на глиссер, и направил ее прочь от недружелюбных берегов. Перешедший на высокие обороты движок издавал оглушительный гул, словно они и впрямь летели на самолете. Трейсер, перекрикивая шум, обратился к ним. «Закрывай хренов люк, ни к чему нам лишние рентгены, и так уже хватанули тройную норму. Скидывайте весь хлам и дезактивируйтесь.
И гляньте, что там с нашим пассажиром. Еще дышит или нет?» Глава 20. Стычка. Амфибию, рассекавшую мрак на большой скорости, подбрасывало на разгулявшихся из-за бури волнах. Еще и этот жутковатый радиоактивный дождь вносил собственную лепту, растекаясь черными разводами по кокпиту. Как Налим ориентировался в условиях нулевой видимости, для дикаря осталось загадкой, однако тот уверенно управлял катером даже в таких условиях. Спросить у него на этот счет тоже не выйдет. Двигатель издавал ракочущий гул такой мощности, что разговаривать не представлялось никакой возможности. Последовав совету оставшегося в живых трейсера, Дикарь и Лунь содрали с себя фонящую химзащиту, которую упаковали в пластиковый мешок и зашвырнули его в пассажирское отделение катера. После этого они с Лунем протерли лицо, руки, волосы, а также свое оружие и рюкзаки специальным чистящим составом. Повторили процедуру с Сухарем, который все так же находился в бессознательном состоянии. Но он хотя бы перестал пускать кровавую пену изо рта. Есть шанс, что сможет выкарабкаться. Спустя 20 минут за плексигласовыми стеклами рассекавшего волны катера значительно посветлело. Буря с черным дождем, разыгравшаяся над зоной, оказалась локальным феноменом и осталась позади. А еще через 10 минут Налим направил серебристую амфибию к берегу. «Приехали?» Дикарь вглядывался в заросли на берегу, пытаясь понять, прибежал ли на рокот движка кто-то нехороший или нет. Наверняка неслабый шум двигателя услышали все заинтересованные лица и морды в округе. Можно было бы еще километров 15 проехать по воде, но у нас топливо на нуле. Эта малышка его жрет, как бездонная дыра, а из-за долбанных атомитов мы заправились едва-едва на донце. Так что да, дальше придется пробираться по суше. А если где-то поблизости попробовать поискать топливо? Ну, если отыщешь в ближайшей деревне бочку авиационного бензина, то почему бы и нет? Был неправ, осознал. К тому же мы покинули границы зоны, а тут уже вполне можно напороться на дрона-внешников. Топор погиб, прикрыть катер от этой напасти теперь некому. Если нарвемся, нас как в тире расстреляют. Тогда вдвойне согласен. Насчет дронов понятно, а в остальном тут как, не опасно? Ну, в плане радиации и всего прочего. Нет, сюда осадки уже не достают, в этом плане можно идти спокойно. Рад-мутанты, правда, встречаются, но они, особенно те, которые уже сильно изменились, как и атомиты, не любят уходить далеко от грязных кластеров. Переживать стоит уже по другому поводу. Тут территории кодлы Тритона, так что нужно ходить с оглядкой. Ладно, выгружаемся. Надо сваливать отсюда, пока на рев движка не прискакал или не приехал кто-нибудь нежелательный. В салоне катера отыскались носилки и походная аптечка. Не зря этот транспорт относился к структуре МЧС. Его, похоже, использовали как раз для эвакуации пострадавших из труднодоступных районов Крайнего Севера. Они сменили промокшую повязку Сухаря, замотав грудь толстым слоем перевязочного материала. Кровотечение у него остановилось, но выглядел мужик паршиво. Глаза запали, лицо было очень бледным, а дыхание слабым и поверхностным. Нести его придется аккуратно, иначе он запросто коньки отбросит по дороге. Тело закрепили специальными ремнями на носилках и спустились на берег. Заодно обработали раны Луню и Налиму, к счастью, не слишком опасные. Пусть им и досталось несерьезно, дразнить зараженных запахом крови нежелательно. Царапины дикаря к тому моменту уже подсохли, спасибо форсированной регенерации. Налим, поскольку был сенсом, шел впереди, прикидывая маршрут и стараясь выявить зараженных. Дикарю и Луню досталась переноска раненого. Не самая простая задача, учитывая, что они пристали к берегу в диком кластере, где все сплошь и рядом заросло кустами. У дикаря все время немела только-только восстановившаяся рука. Он постоянно опасался уронить из-за этого носилки. У Луня была схожая проблема. Он из-за своих ран все время морщился от боли. К тому же солнышко медленно поднималось к зениту и уже начало понемногу пригревать. Разительный контраст с завывающей бурей и смертоносным дождем,
которые остались в зоне, резал глаза. К слову, набухшую чернотой тучу, внутри которой то и дело сверкали зорницы, было видно даже отсюда. Не повезло же свежакам, попавшим сегодня в зону. Местечко оказалось максимально недружелюбным. Дикарь невольно сравнил их судьбу с собственными стартовыми условиями и пришел к выводу, что еще неизвестно, где именно очутиться хуже – в пекле или тут. Он оценивал шансы на выживание иммунных новичков из этого агрессивного кластера, как уверенно стремящиеся к нулю. «Эй, Налим, соболезную насчет ребят, мужик». «Спасибо. Глупо вышло». Трейсер сокрушенно опустил голову. «Я с самого начала не хотел на этот мутный заказ подписываться, чуйка тревогу била. Но за сухаря попросили, да так, что не откажешь. В первый раз у нас такое, что рейд с бухты-барахты, без нормальной подготовки, да еще в последний момент. Вот Улей за спешку и наказал. За 3 месяца ни разу не было никаких серьезных проблем, а тут не успели толком от стаба отъехать и такая подстава. Я же только зараженных чувствую, да и то не всех и не всегда. А шахид-мобиль этот выскочил, как черт из табакерки. Даже отреагировать никто толком не успел. Если бы не ты, все бы там полегли. Хорошая у тебя способность, полезная, не то что у меня. Вроде и сенс, а чувствую только тварей. Да и то через раз, хотя уже тонну гороха на себя перевел. Эх. Никто не виноват, что так получилось. Не вини себя. И если бы не твое чутье, мы, может, еще бы на подходах к зоне вляпались. Лучше скажи, далеко нам тащиться? Да хрен его знает, километров 10-15. Мы обычно дальше по реке проезжали. Топор мог своим даром скрывать катер от дронов. Там, в деревушке, брали машину и двигались дальше по коридору. А на этом кластере я еще не бывал. Может, транспорт какой поищем? На руках сухаря мы не донесем, помрет. Лунь со своей дырявой ногой тоже не ходок. Трейсер кинул взгляд на бледное, покрытое испаренное лицо раненого. Ты прав, действие спека скоро закончится. Можно будет ему еще дозу ширнуть, чтобы реген простимулировать. Но долго держать на спеке нельзя, передоз стимулятором его прикончит. А нам до вечера край нужно успеть на точку, иначе пролетим мимо каравана. Но мне тут стрёмно на тачке ездить, если честно. Можно угодить под серьезное дерьмо с мурами. Ладно, давай по ходу будем думать. Спустя час они присели на отдых на опушке небольшой дубовой рощи, за которой начиналось заросшее кустами поле. Солнышко уже припекало вовсю. К тому же эффект спека действительно постепенно ослабел. Раненый принялся стонать и метаться на носилках, мешая его нести. Он пришел ненадолго в себя, спросив, где находится. Налим его успокоил, напоил живчиком и вколол седативного из МЧСовской аптечки. Пока возились с сухарем метрах в 20 от них, с треском ломая кусты, на чистое место вывалился пустыш. Совсем еще свежий, в относительно чистой и целой одежде, даже рюкзак не успел потерять. В прошлом усатый дядька преклонных лет остановился на границе леса и поля, словно раздумывая, куда ему отправиться дальше. Они неподвижно сидели в траве, ветерок дул в их сторону, снося запахи от зараженного, и тот их не видел и не чуял. «Валил бы ты, дядя, отсюда по добру, по здорову, пока не обзавелся лишней дыркой в голове». Почему-то дикарю стало вдруг жалко этого совсем не опасного на вид пустыша, который больше походил на заблудившегося в лесу пенсионера-грибника, чем на алчущую плоти кровожадную тварь. И странное дело, тот словно услышал его мысли и потопал в противоположном от них направлении. Квас уловил краем глаза, что Лунь осторожно тянет из кобуры свой глок, но остановил его ладонью, отрицательно покачав головой. Спустя минуту пустыш скрылся в зарослях ивника, только отдаленный треск кустов напоминал о нем еще некоторое время. Дикарь задумался, ведь нечто похожее уже с ним случалось, еще до флюгера и кластера из прошлого, когда он спал в сторожке обходчика железнодорожных путей. Той ночью к его убежищу приблизился серьезно развитый зараженный, и он наверняка унюхал, что внутри находится живое существо. Однако он подчинился мысленным мольбам дикаря и убрался восвояси.
Хотя, если подумать, у него не было для этого ни единой причины. Возможно, это как раз то, о чем ему толковал монах, его способность взаимодействовать с мутантами. Возможно, они каким-то образом улавливают его мысленные команды и реагируют на них. Если так, то у него на руках очутился серьезный козырь. Дальше они двигались в сторону леса, маячившего с другой стороны заросшего поля, вдоль густо заросшей кустами и небольшими деревьями мелиоративной канавы. Не бог весть какое укрытие, но лучше, чем мелькать на открытом пространстве. Уже на подходе к зарослям пришлось падать в высокую траву, послышалось жужжание пропеллера, и левее пролетел дрон, оставшийся для них невидимым. Из-за предупреждений трейсера они были настороже и заблаговременно спрятались в кустах. Даже если на беспилотнике есть тепловизор, сейчас он бесполезен. Солнце прогрело землю, и их тепловые контуры трудно заметить на ее фоне. Как бы там ни было, летательный аппарат внешников улетел дальше, а спустя еще несколько минут в той стороне, куда он улетел и куда двигались они сами, раздался взрыв и стрекот пулемета. Потом все затихло, лишь в небо поднялся черный хвост клубов дыма. Кому-то кровь попортил, паскудник. Лунь в дороге берег дыхание, ему в силу возраста нелегко давался переход с носилками, но тут подал голос. «Глянем, что там?» Налим неопределенно пожал плечами, что было принято за согласие. Вскоре они вышли к месту расправы. Посреди заросшей гравийки, на границе леса и полей, чадно горел фермер УАЗ с грузовой платформой. Ракета с дрона угодила как раз в стык платформы и кабины, разворотив и то, и другое, а заодно воспламенив топливо из бака. Перед фермером на обочине тарахтел на холостых оборотах еще один раритет автопрома – темно-серый «Жигуль» четверка. На него по каким-то причинам дрон не стал тратить ракету, а прострочил крышу из стрелкового модуля и улетел дальше по своим черным делам. Может, счел цель недостаточно внушительной, а может, у него просто закончились нурсы. Водитель «Жигуленка», молодой парень в потертых джинсах и клетчатой рубашке, из последних сил вывалился из машины и сейчас сидел, привалившись к борту спиной и зажимая рану руками. Пуля, попав в него сзади, прошла насквозь и разворотила живот. Рубаха уже насквозь пропиталась кровью. Но он был еще жив, когда они подошли к месту трагедии. Дикарь опустил носилки рядом с ним и присел на колено. «Парень, ты живой?» Но раненый уже был на грани смерти. Он прерывисто дышал, глаза потускнели. «Я... за что? Мама...» Он закашлялся кровью, содрогнулся и уронил голову на грудь. Отмучился бедолага. Что же за невыразимые твари по мирным жителям стреляют? Хуже фашистов. Лунь прикрыл умершему глаза ладонью. В фермере помощь тоже никому уже не понадобится. 2 трупа в выгоревшей кабине уже успели порядком обуглиться. «Ну что, дальше на Жиге поедем? Правда, стрёмно немного после такого вот натюрморта ехать на машине». «Здесь в ближайшее время можно ничего не опасаться». Налим оттащил труп в кусты. «У полосатых дроны летают по определенным маршрутам и с промежутками по времени. Раз один только что пролетел, до следующего есть запас. Правда, все равно можно нарваться на патруль чертей или тех же атомитов. У них сейчас после перезагрузки зоны самый движняк пойдет. На их родных кластерах в ближайшее время даже для них фон будет слишком высокий. Вот они и катаются по территории, пережидают горячее время. Ладно, грузим сухаря и поехали, нечего тут торчать». В этот раз трейсер по каким-то своим соображениям решил не садиться за руль, так что водительское место пришлось занять дикарю. Он выбил развороченное очередью лобовое стекло, а заодно боковое приложил и примостил на колени маузер, чтобы была возможность стрелять без задержек, если потребуется. К счастью, дрон своей очередью не повредил никаких критически важных узлов у «Жигуленка». Бензин в баке тоже есть, а попорченные стекла и крыша, да залитая кровью панель не в счет. Машина даже не заглохла, так и фырчала холостыми оборотами на нейтральной передаче. Они выкинули из салона заднее сиденье и аккуратно положили внутрь носилки. Трейсер примостился рядом с пострадавшим на куче из рюкзаков,
ну а Лунь сел на переднее сиденье. Из кустов на звуки мотора изредка выскакивали пустыши и бегуны на ранних стадиях заражения. Вскоре дикарь на своем опыте убедился, что выбивать боковое окно было не самой лучшей идеей. Излишне резвый джампер выскочил на перерез ветерану ВАЗа и уцепился за дверь с водительской стороны. Дикарь попытался врезать ему по рукам прикладом маузера, но корявые пальцы с грязными отросшими ногтями крепко держались за кромку, да и действовать левой рукой пока было не слишком комфортно. Мутант упрямо продолжал тащиться за машиной. Пришлось открыть защелку двери и пнуть ее ногой. От удара она частично распахнулась и врезала настырному мутанту по челюсти, вынудив ослабить хватку и свалиться на пыльную дорогу. По пути им еще несколько раз встретились расстрелянные автомобили. Как свежие, явно пострадавшие от летевшего впереди них беспилотника, так и более старые, которые были расстреляны из ручного стрелкового оружия. И распухшие трупы около таких машин явно давали понять, кто их убил. Те тела, что не успели подъесть зараженные, были вскрыты и выпотрошены. Все это нагнетало напряжение. К тому же других подходящих трасс, которые вели бы в нужную им сторону, не встречалось. Да и эта гравийка была не бог весть что, откровенно-то говоря. «Ну, какие идеи?» Дикарь вопросительно посмотрел на Налима. Они лежали на вершине холма и разглядывали поселение, раскинувшееся у его подножия. Две бетонированные полоски улиц, четкие квадраты участков. Коттеджный поселок явно строился для цивильного отдыха состоятельных городских граждан. А вот дальше, в следующем кластере, виднелась церквушка, сиявшая сусальным золотом куполов, и обычные деревенские домики из русской глубинки. Слева обрыв уходил к разливам реки, по которой они уже сегодня успели немного покататься. Левее за полями дикарь впервые увидел черноту, мертвые кластеры, раскинувшиеся насколько хватало глаз. «Думаешь, это место просто так коридором прозвали? Узко тут, как в игольном мушке. Хрен проскочишь, и муры-гады этим пользуются. Если бы мы на катере ехали, то прошли бы чуть дальше. За водой они особо не следят, на дронов надеются. Дальше уже легче. А здесь склады под боком, на муров нарваться, что чихнуть. Да ты и сам по дороге видел». «Что еще за склады?» «Да база эта муровская, центровая, тритонова берлога. Стап, а на нем ангары, склады и пакгаус при железнодорожной станции. Муры на них свою ферму оборудовали, и с нее биоматериал прямиком на баржу шлют. Но это у полосатых плавучий укрепрайон такой, местный аванпост внешников. Оттуда они посылки с конвоями уже за удавку перевозят. Выходит, дальше нам дороги нет? А ты видишь другие варианты? Назад нам нельзя. Там сейчас настоящее осиное гнездо. Радиоактивное осиное гнездо, если точнее. А если в ближайшее время рванет реактор на АЭС, то вообще туши свет. И на месте топтаться тоже смысла нет, и караван упустим, да и сухарь может кони двинуть. Тогда, считай, весь этот движняк был впустую. Ладно, хватит тупить, надо что-то решать. Тут кластер не похож на свежий, так что должны проехать. А что насчет тех свежаков, что на дороге встретили? Они не с этой стороны приехали, видимо, завернули на одну из развязок. Маловато тут зараженных, не думаешь? И по дороге не встретили никого серьезнее бегуна. Это из-за дронов, они всех крупных мутантов в окрестностях на ноль перемножают. Да и муры тут постоянно шкуру трут, мелочевку чистят. А, ну тогда ясно. Ладно, чего делать-то будем? На машине как-то неохота лезть в поселок. Налим молчал некоторое время, разглядывая поселок в бинокль. Кто бы спорил. Но пешком да с раненым мы тут тем более встрянем. Да и не факт, что сможем дальше найти машину на ходу. Так что поедем осторожно. Ты не гони, но и слишком медленно ехать тоже нельзя. Хоть муры тут и чистят периодически, но хрен его знает наверняка, кто в этом поселке живет. Дикарь задумался ненадолго. Давай поступим иначе. Я схожу на разведку, а ты с Лунем присмотришь за раненым. Если все будет нормально, я вам дам знать по рации, подберете меня по пути.
Ну а если нет, тогда уж дальше сами выкручивайтесь. Может, вам вдвоем отправиться, а я с Сухарем останусь? Ага, сейчас, как же. Если что-то пойдет не так, как ты его попрешь в одиночку-то? Лучше мне пойти одному, разведать, что там и как. Ладно, тут ты прав, давай так и поступим. Только не лезь на рожон ради бога, хватит с нас на сегодня смертей. Зараженные в этом цивильном поселке были. И явно не парочка чахлых пустышей. Дикарь чувствовал это нутром. Местные мутанты просто не мозолили глаза. Может, скрывались в теньке от припекающего солнышка, а может, попрятались из-за пролетевшего недавно дрона. Поэтому он передвигался осторожно, скрываясь в тени кустов, и старался не выходить на открытые пространства. И оказался прав. Первого пустыша, тщедушного и в замызганной одежде, он увидел на втором по счету участке. Он по мертвячей традиции покачивался, стоя в густой тени гаража. На фоне крашеного в серый цвет забора его вполне можно было и не заметить. Дикарь решил проверить свои догадки и, глядя прямо на него, мысленно приказал ему идти в соседний двор. Каково же было его удивление, когда пустыш, после секундного раздумья, неторопливо направился в нужную сторону и спустя минуту скрылся из виду. Квас на секунду испытал чувство неописуемого восторга. Шутка ли? Теперь он может убирать нежелательных зараженных со своего пути, причем абсолютно бесшумно и не привлекая к себе внимания. В следующем дворе его ждала веселая компания. Бегун, практически лишившийся всей одежды, и две пустышки. Дикарь продолжил свои эксперименты. Жирная пожилая зараженная, почему-то практически голая, в одном из подним, подчинилась его мысленному посылу легко. Впрочем, как и ее напарница, дистрофичная девочка-подросток, бодро посеменившая прочь. А вот с бегуном вышло сложнее. Тут дикарь ощутил некоторое подобие сопротивления. Начинающий мутант заметно всполошился, начал крутить головой и некоторое время игнорировал мысленный приказ. Но спустя несколько секунд сдался и пошлепал босыми ступнями по бетонированной дорожке. Он уже почти дошел до открытых ворот, когда дикарю в голову пришла интересная мысль. Он заставил бегуна изменить направление движения и двигаться в свою сторону. Получилось не идеально. Бегун пинговал, откликаясь на его посылы не сразу, а с задержкой. Ощущения были странные, немного похожие на то, когда подсекаешь удочкой рыбу. Чувствуешь сопротивление и рывки рыбины на глубине. Тут примерно то же самое. Голозадый мутант подошел к укрытию кваза и повернулся к нему спиной. И тут же заурчал негромко с явными нотками недоумения, словно удивляясь, что он тут забыл. Больше ничего он сделать не успел. Финка вошла ему в затылочный нарост по самую рукоять. Дикарь осторожно, почти ласково опустил подергивающееся тело на отросший газон. Правда, споровый мешок бегуна оказался пустым, но результат все равно порадовал дикаря. Он стремительно раскрывал грани своего самого мутного и непонятного таланта. И если поначалу он ощущался каким-то лишним довеском, то теперь дикарь не отказался бы от него даже ценой повторной потери только что отросшей руки. Оглядевшись вокруг и не обнаружив угрозы, дикарь завернул в следующий стильно обшитый сайдингом коттедж, входя через выбитую дверь. Он наведался на модерновую кухню, которой явно было место в городской квартире, а не в деревянном доме у черта на рогах. Налил себе воды из фильтра, утолил разыгравшуюся жажду. На улице становилось жарко, а с учетом его сбруи, рюкзака и оружия вспотеть можно было легче легкого. А потеть ему совершенно противопоказано. Этот запах зараженные чуют ничуть не хуже запаха крови или табака. Поэтому он потратил пару минут, чтобы перевести дух и остыть, прежде чем двигаться дальше. Поселок лишь на первый взгляд показался практически пустым. На самом деле зараженных в нем ошивалось предостаточно. Дикарь поначалу пытался их считать, но на втором десятке плюнул на это дело. Похоже, муровская зачистка еще не дошла до этих мест. Еще выяснилось, что если он оформлял свой мысленный позыв в нечто конкретное, тот работал значительно эффективнее.
Например, команда «Опасность» заставила несчастного пустыша лихорадочно искать себе укрытие. В результате он просто прыгнул в подвал дома. А вот посыл «Еда» привел очередного джампера в такое возбуждение, что он радостно заурчал на всю округу, и к нему со всех сторон в расчете на перекус бросились его коллеги. Поняв, что конкретно сглупил, дикарь отступил назад и отправился в обход переполошившейся компании, недоуменное урчание которой он отчетливо слышал, даже удалившись от нее на приличное расстояние. Пока неподалеку шел митинг, он решил наведаться в дом на участке, где оказался. Судя по слегка побитой жизнью иномарки внедорожнику, хозяин дома вполне мог оказаться целевым для улья клиентом и подогреть дикаря чем-нибудь полезным. Не то чтобы он сейчас в чем-то остро нуждался, но раз уж выдалась небольшая заминка, так почему не использовать ее с толком? К тому же ему все равно нужно было связаться со своими спутниками, поделиться результатами разведки и решить дальнейший порядок действий. А заодно успокоить расшалившиеся нервы живчиком. Правда, никакого толкового хабара в доме не оказалось, зато имелись другие полезные вещи. Пока выдалась минутка свободного времени, дикарь осторожно, чтобы не выдать своего присутствия, наведался на кухню, где разжился парочкой стаканов, бутылкой уксуса, ситечком и несколькими салфетками. Выудил из кармана утреннюю добычу, рад-горошину, доставшуюся ему со спорового мешка Мишки-мутанта. Растворил ее в едкой жидкости, пропустил несколько раз через самодельный фильтр из салфеток и сита. Говорят, рад-горох не только лучше влияет на развитие даров улья, но и неплохо их подстегивает на некоторое время. Сейчас самый подходящий момент, чтобы это проверить. Он уже принимал горох, пока вынужденно отсиживался на территории флюгера, составив себе своеобразный график приема этого стимулятора даров. Раз уж у него нет возможности усиливать себя с помощью жемчуга, необходимо на полную катушку использовать альтернативные возможности по развитию собственных способностей. Как ни крути, его оружие могут отнять, или оно может повредиться в бою, или у него может закончиться боекомплект. А принятый горох останется с ним до самой смерти. К тому же патроны к его способностям перезаряжаются автоматически со временем. Так что это самый здравый выбор в плане вложений. Скривившись, он накатил не слишком-то приятную на вкус настойку, ощутив волну тепла, прокатившуюся по телу от желудка. Переждав ее, дикарь решил, что настало время двигаться дальше. Вот только все его дальнейшие планы пошли псу под хвост. А все потому, что на выходе из дома его словно огрели по голове кувалдой. Дикарь потерялся во времени и пространстве, а когда пришел в чувство, он обнаружил, что лежит на ступеньках крыльца, неудобно впивающихся в спину. И прямо ему в нос смотрит ствол автомата с навинченной на него вороненой банкой глушителя. Не сам по себе смотрит, его держит в руках личность крайне одиозного вида, и за его спиной видны еще минимум трое. «Винт, ты не слишком сильно его приложил?» «Да не, здоровый кабан, вон уже зенками ворочает, очухивается, значит, уже. Фикса, держи его на прицеле, уж очень быстро он в себя пришел». «Не вопрос. Я ж тебе сразу сказал, что тут дело нечисто. Этот гомосек нам всю поляну на дыбы поставил. Уроды по всему кластеру суетятся, как петухи на параше». Одного взгляда на их амуницию хватило понять, с кем его свела нелегкая. Черти, кто же еще-то? Идиота кусок, вот он кто. Почувствовал себя круче вареных яиц, совершенно позабыв, что не зараженные его самые опасные противники, а люди. И ведь Налим его отдельно предупреждал об этом. А он все равно умудрился влипнуть, словно глупый и неосмотрительный школьник. Ладно, сеанс самобичевания можно отложить и на потом. Сейчас нужно думать, как выбраться из непростой ситуации. Дикарь осторожно огляделся, пытаясь оценить перспективы. Похоже, его приложили каким-то даром, уж очень резко он вырубился. Пока был в отключке, муры освободили его бесчувственную тушку от оружия. Значит, принимают всерьез, шутки шутить с ним вряд ли будут. «Слышь, фраер, только рыпнись, я тебе тут же маслят оптом отсыплю. Усек? Ну-ка, грабли кверху задрал».
Говоривший с ним дерганый тип неопределенных лет с жестким и неприятным лицом, что держал его под дулом автомата, подкрепил свои слова болезненным пинком по ребрам. Несмотря на скромные габариты противника, дикарю крайне не понравился нездоровый блеск в его глазах. Он такой уже видал у полностью отбитых отморозков и наркоманов под веществами, когда у тех отключались любые тормоза. Слова этого типчика стоило воспринимать всерьез. А когда угрозы тут же подкрепляются насилием, вообще исчезают всякие вопросы. А теперь, баклан побитый, ты мне быстренько даешь расклад, какого хрена ты забыл на нашей поляне, и сколько еще вас тут таких красивых щемится? Один я, нет больше никого, просто мимо проходил. В ответ на это дикарь заработал удар прикладом в висок, от которого в глазах потемнело, в голове раздался отчетливый звон. Вы когда-нибудь получали сильный удар по голове? Впечатления очень специфические и далеко не самые приятные. Он замычал от боли, мотая головой и пытаясь прийти в чувство. «Так, Бивень, давай я тебе за расклады поясню. Ты тут никому не нравишься. Поэтому, если будешь и дальше нам с пацанами Горбатова лепить, беседа у нас выйдет короткая и для тебя ни разу не позитивная. Ты меня совсем за ложка держишь или чё? На кой хрен тебе рация, если ты в одно рыло тут сквозишь? Колись, сучара, где остальные стронги сныкались, пока я тебе дырок лишних не понаделал». К сидевшему на земле дикарю приблизился второй мур, невысокий, но на диво коренастый, с круглой свинячьей мордой и сломанными ушами. Он уперся в него безразличным взглядом и вынул нож, довольно умело поигрывая им одной рукой. «Ты, бычок, кончай нам порожняк гнать, понял? Мы не тупые и не слепые, наш обвес издали срисовали. А это значит, что ты его с кого-то из наших пацанчиков сдернул, и я так смекаю, что пацанчики те уже свое оттоптали. Да и остальную твою снарягу мы уже тоже успели заценить. Так что подвязывай давить на несознанку и шлангом прикидываться. Простые рейдеры с такими понтовитыми пушками на стандарты редко ходят. А значит, ты либо шибко крутой, либо просто везучий недоумок. Так что, если не хочешь, чтобы мы тебя прямо тут на запчасти разобрали, колись по-хорошему, где твои кореша-стронги засели. Фикса вон уже весь извелся, не терпится ему с тобой поближе пообщаться». Дикарь лихорадочно искал выход из ситуации. Без оружия много не навоюешь, к тому же муры ведут себя осторожно, при любом намеке на угрозу сразу начнут стрелять. Он может отступить назад, в дома, но четверка бандитов обложит его со всех сторон и выкурит оттуда. А без оружия он им ничего не сможет противопоставить. С другой стороны, выбор у него невелик. «Говорю же, я один, остальная группа в зоне полегла, напоролись на атомитов». Тут голос подал гаденыш Фикса, что недавно угостил дикаря прикладом. «Да лечит же опять, кабан, как пить дать!» Свиномордый даже ухом не повел в ответ. «Зачем вы вообще туда поперлись?» «Зона сегодня перезагрузилась. Хотели по-тихому проскочить, пока дождь не пошел, не вышло». «Да вы в натуре отморозки. Ладно, а обвес наш откуда?» «Во флюгере купил». «Так, шланг, давай предположим, что я тебе поверил. Поднимайся без резких движений. Фикса, обшмонай его нормально, чтобы потом сюрпризов не было». Этот мур вызывал у дикаря крайне негативные эмоции. Он понял, что если сейчас не сделать ничего для собственного спасения, потом может быть уже поздно. Сделав вид, что его все еще мотает после сильного удара по голове, он покачнулся в сторону Фиксы, за что тот закономерно отпихнул его и вознамерился добавить ему хуком по почкам. Дикарь, прикидываясь покорным судьбе, скорчился, словно в ожидании затрещины, и в самый последний момент на мгновение активировал щит с той стороны, куда метил кулаком отморозок. Раздался хруст, и агрессивный мур взвыл от нестерпимой боли, а дикарь почувствовал, как у него на мгновение потемнело в глазах. Как-никак уже трижды за последние несколько часов применяет свою способность. Запасы не резиновые. Причем тот раз под огнем пулемета неплохо подорвал его силы. Надолго его не хватит.
«Ах ты, сука!» «Заткнись, дебила кусок, ты же нас спалишь!» Кабан зашипел на своего подчиненного, явно не поняв, что именно с ним произошло. Зато после отчетливого восклицания пострадавшего Мура кое-что поняли зараженные, находившиеся неподалеку. Дикарь увидел, как за спиной стоявшего в воротах черта, с любопытством наблюдавшего за происходящим во дворе, возникла сгорбленная фигура бегуна. Сконцентрироваться на нем, подать сигнал «Еда», и через секунду над поселком разнеслось воодушевленное урчание. Дальше события понеслись вскачь. Он рванулся к все так же баюкавшему кисть Фикси и выдернул из ножен лезвие. Автомат висел на трехточечном ремне, пистолет в плотно закрывающейся кобуре. Быстро отобрать не получится ни то, ни другое. А вот нож оказался в его ладони молниеносно. Также стремительно лезвие проткнуло гортань, выпучившему глаза от страха и боли бандиту. Рывок клинка, из распоротого горла вместе с хрипом вылетел целый фонтан кровавых брызг. Толчок. Фикса валится на землю, а дикарь падает на спину за пластиковую теплицу, стоявшую между домом и забором. Кувырок через голову и стремительный разрыв дистанции с мурами. Очень вовремя. За спиной раздался приглушенный мат, шелест глушителей, а над головой дикаря в металлическом профиле забора со звоном появился ряд ровных дырочек. На карачках, немало не смущаясь этой глупой позой, он пронесся по узкому проходу, завернул за угол дома. Отсюда, уже не скрываясь, бросился к поленнице дров, лежавшей на просушке около забора. Прыжок, и он на соседнем участке. Из-за спины доносится негромкая ругань и команды кабана. Еще небольшая пробежка, и он запрыгивает на крышу сарая, где рачительный хозяин хранил от дождя дрова для стоявшей на участке баньки, а может и для печи или камина в доме. Дикарю, правда, от них пользы никакой, зато с этой крыши открывается неплохой вид на происходящее в только что покинутом им дворе, где вовсю суетятся муры. А заодно видна часть соседних приусадебных участков. Благо местные жители не следовали совковым традициям. Заборы далеко не везде были глухими и двухметровыми, большей частью не мешали обзорности. К тому же самого дикаря заметить здесь не так уж и просто. Рядом с сараем росла разлапистая яблоня, ее ветви скрывали фигуру кваза в листве. У муров прибавилось проблем. К ним во двор заскочило еще несколько зараженных. Правда, с ними муры моментально разделались, но это ничего. Ведь дикарь прямо отсюда видит, как из дворов и переулков подтягиваются все новые и новые мутанты, воодушевленные громким урчанием самого первого бегуна и приглушенным шумом, который издавали сами ренегаты. В основном, конечно, простые пустыши, но есть и бегуны, даже пара-тройка хорошо отожравшихся спидеров нарисовалась. Они пока еще не поняли, что именно происходит и куда следует бежать, но это лишь вопрос времени. И сейчас он всей этой честной компании придаст дополнительный стимул. Он сконцентрировался на ближайшем к укрытию Мура в пустыше, задал ему направление и снова скомандовал еду. Пустыш бесславно гибнет под ударом клевца одного из ренегатов, но новый цикл народных волнений уже запущен. Мутанты целенаправленно движутся к нужному коттеджу. Похоже, этот поселок и впрямь еще не успели очистить после перезагрузки. Иначе не объяснить то количество зараженных, появившееся на окрестных улицах и двориках из ниоткуда. И с окраин подтягиваются новые и новые потенциальные участники потехи. Вон в кустах мелькнула покатая спина лотерейщика, проскакавшего через один из участков. Может, тут отыщется кто-то еще более интересный. Развитые зараженные стараются не мелькать на открытой местности, чтобы не выдать себя потенциальной жертве раньше времени. Дела муров приняли скверный оборот. Если сначала дикарь оценивал их шансы как довольно высокие, то сейчас чаша весов явно склонилась в другую сторону. Черти отступили внутрь дома, выйдя из его зоны видимости, но он прекрасно видел, как на подступах к коттеджу падают подкошенные бесшумными выстрелами тела зараженных, чем вызывают еще больший ажиотаж у своих собратьев по оружию. Те явно смекнули, что это неспроста.
и уже целенаправленно идут на приступ укрытия ренегатов. И, судя по количеству атакующих, надолго обороны чертей не хватит. Либо патроны закончатся, либо их просто сомнут. А вот и тот самый лотерейщик, которого он видел чуть раньше, обозначил свое присутствие на участке. Он не стал переть напролом, как бестолковые пустыши, а подкрался с обратной стороны дома, явно примиряясь к широким панорамным окнам коттеджа, чем продемонстрировал зачатки интеллекта и инстинкты охотника. Дикарь потерял его из виду на несколько секунд, а затем серое ядро с грохотом влетело в стеклопакет и повторно скрылось из глаз, а спустя мгновение внутри кто-то нехорошо закричал. Вероятно, теперь обороняющихся осталось всего двое, ведь над телом Фиксы уже вовсю пировали зараженные. Да и не факт, что те, кто засели внутри, смогли убить лотерейщика сразу. Возможно, он успел подпортить им жизнь еще немного. От дикаря теперь требовалось лишь терпение. Дождаться, когда мутанты прикончат оставшихся муров и разойдутся по своим делам, либо вызвать по рации Налима с Лунем и осторожно разобраться с зараженными самостоятельно. Собрать свое и муровское оружие и снарягу, а после покинуть этот недружелюбный поселок. Уходить отсюда с одним лишь ножом довольно паршивая перспектива. И, кстати, насчет его соратников. Надо их предупредить о происходящем. Не хватало еще, чтобы они в этот карнавал влетели как на параде. Он их покинул уже довольно давно, наверняка голову ломают, куда запропастился дикарь. «Налим, как слышишь меня? Прием!» «Налим, ответь дикарю!» Тишина, лишь шипение помех в ответ. Может, все дело в близости черноты? Доводилось слышать, что она может успешно глушить любые переговоры по радио. Если так, то это осложняет задачу. Ладно, остается надеяться на терпение и здравомыслие напарников. Додумать свою мысль дикарь не успел. Его снова уже второй раз за последние полчаса крепко приложило. Колокольный звон разломил голову пополам, он провалился в темноту. Глава 21. Жернова. Еда спала внутри. Он слышал ровное дыхание людей. Его чуткие ноздри щекотал запах застарелого пота, пороха и ружейной смазки. А это значит лишь одно. Эти спящие могут быть опасны для него, голода, ведь у них есть оружие. Такие всегда осторожны. Они наверняка оставили одного из них охранять остальных, пока те спят. Он должен быть внимателен, найти и убить сторожа раньше, чем он поднимет тревогу. Как бы ни был осмотрителен бодрствующий, он рано или поздно себя выдаст. Голод это знал. Он залег в небольшом полуразвалившемся сарае и приготовился ждать. Трухлявый пол хорошо маскировал все звуки, когда он забрался внутрь, да и через полуразрушенную стенку был прекрасно виден покосившийся домик, внутри которого засела его еда. Около часа ничего не происходило. Вечерние сумерки сменились ночной чернотой, которую лишь немного прорезал свет крупных звезд. Но голоду тьма не помеха, он все прекрасно видит. Увидел и то, как в чердачном окне завозился караульный, заодно услышав и едва различимый скрип и шорох одежды и амуниции. Он оказался прав. А следом он почуял другого. Другой пришел по следам еды так же, как и он сам чуть ранее. И этот другой тоже был голоден. Он явно слабее голода, но если сейчас ворвется в дом, может испортить охоту и себе, и ему. Другой почуял его уже на подходах к дому и нерешительно замер рядом с сараем. Голод беззвучно ощерил клыки, ясно давая понять, что претендовать на его еду было глупой затеей. Судя по действиям другого, тот и сам это понял и теперь пребывал в нерешительности. Просто сдаться и отступить ему не давал сильный голод, а бороться за еду он был не готов, ибо понимал, что проиграет. Наблюдая за колебаниями конкурента, голоду пришла в голову мысль о том, что другого можно использовать в своих целях. Внутри слишком много людей, он не сможет в одиночку расправиться с ними бесшумно, а вот вдвоем им это под силу.
Он убрал клыки и дал знать другому о своем решении. Тот опустил голову и признал его право быть первым. В этот миг ухо голода уловило скрип лестницы, ведущей на чердак дома, где спряталась еда. Караульному зачем-то потребовалось выйти на улицу. Голод приник к земле, приказав второму сделать то же самое. Скрипнули подгнившие доски крыльца дома. Голод бросил свое тело в длинный прыжок. Четко выверенный удар лапы оторвал человеку голову, которая упала в кусты, прошелестев травой. Голод приземлился на дерн, не издав лишних звуков, а вот труп свалился, стукнув одной из железок по доскам. Он замер, приказав сделать то же самое второму, подавляя его желание немедленно наброситься на мясо. Второй был очень голоден и с трудом себя сдерживал. Он хорошо это ощущал. Голод замер, прислушиваясь к звукам, доносящимся сверху. Похоже, еда ничего не заподозрила. Дыхание спящих людей оставалось ровным. Он запретил второму трогать труп и приказал ему следовать наверх к спящей еде. Они спрятали когти и протиснулись внутрь, осторожно поднимаясь по скрипучей лестнице, прогибающейся под их весом. Люди наверху спали, не подозревая, что смерть приблизилась к ним вплотную. Голод снова ощерился, подобрался и прыгнул вперед. Пришло время насытиться. Пробуждение было не из разряда тех, которые можно назвать приятными. Совсем не тот случай, когда ты просыпаешься счастливый и довольный в своей теплой постели. Он снова проснулся с ощущением чужой крови во рту. Проклятые сны рано или поздно сведут его с ума. Кое-как, разобравшись со своими душевными конфликтами, дикарь занялся проблемами телесными, а их, к несчастью, было предостаточно. Все тело жутко затекло из-за неудобной позы, и сменить ее не было никакой возможности. Потому что, как ни повернись, плечи, спина или затылок упираются во что-то ребристое и холодное. Он открыл глаза и обнаружил, что сидит в маленькой квадратной клетке. Вокруг царил сумрак, совсем немного света пробивалось из нескольких щелей над головой. Судя по гулу и покачиваниям, они ехали в тентованном кузове грузовика, по бортам которого стояло 2 ряда сварных клетушек. Вот в арматуру этих клеток и упирались части его тела. Места внутри было катастрофически мало даже для обычного человека, а про дикаря с его габаритами и говорить нечего. Спина дико ныла, трещала голова, уже дважды невинно пострадавшая за сегодня. Болел копчик и ягодицы от долгого сидения на жестком деревянном полу. Кроме того, болели ребра и печень, на лбу пульсировала болью огромная шишка. Похоже, его затрамбовали внутрь, пока он был в отключке, и в процессе немного попинали ногами. Рядом кто-то завозился. «Кто тут?» «Дикарь? Очнулся?» «Лунь, ты что ли? Живой? А остальные как?» Тут их разговор был прерван самым грубым образом. Резиновая дубинка с силой врезала по арматуре, заставив загудеть всю сварную конструкцию. «Так, петушары, говорю один раз, кто хлебало не завалит, пусть потом не жалуется на перелом челюсти. Я предупредил». Пришлось отложить все расспросы до более благоприятных времен. Правда, не похоже, что эти благоприятные времена вообще могут наступить. Его снова вырубили тем же самым неприятным даром как раз в тот момент, когда он уже окончательно уверовал в успешный побег. Похоже, Буран не шутил насчет того, что у чертей полно завербованного народа с разнообразными умениями. Чтобы отвлечься от не самых приятных ощущений, дикарь принялся обдумывать свое положение. Перспективы, честно говоря, неутешительные. Если судить по тому, что он о них знает, муры везут его на свою ферму для многократного изъятия внутренних органов. И эта перспектива уже сама по себе довольно безрадостная. Вот только в его случае она может стать еще печальнее, ведь он не иммунный. Узнав об этом, его пленители, скорее всего, избавятся от него, либо передадут внешникам на опыты. Уж у этих-то граждан его не самый рядовой случай наверняка должен вызвать неподдельный интерес, что тоже не сулит ему ничего хорошего.
Убежать отсюда не выйдет. Эти клетушки сделаны таким образом, чтобы от неудобства пленники ни о чем другом и помыслить не могли. Кроме того, тут отираются 3 мура, вряд ли они обрадуются, попытайся он отсюда выбраться. Да и не получится у него. Клетки сварены на совесть. Тут даже с ножовкой по металлу не меньше часу придется возиться. А с пустыми руками и вовсе без вариантов. По приезду их отсюда, конечно, выпустят, но и количество ренегатов вокруг резко возрастет, что окончательно сведет на нет всякие шансы на успешный побег. Который из этих доходяг фиксу кончил? Одному из конвоиров, видно, надоело ехать молча. Вон тот, здоровый, воткнул ему перо в кадык и в кусты сдриснул. Вот ведь гнида, мне фикса 3 горошины торчал. Не повезло тебе, братан, с мертвого спросу нет. В другой раз будешь думать, давать в долг или нет. Фикса меня выручал пару раз, завернуть его как-то не по-пацански было бы. Попроси у бугра, чтобы записал ливер фиксы на твой счет. Объясни ему ситуевину, вдруг проникнется. Тогда мало-мало долг отобьешь. Ну, тоже вариант. А вообще, знаешь, что странно с этим утырком? Он, когда затихарился по соседству, начал на пацанов уродов натравливать. Винт, ты завязывал бы на скачке ширевом баловаться. Кабан, если выкупит, глаз на жопу тебе натянет. Да иди ты в пень, шуруп. Если сам по вене прозрачного пускаешь, мне-то свои косяки не записывай. Думаешь, он просто так там заныкался? Я же сразу ему на хвост упал, сам все видел. Говорю, падла это бегунов науськала. Ты сам ведь видел, как там уроды возбудились, со всей малины сбежались. Гонишь, небось? Отвечаю, кабан с сиплым припухли от говнюков в том доме отстреливаться. Жрач чуть не насадил кабана на кукан. Тот на кипише наружу выскочил, давай этого ногами буцкать, когда я его теплого притаранил. Я на измену упал, думал, наглухо его закатает. Но этот здоровый оказался, сопит себе в 2 дыры. Повезло, а то если бы наглухо, барсук бы нам устроил анальный смотр. Если он в натуре может уродами рулить, тут уже за тритона нервничать придется, а не за барсука. Ты сам знаешь, что он на резких нифелей с пацанов спрашивает как сук? Ну а что ты хотел, а, Винт? Те нифеля потом для него такие вопросы решают, что ни один пацан не впишется. Гвардия у него ёпт. Вот он и качает за них до талого. Машина заскрипела тормозами и встала. «Все, прибыли. Базар на 0. Сейчас бычков выгружать будем». Мур с дубинкой встал с места. «Так, фраера, сейчас тихонько, без суеты и паники двигаем на выход. Кто будет бучу гнать, схлопочет по почкам. Так что держите свои поддувала закрытыми и не рыпайтесь без команды». Он достал связку ключей и принялся отпирать клетки по очереди. Второй Мур выпрыгнул из кузова и откинул борт. Дикарь с кряхтением выполз из тесной клетушки и с трудом разогнул задеревеневшую спину. Руки, стянутые пластиковыми хомутами, затекли настолько, что он их вообще не чувствовал. В таком состоянии затевать бучу было крайне неразумной затеей. Чувствовалось, что муры плотно занимаются добычей людского ресурса. Процедура обработки свежего материала у них обкатана до мелочей. Зажмурившись от слепящего солнца, дикарь на секунду притормозил, за что заработал тычок стволом автомата под ребра. Вместе с ним из машины вынесли сухаря, все так же пребывавшего в беспамятстве. Пинками выгнали Луня, Налима, парочку явных свежаков, которые смотрели вокруг ничего не понимающим взглядом, и диковатого на вид рейдера, заросшего рыжей бородой до самых глаз. Их выгрузили посередине двора, огороженного бетонными плитами с колючкой поверху. Над территорией возвышалось несколько смотровых вышек, в вороньих гнездах которых можно было рассмотреть стрелков. С одной стороны двора находились не слишком впечатляющие ворота, с другой двор примыкал к длинному зданию склада, по краю которого шел задранный над землей 1,5 метра пандус. Видно, предназначался для удобства загрузки подъезжающих грузовиков. Судя по маячившим за закрывающимися воротами железнодорожным путям, их привезли прямиком на Муровский стаб, а по совместительству еще и ферму. Те самые склады и пакгаус, о которых толковал Налим этим утром.
Охрана построила их шеренгой, пинками и зуботычинами, принудив опуститься на колени. После такой не слишком комфортабельной поездки это было несложно. Все пленники, как и он, страдали болями в затекших спинах и конечностях, попадали на землю, как мешки с картофелем. Исключение сделали только для Сухаря. Поскольку он был в отключке, его просто положили рядом с их неровным строем. Дикарю опять досталось. Обозленный кабан крепко приложил ему по ребрам, явно отыгрываясь за смерть своего подчиненного и прочий попутный негатив. После этого из здания склада к ним направился Мур, выделявшийся среди всех остальных ренегатов. Во-первых, у него не было в руках никакого оружия, за исключением кобуры с пистолетом на поясе. Во-вторых, очень уж он отличался от прочих своей фактурностью, поджарый, атлетично сложенный. И то, как он себя вел среди остальных, сразу давало понять, кто здесь подчиненный, а кто один из местных бугров. На эту же мысль наталкивало и поведение остальных чертей. «Я же вас вроде на зачистку отправил, а не за материалом». «Барсук, да мы попутно прихватили. Подвернулась по пути группа рейдеров и парочка свежаков». «Ладно, давай глянем, что тут у вас». Глядя на барсука, дикарь понял, откуда тот получил свое прозвище. Несмотря на моложавый вид, его виски покрылись сединой, делая шевелюру и впрямь похожей на шкуру зверя, подарившего ему эту кличку. В остальном он ничем не походил на лесного увольня. А еще Квас вспомнил, что именно с этим человеком трепался по рации Буран, когда они выскочили из свежего кластера перед флюгером. И если судить по их тогдашнему разговору, от этого типчика не стоило ждать ничего хорошего. Как, впрочем, и от остальных муров. Барсук, между тем, занялся каким-то непонятным осмотром. Свежаков забраковал сразу. «Этих двух и того, что в отключке, в загон». После этого барсук ненадолго задержался взглядом на бородатом рейдере. «Кто такой?» «Борода». Мужик шепелявил, словно у него не хватало половины зубов во рту. «А с зубаткой чего?» «С лотером неудачно сцепился, не отросли еще». «Ну, теперь уже не отрастут. Тоже в загон». Точно такая же судьба ожидала и Луня. Его определили в первую группу. Когда дело дошло до Налима, барсук притормозил и даже соизволил потрогать того за голову, несмотря на все попытки сопротивления, оказываемые трейсером. Похоже, бугор ренегатов отсеивает их по каким-то своим, непонятным пока критериям. «Так, этого на фильтр». После этого очередь дошла и до дикаря. Барсук уставился на него невидящим взглядом, словно пытался просветить его насквозь, как рентгеном. И ощущения были не самые приятные, словно кто-то копался у него внутри. Видимо, не обнаружив того, чего хотел, Мур нахмурился. «Как вы этого взяли?» «Да это вот ублюдина, наглухо, фиксу привалило». Кабан со злостью схватил дикаря за волосы и силой задрал ему голову, заставляя смотреть снизу вверх. По беспределу пописал его пером и едва в кусты не жухнул. Если бы винт его не тормознул, так бы и слинял, падла. «Винт, сюда!» Из-за спины дикаря вытек подвижный, словно ртуть, человек. Судя по моторике, он явно занимался в своей прежней или нынешней жизни каким-то видом восточных единоборств. Плавные кошачьи движения, непоказушные, оставшие естественными после долгих тренировок, выдавали его с головой. Это был один из муров, что ехал с ними в грузовике. И, похоже, как раз он и был носителем того странного дара, с помощью которого дикаря дважды сегодня вырубили. «Выкладывай». «Ну, короче, он, когда фиксу чикнул, я за спиной у него был. Думал, он на дальняк сразу рванет. Только пацанчик оказался ушлым. Залег через двор на крыше сарая. И еще, бугор, он, кажись, на кабана с пацанами тварей натравил». «Уверен?» «Зуб даю, уроды со всего поселка к ним сбежались, хотя мы себя все время тихо вели». «Кабан?» «Так и есть. Я и Сиплый запарились бегунов строгать. Думал, уже сожрут нахер. Жрач этот еще гребаный-покоребанный в окно ввалился, едва меня за кадык не взял». «Так, может, вы сами виноваты, что к вам зараженные со всех сторон набежали?»
«Не, барсук, я отвечаю, у нас все четко до этого кренделя было. Он это, по-любому». «Ладно, давай этих двух на фильтр, обкатаем их, а дальше пусть Тритон сам разбирается. А остальных тогда в загон волоките. Хандре скажи, чтобы готовился. Надо до вечера всех отработать, пока конвой не ушел». Их подхватили под руки и поволокли в сторону ангара. Дикаря и Налима в одну сторону, а остальных в другую. После непродолжительной прогулки по лестницам и переходам он очутился в глухом кармане. С него срезали наручники, лязгнула ржавым засовом тяжелая дверь. Дикарь остался в одиночестве. Время в кирпичном мешке тянулось неспешно. От нечего делать он обшарил свою темницу вдоль и поперек, но так и не обнаружил ничего стоящего. Кирпичная кладка, ведро вместо туалета, да тусклая лампочка под потолком. Вот и вся обстановка. Места внутри было немногим больше, чем в гробу. Даже лечь было негде, так что пришлось скрючиться на корточках и постараться хоть немного восстановить собственные силы. На дикаря напало странное оцепенение между сном и явью. Может быть и хорошо, что он не заснул полноценно. Возвращаться раз за разом в шкуру голода было страшно. Он очень боялся, что однажды не сможет проснуться нормальным. Ожидание утомило, поэтому скрип засова принес облегчение. Пусть даже поганые муры сделают с ним что-то нехорошее, это лучше неопределенности. «На выход давай». Два мура на пороге сразу взяли его на прицел автоматов. «Не вздумай дурить, сразу пулю схлопочешь. Шагай по коридору, руки держи над головой. Пошел». Пришлось подчиниться. Пусть за последнюю пару часов у него накопилось немного сил для использования своих способностей, сильно ему это не поможет. Все же он залился живчиком перед самым пленением, да еще и рад горошину принял. Но даже если он сможет прикончить этих двоих, вокруг слишком много врагов. Нужно ждать подходящего момента. Они шли по длинным петляющим коридорам. Похоже, внутренности складов подверглись серьезной переделке в процессе благоустройства базы мурами. Глядя на них, ни за что не скажешь, что находишься внутри обшарпанного ангара. Осмотреть как следует местные достопримечательности ему не дали, подгоняя пинками и прикладами, втолкнули в очередную дверь. Дикарь очутился в небольшом помещении, похожем на тамбур. Вторая дверь, ведущая отсюда, была открыта. За ней обнаружилась огороженная бетоном и решетками из арматуры площадка, заставленная множеством разнокалиберных ящиков, контейнеров, щитов из досок и ржавых агрегатов непонятного назначения. Повсюду на них можно было рассмотреть засохшие мазки крови и других непонятных субстанций. Дикарь понял. Он находится внутри своеобразной арены, и возбужденные лица муров, мелькающие за сварными решетками из арматуры, были лучшим тому подтверждением. «Господа, вы все знаете, для чего мы тут собрались. Делайте ваши ставки на свежее мясо». На одной из площадок, возвышающейся над импровизированной ареной внутри ангара, стоял барсук. Он-то и дал команду. Рядом с ним находились еще несколько муров, явно местные авторитеты, снизошедшие до зрелища травли. А то, что дикаря сейчас будут травить, сомнений не было. Вот ведь уроды, даже ножа не дали. В дальнем углу арены заскрипели металлические блоки, поднимая тяжелый створ на одном из контейнеров, а следом заурчали несколько глоток. Судя по тональности, против него выпустили несколько пустышей или бегунов. Крадучись между ящиками, дикарь выглянул из-за преграды, пытаясь первым обнаружить своих противников и заполучить тактическое преимущество. Ему на руку играло то, что зараженных сбивало с толку наличие вокруг большого количества людей, которые активно шумели. Поэтому вместо того, чтобы искать его самого, они бросались на решетки в стенах арены, пытаясь дотянуться до муров, чем вызывали у тех приступы веселья. Пустышей отпихивали специальными палками прочь, стимулируя их на поиски жертвы в загоне. Но пока что дикаря никто из охотников не заметил, этим стоило воспользоваться. Мутанты находились слишком близко друг к другу, для начала их нужно было разделить.
Втроем эта честная компания задавит его массой. Несмотря на свою беспросветную тупость, начинающие зараженные не обижены физической силой. Он дал сигнал опасность дальнему пустышу, заставив того суетливо искать себе убежище. Сам же рывком сократил дистанцию до другой пустышки, что находилась ближе к нему, схватил ее за колтун слипшихся от грязи волос и с силой приложил несколько раз лбом об бетонный блок. -1. В следующую секунду пришлось спешно ретироваться. Самый развитый из стройки бегун, с начавшими оплывать чертами лица, увидел потенциальную добычу в непосредственной близости от себя и благоразумно оставил попытки добраться до муров. Его лапа чиркнула по виску дикаря, оставив на коже горящую огнем полосу. Сильный, но бесхитростный бросок кончился закономерным промахом. Бегун пролетел мимо своей жертвы, подставив уязвимый затылок. Короткий рывок, удар кулаком, сплющивший споровый мешок в мешанину обломков и черной паутины, и вот бегун уже дергается в конвульсиях на земле. Пока дикарь возился с бегуном, последний зараженный бросился ему на спину, намертво вцепившись в куртку. Квас подсек ногу противника, заваливая его на землю, благо сила позволяла, подмял под себя противника. Пустыш хоть и выглядел довольно бодрым, но развить ненормальной силы и скорости реакции еще не успел. Оставалось лишь приложить его несколько раз затылком об удачно подвернувшийся кусок кирпича, и тот моментально обмяк. Вся схватка заняла на удивление мало времени, муры разочарованно засвистели. Они явно жаждали зрелища, а дикарь расправился с противником быстро и жестко, не дав им насладиться схваткой. Вот только порадоваться ему никто не позволил. «Неплохо, неплохо». Барсук дал отмашку, вновь заскрипел подъемный механизм. На арене очутились новые враги. Пришлось снова поспешно прятаться. В этот раз против него выпустили двух бойких бегунов, практически лишившихся одежды, и полностью голого спидера, который щеголял развитой мускулатурой, перекатывающейся под грязной кожей. Зараженные моментально сориентировались, не отвлекаясь на свистящих и орущих людей за решетками, и разошлись по территории загона, выискивая свою жертву. Похоже, не в первый раз участвуют в подобных схватках, и, судя по их поведению, их прошлым противникам крупно не повезло. Действовать нужно быстро, иначе его зажмут с 3 сторон и просто-напросто порвут на ленточки. Он еще не забыл горячие объятия того спидера на лестничной клетке. Эти твари чрезвычайно сильны, а уж в выносливости с ними соревноваться будет только круглый дурак. Он осторожно выглянул из-за железного контейнера, напрягся, преодолевая секундное сопротивление воли дальнего бегуна, и вынудил его атаковать самого опасного из противников. Явно почувствовалось недоумение взятого под контроль зараженного, однако тот все же подчинился и вцепился зубами в плечо опешившего от внезапной атаки спидера. Пока эта парочка была занята собой, дикарь перемахнул через ящик и бросился навстречу оставшемуся бегуну. Его противник радостно заурчал и побежал ему навстречу. Рывок в сторону, в самый последний момент, пропуская вонючую тушу мимо себя, схватить противника за запястье, используя инерцию разогнавшегося тела, с рывком и хрустом вывернуть ее в суставе и подсечкой повалить мордой в землю. Пока противник возился, норовя подняться, с силой опустить пятку берца на беззащитный затылок. Хруст, агония. В следующую секунду со спины на него навалился спидер, вцепившись зубами в плечо. Даже сквозь одежду мясо зажало словно в тисках, челюсти и пальцы зараженного давили как стальные щипцы. С минуту они возились на земле с переменным успехом, пытаясь пересилить друг друга. В итоге дикарь заорал от страха. Прямо перед его носом возник второй бегун, уже полностью освободившийся от контроля. Он оскалился, явно намереваясь отхватить кусочек лица дикаря. Квас тратил все силы в попытках отпихнуть нового врага ногой и одновременно стараясь оторвать от себя спидера. Действуя больше на рефлексах, чем осознанно, он напряг остатки сил, сконцентрировал оболочку силового поля на правой руке
и нанес короткий, хлесткий удар сперва в лицо бегуну, а после локтем в лоб спидеру, увлеченно жевавшему его плечо. Он и вправду оказался способен покрыть отдельный участок своего тела невидимым щитом, как уже делал сегодня под обстрелом пулемета или в момент удара фиксы. А вот тот факт, что его щит ломает физические законы мира, оказался для него открытием. Да, его удары хоть и были довольно сильными, но в пределах разумного. Сказалась маленькая дистанция и не слишком большой замах. Вот только результат этих ударов оказался далеко за гранью его возможностей. Бегуну, нацелившемуся на его лицо, словно с размаху ударили в переносицу кувалдой. Лицо превратилось в мешанину из мяса и обломков костей, лоб провалился внутрь. Со спидером случилась похожая беда. Локоть дикаря проломил ему череп, и тот моментально завалился назад. Похоже, столкновение с его силовым коконом имеет для противников фатальные последствия, несопоставимые с изначальной силой его удара. Он вспомнил треск костей фиксы в тот момент, когда его кулак соприкоснулся со щитом. Мур словно с размаху впечатал его в кирпичную стену. Дикарь запаленно дышал, последняя двойка едва не задавила его в своих объятиях. Укушенное плечо горело огнем, как и рука, в которую вцепился спидер. Волнами накатывала слабость. Ничего удивительного, он уже 4-й раз за день применяет свой дар. Внутренние резервы почти на исходе, вот и накрывает. «Вы только поглядите, да у нас тут герой на арене. Ну что же, по правилам после второй победы ему положен небольшой бонус». Барсук с издевательской усмешкой вытащил из ножен кинжал и швырнул его под ноги дикаря. «Посмотрим, как ты справишься на этот раз. Открыть загон!» Дикарь не стал дожидаться второго приглашения. Нож в его руках не более чем насмешка со стороны Мура, но сейчас не время воротить нос. Судя по динамике происходящего, его ждет еще более суровая схватка, а он и без того на последнем издыхании. Лязгнул подъемный механизм, поднимая крышку очередной клетки. Ему не было видно, кто в ней притаился, да это было и не нужно, потому что этот кто-то через секунду сам явил себя на свет во всей своей отвратительной красе. На один из бетонных блоков, раскиданных по всей площадке арены, взмыла серая туша лотерейщика. Мощное тело жрача, увитое буграми мышц под неприглядной кожей, уже начало обрастать бляшками брони. Сплюснутый, продолговатый череп, как у бабуина, мелкие глазки хищно смотрели на него из-под массивных надбровных дуг. Он развился до предела, еще немного и превратится в следующую ступень развития зараженных. Неизвестно, как именно муры загоняли эту абразину в клетку, да это и не важно. Важно другое. Против этого противника не помогут ни сила, ни ловкость, ни скорость. Он обходит дикаря по всем параметрам. И мутант прекрасно осознает собственное превосходство. Не торопится, словно упиваясь беспомощностью жертвы. Но игра в гляделки длится всего мгновение. В следующую секунду жрач срывается с места, словно выпущенный прощой снаряд, легко преодолевая все преграды на своем пути. Ему это ничего не стоит. Тварь на пике силы. Несколько прыжков, и он сомнет дикаря, втопчет его в землю и начнет рвать податливое тело когтями и клыками. У Кваза всего один шанс. Его мутит, в глазах темнеет, но он должен выдержать в последний раз. Рукоять ножа обхватывают ладони обеих рук. Он выставляет оружие перед собой. Смехотворная попытка защититься. Лотерейщик даже не соизволил поменять траекторию своего прямого и бесхитростного последнего прыжка. За краткий миг до столкновения Квас напряг скулы, укрывая тело невидимой пленкой силового поля. Его тело превращается в огромный заостренный клин. Прежде чем потерять сознание, дикарь увидел, как этот клин с хрустом входит в широкую грудь разогнавшегося жрача, погружаясь все глубже, круша кости, мышцы и связки, пока не разрывает могучее тело мутанта почти пополам.
Его окатывает липкой жижей из крови и содержимого пропоротых внутренностей. Вот только дикарю сейчас на это совершенно наплевать. Он с натугой вытащил руки из изувеченной агонизирующей туши лотерейщика и обессиленно опустился на землю. Глава 22. Карма в действии. Пока его тащили под руки двое рослых муров, дикарь мог лишь вяло перебирать ногами. Схватка отняла последние силы, он словно наблюдал за собой со стороны. Его вынесли с арены и волокли по извилистым коридорам бандитской базы. За спиной остался сам местный Колизей с разбросанными по нему телами поверженных мутантов. Мрачные казематы, в клетушках которых сидели перепуганные пленники, ожидающие экзекуции. Разделочный цех, где зловещий доктор, словно какой-то Франкенштейн, стоя возле грязного, заляпанного множественными слоями засохшей крови хирургического стола, проводил операцию по изъятию такого необходимого внешникам ливера у очередного орущего благим матом бедолаги. Мозг, пребывающий на границе между сознанием и обмороком, слабо реагировал на жуткие подробности окружения. В конце концов, его затащили в какую-то комнату и пристегнули к креслу. Дикарь некоторое время сидел в тишине и пытался собраться с мыслями. После тяжелого боя ему словно блендером прошлись по мозгам, голова работала отвратительно. «Этот, что ли, выглядит не слишком впечатляюще». Квас с трудом поднял голову и посмотрел на говорившего. Человек среднего роста, с развитой мускулатурой, под подогнанной по фигуре полосатой формой, принадлежащей неизвестной армии. Сухое невыразительное лицо, серые глаза, суровые складки вокруг сжатого в нитку рта. Его собеседник явно не самая эмоциональная личность. Это легко понять по бедной мимике. Когда он говорил, даже его рот почти не двигался, словно дикарь слышал закадровую озвучку. Не слишком приятная личность даже на первый взгляд. Однако вовсе не его внешность заставила Кваза напрячься. Этот человек буквально источал угрозу. Дело в его манере держаться или в жестком взгляде, однако дикарь моментально пришел к пониманию, насколько он опасен. Опасен и силен. Рядом с ним он даже чувствовал себя меньше, ощутил, словно медленно съеживается на его фоне. «Все верно, босс. Подтверждаю, этот шнырь точно может рулить тварями. Правда, на арене дальше бегуна дело не пошло, однако у него минимум 2 способности, с помощью которых он дошел до 3-го раунда. Посмотрим, что там с последней партией бычков. Хандра работает, но это надолго. Подгоняй его, конвой уже надо отправлять. Хозяева ждать не любят, сам знаешь. Сделаю, босс. Ладно, давай глянем, что тут за зверек к нам попал. Лидер Муров подтащил поближе стул, поставив его спинкой напротив дикаря, и уселся на него. Он некоторое время задумчиво разглядывал пленника, после чего извлек из кармана золотистого цвета пачку и выудил из нее коричневую палочку сигариллы. Вальяжно закинул ее в угол рта, щелкнул никелированной зажигалкой и выпустил облако душистого пахучего дыма. Острый взгляд его столисто-серых холодных глаз бурил дырку в черепе дикаря, отчего тот почувствовал острую, быстро нарастающую мигрень. Спустя пару минут Мур хмыкнул и сделал очередную затяжку. «Очень интересно. И что же ты такое из себя представляешь?» «Дай живчика глотнуть, так расскажу». «Тебя в детстве не учили, что, чтобы что-то получить, сперва нужно что-то дать?» «Я, пожалуй, воздержусь. Не понравилось ваше собеседование. Рекрутеры уж больно настырные». Один из конвоиров по безмолвному кивку своего лидера провел мощный хук в печень дикаря, заставив его скривиться от боли. «Не переживай, скоро ты изменишь свое мнение». Глава Муров подошел к столу и в раздумьях принялся барабанить по нему пальцами. После небольшой паузы он нажал клавишу на стационарном телефонном аппарате. «Аврору ко мне».
Звякнула трубка допотопного аппарата, опускаясь на рычаг, а к дикарю как раз вернулась способность внятно говорить. «Ты тритон, значит, правду говорят о том, что ты можешь подчинить себе других иммунных». «О да, ты наслышан обо мне. Я польщен». Его собеседник саркастично ухмыльнулся и выдохнул очередное облако душистого табачного дыма. «Тебя ожидает большой облом. Я для тебя совершенно бесполезен. Это не тебе решать. Ты можешь подчинить себе иммунных, верно. Вот только штука в том, что у меня нет иммунитета. А ты забавный, хотя, похоже, не врешь. Нужно быть идиотом, чтобы пытаться обмануть ментата». Судя по его действиям, Тритон явно готовился применить к нему свой мозголомный дар. Нужно постараться этого избежать, вот только как? Мур всем своим видом и поведением демонстрировал полное безразличие ко всему, что говорил дикарь. С этим персонажем явно шутки плохи. Если не переломить ситуацию в ближайшее время, для Кваза это кончится печально. Очень печально. «Признаюсь, ты меня чуточку заинтриговал. И как же ты умудряешься сохранять здравомыслие, не имея иммунитета?» «Подарок легендарного знахаря». «Вот оно что. Тогда почему это ты для меня бесполезен?» «Подарок знахаря оказался с подвохом. Я рано или поздно стану обычным зараженным. Ну, почти обычным». «Ты довольно спокоен для человека, который понимает, что обратиться в тварь». «Свыкся уже». В зал вошла женщина. Она встала за спиной дикаря, видеть ее он не мог и о половой принадлежности судил лишь по голосу. «Аврора, солнышко, посмотри на этого человека. Что думаешь?» «Аврора?» Дикарь уже слышал это имя. Вот только где и когда? На виски легли тонкие пальцы, ощущение легкого покалывания, какое с дикарем уже случалось при встрече с монахом. Женщина за его спиной недоуменно хмыкнула. «Это странно. Он не человек, в смысле не иммунный. Все выглядит так, словно он зараженный на стадии среднеразвитого кусача или около того. Как возможно, что он сохранил здравомыслие? Не имею ни малейшего понятия. Это что-то непонятное. Спорового мешка нет, тело внешне человеческое. Мозг тоже не пострадал от действий паразита. В этом он похож на иммунных. Однако вся остальная физиология на уровне зараженных. «Спасибо, можешь быть свободна». Девушка, так и оставшись вне поля его видимости, покинула комнату. «И как, подмывает тебя отведать человеченки? Признавайся». Тритон сухо ухмыльнулся собственной шутке. «Нет ничего такого, но пожрать не откажусь, это факт». «И что же мне с тобой прикажешь делать? Может, мне стоит сварить твои мозги и посмотреть, превратишься ли ты в мутанта на самом деле?» Дикарь внутренне содрогнулся от ледяного тона, которым была сказана последняя фраза. Тритон рассуждал об этом так, словно выбирал, какую пару носков ему надеть. Тут рассуждения лидера Муров прервали треск и шипение стационарной КВ-радиостанции, стоявшей на его рабочем столе рядом с телефоном. «Склад, ответьте капитану!» С излишней поспешностью, слегка нарушившей образ холодного отморозка, Тритон опустился в кресло и нажал клавишу приема. «Склад на проводе. Слушаю вас, господин капитан». «Тритон, когда ожидать твою посылку?» Человек на том конце провода говорил с ярко выраженным акцентом. Правда, из-за треска помех понять, с каким именно, не представлялось возможным. «Прошу прощения, у нас много материала, не успеваем все обработать своевременно. Вечером посылка будет у вас, гарантирую». «Отставить. Вези все, что успел подготовить, прямо сейчас. Остальное следующим рейсом. База запрашивает конвой, я не могу откладывать отправление». «Хорошо, я вас понял. Сейчас дам команду своим ребятам». «Позаботься о мерах безопасности. Разведка докладывает о высокой активности в твоем квадрате». «Стронги?» «Похоже, что облученные аборигены». «В таком случае это не проблема».
«Ну, смотри, через 2 часа груз должен быть у меня. Если планируемый объем этой поставки сорвется, сам знаешь, что будет». «Не волнуйтесь, господин капитан, все будет на высшем уровне». «Очень на это надеюсь, а то слышал, что у тебя были трудности на последнем сборе урожая». Абонент на том конце иронично хмыкнул. «Ничего катастрофичного, на поставках это никак не отразится». Собеседник Тритона отключился, не прощаясь, на что лидер чертей с неудовольствием поморщился. Он хмуро потер переносицу, явно не слишком довольный недавней беседой со своим работодателем. «Барсук, слышал? Пни нашего Франкенштейна, чтобы завязывал потрошить свежаков и готовил материал к отправке. Я хочу, чтобы через 20 минут холодильник уехал на баржу. И утрой охрану колонны. Не хватало еще, чтобы атомиты нам поставку обломали». Кодла фашиста еще не вернулась с выезда. Без него на базе останется мало бойцов. «У тебя со слухом проблемы? Я же русским языком сказал, тройная охрана. И головой отвечаешь». В голосе Тритона отчетливо лязгнул металл, заставив барсука нервно сглотнуть. «Не хоботись, босс, я понял. Тройная так тройная, я прослежу». «Тогда почему ты все еще здесь?» Подчиненный главмура поспешно исчез за дверью. Одна сплошная морока, куда ни плюнь. Тритон повторно уселся на стул напротив дикаря, пододвинувшись практически в упор, и положил ему на лоб сухую шершавую ладонь. В следующую секунду в череп кваза впился десяток раскаленных стержней, и дикарь выгнулся от непереносимой боли. Он снова почувствовал себя маленьким и незначительным перед подавляющей превосходящей силой. Черные щупальца способностей Тритона в мгновение ока принялись проникать в каждый уголок его сознания. Страдая от физической и ментальной боли, дикарь испытал неподдельный ужас, ощущая, как липкая, неприятная сущность умения главы Муров, словно нефть, заполняет изнутри, поглощая саму его личность. Он пытался сопротивляться, но, как мотылек в паучьих сетях, лишь напрасно тратил силы. От этого просто нельзя защититься. Дикарь этого не знал, но только у самых сильных ментатов был шанс побороть способности Тритона. У него против лидера чертей не было и шанса. Однако у сил ментата был небольшой побочный эффект. В то время, пока он подчинял себе личность человека, тот мог заглянуть в его разум. Через прикосновение этих ментальных щупалец, словно по обратной связи, дикарь ощутил, насколько кошмарным был человек, медленно, но неотвратимо берущий под контроль его сознание. Как в калейдоскопе он увидел воспоминания Тритона. Еще по своей прошлой жизни, бывшего социопатом и садистом, маньяком, способным медленно и с наслаждением убивать людей ради собственного удовольствия. Как он скрывался от правосудия в своем родном мире, но был схвачен и приговорен к смертной казни. Как волей случая оказался в Стиксе, подарившим этому хитрому и безжалостному ублюдку новую жизнь. Он почти сразу угодил к Мурам, где какое-то время обретался в самых низах человеческого отребья. Но потом этот человек, получив в свое распоряжение мощнейшую и совершенно абсурдную способность захватывать и подчинять себе волю людей, прошелся по головам одной из банд Муров, полностью взяв ее под свой контроль, а после превратил чертей в мощный инструмент, заточенный под исполнение собственных целей. Ему пришлось проделать огромный труд, не всегда все шло гладко, но сейчас его группировка была на пике силы. Он вычистил ее от человеческого мусора, своей способностью вербуя матерых и развитых старожилов Улья, попадавших ему в руки, превратив их в собственную гвардию. И еще несколько месяцев, и весь регион будет под контролем Тритона. Он сломит сопротивление атомитов, изведет под ноль вечно сующих ему палки в колеса стронгов, а после прижмет к ногтю все окрестные стабы. После этого торговые пути окажутся в подчинении чертей и начнут приносить баснословную прибыль. Даже такие стабы, как Озерск и Полис, больше не смогут его игнорировать. Он вынудит их сотрудничать.
а для чертей это станет началом новой эпохи. И тогда даже его наниматели из внешних миров не смогут больше сбрасывать его со счетов. Сейчас единственной слабостью его личной армии было снабжение. Торговать с мурами не рисковал никто. Для поселений местных он был персоной нон-грата. Он слишком зависел от поставок оружия, техники и боеприпасов внешников. И те это прекрасно понимали, вот и давили из него все соки. Но когда план Тритона будет приведен в действие, пресловутая ресурсная игла перестанет висеть дамокловым мечом над его головой. И вот тогда господам внешникам придется постараться всерьез, чтобы продолжить свою деятельность на подконтрольной ему территории. Прикоснувшись к мыслям и желаниям своего мучителя, дикарь, и без того пребывавший в панике от осознания того, что постепенно теряет контроль над собственным телом, страдающий от ужасной фантомной боли, прожигавшей его мозг насквозь, пришел в настоящий ужас. Планы Тритона были поистине наполеоновскими, и если он осуществит собственные замыслы, этот регион Улья превратится в настоящий рассадник муров и внешников, где для обычных иммунных уготована роль бессловесного быдла, сплошным потоком отправляемого на убой. Дикарь считал себя монстром в человеческом обличье, но, столкнувшись с настоящим монстром, он осознал, насколько же сильно заблуждался на свой счет. Однако, словно Кассандра, он тоже ничего не мог поделать с этим знанием. По мере того, как липкая жижа умения Тритона заполняла его разум изнутри, он терял волю к сопротивлению, постепенно утрачивая способность связно мыслить. У Дара Мура, несмотря на его невообразимый потенциал и мощь, была масса ограничений и нюансов. Пока подчинение действовало, Тритон был для своих жертв чем-то вроде божественного существа. Ради него они готовы были с легкостью отдать свои жизни, если бы потребовалось. Но большая часть его подчиненных действовала по собственной воле. Промывки мозгов удостаивались лишь немногие. Но даже так он не мог держать людей под своим контролем постоянно. Промывка мозгов постепенно слабела, рано или поздно ментальный контроль спадал. И когда это происходило, вариантов было всего два. Если иммунный имел ценность, лидер Муров повторял процедуру, если же нет, его просто отправляли на ферму. Поскольку те, кто побывал под действием его дара, прикоснулись к его воспоминаниям, так же, как и он к их памяти, оставлять их без надзора было слишком опасно. Срок действия его способности для всех иммунных был разным. Чем дольше человек прожил в Улье, чем больше у него даров, тем сложнее было его контролировать. Кроме того, сама промывка была процессом трудоемким и довольно сложным. В процессе оккупации чужого сознания Тритону приходилось пропускать через себя невообразимое количество информации. Океан чужих воспоминаний способен в мгновение ока расплавить мозги любому, если подойти к процессу без должной осмотрительности. Он всерьез пострадал, когда применил свой дар впервые, на реабилитацию ушла куча времени. К тому же до конца восстановиться так и не вышло, часть личности своей самой первой жертвы оставила в нем свой собственный отпечаток навсегда. Впрочем, это было даже к лучшему, ведь после того случая он стал более уравновешенным и осмотрительным. Теперь, когда за его плечами было уже трехзначное количество подчинений, он легко и непринужденно скользил по потоку чужих воспоминаний, не позволяя себе завязнуть в них. К тому же он научился оценивать потенциал своих жертв и сейчас вполне четко осознавал, кто заслуживал повторных сеансов, а на кого не стоило тратить свои силы и время. К тому же теперь в его распоряжении была Аврора. Она была не только знахарем, но и поразительно сильной нимфой. Ее даром контролировать мужчин и управлять ими было не в пример проще, чем его собственным. Так что в последние месяцы он практически перестал делать повторные процедуры, ограничиваясь лишь самым первым сканированием. Все, что ему требовалось потом, тщательно следить за Авророй, остальное она делала сама. Барсук в свое время сделал ему поистине царский подарок,
привезя эту девушку в бессознательном состоянии прямиком к нему. Вот и сейчас очередная промывка мозгов проходила без осложнений, несмотря на сопротивление жертвы, сломать которое Тритону не составило особого труда. Опыт в этом деле у него был огромный, а сидевший перед ним крепыш был обычным новичком. Пусть новичком странным, что после осмотра признала даже его нимфа, но это ничего не меняло. После тщательного анализа его способностей глава чертей понял, что этот человек может быть весьма полезен ему в будущем. Целых 3 способностей, каждая из которых имела неплохие перспективы. Одна только способность контролировать тварей чего стоила. За свою бытность в Улье Тритон ни разу не сталкивался с чем-то подобным. Возможно, если развить этот дар до предела, он сможет захватывать хорошо защищенные стабы без единого выстрела. Однако, чтобы этих перспектив достичь, придется сделать серьезные вложения. Ладно, у него еще будет время подумать над этим. Эта пешка никуда от него не денется. Осталось лишь закончить начатое. А спустя мгновение Тритон вынужден был неслабо удивиться. Да что там, он испытал настоящий шок. Ассимиляция с сознанием пленника уже близилась к концу, когда он наткнулся на преграду. И этот ментальный барьер в голове мутноватого новичка оказался мощней, чем у самых прожженных ментатов, с которыми ему доводилось сталкиваться. Он словно натолкнулся на маленькую сейфовую дверь внутри чужой головы, об которую безуспешно разбивались все потуги его способности. Тритон напрягся, взламывая его мозг, чего не делал уже очень давно, но соотношение потраченных усилий и прогресса проникновения в закутки чужого сознания было абсурдно незначительным. Ему пришлось использовать каждую крупицу собственных сил. Только после этого иллюзорная дверь со скрипом приоткрылась, открывая ему доступ в темный угол чужого разума по непонятным для Тритона причинам, отгороженной мощной ментальной блокадой. Пожалеть об этом он уже не успел. Еда, еда, еда! Из-за разрушенного барьера в разум Мура проникла голодная, нечеловеческая сущность, впившись в его сознание когтями кошмарных видений. Лидер Муров был плохим, ужасным человеком, убийцей, садистом, эгоистичным подонком, но при всем при этом он оставался человеком. Голод, скинув с себя оковы, захлестнул его мозг лавиной собственных воспоминаний. За секунду Тритон испытал на себе весь ужас нечеловеческого существования. Охота на людей и пожирание их горячего кровоточащего мяса. Инстинкты уродливого мутанта, принуждающие его убивать женщин, детей, стариков и даже себе подобных, чтобы утолить это всепоглощающее, необъятное чувство голода, сопровождавшее его всюду, куда бы он ни отправился. Голод неделями старательно подтачивал здравый смысл дикаря по ночам, отравляя собой его сны. Но сейчас он получил полную свободу действий и, воспользовавшись этим, просто уничтожил личность освободившего его человека. Тритон сполз со стула на пол и задергался, как в эпилептическом припадке, со стуком ударяясь затылком о бетонный пол. Его собственный дар сыграл с ним дурную шутку. «Босс! Босс!» Охранники, что прежде безмолвно стояли за спиной пленника, бросились к своему предводителю. Они десятки раз видели, как Тритон порабощает умы своих пленников и берет их под полный контроль. Но такое, как сегодня, с ним случилось впервые. Так что их недоумение и безотчетный страх вполне можно понять. Им ли не знать, как страшен главарь чертей в гневе, и угодить под его горячую руку никто из них не хотел. Вот только бояться им стоило совсем другого. Пока они пытались привести в чувство пускавшего слюни свихнувшегося идиота, с треском лопнули пластиковые стяжки наручников, за их спинами поднялась на ноги хрипло-урчащая тень. Только один из ренегатов успел повернуть голову, прежде чем скрюченные, словно когти гарпии пальцы, окруженные невидимым и неразрушимым барьером,
вонзились ему в затылок и рывком сорвали скальп с черепа вместе с ухом, содержимым левой глазницы и частью гортани. В следующую секунду нападавший навалился на второго Мура с нечеловеческой силой, сдавив ему череп руками, отчего тот лопнул, словно перезревший апельсин. Кровь брызнула из ушей и глаз, здоровяк умер в мгновение ока. Его коллеге повезло меньше. Он еще несколько минут хрипел от невыносимой боли, ощущая, как челюсти убийцы отрывают от его лица куски плоти и хрящей. Разорванная в лоскуты гортань стала настоящим подарком. Оставшись без кислорода, страдающий от невыносимой боли мозг в конце концов соскользнул в дымку бессознательности, чтобы уже никогда больше не очнуться вновь. Сознание снова плавало в черной густой жиже, постепенно проваливаясь все глубже. Туда, где нет ничего, кроме космического чувства голода. Там нет места радости, печали, счастью или грусти. Один лишь необъятный голод, который было невозможно утолить, как бы сильно ты ни старался. Мне нужно всплыть. Я должен вырваться из этого места прямо сейчас. Иначе останусь тут навечно. Но тягучая субстанция, густая и черная, как смола, не желала его отпускать. Еда, еда. Заткнись. Еда, еда. Нечеловеческий, жуткий зов проникал в каждый уголок сознания, заполняя собой все вокруг. Казалось, в мире больше не существовало ничего, кроме этого простого слова, которое давило на него тяжелее тысячетонного пресса. Он напряг все свои силы. «Иди нахрен, урод грёбаный!» Черная жижа с чавканьем расступилась. Кто-то очень настойчивый бил в барабан внутри его черепной коробки, одновременно с этим буравя в ней несколько сквозных дыр с помощью перфоратора. Дикарь понял, что сидит на еще теплом трупе и держит во рту кусок сырого, плохо пережеванного мяса. Его стошнило кровью и ошметками чужой требухи. «Пошел ты, ублюдок, хрен тебе с маслом, а не еда!» Тело плохо слушалось, каждое движение вызывало вспышки непереносимой боли в его готовых закипеть мозгах. Руки скользили по лужам еще теплой крови. Пошатываясь, он полз на четвереньках вперед, перебарывая волю чужого внутри себя. Дикарь понимал, что сил у него остается все меньше, впрочем, как и времени. Еще немного, и голод заберет его тело и разум себе. И на этот раз навсегда. Он разодрал себе ладони и колени об бетонный пол, абсолютно не чувствуя боли. Просто полз вперед к своей цели, мешая собственную кровь с чужой, преодолевая сопротивление монстра внутри себя. Каждая клеточка тела умоляла сдаться, прекратить сопротивление, остановить адскую боль, которая терзала его мозг. Но дикарь знал, пока он движется, он еще жив. Лоб гулко ударился об монументальный письменный стол. Внутри левого ящика небольшой хромированный сейф. Дрожащие окровавленные пальцы с трудом попадают по круглым клавишам с цифрами. 7, 10. В мозгу очередная вспышка невыносимой боли, по сравнению с которой все, что было раньше, полная ерунда. 4, 12. Раскаленный гвоздь вонзился в темя, прожигая голову насквозь. 8, 21. Глаза слишком большие, чтобы уместиться в глазницах, поэтому постепенно начинают вылезать наружу. 6. Электронный замок пискнул, отпирая сейф. Дикарь, напрягая последние крохи оставшихся у него сил, выгреб содержимое на пол. Вот оно. Резная продолговатая шкатулка из белой кости, напоминающая школьный пенал. Он едва не выронил ее из трясущихся рук, прежде чем удалось открыть. С трудом подцепив содержимое шкатулки, дикарь ядовито ухмыльнулся и отправил заначку лидера чертей себе в рот. Если в Улье есть боги, сегодня они определенно на его стороне.
От желудка по всему телу прокатилась теплая волна, унося с собой судороги и боль. В голове полыхнуло сверхновое, выжигая чуждое сознание из его мозга. Он вновь вырубился, завалившись на холодный пол. Неизвестно, сколько дикарь провалялся в отключке, но очнулся он все там же, на полу, рядом со столом. Он прислушался к себе и с удивлением осознал, что чувствует себя значительно лучше. Голова все еще была тяжелой после перенапряжения из-за огромных объемов чужих воспоминаний, осевших внутри нее. Но ни выжигающий мозг боли, ни надоедливых голодных воплей в его сознании больше не было. Квас глубоко и с наслаждением вздохнул. Внутри шкатулки из кости, хранившейся в сейфе, хранился белый перламутровый шарик идеальной круглой формы. Дикарь подумал о том, что ему стоило поблагодарить почившего в бозе Тритона. Тот был столь любезен, что не только показал ему в своих воспоминаниях наличие в собственных запасах белой жемчужины, но и продемонстрировал код доступа к своему сейфу. Лидеру чертей пришлось пахать как проклятому, чтобы заполучить это сокровище в свои руки. Год назад один из кребберов вышел из сплошной черноты на удавке прямиком на автоматизированную турель внешников, оборвавшую его скорбный путь очередью зарядов с сердечником из обедненного урана. С помощью одной из доставшихся им с трупа хозяина улья белых жемчужин полосатые решили замотивировать подконтрольные им группировки муров. Тритон целый год вынужден был соревноваться с другими бандами прихвостней внешников, заваливая хозяев материалом сверхпоставленных планов. Однако своего он добился. С помощью белки главмур планировал в ближайшем будущем завершить целую серию приемов черного и красного жемчуга, что неизбежно повлекло бы за собой обращение в кваза. Однако последующий прием белого жемчуга решал эту проблему. Это должно было вознести его на вершину пищевой цепочки иммунных жителей Улья. Вот только не срослось. Далеко не все двери стоят того, чтобы их открывать. Дикарь поднялся с пола и уселся в мягкое офисное кресло. Вывел из гибернации тихо загудевший кулером комп Тритона, пробежался по иконкам рабочего стола. Сегодня удача явно была на его стороне. Интересующее его приложение было уже открыто ранее, не пришлось лишний раз напрягать голову, стараясь выудить из нее очередной пароль. Тритон был редкостным параноиком, так что оставленная им в свернутом положении небольшая утилита, позволявшая подключаться к хабу системы видеонаблюдения за периметром и внутренними помещениями базы муров, дикаря ни капли не удивила. Мертвый лидер ренегатов не гнушался подсматривать за своей армией и слушать, о чем они треплются между собой. Впрочем, учитывая специфику его дара, ему и впрямь приходилось постоянно держать руку на пульсе, иначе проблемы были гарантированы. Дикарь пощелкал мышкой, выводя картинку с разных камер, но следов тревоги среди муров не обнаружил. Похоже, они не привыкли без спроса нарушать покой главаря, пока тот занят обращением в свою веру очередного кандидата. И учитывая характер Тритона, в этом нет ничего удивительного. На их месте дикарь тоже старался бы держаться от такого начальника подальше. Впрочем, это не касалось людей с промытыми мозгами. Их лояльность Тритону была абсолютной, и дикаря сильно волновал вопрос, что же с ними станет теперь, когда контролер умер. Ответа на этот вопрос у него пока не было. Но похоже, что сейчас все силы муров на базе были брошены на спешную погрузку конвоя для внешников, который, судя по картинке системы видеонаблюдения, вот-вот должен был покинуть территорию базы. Дикарь поднял трубку телефонного аппарата и нажал клавишу набора последнего номера. «Аврору ко мне!» Он старался говорить так, чтобы интонация и тембр голоса не слишком отличались от хозяина этого кабинета. На том конце что-то невнятно вякнули в ответ. Дикарь опустил трубку на рычаг. Окровавленные, частично обглоданные трупы неряшливой кучей лежали в луже почерневшей крови,
от вида которой его снова замутило. Но он силой воли подавил позыв, принявшись глубоко и часто дышать. Блевать сейчас явно не стоило, ведь он без понятия, как долго будет усваиваться белка в его организме. Лучше не рисковать. Он с трудом перевернул труп одного из охранников, стянул с него автомат, которым тот так и не успел воспользоваться. Голод напоследок сослужил неплохую службу, устранив сразу 3 отморозков с его пути. Оружие, оказавшееся одной из модификаций израильского Галила, сейчас основательно измазалось в кровище. Ладно, не в его положении крутить носом. Не стоило забывать, что он находился в самом центре базы ренегатов, под завязку напичканной мурами. Перебарывая дурноту, он выдернул из разгрузки несколько запасных магазинов, после чего подошел к входной двери и притаился за ней. Некоторое время ничего не происходило, потом он услышал за толстой железной дверью легкую поступь и напрягся. Дверь скрипнула, пропуская внутрь стройную девушку в камуфляже. Лица ее дикарь не видел. «Что за...» Он рывком сократил дистанцию и оглушил ее резким ударом приклада в затылок. Та рухнула, как подкошенная, и с грохотом завалилась бы на пол, не подхвати он ее по пути вниз. Судя по воспоминаниям Тритона, Аврора была старожилом Улья, к тому же не только знахарем, но и довольно мощной нимфой. Возможно, эта дамочка все еще могла быть под тритоновым контролем, даром, что сам ментат уже приказал долго жить. Рисковать дикарю совсем не хотелось, поэтому пришлось применить радикальные меры. Связав ей запястье за спиной с помощью пресловутых пластиковых стяжек, коих у его конвоиров нашлась в карманах целая пачка, он соорудил из подвернувшейся тряпки кляп и заткнул девушке рот. К слову, нимфа оказалась довольно симпатичной. Впрочем, это сейчас не играло никакой роли, она была нужна ему совсем по другой причине. Проверив ей зрачки на предмет сотрясения, он успокоился, завязал повязкой глаза и оттащил ее в угол, после чего запер входную дверь. Тритон по природе собственной паранойи к безопасности подошел серьезно. В частности, дверь, отделявшая его кабинет от пространства остальной базы, в своей прошлой жизни вполне могла служить в каком-нибудь банковском хранилище. Конечно, если за нее примутся всерьез, долго она не продержится. Парочка шашек тротила и пиши пропало. Однако на какое-то время она сможет сдержать осаждающих. Правда, дикарь надеялся, что до этого не дойдет. Он вернулся к столу и взялся рукой за тангету рации. Ему со времен армии не доводилось иметь дело с такой техникой, однако во всех приборах подобного типа всегда заложены одни принципы, так что у него не ушло много времени, чтобы разобраться с органами управления. Как-никак он отдавал долг родине, служа на границе, а у погранцов рация считалась штатным оборудованием подразделения. Дикарь напряг извилины, вспоминая нужную частоту. Весь его расчет строился на то, что мощный КВ-передатчик Муров наверняка должен иметь ретранслятор и антенну, а значит покрывать солидную территорию. Оставалось лишь скрестить пальцы и нажать клавишу вызова. «Буран, ответь дикарю! Буран, ответь дикарю! Прием!» Шипение помех радиоэфира. «Буран дикарю! Буран дикарю! Прием!» И снова одни помехи. Спустя 10 минут, когда дикарь уже окончательно потерял надежду, сквозь шум помех пробился ответ. «Фантомас на связи. Кто там Бурана на открытой частоте ищет?» «Тут дикарь. Мне бы с ним перетереть по одному срочному делу». «Прямо горит тебя?» «Ну, типа того. Если он рядом, пригласи к трубочке». Рация абонента пискнула. Через секунду он услышал до нельзя удивленный голос знакомого рейдера. «Дикарь? Хрена ли ты меня на весь эфир, как оглашенный, требуешь?» «Дружище, объяснять долго и времени у меня на это нет. Вопрос всего один. Где вы сейчас?» «Возвращаемся оттуда, сам знаешь откуда». «Далеко вам еще до дома?» «Да мы тут из-за перезагрузки зоны слегка прилипли, так что пока непонятно. А чего такое?» «С прибытком идете или голиком?» «Ха-ха, Квазиморда, прибарахлились мы с твоей наводки не кисло. Палаш будет рад». «Отлично, тогда у меня к тебе есть горячее предложение.
Я тут ненароком попал в гости к одному твоему старому знакомому, который в нашу прошлую поездку грозился тебе всяческими анальными карами. Вышло неплохо, твой друг смертельно приболел, но я застрял в гостях и чую, что тут скоро станет жарко. Однако нехороших пацанов тут вместе со мной всего ничего, плюс-минус, так что есть вариант пошарить по подвалу и намутить немного ништяков. Но это, конечно, если ты с твоими друзьями решишь присоединиться к веселью. А я вам с этой стороны помогу, чем смогу. Тут тоже есть желающие повеселиться. Правда, до них еще нужно добраться, но это уже мой головняк. Ну что, ждать тебя на огонек?» В эфире повисла долгая пауза. Буран явно пытался осмыслить всю ту ахинею, которую нес дикарь. Спустя пару минут он отозвался вновь, и на этот раз голос у него был да нельзя серьезным. «Мужик, если ты в гостях у того, о ком я думаю, откуда мне знать, что намерения твои чисты и непорочны? А откуда мне знать, что ты не являешься латентным представителем сексуальных меньшинств?» С той стороны раздался гогот нескольких мужских глоток, после чего Буран ответил немного потеплевшим голосом. «Убедил, чертяка языкастый. Ладно, дай мне минутку, я с ребятами посовещаюсь». «Буран, погоди секунду. Скажи, тебе имя Аврора что-то говорит?» Рейдер поперхнулся от изумления. «Откуда ты?» «Да ты обмолвился как-то раз, вот я и запомнил. Если что, я прямо сейчас смотрю на твою подружку. Это тебе в качестве дополнительного стимула». В голосе Рейдера отчетливо послышались нехорошие нотки. «Дикарь, я очень надеюсь, что ты сейчас не шутишь. Я такой юмор не оценю, так и знай». «Да какие уж тут шутки, дружище. Пока ты там чешешься, у меня земля под ногами вот-вот гореть начнет. Так что мне сейчас не до смеха. Решай в темпе, мужик, время дорого. Повиси на проводе». Спустя ровно минуту рация заговорила вновь. «Дикарь, мы в деле. Какой план?» Квас хищно ощерился в ответ. Пришло время свалить отсюда подальше, но сперва он разнесет это место по кирпичикам. Конец книги. Читал Фан 12.